Я стараюсь сделать вид, что все в порядке, что все будет хорошо, но... Черт, я очень переживаю. Скульптор Лолошка далеко не простой человек. Что, если он не помешался? Что, если ему действительно грозит опасность? Ух ты, вы умеете плакать. То есть, леди Акетра, какая же опасность может грозить однорукому старому Абду? Он бредит, по-любому. Так, леди Акетра, вы не переживайте. Мы обязательно сходим его проведать. Все будет хорошо, да. Немедленно заберите скульптора из лечебницы, Акетра. Ему опасно там находиться. Ну, наверное, вот это что-то около нейтральное, да? Не переживайте, мы сейчас сходим, все проверим. Может быть, у старика реально какая-то деменция. Сходим. Ой, спасибо. Спасибо, Лолошка. Ты не представляешь себе, что я испытала, когда скульптора забрали в лечебницу, а на следующий день ты явился домой со сломанной рукой, а? Я начала сомневаться в том, что мой подход к содержанию абдов правильный. Ну вот, я пришла к тебе, чтобы ты отвлек меня от плохих мыслей, а в итоге расплакалась при тебе. Давай-ка сменим тему, а? В общем, я купила твоему другу Зарифу новый корабль. Он еще строится, но скоро будет готов. Скажешь ему об этом сам. Хочу, чтобы ты его обрадовал. Удивительно устроен мир, конечно. Для меня купить такую маленькую лодочку ничего не стоит. А для кого-то это, наверное, целая жизнь. Не нравится мне такое устройство мира, Лолошка. Не нравится. Но знаешь, что самое ужасное? Я была бы не готова отказаться от того, что у меня есть, чтобы изменить такую ситуацию. Чтобы содержать все это, у меня уходит столько утенов. Столько, сколько некоторые торговцы в порту не заработают за всю жизнь. И я совсем не готова со своим домом расставаться, как и со вкусной едой, удобной разной одеждой, бумажными книгами, украшениями. Ну, в общем, ты меня понял. Я помогаю другим, но не в ущерб себе. Да-да-да, я знаю, как это звучит. Очередная богатая дама грустит, что не все вокруг нее такие богатые. Знаешь, мне кажется, что моей жизни ужасно не хватает какой-то цели. Я не хочу быть такой же, как все эти напыщенные индюки вокруг меня. Для них, для всех, их состояние, зачастую являющееся результатом богатых родителей, это пик, их предел мечтаний, представляешь? Я же стараюсь свой достаток использовать как средство достижения других целей. Как думаешь, почему я поклоняюсь Хетентепу? Почему выкупила вас у Буриса? Я жажду знаний, потому что уверена, в какой-то момент знания дадут мне и цель в этой жизни. Вау, нифига себе. Это, кстати, первый такой более полноценный диалог с Акетрой. То есть мы понимаем, как она мыслит. Леди Акетра, знания могут быть не только в храме Хетентепа. Отправляйся со мной за Синдбадом. О, леди Акетра, что вы? У такой думающей и богатой леди, как вы, не может быть препятствий на пути. Ну, это слишком такая грубая лесть, так что нет. Ваши слова, леди Акетра, это просто блажь богатой женщины. Никакой высшей цели не существует, как и смысла жизни. Давай вот это! По-моему, это очевидно. Знания могут быть не только в храме Хетентепа. Отправляйся со мной за Синдбадом, вот. А? Чего? Эй, Лолошка, кажется, ты забываешься. Обращаться ко мне на «ты» абдам запрещено. Но я с самого начала знала, что у тебя проблемы с подчинением. Так что, ладно, нечему здесь удивляться. Ты что, серьезно думаешь, что я могла бы отправиться на Шахтерские острова? Думаешь, мы найдем там что-то интересное? Твой друг Синдбад кажется мне очень ненадежным товарищем. Поиск огней — это погоня за призраками. Хотя я читала много древних фолиантов, где были вполне конкретные упоминания. О, а что, если твое появление — это и есть тот знак, которого я ждала? Может быть, поиски были сосредоточены не там? Лолошка, за мной. Так, ладно. Может быть, пора действительно обратить свой взор из книги в бесконечный мир? О, Лолошка, решено! Решено! Сейчас же пойдем искать нормальный корабль для путешествия на Шахтерские. Чтобы больше не было такой ерунды, что ты плывешь в каком-то тазу. Ой. Ты только не говори Зарифу, что я такое сказала. О, это же столько всего сейчас нужно будет продумать. Ой-ой-ой-ой. Нет, так, ладно. Все, нельзя позволять мыслям брать верх над действиями. Просто будем продвигаться постепенно. Может быть, мы и не найдем подходящего корабля, но я знаю место, где мы будем искать. Давно искала повод туда сходить. За мной.
Что, куда? Что, черный рынок какой-нибудь или что? Ой, слушай, что-то, честно говоря, я уже не так уверена. Так, а в итоге куда это? Там была вывеска «Сладкий утенок». А может быть, лучше в порту поищем? Неужели ты сдашься перед первым же препятствием? Ну и ладно, не для богатых дам это развлечение. Я и сам справлюсь, Акетра. Давайте немного промотивируем. Неужели ты сдашься перед первым же препятствием? Прекрати обращаться ко мне на «ты». А то я еще привыкну к этому. Пойдем за мной. О, все-таки решилась, да? Так, и что? Ой, ну и гомон. Сколько же здесь народу-то, а? Ладно, идем. Я знаю здесь местного бармена. Так, ладно. Бандит, ебать, бандит, они прям с припиской бандит, обалдеть. Это реально черный? Оу, какие люди! Акетра! Ха, ты какими судьбами? Здесь? Да... Я не ожидал тебя как-то увидеть здесь. Джамиль, проявил бы ты больше уважения. Тут все-таки мой абд. Да. О, великая леди Акетра! Словно само солнце между рогов Селесет спустилось к нам, и вы осветили наш скромный бар своим присутствием. Все, Джамиль, перестань. И все же, что привело тебя сюда, Акетра? Мне нужен корабль. Большой. О, тогда понятно. Ты пришла в правильное место, Акетра. Какого уровня запрещенности груз тебя интересует, а? Живой? Или нет? Если хочешь перевести каких-то необычных животных, то советую Зафира. Если тебя интересуют люди, то лучше обратиться к Бурису. А вот всякие редкие снадобья и запрещенные книги сейчас лучше вообще не возить. Ай, господи, точно. Как же я сама сразу не подумала про Буриса, а? Спасибо, Джамиль, ты супер. Стоп, подожди, ты знаешь про Буриса? То есть чаевых я могу не ждать, верно? Ах, Джамиль. Вот, возьми. Да, благодарю. Вот так вот у тебя все устроено, да? Так, и в итоге... Значит так, Лолошка, нужно поговорить с Бурисом. Для таких путешествий лучше все-таки брать знакомых людей. Знаешь, честно говоря, почему-то я думала, что это место куда более приключенческое, что ли. А это просто вонючая дыра с кучей пьяных матросов. Давай отсюда уйдем поскорее, ладно? О, гвоздь! Погляди, какая сюда красотка заглянула, а? Да. Эй, красотка! Ты ошиблась немного! Фиолетовый шатер тут неподалеку! Отстаньте! А то чё? А то чё? Чё ты нам сделаешь-то, а? О, так, вот тут, сейчас я выслужусь перед Акетрой. Мы не хотим проблем, пропустите нас, пожалуйста. Вы слышали, леди? Считаю до 3. Напасть на разбойников. Очевиднее варианта здесь не придумать, ребята. Вы слышали, леди? Я считаю до 3. Напугал. 1. Ты чё, я погляжу, нарываешься, да? Да, слышь, калека, место свое знай, а? 2. Он нарывается. Ну давай посмотрим, кто круче. 3. Бляха! А ёптель-моптель! А почему? Почему я на это согласился? Так, так, кыш, все будет нормально, Ай, больно. Бляха-муха, очень больно. Так, одного хотя бы вырубить. Так, тихо, все, вырубили, нормально. О, 16 утонов, нифига себе с него выпало. Так, хорошо. На, получай, тварина. Умри. Сюда. И так будет с каждым. Понятно вам всем, понятно. Лолошка, уходим отсюда. Эй, Акетра, сюда! Так. О, драка там, реально целая драка. О, Акетра, обалдеть. Неплохо твой аб с этими 2 расправился, а? Я даже рад этому, если честно. Они были теми еще ханзирами. А вот хозяин будет недоволен. Он очень не любит происшествий в своем маленьком заведении. Так что мне очень жаль, Акетра. Но в ближайшее время больше не появляйся здесь. Удачи с вашими делишками. Чао. Ну и... Лолошка, это было великолепно. Ты был великолепен. Но нам лучше убраться отсюда поскорее. Если поторопимся, сможем успеть до закрытия базара. Застанем Буриса.
Охренеть, я великолепен. Конечно, я великолепен. О, Борис. Борис! О, Лолошка! Лолошка, здорово! Ха-ха. А я уж собирался уходить. Да, слушай, прости, конечно, парень, но я на работе, не поболтаем. А что привело вас ко мне, друзья? Акетра, неужели вы наконец передумали и решили прикупить что-то из моего товара? Нет, Борис, не сегодня. Я бы хотела нанять тебя и твою команду для путешествия. Нет. Только не говорите мне, что этот сумасшедший и вас зовет на шахтерский, умоляю. Да, Борис, именно так. Должна ли я воспринимать твою реакцию как отказ? Что? Нет, леди Акетра, ни в коем случае. Если вы действительно хотите плыть туда, то лучше уж вашим перевозчиком буду я. Я отличный капитан. Лучший из всех. Со мной это вы уж точно будете в безопасности. Черт. Вы когда хотите отправляться? Лолошка, у тебя какие-то планы, может быть, на ближайшие дни? Так, а что? Когда ближайшее полнолуние? Чего это такое? Это как будто какое-то проклятие, да? А как мне понять, что это означает? Нет, я готов отправиться, когда вам будет удобно. Давайте не будем торопиться, я еще не отошел от предыдущего путешествия. Как будто очевидно, что я хочу сюда нажать. Когда ближайшее полнолуние? Полнолуние? Да уж, парень, не ожидал, что ты окажешься суеверным. Да уж. Кажется, полнолуние завтра. Слушай, если для тебя это важно, чтобы мы поплыли позже, то... Мне нужно будет уладить некоторые свои дела, Борис. Мы можем отправиться через 3 дня. Да, конечно, леди Акетра. Моя команда всегда готова к путешествиям. Почти все время провожу в песках, да. Я знаю, Борис, знаю. Так, Лолошка, я устала. Слишком много переживаний за сегодня. Мне нужно поспать и заняться сборами. Сборами на свежую голову. Борис. Я тебя поняла. Так. Эй, парень, ты чё там задумал, а? Я же тебя привез всего месяц назад. А ты за это время успел сбежать, сломать руку, потерять корабль с рифа. А теперь, ты же... Это? Серьезно? Хотя, должен признаться, в глазах Акетры горел такое огнище. Она выглядела прям счастливой. Ха-ха. Только вот такие обычно долго не живут, парень. Ну, ладно, хара, я точно о вас позабочусь. Ох, как же я позабочусь. А теперь все, давай, проваливай. Мне тут закрываться пора. Ладно. Стоп. Акетра! Леди Акетра, вы куда делись? Почему я остался один? Ребята, я понял, почему у меня про полнолуние было. Потому что мне, оказывается, с этих бандюганов письмо какое-то выпало. Собрание новичков перед храмом в полнолуние. Будьте в масках. Приписка СМ. Вау, это очень круто, кстати, продумано. То есть, выбрав этот вариант с полнолунием, я специально отказался от того, чтобы поплыть в полнолуние, да? И я пойду вот туда, в маске, куда-то перед храмом. Вау. О, то есть мы узнаем, кто такой СМ, да? Борис, кстати говоря, все-таки прикрыл свою лавочку, ушел. А я тем временем... непонятно, типа, Акетра тупо... О, спасибо за скоробея. Акетра тупо ушла в эту сторону, а зачем в эту, непонятно. Кстати, а это же получается, у меня есть свободное время, чтобы поторговаться, да? Мне, наверное, домой надо. Но погодите-ка, здравствуйте. Торговать. О, тут можно кожу купить. Вот это, кстати, хорошо. Да, это приятно. Блин, это реально офигенно, то, что тут появились новые торговцы. Но здесь мне ничего не нужно. Дайте мне что-нибудь интересное. Искусствовед. Здорово. Ух ты, трофей ведьмы, трофей поборника, 64 утена, не-не-не, спасибо, дорого. Здравствуйте, фермер, торговать, семена пшеницы. Вот это, кстати, прикольно. Томаты есть? Томаты, я искал томаты. Нету томатов, серьезно. О, фермер, давай, пожалуйста. Томаты. Ну, давай. Ну, томаты. Нету томатов. Ни у кого не продается. Ну как так-то, а? С лесорубом все более-менее понятно. У него тут дерево. Вот это, кстати, очень хороший продавец. Надо его по-любому запомнить, потому что лесоруб явно здесь ценится. Тем не менее, томаты нигде не продаются, и я негодую. Это реально плохо. Это немного жаль. Ух ты! Нифига себе, какой библиотекарь! Чародейская книга на эффективность 5. Про тебя я по-любому запомню. Все. А я тем временем, наверное, не буду затягивать, поэтому побежали домой.
Эй! О, Абди! Абди, здорово! Мне жалко кувшинки, но их развелось тут слишком много. Надо убрать. Он прям реально выкидывает кувшинки. Я могу подобрать, да? Йоу, бесконечные кувшинки! О, знаешь, мне очень нравится, как пахнет от леди Акетры. Ладно. Погоди, а ты ничего не скажешь про то, что я с тобой не пошел и все такое в храм? Я больше переживаю за скульптора. Что с ним случилось? О, я бы хотел знать, честно говоря. Сдерик, Зариф, скульптор и вы — семья, которой у меня никогда не было. Понял, еще что-нибудь? Иногда я вспоминаю Синдбада, но он не кажется мне семьей. Хоть мы и спали вместе. Мне очень нравится, как пахнет от леди Акетры. Понятно. Так, Сдерик, привет. Да, ложка, представляешь? Халима прогнала меня с кухни. Говорит, что ей тоже хочется иногда готовить для госпожи. Я расстроен. Ничем не занимался весь вечер. Надеюсь, хотя бы твой день прошел интересно. Да, в целом интересно. Да, ты погляди, сколько здесь кувшинок, уже 14. Неужели это реально бесконечный фарм? Так, там у нас, получается, Акетры нет. Я вообще правильно сделал то, что пришел домой? Типа, мне не нужно было куда-то в другое место идти? Халима, привет. Я готовлю для госпожи кибех. Это ее любимое блюдо. Кибех? Интересно, что это такое? Леди нравится, когда я добавляю к булгуру орехи. Мясо я использую кроличье, потому что оно не жирное и очень-очень вкусное. Очень надеюсь, что леди оценят мои старания. Сдерик обиделся, что я его прогнала. Хотя я избавила его от работы. Сторонники Монту... очень странные люди. Ладно, я просто немножко не совсем понимаю, правильно ли я вернулся, надо ли мне было возвращаться. Ну давайте просто проверим дедовским способом. Я могу выйти отсюда? Если я могу отсюда выйти, значит все неправильно. Ага, я не могу выйти. Все, значит я все правильно делаю. Просто я немного переживаю, то что Акетры нет. О, я могу сюда зайти. Вот они, те самые скопления скинта. Офигеть, кстати, сколько здесь книжных полок, которые идеально бы сгодились для чародейского столика. Хе-хе-хе. Ну ладно, делать я этого само собой не буду. Так, гостевая спальня, на всякий случай ее тоже проверим. Нет. Так, кстати, надо бы проверить, что у нас по прокачке. Прямо сейчас 6 серебряных скоробеев. О, кстати, насчет прокачки скоробеев. Мы же должны дойти до снижения требования к уровню для зачарования, по-любому. Вот, шанс блока, это качаем. И дабы дойти до снижения опыта к зачарованию, нужно еще раз... 2, 3, 4. То есть получается еще 2 скоробея. 2 гребаных скоробея. Обменять я не могу, да? Но у меня есть 4 золотых, надо бы тоже на что-то потратить. А потрачу я на прокачку либо организма, либо боя. Нет, беру свои слова назад, я ни то, ни другое не прокачаю. Я прокачаю ремесло до 10 уровня, потому что я хочу дойти до бережного обращения. Снижает шанс на потерю прочности предмета на 5% за уровень навыка. Сейчас у меня будет, получается, 9 уровень, да? Раз, два, три, 4. Были бы у меня сейчас 3 серебряных скоробея, я бы сделал одного золотого, но уже поздно, как говорится. А еще у меня есть 2 уритеховых скоробея, я могу их потратить на Нильский прилив, либо все-таки подождать бережное обращение. Нет, пока что все-таки прилив, да. Меня сейчас реально больше всего смущает вопрос, а как же мне зачаровываться? То есть вот я буквально могу прямо сейчас взять этот стол зачарования, да, я могу это сделать. Я могу, конечно, на одну серию вот так вот ляпнуть, но потом я точно понимаю, что этого уже не будет. О, ребята, я знаю, где будет. Помните, на рынке Нара мы же вскапывали блоки, мы ставили верстаки, мы много чего делали, и там остается. Ладно, тогда вот этот сундук мы точно сейчас забиваем. Например, снопы сена, книги, вот у меня есть книги, хорошо. Мы соединяем, и у нас всего лишь 3 книжные полки. Чё-то как-то мало, если честно. Да и уровня у меня что-то не так много. Куда пропал весь мой уровень? Надеюсь, это визуальный баг? Да, я специально перезашел в игру, и это был визуальный баг. У меня на самом деле 5 уровней, но я могу потратить, наверное, на что-нибудь. Допустим, чародейский стол, моя удочка, и это прочность, и все, да? Хорошо, а если мы сделаем вот так? Прочно, ты что, издеваешься? Реально такой отстой мне сувать? О, есть идея, есть мега крутая идея. Ребята, я понимаю то, что, наверное, это не совсем правильно. Хе-хе-хе, книжные полочки, здорово! Я знаю, что это неправильно. Но я же уберу, я уберу. Ну-ка. Да, вот она, приманочка. Хорошо. Никто ничего не заметит. Честно. Так, 16 уровень. Господи, а на что я надеюсь-то? Обязательно заранее, чтобы не забыть, мы подарим какие-нибудь вещи Абди. Абди, привет. Ой. Сори, ща. Я хотел подарить... Да бляха-муха, что ты ешь эту морковку-то, алло? Я еще раз хочу подарить тебе, сделать подарок. О, ничего себе.
Это действительно мне. Спасибо. Пожалуйста, Абди, давай проверим, какие у нас отношения. О, почти максимально, ребята. Эй, Сдерик, здорово. Так, что ты любишь? Сэндвич с курицей, да? Ну извини, конечно, сэндвича с курицей у меня особо нет. Давай-ка я подарю тебе тоже золотую морковку, мало ли. Давай. Это реально офигенно. Чего? Отрицательный... Стоп, что? А почему отрицательные подарки стали положительными подарками? Точнее, наоборот, положительные подарки стали отрицательными. Мы только что увидели баг. Ладно, если что, я... Вот, вы слышали сейчас звук телеграмма. Я только что написал об этом баге. И вот, мне опять написали, если что, это мне, ребят. Я написал, это порешается. Халима, тебе можно что-нибудь подарить? Нет, нельзя. Собрание новичков перед храмом в полнолуние. Будьте в масках. Об этом я 100% не забываю, и об этом мы точно вспомним уже в следующей серии. Возможно, мы наконец-то узнаем, кто такой СМ, подарим новую лодку Зарифу, найдем Синдбада вместе с Бурисом и Акетрой, и, возможно, даже побываем в храме Кнефмтити, куда нас звал Абди. Все это обязательно будет, надеюсь. Еще раз спасибо большое за просмотр. Не забывайте, пожалуйста, подписываться, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. Каждое ваше микронажатие, которое вам кажется микронажатием, поднимает мотивацию у меня и всей команды до запредельных уровней. Поэтому еще раз, пожалуйста. А вот если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и некий СМ. Всем удачи, всем пока. Пока. Леди Акетра. Что ж. Ты, кстати, так и будешь стоять столбом? Или присоединишься ко мне? Да. Господи. Ванна хотя бы большая, и на том спасибо. Куда? Стой, я ж только... Я не вонял. А ну-ка... О, какие планы! Узнать, кто такой СМ, подарить Зарифу новый корабль, поплыть за Синдбадом. Да, планов дофига, возможностей нифига. Сейчас все поясню. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, где мы знаем, чего хотим. Да? Конечно, да. Мы хотим и про огни узнать, и Синдбада найти, и понять, кто такой СМ. Я могу продолжать и продолжать, но все упирается в одну серьезную проблему. Невозможность выйти из дома. Да, все правильно. Я не могу покинуть дом Акетры в одиночку, потому что я провинившийся Абд. Не, ну, спасибо, что хотя бы не побили. Напомню, последнее, что мы обнаружили по сюжету, данное письмо. Собрание новичков перед храмом в полнолуние. Будьте в масках. СМ. Ничего не понятно. О каком храме речь, о каком полнолунии речь, и самое главное, кто такой СМ. Само собой, мы постепенно все это узнаем, но напомню то, что данную записку мы получили от двух бандюганов. Звали их, как там, Лысый и Гвоздь. Они приставали ко мне и к леди Акетре. Я их избил, немножко приложил, и тадам, с них выпали утены и письмо. То есть, получается, они знают, кто такой СМ, да? Я думаю, чего мне действительно не хватает последние 2 серии, это почистить инвентарь. Ехала. Фух, ну все, более-менее. Так, золотую морковку мы кушать больше не будем, мы будем дарить ее Абди, а кушать мы будем тыквенный пирог. Идеально. О! Леди Акетра! Здравствуйте, вы ко мне идете? Я здесь. Вы ко мне... Да? Не ко... Привет! То есть она реально просто вышла и села? Здравствуйте, статус отношений. Так, шкала отношений, конечно, так себе. иди ко мне. Поговорим, может быть? Ой. Котик, ути, господи, как это мило. А поговорить-то мы в итоге можем, нет? Так, ага, я теперь даже в комнату не могу зайти. Вот тена. Леди Акетра, я прошу прощения. Может быть, как-то можно все-таки поговорить. А, стоп, что? Реально можно? Но этого не было. Я на котика, если что, нажал. Смотри, это моя Бастет. Она у меня любимица. Да, красиво, красиво. Спасибо. Ой, не представляю себе, как живут те, у кого нет денег откупиться от этих фараоновых глупостей. Я бы ни за что не пережила, если бы моих кошечек решили убить. Знаешь, Лолошка, вчера я была настроена очень решительно, а сегодня даже не знаю, с чего бы мне начать-то.
Я еще ни разу не отлучалась надолго из Нарфаниса. Да, Хануф и Халима присмотрят за кошками, но кто присмотрит за моим бизнесом? Я руковожу школой для мальчиков, военной школой и школой ремесла. Кроме этого, под моим началом организуются экскурсии и открытые уроки. Не говоря уже даже о том, что я спонсирую научные исследования и получаю процент со всех научных изобретений, которые уходят в производство. О, я еще никогда не оставляла свои дела так надолго. Надо обо всем распорядиться. Да, точно. Бастет, все, беги, беги. Но сначала, Лолошка, сначала я приму ванну. Принеси мне мои ароматические масла. Они должны быть где-то в кладовой. И раз уж апт из тебя никакой, найди в гостевой комнате купальный костюм. Примешь ванну со мной. Абди, ты этого не слышал. Котяра, ты этого не слышал. Слушайте, ну вы просто посмотрите на меня. Ну какой же из меня приниматель ванн? Я годы могу не мыться. Кстати, по-моему, это реально первый раз, когда я нормально помоюсь за все сезоны. Эй, Абди, поговорим? Не поговорим, да? Поговорить может так? Тоже нет. Статус отношений. Ой-ой-ой, почти максимальный. Давай-ка я тебе, наверное, золотую морковку подарю. А ну-ка, иди сюда. Так, сделать подарок. Ух ты, ничего себе. Это действительно мне? Да, это тебе. Ну-ка. Статус отношений почти максимальный. Вот прям остается, наверное, еще 1-2 подарка. И что произойдет, неизвестно. Скорее всего, ничего. Просто если что, мы будем понимать, что да, Абди за нас горой. Так, в итоге, что мне нужно сделать? Гостевая комната, купальный костюм. Гостевая комната, вот она. Так, купальный костюм, вот он. Как мне его забрать-то? Сюда! Хе-хе-хе. Что, я могу прям одеться, боже! Как это клево выглядит. Так, ладно, пока что не надеваем, пока что не надо. А Кет рассказала про кладовую, да? Кладовая это, по идее, около кухни. Кстати, насчет кухни. Сдерик, ты здесь? Кто-нибудь... О, Сдерик. Погоди, реально? Поговорим? Ну-ка. О, привет, Лолошка. Как у тебя дела? Ты ищешь что-то? Да, здорово. Я бы хотел... Так, ароматические масла. О, ты что, решил заняться ароматерапией? Понимаю. Это полезно. Помогает от стресса хорошо. Вон там. Масла хранятся в дальней кладовой, не ошибешься. Только не бери с запахом можжевельника. Его очень любит Хануф. И ни в коем случае не бери с крыжовником. Это любимый запах Акетры. Да, остальное можешь брать без переживаний. Кстати, я вспомнил, где видел упоминание Туэфетуна. Ты помнишь про него? Это древний фолиант в секции запрещенных книг храма Хетентепа. Я знаю, где его искать, Лолошка. Но достать эту книгу будет очень и очень сложно. Сегодня будет какой-то важный храмовый совет в главном храме. Мы могли бы попробовать в это время пробраться. Ты как? Что? Ты предлагаешь мне воровать? Я согласен. Где? Воу, Сдерик, ты чё, с ума сошел? Мы не будем лезть в храм Хетентепа. Тем более в запрещенную секцию. Слушай, Сдерик, я хотел сегодня проведать скульптора. Я очень переживаю за него. О, кстати, хорош. Так, Сдерик, я сейчас занят, но чуть позже можно попробовать. Давай вот это ответим, потому что, по сути, если я сейчас скажу, что я занят, то я могу делать что угодно. Так что, да, я занят. Что? Слушай, прости, я просто не могу перестать восхищаться твоей смелостью. Ты такой решительный, всегда уверенный. Мне, чтобы решиться такое предложить, потребовалось пару дней. Я с духом еле собрался. А ты такой: да, сейчас не могу, но вот через пару часов могу. Вот, ты крутой, Лолошка. Ладно, мне нужно поторопиться с ужином, раз уж мы сегодня отлучаемся в город. Так что давай. Окей, ладно, а что ты тут искал? Морковку, понял. Так, бочки, пусто. В итоге, я забыл, стоп! Он нам дал очень хорошую подсказку. Не бери с запахом можжевельника, его очень любит Хануф. Ни в коем случае не бери с крыжовником, это любимый запах Акетры. То есть нам нужно с крыжовником, да? Так, соседняя кладовочка, где, боже мой, это все находится-то, а? И по итогу, абсолютно все бочки пустые. Так, может быть, где-нибудь здесь? Заперто.
О, так, я нашел, ребят, масла, листья розовой вишни, листья мяты. Блин, прикольно. Так, это все не то. А, во, я могу прям так взять. Мне нужен сирень и крыжовник. Вот, получается сирень и крыжовник. Так, может быть еще что-нибудь возьмем? Давайте розовое дерево и мята. Я не буду его использовать, ну как бы просто на всякий пожарный. Мне же никто не запрещает его брать, да? Эй, Сдерик, огромное тебе спасибо за помощь. Статус отношений. О, исправили подарочки. Помните, да, в предыдущей серии у нас баг произошел, и почему-то положительные подарки стали отрицательными. Бага больше нет, поэтому мы попробуем подарить золотую морковку. Ты куда смотришь? Ты чё? Ждешь что-то? Ну ладно, короче, сделать подарок. Да благословит твою душу Монтулу ложкой. Во, совсем другое дело. По итогу отношения у нас более чем прекрасные-распрекрасные. С Акеторой, кстати, тоже более-менее хорошо стало. Кого я хочу по-любому подружить с собой? Ни хрена у меня с Зарифом отношения. Да уж, после того, как я его спас от смерти, шкала прям реально подросла. Все, у меня точно все найдется. По заданиям ванна с маслами, срок 1 день. Леди очень странно предложила мне принять с ней ванну, но сначала я должен найти купальный костюм и ароматические масла. Да, я все сделал. Надеюсь, Да, здравствуйте. Ну привет. Эй, Хануф, не будь к нему так доброжелательна. Халима, ну надо тебе быть такой злой, а? Слушай, новичок, мы сделали Абди новую одежду. Сейчас будем вручать. Ты с нами? Так. Абди, кстати, вон он стоит. Да, давай. Вот и отлично. Пойдем. Ну-ка, новая одежда у Абди, первая одежда, да ладно. Сюда, давай, покажи нам. Давайте что-то не розовое, окей? Вы чего? Что? Я что-то не так сделал, да? Прошу, не надо. Пожалуйста, простите меня. Эй, нет. Абди, перестань. Встань. У нас есть кое-что для тебя. Для меня? Да, для тебя. Ты прости, что у нас ушло так много времени. Ты очень высокий. Для тебя просто в магазине такое не купишь. В общем, вот. Забирай. Ух ты! Ничего себе! Это вы... Семья! О, одежда! Так, ну-ка, оденься, Абди. Давай. О, ни хрена! Какая красота! Че, сейчас, конечно, обнимутся. Ну, конечно, как без обнимашек-то, да? И тут я еще стою в ободранных лохмотьях. Мне уже нормальная одежда нужна. Да, конечно, давайте обнимемся. И про меня не забудьте. Про меня. Ну, быстро, вот. Сюда. О, я так счастлив. Вы посмотрите, я теперь даже на Абда не похож. Ну-ка, дай-ка посмотрю спереди. Могу? И все, что ли? Ты погляди на себя, Абди! Машешь тут кисточкой, что-то чистишь, расчищаешь. Он реально теперь выглядит как дворецкий. Ну-ка, поговорим? О, ложка. Знаешь, я не уверен, что достоин такого, но мне очень-очень приятно. Халима говорит, что я должен научиться ценить себя. Мне нравится эта идея, но я никогда таким не занимался. Даже не думал, что такое возможно. А что, если Кнеф Мтити решит, что я стал слишком эгоистичным? Наверное, мне лучше все-таки одежду снять. Стоп! Господи, Абди, ты что, опять серьезно? Ну, если тебе будет так комфортнее, то снимай. Абди, от того, что ты немного позаботишься о себе, ты не станешь эгоистом. Абды не должны ходить в такой одежде. Поблагодари служанок, но откажись. От того, что ты немного позаботишься, ты не станешь эгоистом. Да? Ты так думаешь? Ну, вообще, эта ткань не очень дорогая, так что вряд ли леди Акетра много потеряла. Ладно, да, я пока что не буду отказываться от этой одежды. И буду работать еще усерднее, чтобы показать свою признательность. Все, я пошел работать. Ох, какой вот... Ты погляди, реально усердная работа. Полетел 2 руками, реально. Самый работячный работяга. Ну-ка, еще поговорим. Нет, да? Статус отношений, все, это точно максимальный, потому что только что было +5. И, кстати, здесь Абди все еще без одежды. Здесь по итогу я уже одежду забрал, все забрал. И мне куда надо-то? К леди Акетре, я так понимаю, да? Может быть, она у себя в комнате? О, я могу открыть. Так, нет, ее в комнате нет. Значит, она на 2-м этаже, потому что там были ванны, я точно об этом помню. Леди Акетра... Что ж, переодеваемся.
Леди Акетра, я тут. Здравствуйте. Ой, как же долго ты возился, Лолошка. Я была права. Абды с тебя действительно никакой. Хм. И какое же оправдание я от тебя услышу в этот раз? Так, мы вручали Абди новую одежду. Я хотел выбрать лучшее ароматическое масло для своей госпожи. О, кстати, вот это реально я даже не знаю, что выбрать. Ну, типа, сказать правду, либо сказать другую правду, кстати говоря. Давайте про масло. О, вот оно что. И какое же ты выбрал? Вот. С этим, как его там, хрен пойми чем. Ваше любимое, короче говоря. О, блаженство. Поверить не могу, что ты угадал, Лолошка. Ты, кстати, так и будешь стоять столбом? Или присоединишься ко мне? Да. Господи. Ну, ванна хотя бы большая, и на том спасибо. Куда? Стой, я ж только... Что? Я не вонял. А ну-ка. О, боже. Ай, хорошо. Смотрите на мои глаза. А мы что, будем так долго? Ой, ай. Да, очень хорошо. Всю тревогу как рукой сняло. Так, это забрать. Слушай, Лолошка, мне нужно идти на храмовый совет. Опять жрецы Роноса и Монту что-то там не поделили. Ой, какое дело сторонникам Хэттентепа до их грызни? Вообще не понимаю. Надеюсь, ты помнишь, что тебе запрещено выходить одному из дома. Не шали тут без меня, Лолошка. Не шали. Муа. Что? За что поцелуй? Акетра, что ты делаешь? Я не понимаю, что происходит. Я вам кто? Тот самый раб, которого нанимают, чтобы он убирался в комнатах. Да, тот самый раб. Ладно, не будем акцентировать на этом внимание сейчас. Давайте проверим, что у нас. Ванна с маслами. Задание выполнено. Интересно, вот если бы я принес другое масло, да, то оно как бы, типа, минус репутацию дало. Хотя, с другой стороны, я мог про масло вообще не говорить, а сказать про одежду Абди. Да, то есть Абди у нас все еще тут ходит, наверняка убирается. Может быть, где-то здесь? Я просто хочу поговорить. Может быть... О, господи, скоробея дали, я уже и забыл про них. Не, по итогу Абди куда-то делся. Хотя вполне реально то, что они все на кухне. Халима, Хануф, Сдерик. О, Сдерик, здорово. О, Лолошка. Ну, как оно? Ты готов отправляться за древними фолиантами? Леди Акетра ушла на то же собрание, на которое должны уйти жрецы Хэттентепа. Думаю, нам нужно выходить сейчас. Ага, ну так само собой погнали. Супер, тогда идем. Мы в храм, да? В храм Хэттентепа. О, блин. Я думал, большая часть уйдет на совет, но многие остались. В любом случае, сейчас наш лучший шанс, Лолошка. Я знаю, куда нам идти. Справа от статуи неприметная дверь в катакомбы знаний. Когда спустимся, надо будет сразу повернуть направо. Дойти до конца коридора. Оттуда налево, еще раз налево, прямо, мимо статуи, свернуть в узкий проход, у книжек про дальние острова, затем еще раз налево, чуть прямо и... вот. Там будет видно запрещенную секцию. Ты же запомнил, да? Нам ни в коем случае нельзя попадаться жрецам. Что? Я ничего не запомнил! Подожди. А, это вот туда надо идти. О, черт, как я ненавижу стелс. Точнее, я люблю стелс, но не тогда, когда я узнаю о нем за секунду до. О, черт, и здесь тоже. Пошел стелс. Так, ладно, это получается вот храм Хэттентепа, там храм Монту, я так понимаю. Где мы вообще находимся? Что это за место? А, так это прямо неподалеку от Леди Акетры. Вот здесь живет Леди Акетра, а вот храм Хэттентепа. Это прям очень близко. Ну ладно, давайте попробуем найти способ. Может быть, здесь можно пробраться? Понятно. Смотрите, у нас есть два места. Либо слева, либо справа. Я думаю, то, что слева можно пойти. Тихо. Вот здесь можно пойти. Так, быстро. Тихо. Что? А ну, брысь отсюда! Сегодня Поехали. посещение храма запрещены. Приходите в другой раз. Чё, меня реально поймали? Прям реально? А как мне тогда, если я даже не попадался? Ну или мне, по крайней мере... Лолошка, постарайся больше не попадаться. Попробуем еще раз. Да, просто я не совсем понял, как я попался. Такое ощущение, что не было этого. Ну хотя бы переигровка. Переигровка реально. Так, получается, ты меня всегда видишь. Так, смотрим. Идет. Давай. Как я обожаю стелс-игры, а?
Конечно, когда второстепенный персонаж, он просто идет и такой, да вообще плевать. Это вот прям реально любая игра, любая современная игра, когда второстепенный персонаж даже не парится о том, что его видят. Это мне надо париться, да? Так, житель. Ладно, я не буду ничего взаимодействовать. Значит, мы сейчас ждем, пока этот уйдет. Тихо. Теперь сюда. Ух ты ж, бляха. Стоп, а где храм-то? Куда мне надо? Я не понимаю. Справа от статуи неприметная дверь в катакомбы. А, вот она. Все, я понял. Когда спустимся, нужно будет сразу повернуть направо, дойти до конца коридора, там налево, прямо мимо статуи, свернуть в узкий проход, бла-бла-бла-бла-бла. Так, короче, нам получается вот сюда, да? Уф. Ощущение, что эту дверь миллион лет не открывали. Ладно. Есть кто? А! О, боже, бляха. Тихо. Здарик! Отвернись. Пожалуйста. Или я могу вот так пройти? Ой. Все, да, я могу пройти, хорошо. Тихо. Что-то разговаривают. Пусть разговаривают. Боже, как это классно. Жрец тут что-то рыскает. Надо будет повернуть направо, дойти до конца коридора. Оттуда налево, еще раз налево, прямо. Значит, вот здесь налево. А потом как? Тихо. Вот здесь налево, да? Только не поворачивайся, чел, не поворачивайся. Налево мимо статуи дальше. Так, подожди, что здесь написано? Дальние острова. Иди отсюда. Так, ладно, смотрим, что дальше. Налево, еще раз налево, прямо мимо статуи свернуть в узкий проход. Это вот сюда, я понял. Хорошо, Здарик идет за нами. Так, здесь может быть что-нибудь есть? Кафедра какая-то, страница ничего. Так, это можно прочитать? Бумага. Нет, ничего нету. А, вот, статуя Иноса. Мимо статуи свернуть в узкий проход. Во, по-моему, я правильно пришел. Проклятие закрыто. Ну, конечно же, закрыта, Лолошка. Это же запрещенная секция. Да, я. Чего? Откуда у тебя ключ? Тебе повезло, что у тебя есть я. А откуда у тебя ключ? Подожди, скажи. Ничего не Так. понял. Значит, сильнодействующие зелья, тайны наитемнейшего искусства. Нет, это все не то. Так, ладно. Мне, наверное, что-то надо найти, да? Сундук пусто. О, вот это я возьму. Чародейская книга на защиту, невесомость, книга и перо. Книги, кстати, в целом нужно взять. Ветити Сайнти. Короче, какая-то книга. Давайте мы сейчас посмотрим, что это за книжка. Ну, если, ребята, вы можете подобное перевести, то, конечно, вы молодцы. А так, у меня такое ощущение, что это чисто, чтобы запутать нас. Еще какие-нибудь книжки? Ну-ка, давай, интересное. Починочка, хорошо. Я уверен, что здесь можно лутаться. Подводная ходьба. Так, еще. Точно такая же книга. Точно так же 28 страниц. Мы понимаем что, скорее всего, это просто так ради ничего. Поэтому мы это по-любому убираем. Ой-ой-ой, какие книги, ты погляди. Везучий рыбак. Приманка. Да, мне это по-любому пригодится для рыболовства. Тройной выстрел. Ну, заберем, конечно. Так, тягун забираем. Мастерица и Маргарит. Врач Мертвага. Механический мандарин. Да где же? О, я нашел! Лолошка, я нашел. Вот она. Так, да, я помню. Чуть дальше. Вот оно. То и Фетун. Эй, я не понял, кто здесь? О, черт, Лолошка. Надо уходить. А как мы уйдем? Погоди, тут же заперто. Чего? Кажется, А как мы? пронесло. Я даже решетку успел запереть, представляешь? Но мы ушли ни с чем. Ну почему же не с тем, Лолошка? Возможно, один глупый строитель абсолютно варварски отнесся к фолианту, как ханзир, не понимающий, какая жемчужина перед ним. Взял и вырвал нужную страницу. И сейчас кинет ее своему другу Абду. Понял. Слушай, пора идти домой. Сегодня все-таки полнолуние. Разгуливать в такое время это плохая примета. Подожди, полнолуние. Вообще-то я хотел тебе предложить сходить в еще одно место. Ты, наверное, иди, а я бы хотел прогуляться. Да, ты прав, нечего здесь торчать. А то нас еще заметят. Да, вот это. То есть, помните, мы можем узнать, кто такой СМ. Прогуляться в такое время, Ложка. Хорошо. Только мне нужно сейчас кое-куда заскочить. Да и здесь оставаться небезопасно. Давай встретимся через 20 минут на торговой площади у фиолетового шатра. Рынок уже закрылся, и там можно будет спокойно поговорить. Все, я побежал. Не теряй время.
Окей, я понял. То есть, получается, мы как-то сбежали, но при всем при этом люди не проверили ту решетку, да? Ладно, я понял. Здравствуйте! Я не посещаю храм Хатентепа. Хотя, я так понимаю, сегодня уже можно, да? Потому что время прошло. Пипец тут народу-то, а? Я мог реально всячески пройти. Я мог даже здесь сверху пройти как-то, наверное, построиться. Что? Ты зачем угол подметаешь? Здесь всегда будет пыльно. Это нецелесообразно. Так, короче, как будто сейчас очевидное, это не идти к Акетре, но при всем при этом прийти на рынок, который, ой-ой-ой, живет. А я-то думал, что здесь торговцев не будет. Эй, всем привет. О, наковальня. Так, слушай, у меня тут удочка есть. А ну-ка, приманочка зачаровывается. Требуемый уровень 6. Бляха-муха, у меня 5. Блин, а чё я в купальном костюме-то хожу? Сори. Я лучше буду ходить в лохмотьях. Здрасте, портной. Ой, кстати, одежда. Я же могу себе тоже что-то прикупить. Не ходить в этих лохмотьях, да? Хотя мне скорее нужен портной, который... Ложка, здорово. О. Слушай, ты прости, я еще на работе. Не поболтаем. Да, если честно, я даже о тебе не думал. Ну-ка, ты продаешь все то же самое, да? Ладно, я о тебе не думал, не парься. Так вот, мне скорее портной нужен, чтобы не купить новые вещи, а как-то залатать мои тут эти худи, шарфики, волосы. Да, это тоже у портного делается. А еще я хотел бы найти не только продавца, но и покупателя. Потому что как мне зарабатывать? И я уверен, что все пойдет намного проще, когда я подружусь хотя бы с одним торговцем. Что вы делаете? Чистите? Понял. А сейчас нам нужно возвращаться на рынок с Дереку. Здравствуйте. Подкиньте утенов. А я могу это сделать, кстати, интересно. Блин, жалко. Утены я дать не могу. Так вот, кто здесь, блин, обитает-то. А я думал что тут никто не обитает. Кстати, еще не забудем о том, что надо по-любому прокачаться, потому что у меня уже накопились 4 серебряных скоробея, а я иду к зачарованию. Где оно? Вот оно. Снижение требования к уровню для зачарования. 1, 2, 3, 4. Йоу, так я прям таки неплохо зачаровался. Ух ты, а что такое? Сокрытое знание. Плюс 100% сила накладываемых зачарований. Нифига. Так, а мне надо тогда зачаровываться после вот этого. Далее, прокачаем золотых скоробеев. Это будет, скорее всего, бой. Мы его будем прокачивать до 20 уровня. Все. Делаю я это для того, чтобы наконец-то использовать страсть винодела. Тот самый сет, который позволяет использовать костную муку без ограничений. Так, ладно, давайте посмотрим, что мне дал Сдерик. Вырванная из книги страница. Восьмиголовое чудище, которое живет далеко за пределами Великого Нарфаниса. Это тот самый Тоефетун, получается, да? Веками оно терроризирует жителей ближайших деревень и Дидинахвамдиса. Все меньше людей остается там жить. Многие верят, что это чудовище было послано Роносом совместно с Кнефом Тити, как проклятие для всего Мисра за недобросовестное служение и поклонение. Ага, ну, наверное, самое главное, что нужно понять... Тоефетун — восьмиглавое чудовище. Восьмиглавое, капец. Это больше смахивает на какую-то гидру. Хотя у гидры не 8 голов изначально, это точно. Было послано Роносом совместно с Кнефом Тити. Ага, то есть Кнефом Тити тоже здесь может быть замешано. В общем, дамы и господа, нам хоть и осталось идти до фиолетового шатра прям совсем немного, но на это мы будем постепенно... Сейчас, подождите. Заканчивать. У меня просто ощущение, что если мы сейчас туда подойдем, то нас засосет в сюжетное нечто еще минут на 20. А это уже долго. Действительно, будем на этом постепенно заканчивать. То, как ко мне относится Акетра, я пока что не хочу комментировать. Давайте вы свои комментарии оставляйте по поводу этого, а то мне неловко. А так, спасибо огромное вам за ваши подписки. Не забывайте также, пожалуйста, ставить лайки, потому что все ваши микронажатия — это огромная мотивация для меня и всей команды. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами был Ложка. И странное отношение ко мне от Акетры. Всем удачи, всем пока. Пока. Почему вас только 4? 2 были убиты. А что ты сейчас сказал? Никогда. Нет, почему это показывают? Бляха! Дамы и господа, через 20 минут встречаемся у фиолетового шатра. Именно это сказал нам Сдерик 20 минут назад. А еще, благодаря этой встрече, мы наконец-то узнаем, кто такой СМ. По правде говоря, я уже догадался, кто это такой, скорее всего. Сейчас расскажу поподробнее. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! И с
снова всем привет, дорогие друзья, Yellow Ложка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы идем по пятам прямо за СМ. Да, вот так сходу, вот так сразу. Напоминаю, события предыдущей серии не закончены. Помимо того, что мы с Дереком украли секретные документы о Тое Фетуне, кстати говоря, вот они, я также предложил с Дереку сходить в еще одно место. И да, я говорю о том самом месте, которое позволит найти мои вещи из самой первой серии этого сезона. Например, вот этот меч, или вот эту волшебную палочку, или шубу. Именно поэтому нам нужен чертов СМ. Честно признаться, я уже примерно 2 серии подряд догадываюсь, кто такой СМ. Но это только догадка. Короче, помните вы или нет, но СМ говорил о встрече в масках. Мы уже знаем одного персонажа, который постоянно ходит только в маске. Салман Муджалид. Угу, именно тот самый жрец бога Монту. И если посмотреть на его первые буквы в имени, то все куда более чем очевидно. Салман Муджалид. СМ. Я много комментариев прочитал, я видел то, что вы писали Синдбад мореплаватель, бла-бла-бла, но я с самого начала не хотел это озвучивать, потому что как будто это, ну не знаю, слишком бредово звучало. Синдбад мореплаватель. Да и к тому же это не особо подходит Синдбаду по одной простой причине. Он в списке, он не может быть в Нарфанисе. Короче, давайте прочитаем еще раз. Собрание новичков перед храмом в полнолуние. Будьте в масках. СМ. Я так понимаю, перед храмом бога Монту, да? Я не помню, где это находится, но, по-моему, где-то в той стороне. Если судить по карте, то это вот здесь. Да-да-да, вот это место по-любому храм бога Монту. Но, погодите-ка, не забываем о том, что мне нужно еще со Сдериком встретиться. Пойди около около фиолетового шатра. Только не говорите, что там Сдерик. Неужели он туда убежал? Я прошу прощения. Извините. Нет, зайти, кстати, нельзя. Простите. Поговорить с ней тоже нельзя. Стоп! Это же та самая, которая из спорта, да? Так, я не понимаю, если я не могу с ней поговорить, если я не могу зайти туда, то зачем она сюда вышла? Используй чат. Господи, бога ради, как я должен был до этого догадаться? Так, используй чат, ну не знаю. Извините, пожалуйста. Серьезно? Кто здесь? Ну как? Боже, что ты здесь делаешь? Здравствуйте. Я, честно говоря... ты караулил Тихо! меня. Ты Тихо, меня я караулил. друга жду. Я сейчас стражу позову. Да не надо. Позову стражу. Что тебе от меня надо? Ты с ума сошла. Вы такая красивая красавица. Хочу познакомиться поближе. Зачем ты натравила на меня стражника в порту? Хороший вопрос, кстати. Что за непонятную ерунду в стихах ты несла тогда в палатке? По сути своей мы знаем то, что это Кнеф Мтити, поэтому нет смысла спрашивать. Зачем ты натравила на меня стражника? Во! Я натравила? А то, что перед этим меня чем-то ты усыпил, решил не упоминать, да? Но я ничего такого не делал. Вот как. То есть ты думаешь, что раз я такая красивая, то совсем дура, что ли? Я помню, как завела тебя. А ты как дурак, уселся куда-то в сторонке. Ты должен был послушать. Потом я бы тебе станцевала. И ты, конечно же... очарованный моей красотой, должен был оставить мне все заработанные утены. А вместо этого ты меня заколдовал. Да ты с ума сошла, что ли? Твоим телом завладела Кнеф Мтити, чтобы поговорить со мной. Я не знаю, поверит она или нет, но мне хочется нажать, потому что вот тут есть такой значок. Да у тебя самой глаза начали черным светиться, и ты начала ерунду нести какую-то. О, сейчас бы в современном мире верить в магию. Еще скажи, что огни существуют. На самом деле тут либо второе, либо третье. Второе, потому что я хочу из-за вот этого значка, а третье, потому что это как-то более логично звучит. Ну давайте посмотрим, что даст вот это. Твоим телом завладела Кнеф Мтити. Ты что, один из этих чокнутых фанатиков, что ли? Я думала, такие бывают только среди сторонников Роноса или Монту. Но я как бы вообще-то серьезно. Ага, говори. Хотя, конечно, в моей семье всегда были предания об одном семейном даре. Но я никогда в это не верила. То есть, подожди, ты хочешь сказать, что ты не использовал против меня магию, да? Тогда, да, вот именно. Ну ладно. Я помню, тогда удивилась, ведь ты меня не касался, ничего под нос не шептал, да и не пропало ничего. Может быть, я в тот день была слишком уставшей и просто уснула ненадолго. В любом случае, красавчик.
Это не я натравила на тебя стражников, это они спрашивали про тебя. Хм, не знаю уж, чем ты им там насолил, но расспрашивали они довольно подробно. Что? Про меня спрашивают? Эй, ложка. О, ложка, прости, что задержался. Там... Эй, это твой друг? Ну, вообще, как бы, получается, да? Ложка, это... Ну, ладно, мне в любом случае пора. Спокойной ночи, Лололошка. У меня ничего не было, Сдерик. Я тебе Это- гарантирую, она сама. Это твоя подруга, да? Нет, это у нас, скажем так, тяжелая история. Ну, зато красивая. Слушай, Лолошка, вообще-то уже темнеет. Ты же расскажешь мне, какое у тебя есть дело на ночь глядя, а? О, и даже выбор. Нам нужно в бар «Сладкий утенок», в дом моих грабителей, в храм Монту. Так, ну, нам, получается, нужно в храм Монту, потому что, заметьте, единственный храм, который здесь упоминается, это храм Монту, а я в любом случае понимаю то, что нам нужно в храм, поэтому храм. О, ты... Ложка, ты что, серьезно? Ты решил за одну ночь все храмы осквернить, что ли? Не-не-не, мне не нравится эта идея, не нравится. Что тебе там вообще надо-то, а? Так, тут главное сейчас не ошибиться. У меня есть доказательство, что там что-то планируется. Протянуть записку. Ой, зря я тебе рассказал, Сдерик. Иди-ка ты лучше домой, я буду позже. Да, Сдерик, ты прав. Это какие-то глупости. Идем домой. Ну, получается, протянуть записку. Собрание новичков. Вот это. На. Так, ну-ка. Собрание новичков. Что? Лолошка, откуда это у тебя? С чего ты взял, что речь тут именно о храме Монту, а не о каком-то другом? А вот это хороший вопрос, Дерек. У меня просто выбора другого не было. Верни записку. Я, кажется, понял. Салман Муджари, точно. Неужели ты думаешь, что это и есть тот самый таинственный СМ? Лолошка, есть одна маленькая проблема. В записке сказано быть в масках. Может быть, есть идеи, что это за маски могут быть, а? Честно говоря, нет. Ну вот, я так и думал. Ой, маски. Слушай, знаешь, до полнолуния остается 1,5 часа. Мы можем прийти в храм, спрятаться там и даже попытаться посмотреть, что там будет происходить. О, боже, поверить не могу, что я это предлагаю. Мы действительно собираемся проникнуть в 2 храма за один вечер. Это так опасно! Пойдем. Мы должны быть уверены, что будем там первыми, чтобы не попасться. За мной. Меняется Сдерик прямо на ходу. Пойдем, там очень опасно. Подожди, ну может быть здесь посмотрим? На рынке, кстати, никого нет. Маски какие-нибудь, вот типа... Вот, Крипер. Подожди, мы пешком будем идти? Это же очень далеко, насколько я знаю. Ну, по крайней мере, мы реально топаем. Жители какие... Ой, а чё так много жителей? Пипец. На ночь глядя все решили помолиться. Обалдеть. Лолошка, смотри. Это они что, столько времени сидели на храмовом совете? Так это... О, это же означает, что Акетра сейчас там, среди них. Пойдем. Надо сказать ей, что мы будем поздно. Подожди, серьезно, мы можем это сделать? О, Акетра! А она не наругается? Ничего такого нет? Опа! А что это вы тут делаете, мальчики? Решили проводить меня домой, да? Ну не стоило. А мы и не собирались. Ой. Чего? То есть, леди Акетра, мы пришли сказать, что будем дома поздно. О, и как это понимать, а? Ну, Лолошка, а ты чего молчишь? Я вообще не хотел подходить. Зачем подходить-то реально? Это тупость была какая-то, Сдерик. Ладно, может быть, что-нибудь сейчас ответим. На самом деле мы действительно пришли, чтобы вас проводить. Ага, то есть можем выкрутиться. Сдерик говорит, что храм Монту очень красив при свете луны. Я давно хотел посмотреть. Леди Акетра, те разбойники, которых я зарезал, у одного из них я нашел вот это. Протянуть записку. Блин, наверное, не стоит это Акетре говорить, да? Пока что. Я хочу вот это нажать. Солгать. Сдерик говорит, что храм Монту очень красив при свете луны. Вот я и хотел посмотреть. Да. Потому что, помните, я спрашивал, когда полнолуние. Вот. А это вполне себе может сработать. Ну-ка. Да, все так. Так это чего же? Ты, получается, со Сдериком идешь при луне смотреть на храм, да? Да, я так и сказал. О, вот оно что. Ну ладно. Хорошей вам прогулки. К утру, Сдерик, завтрак все равно должен быть готов. Понятно? О, да,
Да, леди. Конечно, госпожа. Я приготовлю ваш любимый тост с авокадо и яйцом. Ну что ж, гуляйте. Подожди, а почему она обиделась? Слушай, Лолошка, а ты чего ей не рассказал-то? Ты зачем соврал? Ну, в смысле? Так, а я думал, Она не же надо. могла пояснить нам, что происходит. Давай догоним ее, а? Ух ты, и даже на такой есть выбор? Нет, Сдерик, у нас слишком мало информации. Мы не можем подвергать госпожу опасности. Кстати, вот это правда, у нас действительно инфы-то мало, мы даже не знаем, кто такой Салман Муджалид. То есть, окончательно, кто это и что это за жрец, нам 0 информации дали об этом. Да, Сдерик, слушай, ты догоняй ее, а я пойду в храм. Ты прав, а Кетра пользуется уважением в Нарфанисе. Она может что-то знать. Нет, мы не будем подвергать госпожу опасности. О, вот как. А я как-то даже и не подумал о том, что это может быть опасно. Да, Лолошка, ты прав. Кроме тебя, Акетра лучшее, что случилось со мной за последнее время. Пока мы не знаем, что именно происходит, лучше ее не впутывать. Вот так вот, а. Идем, а то опоздаем. Вот. Здравые слова здравого человека. Так, мне бы на самом деле это факелы сделать какие-нибудь, а то я ничего не вижу. Слишком темно, слишком темно. Но зато телепортируемся. Ну-ка. Так. Никого нет. Ага, вроде пока что все тихо. Служители все разошлись по домам. И где же нам спрятаться? Ну зачем столько выбора? Блин, я конечно, понимаю, интерактивы и все такое, но многовато решений. В соседнем здании, в самом храме, на крыше. Ну смотрите, в самом храме, если мы спрячемся, то мы, наверное, будем все видеть, но при этом легко спалимся. В соседнем здании, как будто мы вообще ничего не будем ни слышать, ни видеть, поэтому это отметается. А вот на крыше фиг знает, что с крыши. Какая она здесь? Ну-ка посмотрим. Она дырявая? Она дырявая! Тогда как будто на крыше, да? Какое у тебя лицо? Интересно, куда же мы пойдем? Давай... Да, наверное, все-таки давай на крыше. О, согласен, это классная идея. Люди чаще всего смотрят себе под ноги. Пойдем. Ну вот, логично. О, пошел процесс! Ты погляди, какая красота, а? Ну, а я так, по старинке. Самой дурацкой анимации в мире. Ну-ка. Сдерик, ты проработан лучше, чем я, знаю это. Хорошо. Так, Сдерик. Ага, понял. Иду. Фу. Ну, хотя бы не опоздали. Знаешь, Лолошка, когда Бурис отвозил меня на проклятый континент, я молился. Я молился, чтобы никогда сюда не возвращаться. Я думал, что за пределами этого города стану свободным. Но нет. Сейчас я чувствую себя гораздо свободнее, чем раньше. Оказывается, дело не в местах, где ты живешь, а в людях, которые тебя окружают, и поступках, которые ты совершаешь. Ты, кстати, как думаешь, что имел в виду Салман, когда говорил про Тоефетуна? Не может же быть такого, что это чудовище из книг действительно существует. Как он там говорил-то? Даруй Тоефетуну правильное видение, да, вроде бы так? А потом еще что-то про то, что это чудище преследует свои цели. Да блин, это ерунда какая-то. Как думаешь, записка, которую ты нашел, она как-то связана с этим чудовищем? Так а разве мы сейчас не узнаем, нет? Мы же как раз вот вроде и ждем. Я слышал, как люди на рынке обсуждали, существует Тоефетун или нет. Да, кстати, было такое. Мы с Бурисом нашли письмо от СМ в доме, где жили мои грабители. И это правда тоже. Сдерик, Кнеф Мтити про Тоефетуна сказала, что боится, что смертные сами поубивают себя. Черт! И ведь это тоже правда. Ну, наверное, вот это самое такое скучное, то, что люди обсуждали. Либо про дом сказать, про мои вещи, либо про Кнеф Мтити. Но он знает то, что Кнеф Мтити существует, типа он реально верит в это, поэтому да. О, блин, что-то не сходится. Стой, погоди, Лолошка. Ты только что сказал, Кнеф Мтити говорила с тобой о Тоефетуне? Да, это правда. Так, что там? Шумят? Уйдут. Эй, смотри, вон они здесь. Ну-ка. О, братья мои! Полнолуние — это время нашей силы. Сегодня вы приобщитесь к нам и больше никогда не будете прежними. Я посвящаю вас. Что он делает? А, ты посмотри, он реально каждому подходит и... Прям посвящает. Блин, с крыши, кстати, прикольно смотрится. То есть, по сути, мы могли в соседнем здании быть, где-то, наверное, вот здесь, а в храме прям вот оттуда наблюдать. Но О, с крыши... обалдеть! Это посвящение в тайное общество. О, Ложка, ты понял?
Это какое-то тайное общество. Ты был прав. Все не просто так. Братство предупредило меня о 6 новых членах. Почему у вас только 4? Двое были убиты, Салман. А что ты сейчас сказал? Эй, Салман, пошел! Никогда! Я сказал никогда! Что, он его убил. И еще раз повторю, никогда не используйте реальных имен в этих масках. Помните, братья, братству плевать на ваши чины, плевать на ваше богатство и положение. Наша анонимность и безопасность превыше всего. Кто убил тех несчастных, что не пришли? Это была пьяная драка, господин. Но в тот день с ними видели Акетру. Мерзкая, жалкая девчонка! Грядет тот день, когда мы доберемся и до нее. Встаньте, братья! Вас ждут остальные члены нашего общества. То есть офигеть, это просто невероятно. А, кстати, они реально в масках. Что они делают? Что они делают? Что это за песня? Танец, я не знаю. Так. Храм Монту. Они поджечь что-то собираются? Но они же не будут что-то поджигать, да? Просто у них факелы в руке. Да ну, бляха, тут есть какие-то катакомбы. Как же хорошо, что мы не в храме спрятались, да? Хотя, наверное, нас бы все равно не спалили. Скорее всего, все 3 выбора были безопасными. Скорее всего. Так. Обалдеть. Это невероятно. Настоящее тайное общество с настоящим тайным ходом. О, это так волнительно. Скорее пойдем, Лолошка. Давай осмотрим тело. За мной. За мной. Ты серьезно? Осмотреть тело ты рофлишь? Какой нафиг? Ладно, плевать. Видимо, выбора-то у меня все равно нет. Так. Стой, подожди, я знаю его. Это же Зафир. Мы с ним спасали кошек, когда только вышел закон фараона. О, нет. Как же так, Зафир? Какая ужасная судьба. Так, подожди. А мне тут еще кое-что. Кто здесь? Ой, я слышу. О боже, Лолошка, бежим! Разделимся. Я налево, ты прямо. Встретимся у дома. Там кто-то есть! Я в маске, не попадайся! я на всякий случай надел маску. Я тебе говорю. Бляха! За мной кто-то бежит! Я слышу, как кто-то бежит за мной! Я не хочу оглядываться! Фак! Фак! Я хочу хорошую концовку. Я хороший сюжет. Я даже по миникарте вижу, как кто-то бежит за мной. Фак! Так, я же успею. Бляха, как это прикольно сделано! Ну я должен успеть, я должен вырваться. Я не хочу даже проверять, что будет, если меня поймают, потому что ощущение, что это будет именно плохая концовка. Так, сюда. Сюда? Бога ради, куда? Куда? Все? Я спасен, да? Я сбежал, да? Так, по миникарте вижу, белая точка движется вперед. Вижу. Она прошла дальше. О, пипец, я реально сейчас в таких шоках был. О, что? Обновление от Порту и Фетуну. Так. Чтобы вы понимали, я на ходу маску даже надел. На лбу выгравирован фиолетовый глаз. Такие маски носят члены тайного общества. Ладно, давайте снимем. Сейчас уже явно не надо надевать. А еще у этого человека было то же самое письмо, что и у меня. Собрание новичков перед храмом. То есть у меня теперь 2 письма. Салман Муджалид не такой простой чел, как могло показаться. Это вам не просто какой-то там жрец бога Монту. Это буквально, походу, основатель или управленец тайного общества, который, я не понимаю, поклоняется Той Фетуну? Или что? Подожди, а как мне теперь обратно-то вернуться? Наверное, мне лучше сейчас вернуться куда-то сюда, потому что здесь я хотя бы понимаю, как пройти. Но я надеюсь, что меня не поймают. Давайте прочитаем, что у меня в задании появилось. Отпор Той Фетуну. Я узнал, что Той Фетун — это древнее 8-головое чудовище. А еще, кажется, так называется тайное общество, членом которого является верховный жрец храма Монту, Салман Муджалид. Убийство моих грабителей, вероятно, также связано с Той Фетуном. Господи, я только сейчас допер то, что реально те самые грабители из первой серии, вероятно, погибли, потому что им дом подожгли. То есть, мы помните, когда пришли с Бурисом обыскивать дом, он же был... как это...
потухший, господи, сгоревший, точно. В любом случае, ребята, это было тотально интересно. А то, как за мной гнались, боже, у меня мурашки от страха по коже пошли. То есть, понимаете, сюжет настолько круто передан, что я боялся обернуться. Ладно, успокаиваемся. За мной, по идее, гнались, но не догнались. И... О, бармен. Джамиль. О, наконец-то! Если бы я знал, насколько поздно Абды Акетры возвращаются домой, никогда бы не стал их караулить. Так, слушай, а ты же не тот, кто за мной гнался, да? Если бы я знал, что друзья Акетры будут меня караулить, я бы не стал задерживаться. Что тебе от меня надо? Я действительно задержался, так что у меня нет времени на разговоры. Пока. Ну давайте вот первое. Если бы я знал, что друзья Акетры будут караулить, я бы не стал задерживаться. О, а ты смешной. Когда ты дрался, я обратил внимание на то, как ты держишь левую руку, парень. Мне кажется, она у тебя уже здорова. Но ты почему-то боишься пускать ее в ход. А ну-ка, держи, вот. Я знаю. Выглядит хреново, пахнет еще хуже. Но поверь, ты мне еще спасибо скажешь. Ну что же получается? Масалама! Стой, забери, я не нуждаюсь ни в чьих подачках. Это точно не отрава? Зачем ты помогаешь мне? О, парень, я люблю, когда интересные люди мне должны. А ты мне кажешься интересным. Ну все, бывай. Ты серьезно? Блин, надо было просто отказаться. Так, все, он исчез. Странная вонючая мазь. Пахнет сосной и скипидаром. По цвету напоминает Хару. О боже. Так, погоди, еще раз. Что он сказал? Когда ты дрался, я обратил внимание на то, как ты держишь левую руку. Мне кажется, она у тебя уже здорова. Погоди, а ты знаешь о том, что она у меня была поломана? Серьезно? Так, прежде чем я вернусь, хочу понять, а где, собственно говоря, Сдерик? Сдерика просто нет. То есть он сказал то, что встретимся у дома, разве нет? Вот, встретимся... дома, не у дома. Все, понял, сори. Тогда не проблема, действительно можем возвращаться. Так, странную вонючую мазь надо бы заюзать на самом деле. Прошу прощения, Сдерик, ты сказал встретимся дома. Я так понимаю, то, что ты где-то здесь, да, на кухне? Что за... Не, ну я как бы понимаю ночь, я понимаю, почему других нету. Типа они все спят. Но что насчет Сдерика? Он реально меня даже не подождал? Серьезно? Либо он, кстати, не добежал. Ну-ка. Выйти я, кстати говоря, не могу, сколько бы я ни нажимал. Так, могу ли я сюда зайти? Нет. Могу ли в гостевую? Кстати, тоже нет, нифига себе. Давайте пойдемте использовать странную вонючую мазь. Надеюсь, она как-то, не знаю, прокачает меня. Левая рука будет использоваться. Я сейчас могу ее? Нет, я не могу ее использовать. Ну-ка. Так, и что? У меня что-то поменялось? Левая рука? Ну, вы, короче, поняли, я ее использовал, но, видимо, не сразу подействует, я понял, вот. О, зато поглядите, ребята, у меня шикарные новости. У меня ничего не пропало, ни один сундучок никуда не делся. То есть, по сути, я не ломаю стены, я могу что-то ставить, даже пирог никуда не пропал. Но беда в том, что из-за того, что нет места, я не могу поставить новые сундуки. Все, типа, за место пирога только. Поэтому мне, наверное, надо как-то их прокачать. Дощечка, благо, есть, вот она. Медь, благо, есть, тоже забираем. Все это дело соединяем и... Та-дам! Медный сундук. Появились 2 дополнительные строчки. Но я могу сделать еще лучше, да? Железный сундук создается из... Подожди, железо? Стоп, погоди, я могу прямо сейчас это улучшить? Серьезно? 4 железных слитка, а у меня ровно 4! Ай-яй-яй! Вот это, я понимаю, повезло. Только здесь еще нужно 4 стекла, которые я не уверен, то, что есть. О, нет. Так, песочек. Может быть, есть немного песочка, там разберу пару кладочек. Нет? Только песчаник? Блин. Так вот, проблема в том, что я не могу выйти, следовательно, не могу добыть ресурсы, но я нашел песок. Буквально 2 штуки. Нет, еще 2 штуки. Разобрать и поменять на что-нибудь другое. Я тотально в этом уверен. Давайте только не передавайте это сценаристам, там никому не передавайте. Правда, никто не заметит. Я делаю все максимально аккуратно, чтобы никто меня не побил. 8 булыжника забираем, печку создаем, песок пережариваем. Забираем. И мега крутой железный сундук юзаем. Та-дам! Куча места для говна. Наконец-то. Белую маску я по-любому буду носить с собой. Давайте еще раз попробуем надеть ее. Как я выгляжу? Слушай, прикольно выгляжу. Даже очки сохранились.
Реально, просто под очки идеально попадает. А вот такие вещи, как книги, другие книги, мы, пожалуй, будем убирать. Надо будет, кстати, попробовать подарить вот такую книгу и перо. Знаете кому? Правильно, Акетре, потому что пора бы уже с ней как-то дружиться. Шкала отношений даже не нейтральная, положительные подарки мы пока что не знаем, и в то же время зайти к ней мы тоже не можем. Обидно. Добежал ли Сдерик? Что за катакомбы под храмом Монту? Когда мы подарим корабль Зарифу и поплывем ли мы за Синдбадом? Все это мы узнаем уже в следующих сериях. На этом я буду постепенно заканчивать. Я прекрасно понимаю то, что мне нужно сейчас лечь спать, но сделаю я это в реальной жизни. Хе-хе-хе. Ладно, если серьезно, то я правда надеюсь, то, что вам нравится, как развивается сюжет. Куча арок. Видно то, что постепенно их становится все больше. Нам задают все больше вопросов, и мы постепенно вроде бы и получаем ответы, но при этом задаемся еще большим количеством вопросов. Мне нравится такой подход. Правда нравится. Пожалуйста, не забывайте про ваши подписки, не забывайте про ваши микронажатия на лайки, там, что еще, колокольчики. Это супер жестко мотивирует. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Маска, которая еще сыграет свою роль. Всем удачи, всем пока. Пока. Я привела к себе сегодня гостей. Эй, скульптор, ну ты чего, не рад? Нет, леди Акетра, мне кажется, лучше выйти. Выведи леди и позови кого-нибудь из персонала. Быстрее! Подожди. То есть... Ой-ой-ой, секретный проход под храмом, холодное зверское убийство, погоня и, самое главное, раскрытая личность СМ, Салман Муджалид. Предыдущая серия хоть и богата на события, но, я напоминаю, нам нужно подарить Зарифу новый корабль. Пора! О, а еще у меня повязка на руке пропала. Неужели заживает? Тем не менее, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы готовы извиняться за чужой счет. Хе-хе-хе-хе. Короче, вспоминать о том, что было в предыдущей серии, можно долго и упорно, ведь событий там и правда хватает. Но давайте пока что просто держать в голове, что под храмом Монту есть какой-то секретный проход. Ну а также можно держать, что главой некой секты является Салман Муджалид, тот самый СМ. Получается, тот самый жрец бога Монту. Официальное лицо в Нарфанисе, на минуточку. Пока что лучше абстрагироваться от этой темы, потому что деталей для обсуждения тупо мало. Давайте лучше вспоминать подарок. Нам сказали, что Акетра купит новый корабль, и я этот корабль, по идее, подарю Зарифу. А он такой: ура, ура, новый корабль. Вот так вот. Да, у себя в голове я представляю это примерно так. Но прошло уже 3 серии подряд, а мы как будто не собираемся дарить подарок. Алло, как я буду вручать то, что не могу вручить? Я за 3 серии так и не увиделся ни разу с Зарифом. Ладно, опустим этот момент, давайте пока что уберем вот эту маску куда-нибудь сюда. Хотя стоп, не-не-не, давайте лучше в рюкзак, чтобы наверняка. Купальный костюм тоже уберем, документики, а все остальное в сундук. Так, короче, в самом начале я уже успел обратить внимание, что у меня на руке пропала повязка. Ее нет. То есть, погоди, неужели тот самый раствор, он работает? В конце предыдущей серии мне бармен по имени Джамиль подарил какой-то раствор, какую-то жижу. Я ее выпил, и мне он сказал то, что это поможет моей руке, да? Момент истины, дамы и господа. Могу ли я использовать руку? Бам! Да ладно. Да ладно! Я могу использовать руку! Вот это я понимаю раствор. Джамиль, ты лучший. Я тебя еще не знаю, но ты уже лучший. Надеюсь, то, что побочек у этой фигни нет. Погоди, а что это реально такое? Эта штука буквально за одну ночь вылечила меня полностью. Рука, правда, еще немного красноватая, но тем не менее, я могу спокойно использовать. Я очень четко запомнил фразу Джамиля: я люблю, когда необычные люди мне должны. То есть, заметьте, он имел в виду, что я ему буду должен. Если эта жидкость стоит 1000 утенов, то я точно попал. В любом случае, самое главное, что в самом начале нужно сделать: погладить котика, другого. А теперь, наконец-то, пойдем проверять Сдерика. Как мы помним, Сдерик у нас не вернулся. Что? Акетра вышла. Так, погоди-ка. Короче, Сдерик не вернулся в предыдущей серии, потому что он, видимо, не добежал до дома. Но прямо сейчас... Как же я надеюсь, тебе понравится. Привет, Сдерик. Привет, Ложка. Прости, у меня Сдерик сейчас вполне очень себе важное дело. целёхонький. Уже еду Мой приготовил. лучший творение, мой лучший завтрак. Вот, леди Акетра, как вы и просили. О, Сдерик, ну ты меня не перестаешь удивлять. Ой, вы так поздно вернулись вчера.
А с утра меня все равно ждет вкуснейший завтрак. Ой, простите, пожалуйста. Не могу сказать, что я выспался, это правда. Но видеть ваше довольное жующее лицо разгоняет любую сонливость. Ну перестань, Сдерик, ты меня смущаешь. О, хорошо. О, ложка, ты в порядке? Сдерик, тихо. А? Что? Так, а ну-ка, я не поняла. Почему это Лолошка должен быть не в порядке, а? Знаете, леди Акетра, просто у ложки вчера живот разболелся, вот Бога ради, Сдерик, прекрати, хватит! Мы должны кое-что вам рассказать, Акетра. Не надо рассказывать леди о моих проблемах с животом. Ей это неприятно. Акетра, мы пока что не можем рассказать вам всей правды, но это ради вашей безопасности. Ой, не думаю, что она будет это слушать. Мы должны вам кое-что рассказать. А? О, истории! Обожаю истории! Ложка, сейчас ты серьезно? А как же все твои размышления про опасность, а? Тебе не кажется, что так неправильно? Ладно, делай, что хочешь. Да, ты серьезно? Ух, как! Лолошка, ты хотел мне рассказать, чем вы вчера ночью со Сдериком занимались под луной? Ну, давай же! Боже, что-то меня не туда, походу, язык потянул. Я почему-то думал, что это наоборот хорошо, типа мы со Сдериком сейчас все расскажем, а он по итогу ушел, еще и минус репутация, пипец. Ладно, что у меня тут есть? Сдерик прав, леди Акетра. Еще рано рассказывать все, что мы знаем. Это может быть опасно. У нас было свидание. Ладно. Мы со Сдериком вчера узнали о существовании в Нарфанисе тайного общества. Рассказать все. Ну, раз уж начали, давайте, видимо. Интересно. Вот значит как. Говоришь, верховный жрец храма Монту состоит в этом тайном обществе, и он хочет до меня добраться? Ну, получается так. Ой, как же они мне надоели, а? Найдут любые оправдания, лишь бы попытаться урвать кусочек моего богатства. Ну, зато хотя бы я поняла, почему вы со Сдериком вчера так странно себя вели. А то я уж было подумала, что вы вместе... Так, ладно, Лолошка, в любом случае, чем вы думали, когда полезли в это без моего ведома, а? Не отвечай. Неудивительно, что я ни разу не слышала про это тайное общество. Раз Салман так легко убил одного из своих братьев, оно и понятно. О, Лолошка, ты, конечно, извини, столько информации сейчас рассказал, голова кругом идет. То есть, давай подытожим. Ты считаешь, что это тайное общество и есть тот самый Тойфетун? Что ж, звучит вполне логично. Единственное, чего я не понимаю, каковы масштабы и цели этого Тойфетуна? В любом случае, запомни, сейчас нам нужно быть куда осторожнее. Если эти люди уже точат на меня зуб, мы должны быть образцовыми гражданами и абдами. Отменять нашу поездку на Шахтерский я, конечно же, не буду. Кстати, новый корабль Зарифа сегодня спускают на пески. Пойдешь со мной вручать своему другу подарок? Да, конечно, так ты же сама сказала, что я это должен сделать лично. Да, конечно, однозначно. Вот это выбор, даже не знаю, что выбрать, да, однозначно. Ну, я почему-то так и подумала. В общем, мне нужно собраться, поэтому встретимся около дома. Только не задерживайся. Да, ладно. Удивительно, что она мне дает поблажки в виде сборов. Удивительно, удивительно. Вот это леди, вот это женщина. Сдерик, ты уж прости. Ну ты чё, Сдерик? Эй. Ну давай, говори. Что, рассказал все, что хотел, да? Что изменилось за эту ночь? Что ты вдруг неожиданно решил рассказать, а? Ну, сейчас придумаю, Сдерик. Вообще, на самом деле, надо рассказать о Кетре, потому что мы узнали, что ей угрожает опасность. Мы узнали, что проблема очень масштабная, а Кетра обладает ресурсом, чтобы помочь. Вот. Эй, Сдерик, мы же узнали, что Салман Муджалид хочет добраться до Кетры. Это прямая угроза. Леди должна знать. Вот, кстати, тоже. Это хорошие варианты, так-то, если подумать. Да, слушай, Сдерик, ничего, я просто перенервничал. Вот и выпалил все как на духу. Не-не-не-не. Давай, наверное, вот это. Это прямая угроза, о которой леди должна знать. То есть прямую... Стоп, подожди, а ведь и правда. Ой, я после нашей вчерашней пробежки как-то совсем позабыл об этом. Блин, Ложка, ты прости, что я разозлился на тебя. Но нужно было сначала все-таки обсудить со мной. А то сначала обманываешь, не спросив,
а потом все рассказываешь, тоже не спросив. Ладно уж, давай, рассказывай. Какие у тебя планы-то на сегодня, а? Если что, то я хотел сходить с Абди проведать скульптора. Ты как, хочешь с нами? Да, конечно. Так, но у меня Зариф еще, кстати. Блин. Мы идем с Акетрой вручать Зарифу корабль. Простите. Сдерик, мы с Акетрой идем вручать Зарифу корабль. Можем вместе перед этим заглянуть к скульптору. О, если Акетра будет не против, то это прикольно. Да не надо к нему ходить, не парься. Мы все его бесим. Пусть отдохнет от нас. Наверное, вот это. Давайте исходим и корабль вручим. О, да ладно! Леди Акетра купила Зарифу новый корабль? Серьезно? Как же это щедро с ее стороны, а? Это так здорово, что у всех нас теперь есть дом. Сейчас вот скульптор поправится, будем жить все вместе, все будет хорошо, да, Лолошка? Пойду тогда скажу Абди, мы пойдем в клинику с вами. Окей. Так, а где Абди-то? Я могу с тобой пойти, интересно? Давайте на всякий случай обгоним его. Проверим. Эй, Абди, ты здесь? Здесь его нет. Так, ладно, и куда же ты тогда отправляешься? Куда ты? Там же нет никого. А, в его комнату! Ну, кстати, да, логично. Вполне вероятно, нам сейчас впервые покажут открытую комнату Абди. Давай, давай, наконец-то! Ну же! Открывай! Блин. Ну серьезно, ну вполне реально то, что у него такая же комната, как у меня, но мало ли, вдруг у него на один блок больше, а? Ребят, у меня тотально крутая идея. Если мы идем навещать скульптора, то давайте попробуем что-то подарить ему, а? Скульптор, давай, ну-ка, рассказывай. Нейтральные подарки, железо, яблоко, ему на все плевать. Отрицательное это мороженое, положительное. Я могу попробовать подарить ему кирку, потому что, казалось бы, он вроде как у нас мастер своего дела, копает, там, ломает, поэтому кирка как будто это логично. Если же это не сработает, то будет немножко обидно, честно говоря. Кирку забираем. Все, скульптор, мы сейчас идем к тебе. По крайней мере, я надеюсь, что леди Акетра будет не против. На всякий случай проверим, могу ли я сюда зайти. Нет. Так, видимо, мне действительно на улицу. Да. О, ну наконец-то. Лолошка, Сдерик рассказал мне про твою идею всем вместе навестить скульптора. Знай, это очень похвально. Ты молодец. Ой. Ой, мы Я все полностью вместе. согласен, леди Акетра. Лолошка молодец. Я так давно не видел скульптора. Даже немножко волнуюсь. Да ладно тебе, Абди, не дрейф. Да, хватит болтать. Отправляемся. Так, мы почти рядом. Идемте, я знаю куда. О. Подожди, где эта больница находится? Погоди, это прям неподалеку же. Это прям вообще неподалеку. Вау, Акетра. целительница. Приветствую Здравствуйте. вас, леди Акетра. Здравствуйте. Приветствую вас, Все леди Акетре прям поклоняются. Она тут, походу, в Нарфанисе прям огромная шишка, а не просто большая. Итак, мальчики, нам сюда. Уф. Слушайте, а больничка-то реально неплохая. Большая, с цветочками, книжки тут. Эй, скульптор, просыпайся. Я привела к тебе сегодня гостей. Твои друзья очень хотели тебя проведать. Эй, скульптор, ну ты чего, не рад? Нет, леди Акетра, мне кажется, лучше выйти. Эй, Сдерик, выведи Что леди и происходит? позови кого-нибудь из персонала, быстрее. Я спрашиваю, что происходит? Леди Акетра, пойдемте, нам действительно лучше выйти. За мной. Нет, только не говорите. Лолошка, не приближайся к скульптору и не трогай тело. Я уже сталкивался с таким. О, очень надеюсь, что я не прав. Так. Пока никого нет, у нас единственный шанс обыскать комнату без посторонних. Если я что-то и понял про скульптора, так это то, что он очень и очень умный. Он знал, что грядет, и наверняка спрятал нам какие-то подсказки. Подожди. То есть... Нет. Я просто не собираюсь в это верить. Подожди. Эй. Нет! Нет, да ну! Ну кто же ты был? Я даже твоего имени не узнал! Нет, ну он же просто спит. Он же просто спит. Он же...
Блин. И ведь самое главное, мы толком-то ничего про него не узнали, кроме того, что он очень-очень загадочный персонаж и при этом очень сильный. Так, подожди, еще раз. Он знал, что грядет, и наверняка спрятал нам какие-то подсказки. Так, ладно. Согласен, возможно, что-то есть. Может быть, здесь? Ох, бляха, здесь комната, конечно, не маленькая. Искать не переискать. Может быть, ты действительно прав, Абди. Может быть, у него что-нибудь? Нет. Я тут тебе кирку принес. Покойся с миром. Ну, Лолошка, ну не стой же ты! Ну ищи! Так, я ищу! Я тут буквально все это время ищу! Пипец! Накричал! Абди, что с тобой происходит? Я понимаю всю важность ситуации, но я правда пытаюсь все это время найти. Нашел, наконец-то. Лучший известковый раствор. Автор скульптор. Оригинал. Так. О, сегодня первый день моих поисков лучшего соотношения ингредиентов для известкового раствора. Я взял ведро воды, ведро извести и 4 ведра песка. Смесь получилась слишком густая, быстро засохла. В другой день я попробовал взять 2 ведра воды, 1 ведро извести и 4 ведра песка. Смесь получилась недостаточно текучей, слишком много песка. В этот день я решил попробовать немного гипса для улучшения вязкости материала. Получилось лучше, но 2 ведра воды, кажется, слишком много. Сегодня я добавил больше гипса, но меньше песка и меньше воды. Раствор получился почти идеальным. Я был очень рад полученному результату. Лолошка, я знаю, что только ты достаточно упертый и продолжишь листать эти записи в надежде непонятно на что. Ха-ха-ха. Вот твое непонятно что. Видимо, до меня все-таки добрались. Жаль. В статуях, Лолошка, очень важен баланс. Ты не можешь просто взять и сделать, например, гигантское солнце между рогов Селиосет. Если ты не просчитаешь необходимые параметры, статуя разрушится под собственным весом. Великие мастера древности, впрочем, справлялись с этой задачей. Вот бы ты мог на это посмотреть. Мне очень жаль, что я не смог ничего рассказать тебе прямо и вынужден писать здесь загадками. Пойми, если мой журнал попадет не в те руки, мне важно, чтобы никто ничего не понял. Мне кажется, у меня осталось очень мало времени. Я уже говорил тебе, что не верю в богов, но я соврал. Я верю в огонь Селиосет. И в тебя я тоже верю, Лолошка. Прости. И удачи. Я ничего не понял. Подожди. Это загадка. Он что-то знал, но оставил мне послание в виде загадки. Я ничего не понял. Эй, в статуях, Лолошка, очень важен баланс. Ты не можешь просто взять и сделать, например, гигантское солнце между рогов Селиосет. Если ты не просчитаешь необходимые параметры, статуя разрушится под собственным весом. Великие мастера древности справлялись с этой задачей. Вот бы ты мог на это посмотреть. А ты-то откуда это знаешь? Неужели ты мироходец все-таки? Я просто напомню, что мироходцы как бы долго живут. Буквально очень долго живут. То, что он тут говорит про великих мастеров древности, это как будто добавляет немножко думания о том, что самому скульптору уже 1000 лет. Ладно. Так, слушай, Абди, я нашел. Ой. Пациенту плохо! Пациенту плохо! Стойте, стойте! У меня есть основания предполагать, что это был какой-то нервно-паралитический яд. Если он попал в организм через тело, то лучше его не трогать. Чего? Что заставляет тебя думать, что здесь имел место какой-то яд? Ой, мы просто когда зашли в комнату, в ней ощущался легкий запах яблок или сена. Именно так пахнет яд. В комнате большие окна, так что мы уже, вероятно, в безопасности. И если бы мы отравились, сейчас бы мы с вами не разговаривали. Вот так вот. Но если яд проник в тело через кожу, то лучше пока что его не трогать. Вот все. Я не знаю, насколько тело токсично. Ах, нифига, какой умный Абди. Вот это я реально сейчас был в шоках. Ничего себе! Абди, ты откуда все это знаешь, а? О, я не хотел. Простите, Акетра. Я сейчас скажу то, чего никогда в жизни бы себе не позволил. Но тут такая ситуация, что... О,
Не кажется ли вам, что сейчас не до этого, леди Акетра? Не нужно спрашивать. Ой, ладно. Целительница, он действительно... А? Не трогай! Сейчас проверю. Не трогай! Ну ладно, мы по крайней мере поняли. Не трогай! Действительно, леди Акетра. О, то есть это... Эй, леди Акетра! Жесть. О, как же ты на шахтер здесь собралась? Скульптор, черт возьми, скульптор! Мне кажется, мы должны его красиво похоронить. Мы должны. Он столько говорил про зеленый континент, про Дизинахвамдисы. В общем, мы должны похоронить его там, куда привез нас Бурис, леди. Поскольку скульптор был вашим абдом, вы должны будете дать распоряжение. Ой. Ладно, Сдерик, ты прав. Я справлюсь. Фу. Лолошка, беги в порт, найди Джамиля. Он должен заниматься спуском на пески корабля Зарифа. Предупреди Зарифа, что он должен будет сегодня же доставить нас туда, где вы жили. О, на новом корабле получается? Да. А я пока разберусь здесь. Встретимся в порту. Я один пойду? Обалдеть, просто шок-контент. Я почему-то думал, что скульптор это последний персонаж, который может погибнуть. Етить. А теперь вспомните, что было серии 5 назад. Помните, у меня был выбор сказать леди Акетре: быстрее вызволяйте скульптора из больницы. У нас был вариант как-то оставить его в живых, но при этом мы бы, скорее всего, не узнали, кто такой СМ. И это настолько охрененно! У меня прям реально вот сейчас от этого момента разрывается осознание, ну то есть башка от осознания, как это круто все сведено друг с другом. Бедняга скульптор. Только не говорите, что у меня до сих пор с ним отношения. Да, у меня до сих пор с ним отношения. Ну, может быть, это, конечно, что-то значит и все такое. Кстати, это что такое? Вау, чего? Кирка какая-то, этого раньше не было. Что-то новенькое, какая-то новая механика, которая еще не раскрылась. Прикольно, прикольно. Но да, опять же, повторюсь, это не просто хлопанье, это низкий поклон всем тем, кто разрабатывает 13 огней. Видно, что это на несколько голов выше, чем, ну, тот же голос времени. Это хотя бы даже просто понятно по наполненности города. В итоге мне нужно в порт, да? Так, а порт находится... Ой, как далеко. Давайте просто телепортируемся туда. Все, я здесь. Ну, давайте, показывайте, где этот новый корабль для Зарифа. Вот он, походу, да? Или вот этот, подожди, какой? Вот этот, вот этот? Джамиль, привет. О, здорово, парень. Рад видеть, что с рукой у тебя уже лучше. Ты, кстати, чего это? Чего у тебя с лицом? Что-то произошло? Ну, вообще, да. Один мой друг был убит сегодня. Не-не-не, стоп, я не буду этого рассказывать. Кто знает этих барменов? Кто знает? Бармены любят болтать, поэтому покажи, пожалуйста, просто корабль для Зарифа. Ладно, я понял, не хочешь говорить? Хорошо. Вот, твой корабль. Эту малышку мои друзья построили для твоего друга, да, получается? Буквально полчаса назад я на ней чуть-чуть прошелся по бухте. Ох, я тебе так скажу. Отличная, быстрая, верткая красотка. Конечно, на Шахтерские острова я бы на ней не поплыл, но в остальном отличный вариант. А? О, слушай, погоди-ка. А там случаем не твой друг идет, а? А по-моему, это он. Да, это он по-любому. Его тюрбан из любой точки порта видно. Ха-ха. Давай, пойдем, догоним его. А то я не знаю, где он живет. Ты, кстати, как там говоришь его зовут? Зариф его зовут. Ну, догоним сейчас реально. Эй, Зариф! Зариф! Эй, стой! Так. О, Лулулошка, какая встреча! Я волновался за тебя. Ты как? Слушай, вижу, рука-то у тебя зажила. А я вот, знаешь, так и не нашел своего нового призвания. В проклятом Наре совсем нет работы. Кстати, Лулушка, а кто это с тобой? Ну, вообще-то я лучший бармен всего Нарфаниса. Для друзей я не только делаю вкусные коктейли, но и нахожу мази для рук. Или же строю корабли, а? Ничего не понял. Ладно, я Зариф. Ну ладно, сейчас все будет. Очень приятно, непонятливый Зариф. Давай на чистоту.
Этот милый Абд искал тебя, чтобы сообщить, что его госпожа купила себе корабль. Что? Что? Подожди, это правда? О, Лолошка, иди ко мне! О, поверить не могу! Ты пошел ради меня на такое? Тем более после всего, что ты уже и так сделал! Ну ясно. В общем, ладно, Масалама. Мне пора возвращаться в бар. Удачи вам! О, ну давай, рассказывай! Что случилось, дружище? Ты сообщаешь мне о новом корабле, но при этом лицо у тебя как будто кто-то умер. Ох, как ты прав, Зариф, как же ты прав. Скульптора отравили. Надо, чтобы ты отвез нас всех на Зеленый континент. Ты сможешь отвезти нас всех на Зеленый континент на похороны? Мы хотим похоронить его сегодня на Зеленом континенте. Так, как будто тут вообще не важно, что нажимать, но мы хотим похоронить. О, батюшки, прости, Ложка, прости, я не знал. Позвольте мне отвезти вас туда и поприсутствовать на церемонии. Ох ты же, блин. Ты как, согласен? Да, без проблем. Я думаю, вы хоть и не особо общались, но общались ведь. А, и прям так сразу, да ладно. Фига. Так, ладно, время быстро идет. Время быстро не идет, значит, мне, наверное, с кем-то надо поговорить. А, боже, у всех такое лицо. Зато какой корабль, обалдеть. Вот здесь вот так вот спишь себе спокойненько. Тебе дождь прямо в лицо, песок прямо в лицо, зашибись. Но мне в любом случае нравится этот корабль. О, понятно. Абди, скажешь что-нибудь? Мое сердце разрывается от горя. Сдерик? Ничего не скажешь, да? Ладно. Зариф? Нет? О, я тебе так скажу. Скульптор был хорошим мужиком. Болтал мало. Это редкость. Кстати, спасибо, что позаботился о моем сыне. Всегда пожалуйста, старушка. Всегда пожалуйста. А Кетра? Ох, я так потеряна. Не знаю, что и делать. Да уж, короче, у всех примерно одни и те же мысли. Но при этом мы не плывем, время не ускоряется. Может быть, я не нажал на кого-то в Поверить итоге? не могу, что скульптора больше нет. Я бы хотел, чтобы... Эй, Лолошка, давай-ка лучше отойдем. Абди и Сдерик подготовят церемонию. Ой, хорошо. Ой, а вы же, получается, тут первый раз, да? Вот там, кстати, скульптор спал, вообще-то. О, скоробей, чего? Прикольно. Так значит, получается, здесь вы жили до того, как перебрались ко мне, да? Скучаешь по этому месту? Ну, я скучаю по добыче ресурсов для того, чтобы продавать их за утены. Так что скорее да. Понимаю. Ох, это моя вина, что скульптора убили. Он ведь все понимал. Знал, что в опасности. Говорил мне об этом. Черт. Я должна была его послушать. Тише, тише, леди Акетра, давайте только не нужно это. Смерть скульптора не должна быть напрасной. Смотри, что я нашел в лечебнице. Протянуть книгу. Так, подожди, что еще? Кто угодно поступил бы так же на твоем месте. Это не твоя вина, леди Акетра. Я тоже думал, что это помешательство. А я знал скульптора дольше. Наверное, вот это не твоя вина, но как минимум здесь мы говорим ей то, что не надо переживать. Это правда не ее вина. Спасибо, Лолошка. Теперь я знаю, что мы оба с тобой хреновые друзья. Прости, я просто пытаюсь снять напряжение. Это было ужасно. Эй, вы где? Так, кто-то идет. Эй! О, Сдерик. Вы вот, они. Леди Акетра, мы готовы. Так. Уф. Да ладно. Обалдеть. Обалдеть. Эй, Обалдеть. Сдерик, ты в порядке? Нет, я не в порядке. Скульптор был тем, кто первым показал мне все здесь, а я ведь хотел проведать его раньше. Это ты! Где твоя хваленая Кнефмтити, когда она так нужна, а? Где она? Почему? Почему мой друг сейчас там? Догорает! А этот... Что? Я? Поглядите на него! Стоит здесь, льет слезы, как будто он больше достоин жизни! Эй, Сдерик, остановись! Ну вас всех!
Так. Окей, кажется, у нас что? проблемы. Вы не переживайте, я найду его и поговорю с ним. О, извините его, мистер Зариф. Ой, что происходит, а? Сдерик. Эй, леди, прошу прощения. Вы порвете ваше платье. Пойдемте. Там есть место. Можно прилечь. О, боже, 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 что, черт возьми, происходит? Останемся ночевать сегодня здесь. Да, старушка, проводите меня. Писец. Зариф, ты только не думай о том, что он серьезно, он на эмоциях. О, это Сдерик сказал на эмоциях. Трэш, это реально произошло. Мне вот просто интересно, могли ли мы как-то по сюжету сделать так, что в итоге и скульптор бы остался в живых? Просто мне кажется, да, но ценой того, что мы бы не узнали, кто такой СМ и кто такой Тоев и Тун. Точнее, кто такие Тоев и Тун. Так, Зариф, поговорим? Нет, Лололошка, я что-то не хочу разговаривать. Понял. Ладно. Окей. Так. Куда нам? А, стоп, я понял. Вы мою кровать заняли, да? Чё? Ну, конечно. 2 кровати. Ладно, в такой грустный момент это просто комично выглядит, серьезно. 2 кровати. О Кетре не поговорим. Ладно, эй! Сдерик, Абди, вы куда убежали? Боже, как будто все вверх дном идет. Надо собраться. Все будет хорошо. Давайте запомним это. Все будет хорошо. Да, они, короче, куда-то убежали. Абди наверняка с ним поговорит, успокоит Сдерика. А я, пожалуй, раз уж не могу поспать там, посплю здесь. И на этом буду постепенно заканчивать. Невероятно крутая серия, богата на эмоции. То, как это все закручивают, то, как это скомпоновывают с другими сериями, это, ну, выше всех похвал. Правда, хорошо. Самое главное, не забывайте то, что у меня уже целых 2 лазотеповых скоробея. Мы их обязательно потратим на что-нибудь. А на этом я хочу вам сказать, пожалуйста, не забывайте подписываться. Что хотел донести нам скульптор? Как он умер? Кто такой Салман Муджалид? Какие цели у Тоев и Туна? Поплывем ли мы за Синдбадом? Все это мы узнаем потом. Загадок у нас еще очень много, уж поверьте. Я правда надеюсь, что вы подпишетесь, потому что это позволит вам не пропустить, что будет дальше. Сейчас в сезон учебы как будто бы подписка реально работает куда эффективнее, потому что ты просто хотя бы не забываешь о том, что вот... Ты такое смотришь. Спасибо также вам большое за ваши лайки. Это огромная мотивация. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Зажитая Рука, более-менее, и Мертвый Скульптор. Всем удачи, всем пока. Пока. Эй, Лолошка, тут живут люди! Стоп, а ты не знал? Вы знали? Подожди, что? По сюжету будут обыграны обычные жители? Прощай, скульптор. Ты был слишком крут для этого мира. Без лишних предисловий, всем привет, дорогие друзья. Я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, где мы потеряли одного из лучших. Да, мы потеряли того, кто слишком много знал. А что именно знал, увы, неизвестно. Надеюсь, в будущем нам расскажут. В общем, как вы понимаете, мы больше не поговорим со скульптором. Не услышим упреки в нашу сторону о том, что якобы я, не знаю, громко дышу. А что самое прискорбное, у нас все меньше и меньше шансов узнать, кем был скульптор при жизни. Короче, прямо сейчас, похоронив его здесь, на Зеленом континенте, мы мало того, что остались тут на ночевку, так еще и что-то типа поссорились со Сдериком. Представляете, Сдерик винит меня и Зарифа за то, что он не навестил скульптора еще когда тот был живой. Вот так вот-то. Ладно, это все не к месту, давайте ближе к делу. Дамы и господа, внимание! Скульптор с самого начала знал то, что ему не выжить. Именно поэтому он оставил секретное послание-подсказку на мое имя. Лучший известковый раствор. Здесь просто какой-то рецепт, а дальше Лолошка. Я знаю, что только ты достаточно упертый, чтобы продолжать листать эти записи. Видимо, до меня все-таки добрались.
Жаль. В статуях, Лолошка, очень важен баланс. Если ты не просчитаешь необходимые параметры, статуя разрушится под собственным весом. Великие мастера древности, впрочем, справлялись с этой задачей. Вот бы ты мог на это посмотреть. Мне очень жаль, что я не смог рассказать тебе ничего прямо и вынужден писать загадками. Пойми, если мой журнал попадет не в те руки, мне важно, чтобы никто ничего не понял. Мне кажется, у меня осталось очень мало времени. Да, я говорил, что не верю в богов. Я соврал. Я верю в огонь Селиасет. И в тебя я тоже верю. Прости и удачи. Смотрите, здесь огонь с большой буквы. До этой серии я начал понимать то, что огонь это не просто какой-то огонек между ее рогов. Это буквально артефакт. То есть, если как-то попытаться разгадать ее, это говорю сразу, моя догадка. Мне кажется то, что у одной из статуй Селиасет один вот этот огонек, это и есть артефакт. Но у какой статуи именно? Мы в Нарфанисе видели кучу статуй Селиасет, и, честно говоря, я не буду же все осматривать. Ну, а может быть, я просто что-то неправильно понял. Увы, такое тоже бывает. Короче, ко мне тут до серии приперся странствующий винодел. Здравствуйте, что продаете? Ничего интересного. До свидания. Большое спасибо за поводочки. Уберем куда-нибудь сюда. И, кстати, еще кое-какие новости. До этой серии я прокачал бой до 16 уровня. Чтобы использовать страсть винодела и использовать бесконечно костную муку, мне остается всего 4 Я ненавижу бога фараона. 4 золотых скоробея. Привет, Сдерик. Вот ненавижу и все тут. Но когда я смотрю на эту статую, я каждый раз невольно проникаюсь благоговением. То, как он смотрит на тебя поверх своих жезлов. Ох. Я никогда не мог понять, Лолошка, как у скульптора получается с такой любовью создавать то, во что он никогда не верил. Я, знаешь, спросил у него однажды, а в ответ он только рассмеялся и сказал, что если я сам не пойму этого через 10 лет, то... он, так и быть, мне расскажет. Да уж. Я не знаю, как мне теперь смотреть в глаза Зарифу после вчерашнего. Я бы хотел сказать сейчас, что я ничего такого не имел в виду. Что я сорвался, что все это эмоции. Я бы и сам хотел, чтобы так было. Но, Лолошка, я не могу перестать думать о том, что если бы мне дали возможность выбирать, я бы, не раздумывая, выбрал скульптора. Воу. Вот это прямо линейненько. Сдерик, слушай, то, что ты говоришь, это ужасно. Речь идет о человеческих жизнях. Знаешь, Сдерик, если бы я мог, я бы тоже спас скульптора вместо Зарифа. Но Кнеф Мтити не давала мне такого выбора. Кстати, да, но я такого не нажму, это точно. Сдерик, мне тоже очень больно. Но это не вопрос баланса во вселенной. Никто не должен умереть. Ни Зариф, ни скульптор. Вот, кстати... Сейчас мы это нажмем, и Кнеф Мтити появится, чекайте. Черт, Лолошка. Да, ты прав. Но я не понимаю, почему это происходит. Всю свою жизнь я чувствовал себя так, будто я какая-то ошибка. Мне нравится быть строителем, но я хочу чего-то большего. Я хочу знаний. Я чувствовал себя так, будто меня здесь вообще не должно быть. Куда бы я ни пошел, чем бы я ни занимался. Ой, когда я попал сюда первый раз, я был уверен, что здесь будет то же самое. Но скульптор встретил меня, успокоил. Здесь с вами, Лолошка, я почувствовал себя наконец-то на своем месте. Понимаешь? Абди, ты, скульптор, потом еще Акетра. Все же было так замечательно, черт. Ах ты ж, блин, а. Ну ладно, сейчас успокоим, погоди. Сдерик, не позволяй твоей боли сделать тебя жестоким. Это путь в никуда. Ты сейчас нужен нам всем. Сдерик, прекращай. Мы все потеряли друга. Твоя боль такая же, как боль Зарифа. Ты не имеешь права так себя вести. Нет. Сдерик, успокойся. Скульптор прожил долгую жизнь. Она была тяжелой, но в конце он познакомился с нами, и ему с нами тоже было хорошо. Наверное, третье, да? Не позволяй твоей боли сделать тебя жестоким. Да, это путь в никуда. Что? Я сейчас настолько не ожидал таких мудрых слов, Лолошка. Ой, прости. О, мне так больно в груди, что я даже забыл, что вы все чувствуете, должно быть, то же самое, да? О, блин. Я должен извиниться перед Зарифом. Да, Лолошка, ты прав. Сейчас во мне говорит мое страдание, а не я сам. Я бы никогда в жизни не стал желать кому-то смерти. О, Лолошка. Спасибо тебе большое. Извиниться перед Зарифом.
Ну, наверное, я все правильно сказал. Я молодец. Такие вот мы молодцы все. Так, а в итоге он побежал куда? Сдерик. А где все-то? Погодите, а куда убежали-то? Куда все делись? На корабле тоже никого нет. Ни старушки, ни Зарифа, ни Акетры. Кстати, а ведь Акетра, она была у меня на кровати, помните? А ее в итоге нет. Ладно, не задумываемся. Наверное, все нормально, просто поспим. Доброе утро. Так, возле меня никого нет. На всякий случай снова проверяем все эти места. Мало ли... Что, Акетра? Леди Акетра, а что вы делаете? Это пшеница, да. Знаешь, Лолошка, я вот что подумала. В Нарфанисе почти нет земли, только песок. Из-за этого хлеб стоит очень дорого. Да и вообще, на священном континенте выращивать что-либо очень сложно. Так, это я сюда. И поэтому я вот что подумала. Требования бога фараона кажутся мне особенно глупыми. Зачем было запрещать жить на проклятом континенте? Да и откуда они вообще узнали, что здесь кто-то жил? Ну, сюда этот Амар приплывал, который воин, помните? Аль-Мухариб его звали. Леди Акетра, а разве сейчас это действительно главный вопрос? Леди Акетра, мы же уже давно выяснили, что бог-фараон не лучший из правителей. Или же однажды сюда приплывал Амар Аль-Мухариб? Во, вот это. Ух ты, даже так? А знаешь, о чем я думала всю ночь, Лолошка? Той-Фетун, должно быть, состоит из очень влиятельных лиц. Скорее всего, Салман Муджалид. Там далеко не самая важная шишка. Мы должны все разузнать. Ради скульптора. Мы должны узнать, какие цели у этого тайного общества. Кто его члены и про огни. Да, про огни мы тоже должны все разузнать. Мы узнаем, кто отравил его. Мы отомстим. Лолошка, я не знаю, рассказывал тебе скульптор о себе или нет, но ты наверняка и так уже догадался, что он был главным скульптором Мисра. Однако он впал в немилость фараона, и тот велел отрубить ему руку, чтобы никто больше не стал нанимать его на работу. Но скульптор так любил свое дело, что он не сдался. День за днем, год за годом, превозмогая себя, он трудился, чтобы научиться работать, представляешь, одной рукой. Ох, я поверить не могу, что его больше нет. Обними меня, пожалуйста, Лолошка. Ладно, обнять. Я еще никогда не сталкивалась в сознательном возрасте со смертью. Конечно, в Мисре умирает очень много людей каждый день, но никто из них не был для меня настолько близким человеком. Я впервые с таким сталкиваюсь. И я даже не понимаю, что я чувствую. Во мне закипает столько разных ощущений. Я хочу сдаться и просто плакать. А одновременно с этим я хочу мстить. Хочу, чтобы все это закончилось. Но при этом не хочу забывать. Столько разных людей желают, чтобы я сломалась. Все эти богатеи, которым важнее, как дела у меня, чем то, что происходит у них самих. Я так устала, Лолошка. Как же хорошо, что у меня есть Халима и Хануф. А теперь еще и вы. Ох. Спасибо тебе. Спасибо, что выслушал. Знаешь, друг из тебя куда лучше, чем Абд. Кстати, насчет Абда. Ты не видел случаем Абди? Надо бы его найти и собираться уже в Нар. Мы и так уже потеряли несколько дней. Надеюсь, удастся договориться с Бурисом на другие даты. Да и не стоит нам тут задерживаться. Не будем давать Аль-Мухарибу поводов внести нас в список. Да? Пойдем. Ух, какой проницательный диалог получился. Скорее, монолог. А ведь нужно было всего лишь обнять человека. Ну, как минимум, мы теперь понимаем то, что леди Акетра считает меня больше другом, чем рабом. Да уж, звучит, конечно, так себе. Ты наверняка и так уже догадался, что скульптор был главным скульптором Мисра. Да, я догадался до этого в тот момент, когда скульптор проболтался об этом как шутка, типа. А вот то, что он попал в немилость фараона, объясняет, как он потерял руку. Зато мы, кстати, понимаем то, что это произошло годы назад. Она же сказала день за днем, год за годом. Так, ладно, не отвлекаемся. Акетра, Зариф, что-то там болтают. Мне нужно Абди найти, напоминаю. Давайте попробуем найти его где-то в этом лесу, потому что я помню, что он пошел успокаивать Сдерика. Если со Сдериком мы уже успели поговорить и Абди его успокоил, значит Абди не в лесу. Ну, либо где-то все-таки ходит. Но, ребята, я искал, я уже очень много времени ищу. Поэтому
поэтому я решил спросить, о чем мне в итоге делать. И оказывается, ребята, я должен был найти подсказку про деревню. Я так понимаю, то, что он оставил записку или что-то подобное, да? Здравствуйте, прошу прощения, Акетра, леди Акетра, статус отношений, нет. Зариф, статус отношений, нет. Ладно, давайте думать о том, что мне сказали, это по сути уже является подсказкой. Следовательно, пойду-ка я посплю. Доброе утро. Так вот, если прямолинейно думать о деревне, то вот это, да? Получается, Абди пошел, он недалеко прошел, и, наверное, где-то здесь стоит и смотрит на эту деревню. Тогда это сходится с тем, что он ушел в лес. Давайте попробуем добежать. Вот оно, величайшее строение. Я так и думал, что эта деревня будет еще как-то обыгрываться в сюжете. Я так и думал. Давайте, покажите мне, где он. А, нет? Блин, я думал, что он здесь. Блин. Тогда у меня нету идей. Ребята, я не понимаю, что за подсказка про деревню. Лестница тут недостроена, следовательно, он не мог подняться. Так, окей. Есть еще одна деревня, в которой я был. У меня есть даже вейпоинт, по-моему, это вот это. Блин, это уже скорее похоже на какие-то отчаянные шаги. Не-не-не-не-не, это явно не то место. В любом случае, давайте попробуем еще какие-нибудь обыскать. Вот это. Так, да, вот здесь меня тоже не было. Что? Эй, Лолошка! Эй, Лолошка! Лолошка! Нет. Эй, Лолошка! Вы знали! Что я знаю? Как ты здесь появился, Абди? Тут живут люди! Ну да. Стоп, а ты не знал? Я ничего не понимаю из того, что они говорят, но они мне кажутся дружелюбными. Эй, стойте, подождите. А вы как здесь оказались? Вы знали? Вы же не рассказывали о них никому, да? Подожди, что? По сюжету будут обыграны обычные жители? Так, это уже интересно. Абди, успокойся, пожалуйста. А ты сам-то как здесь оказался? Нет, я никому не рассказывал. Так, а ты сам как здесь оказался? Ой, знаете, я не мог спать, Лолошка, поэтому пошел немного прогуляться. Вы же знаете, я никогда особо далеко не отходил от нашего заброшенного порта, а тут мне было очень нехорошо на сердце и... Вот, я набрел на эту деревню. Совершенно случайно. Это было ночью. Я подумал, что она давно заброшена. Я был в таком смятении, что даже не подумал о том, что дома не разрушены. И поля засеяны. Во всем Мисре люди уверены, что проклятый континент необитаем. А тут живут люди. Да еще и говорят на другом языке. О, лучше бы я этого не знал. Я предпочитаю знать как можно меньше. Стой, подожди, ну так может обсудим это, не? Ты куда? Что ты хочешь? Присесть, боже мой. Знания никогда не доводят до добра. Да, с чего ты так решил? Знаешь, Абди, ты прав. Чем меньше ты знаешь, тем спокойнее живется. А почему ты так всего боишься? Что с тобой случилось в прошлом? Неправда, Абди. В лечебнице, например, кто-то мог отравиться, если бы ты не предупредил. Второй и третий вариант идеальный, но давайте мы продолжим диалог при помощи вопроса. Что с тобой произошло? Знаете, я понимаю, что вы все несерьезно ко мне относитесь. И я знаю почему. Никому нет дела до обычных абдов. Это правда. И я с этим не спорю. Но, Лолошка, я не очень хочу рассказывать, кому я служил до этого. В основном для того, чтобы не подвергать вас опасности. Слушайте, я что-то с леди Акетрой прям слишком расслабился. Начал себе позволять то, чего не должен себе позволять. Смерть скульптора. Она напомнила мне о том, почему я решил никому не показывать своего знания. Да, я поклоняюсь богине смерти, но... Лолошка, я так хочу жить. Простите. Прошу вас, забудьте мое странное поведение. Давайте просто вернемся в порт. У меня там кое-что есть для вас. Круто, обыграли обычных жителей. Что? Я взял несколько уроков у скульптора, когда у него было свободное время, и сделал это для вас. Да, я понимаю, она не очень красивая, но я очень старался. Мне давно хотелось сделать вам какой-нибудь подарок, который показывал бы, насколько я вам признателен за то, что вы сделали для меня. Но я абды, у меня совсем ничего нет. Пожалуйста, примите это. Примите этот подарок. Это символ моей бесполезной, но вечной дружбы, Лолошка. Ё-моё, вы где все это время ходите, а? Там Бурис давным-давно приплыл. Абди, а ну-ка давай,
Беги, помоги леди Акетре перенести ваши вещи с моего корабля. Вы отправляетесь на шахтерские. О, шахтерские. Понял, сейчас все будет. А, Так, Лолошка, а ты-ка... я могу тебя задержать немного? Пожалуйста, передай Сдерику, чтобы он ко мне больше никогда не подходил. Я все понимаю, но общаться с ним не хочу. Удачи тебе на шахтерских. Не понимаю, что там такого интересного. Если что, то я сейчас возвращаюсь в Нар. Встретимся там. Соболезную твоей утрате. Спасибо. Прощай. В смысле, пока. Какой прощай? Ладно, я не передам. В любом случае, что мне в итоге дали? Идол Гнев Мтити. Небольшая, грубо вырезанная статуэтка. От нее исходит запах крови и благовоний. Воскрешений 3. Что? Воскрешений 3? Это как? А, я понял. Погоди. Эта штука либо воскрешает меня, либо считает, сколько раз я нажал возродиться. Так, а ну-ка, погоди-ка. Дайте мне немножко дерева. Сейчас мы обязательно это все протестируем. Обычный сундук ставим, все это убираем. Статуэтку оставляем. И теперь просто ломаем себе спину. Благо у меня есть шикарное местечко. Оба! Хорошо. Далее еще раз дерево. Оба-на! Ну-ка. Вау. Прикольный звук. Так, да, воскрешение получается 2, а было 3. Угу, это работает как тотем бессмертия. Мне дали регенерацию, дали огнестойкость. Я просрал одно воскрешение. Вот так вот. Зато мы теперь хотя бы понимаем, как это работает. Телепортируемся обратно домой, забираем все нужные и ненужные вещи. Обязательно кушаем. Ну и все получается, мы реально готовы отправляться. Видим, тут уже прям сборы полноценные. Зариф, ты чё? Все еще грустишь от того, что со Сдериком не хочешь общаться? О, скоробей. Так, в итоге, с кем мне нужно поговорить? С кем-нибудь из вас? Сдерик, стой! Мне нужно передать тебе повесточку о том, что не хотят с тобой разговаривать. Нет? Ну ладно. Леди Акетра. Тоже нет. Подожди, а что мне делать-то надо? Стоп, леди Акетра. Слушайте, у меня тут книга и перо есть. Хотите? Хотите, подарок дам? Ой, Лолошка, мне так приятно. Спасибо. Да ладно. Ха-ха-ха! Я могу дружиться с леди Акетрой. Я молодец. Наконец-то мы нашли хоть что-то. Давай. Ой. Да. Ага, понятно. Я хотел сейчас сказать, давайте мы тогда Зарифу тоже что-нибудь подарим. Лолошка, соболезную. Я примчал сразу, как узнал, что случилось. Ой, хара. Кто бы мог подумать, что кому-то может понадобиться однорукий старик, а? Леди Акетра сказала, что вы, если что, готовы отправляться на шахтерские и все такое. Если что, то не самое лучшее знамение, конечно, чья-то смерть. Но и это не из пугливых, сам знаешь. Возьми с собой провизию, это важно. Также возьми необходимые тебе вещи. Потом уже приходи. Остальные уже собрались. Понял, ладно. Ну я-то в целом уже все собрал. У меня что, топор, инструментики. Железо давайте на всякий случай проверим. Железа у меня нет. Есть золото. Ай-яй-яй. Так я ж бомж, я кирку новую не сделаю. Погодите, пожалуйста, у меня тут железная кирка практически поломана. Я в целом могу ее починить, кстати говоря. Так, есть другая кирка на удачу 3. О, кстати, а что я не соединю-то? Тут это, наковальня теперь бесхозная стоит, да? Дороговато, 20 уровень. Но... What the fuck? Это что сейчас было? Вы слышали, да? Там взрыв какой-то был. Я подумал, что-то сюжетное, но, видимо, нет. Я, честно говоря, немножко испугался. Так, короче, опять же, я могу, наверное, прокачать серебряных скоробеев на какую-то дешевую прокачку. Во. Это зачарование. А есть что-то такое, чтобы меньше в наковальне тратить? Я знаю то, что мы можем прокачать где-то вот здесь подобное. Использование наковальни всегда будет стоить 1 уровень опыта. Но это стоит 60 ремесла. У меня сейчас пока что 9. Увы и ах. Ладно, тогда что пока что потратим что-нибудь здесь. Например, еще более дешевое зачарование. Плюс 5% снижение требования к уровню для зачара. Раз, два, три. Yes! Плюс 100% сила накладываемых зачарований. Ой, так это получается там типа эффективность 1 будет как эффективность 2? Телепортируемся по вейпоинту шахта. Берем факел. И стоп, кстати, я понял то, что у меня рука больше не красная. Прикольно, такая микродеталь, которую я еле заметил, честно говоря. Короче, мне нужно железо.
Железо найдено. Стоп! А зачем я так-то добываю? У меня шкирка на удачу есть. Сейчас побольше добудем. Вот, хорошо. 5 кусочков железа. Ну ладно, я думаю, что этого вполне себе достаточно. И, кстати, стоп. У меня 4 лазотеповых скоробея. Возвращаемся домой. А могу ли я сейчас быстро прокачать себе переплавку руды в левой руке? Это было бы так удобно. Ну-ка. Автоматически плавит предметы в левой руке. 3 лазотеповых. Ребята, я прокачиваю 100%. Да! Yes! Я вернул себе былое величие. Наконец-то. Хоть и поломанный, хоть и измученный, хоть и проклятый, но я все равно верну себе свою силу. Так, ладно, в целом-то я готов. Абзи, поговорим. Бурис? Ну что, готов отправляться? Да, я готов. Ну и отлично, нечего тянуть. Отсюда до островов даже ближе, чем из Нарфаниса. Через пару дней будем на месте. Хорошо, давай. Так, на всякий случай поговори... Что это было? Осмотрелся, ничего не забыли или нет? Или он продолжает осматривать? О! Так. Ох, Лолошка, я пытался извиниться перед Зарифом, но он не стал меня слушать. Не уверен, что он меня простит. Я бы такое не простил. А тебе нормально? Ну ладно, окей. Типа я могу, получается, не передавать, да? Абди, ты что-нибудь скажешь? Знаете, я бы предпочел вернуться в Нарфанис. Приключения — это вообще не для меня. Надеюсь, вам понравился мой подарок, кстати. О, мне так страшно. Понравился, очень крутой подарок. Думаю, то, что он меня выручит, кстати. В один из моментов точно должен. Так, Акетра? Ох, Лолошка, я так волнуюсь. Что же ждет нас на островах-то, а? Там должен быть твой друг Синдбад, верно? Кстати, ты знал? Абди не верит в огни. Фу, интересно, верил ли в них скульптор? О, еще как верил. Погоди, а может быть это намек? Ща. Лучший известковый раствор. Ну хотя, наверное, это не очень хорошая идея, да? Ладно, Бурис, тоже, может быть, как-нибудь с тобой поговорим. Сейчас, погоди-ка. Поговорить? Ох, скульптор, кто бы мог подумать, он... Лолошка, слушай, ты бы, кстати, поспала. Нам еще долго добираться. Я, если что, рад, что у тебя прошла рука, да. Кстати, ты видел? Зариф сегодня выглядел особенно беспокойным. Я попытался над ним подшутить, а он даже не огрызнулся в ответ, представляешь, а? Ух. Да уж, более чем представляю. Он же мертв был, у него веская причина, скажем так. Что ж, ребята, на этом я, наверное, буду постепенно заканчивать. Уже в следующей серии мы наконец-то, надеюсь, без каких-либо проклятий Роноса, Кнефмтити, Монту и других богов, высадимся на Шахтерские острова. Будем надеяться, то, что лодка Буриса не разобьется. Я также очень сильно надеюсь, то, что вы не забудете подписаться и поставить лайк. Нынешние времена требуют двойного усердия, напоминания, но так и быть, я просто скажу, что ваша поддержка — это правда очень-очень-очень важно. Она заряжает мотивацией не только меня, но и всю команду. Спасибо большое, если вы уже подписались, спасибо, если нажали все кнопочки. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, Шахтерские острова, где-то там, а также Идол Кнефмтити. Всем удачи, всем пока. Пока. О, нет! На островах чума, парень! Ой. Стоп! Действительно, это кто? Эй, вы! Ни шагу дальше! Эй, Лолошка, ты видишь, в чем они? Да, я вижу. Борис, а верить-то им можно? Ну Фара, обижаешь. Эй, я не понял! Выход на улицу в такое время запрещен! Фух, плывем на Шахтерские острова. Дамы и господа, теперь официально. Встретим ли мы там Синдбада, найдем ли мы огни, узнаем, надеюсь, уже в этой серии. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка, добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка, добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы плывем, причем, как вы можете заметить, плывем очень быстро. Стоп. Ну черт, Уже ну не за так что? быстро. Ну почему сейчас-то? Ну зачем? Что такое, Бурис? Лолошка, плохи у нас дела. О, не-не-не, только... Нет, стой, давай не о плохом. У меня тут приветствие еще не закончилось. Так вот, дамы и господа, мы хоть и плывем, но плывем не абы куда. Мы плывем на Шахтерские острова. С этим местом у меня связано вполне себе четкое задание. Поиск огня. Синдбад дал мне карту, на которой обозначены какие-то Шахтерские острова. Он считает, что там хранится один из огней. И как мне теперь туда добраться? В целом мы уже порешали этот вопрос.
Бурис, здорово. Но такие вопросы по типу как найдем ли мы там кого-то или найдем ли мы там что-то, это хоть и уместные вопросы, но я не вижу смысла гадать, потому что, скорее всего, мы ответы узнаем прямо сейчас. Давай, Бурис, рассказывай, что у тебя там плохого. Ой-ой-ой, парень. Ты для начала хотя бы поспал-то? Надеюсь, что да. Короче, в бухте перед портом вывешено черное полотно. О, нет! На островах чума, парень! Эй, друзья, простите, что подслушиваю. Но, Бурис, тебе не кажется, что это все как-то странно? А? Сдерик, ты это о чем? Я просто хоть и не был ни разу свидетелем чумы в городе, но я много читал об этом. И везде пишут о том, что для предотвращения распространения болезни трупы сжигают. Так, и что? О, ну как это что, Бурис, ну неужели ты не понимаешь? Когда мы подплывали почти вплотную к островам, ты сам-то видел хотя бы один костер. О, они там либо уже все вымерли, или все заражены, или Да не мямли ты, или что? или никакой чумы там на самом деле нет. О, Сдерик, ты че, серьезно сейчас, а? На какое тогда им вывешивать черное полотно, а? На шахтерских почти ничего не выращивается. Вся еда поступает через порт. Если никто не приплывает, они там все без еды сидят вообще-то. Ты что, думаешь, они просто так решили перестать пускать корабли, да? Ну, Бурис, так вот именно! Что может заставить жителей бедных островов обречь себя на голодную смерть, а? О, парень, успокойся, не знаю я. И прекрати выдумывать. Я уверен, там просто чума. Нам всем нужно возвращаться назад. Эй, ложка, ну ты-то согласен, что это странно? Мы должны проверить, что не так. Так, давайте еще раз, факты. Черный флаг означает чума. Сама чума равно много смертей, но если это самое-самое начало чумы, то понятно, почему там нет костров. Что у меня тут есть? Сдерик, чаще всего самый очевидный вариант оказывается правдивым. Скорее всего, там действительно чума. Если на островах не чума, это даже хуже, ребята. Вернемся сюда через пару недель. Нет! Нет, пожалуйста, нет. Какие пару недель? Я не буду это нажимать. Ребят, мне кажется странным, что чума началась именно тогда, когда мы решили сюда отправиться. Сдерик прав. Но я не думаю, что у нас что-то прям плохое произойдет, если мы подплывем чуть-чуть поближе, поэтому Сдерик прав, да. О, да, ну вот видишь, Бурис, вот видишь. Ох, хара. Хорошо, что здесь хотя бы не вы решаете. Ладно, согласен. Надо спросить о Кетру. Так, а где Да, там? ребята, вы такие горластые. Я все слышала, Сдерик. Можешь не повторять. Ой, а вообще, есть у меня для вас одна история. Да, история? В общем, когда я была маленькой девочкой, я застала эпидемию чумы в небольшой деревне. Черный дым от костров, казалось, заслонял собой небо. И ты, Бурис, должен был бы сам об этом знать. Леди, вы простите, конечно, но черное полотно, это черное полотно. Во все времена оно означало только одно — болезнь. Я готов рисковать ради вас своей жизнью, но рисковать вашей... Но оставь эту болтовню, Бурис. Тут явно что-то не так. И мы выясним, что... Но... Ладно. Может быть, хотя бы вечера дождемся, а? Если вы правы, то нам лучше проникнуть на остров незамеченными. Вы как, согласны? Да! Наверное, мне в целом вообще плевать. Я в любом случае хочу туда. Ну вот и хорошо. Вечером так вечером. О! Хе, вечером действительно. Так, сюда пошел процесс. Стоп, что? Это не вечер! А, настолько много поплавать придется, серьезно? Но мы же вечером приплывем, да? Итак, слушай меня внимательно. Как только видим первого заболевшего, тут же возвращаемся назад. Всем все понятно? Если кто-то заболеет, лично выброшу за борт. Это касается всех. Даже вас, леди. Да поняли мы уже, поняли, Бурис. Идем. Ну, черт. Я тут неплохо ориентируюсь, кстати. Плюс тут неподалеку живет мой друг. Чтобы не привлекать лишнего внимания, можем остановиться у него. Ну вот, наконец-то хорошие новости. Пойдем. Леди Акетра, видимо, еще не понимает, что такое болезни и чума. Ой. Кто это? Действительно, это кто? Эй, вы! Не шагу дальше! Я знал, что произойдет что-то плохое. О нет. Абди, тихо. Эй, Лолошка, ты видишь, в чем они? Да, я вижу.
Олухи, вы что, слепые что ли? Не видели огромное черное полотно? Или вам, может быть, жить надоело? Мистер, мы просто не увидели нигде чумных костров, поэтому хотели уточнить. Уточнить. Вы кто такая, леди? Вы что, какая-то большая специалистка по чуме, да? А ну-ка, нечего мне хамить. Вы сами еще даже не представились. Вы, кажется, не совсем понимаете происходящее. На островах эпидемия. У вас есть всего два варианта. Либо вы сейчас убираетесь отсюда, либо мы убьем вас. Да, мы не можем допустить, что вы потом как-то сбежали и заразу разносили. Эй, это все звучит слишком подозрительно. Да ты че, серьезно? Ты не слишком ли много на себя берешь, а, Абд? Может, у вас в Нарфане с Абдом разрешено так разговаривать? Да только у нас на островах все намного строже. О, и наконец-то я могу что-то сказать. Сюда! Так, что тут у нас? Солгать. Мы не хотим проблем, мы сейчас же уберемся отсюда. Так, а что это? Вообще-то мы были присланы Тойфетуном. Вас должны были предупредить. Ну, не знаю, блин. Вообще, если мы это скажем, они нас пропустят. Как бы, вы понимаете, да, что за маски на них? Это те самые маски из тайного общества Тойфетун. Запугать. Эй, хватит болтать! А ну сейчас же объясните, что здесь происходит! Ну второе точно нет, да? Третье, это хороший вариант, но проблема в том, что у нас нету масок. Они, скорее всего, словят нас на том, что мы лжем, ибо масок нет, понимаете? Да и при всем при этом другие мои члены команды тупо не поймут, о чем я. Так что придется выбирать запугать. Хватит болтать! Сейчас же объясните, что здесь происходит! Да? Ты погляди, еще один наглец, а? Простите, леди, но мы это так просто не оставим. Вашему Абду придется умереть. А! Нет! Ну, ребята, ну у меня меча даже нету! Давай. Бляха! Так, ладно, много наносите урона? языком Давай. трепать вздумался, а? Тихо. Ну, кстати, Иди нормально, сюда. нормально. А! Отравление? Чего? Так, ладно. Тихо, молодые, у меня просто Сейчас нету ты у меня меча, получишь. понимаете? А, не, топором могу бить, все хорошо. Кыш! Топор, кстати, очень много сносит, и это прям приятно. Но! Хе-хе. Так, остается этот. Пошел. Все, ребята, разобрался. Вот это да. О, Мой Лолошка. вот это... Ну, блин, Лолошка, ну дела, а? В одиночку победил обоих, ты погляди. А ты, блин, маски уже все в крови. Такую не использовать. Ну а чего ты стоишь-то? Давай, помоги мне. Ого. Накричал на Буриса. Ну давай, взяли. Ой. Ой-ой-ой-ой. Раз, Не, да ладно. 2, 3. Сюда. Вот Так, здесь вот зыбучие этого пески. взяли. Блин, прикольно. Раз, 2, 3. Пипец. Как будто ничего и не было. Кстати, я не задумывался даже о том, сколько в зыбучих песках может быть трупов. Это же по факту так и есть, если... Это даже... все неправильно. Великая Кнеф Мтити, прими тела эти. Не гневайся на Лолошку. Даруй этим душам упокоение. Уф. Абди в своем репертуаре. Кстати, давайте пока что... Эй, Абди, пойдем. Нет, простите, но я не пойду. А? Не понял? Это еще почему? У меня нет опыта в битве. Я слаб, и я ничего не знаю. А еще я очень боюсь. Прошу, разрешите мне остаться на корабле. Акетра, это как бы скорее, ну, ты решаешь, да? Ладно. Да, конечно, Абди. Оставайся. О, благодарю. Ладно. Слушай, если будут какие-то вопросы, обращайся к команде. Они у меня, ребята, дружные, помогут. Да, спасибо, Бурис, спасибо. Вот так вот, то есть все это время можно было просто сказать «я не хочу»? Черт, блин, ребята, а остальные-то как? Все идут, а? Да, получается, да. Я пишу. Ну, слава богу. Значит, идем. Угу, Абди останется. Вот что-то мне подсказывает, что... Лолошка, Сдерик, у меня вопрос. Маски, которые были на тех людях, это то, о чем я думаю?
Так, короче, во-первых, я хочу сказать то, что Абди, скорее всего, не зря остался на этом корабле. Возможно, это как-то стрельнет в будущем. А во-вторых, по поводу масок, ну, наверное, да. Это те самые маски. Про Салмана Муджалида мы ей рассказали. Стоп, подождите. Вы что-то знаете о масках? Да. Такие маски носят участники тайного общества, которое называется Тоефетун. Мы один раз уже видели со Сдериком людей в таких же масках. В Нарфанисе. Да нет, ребят, вы чего? Это, наверное, особые маски от чумы? Вот, но это я точно не нажму. Думается мне, самый нормальный нейтральный вариант это просто сказать, что мы подобных людей уже видели, а про Тоефетун пока не говорить. Ну мало ли ханзиров разгуливает по улицам города. Сейчас бы каждому идиоту внимание уделять. Ха, пойдем. Да, и правда. О, какой-то чел сидит. Бездомный. Так, отойдите немного, а? Люди тут очень недоверчивые. Что там такое будет? Эй! О, бога ради, кто там? Фара, открывай! Это Бурис! Да неужели? О, Бурис, дорогой мой! Как я рад тебя видеть! У нас тут такое творится, ты не поверишь! Да, слушай, Фара, пусти, пожалуйста, моих друзей, а? О, Здравствуйте. эй, Он Борис, подмигнул? а верить-то им можно? Ну Фара, обижаешь. Эй, я не понял! Выход на улицу в такое время запрещен! Кто это там гуляет, а? Черт, быстрее, заходите, скорее! Давай О, быстрей. давай, скорей. быстрей, Ну не быстрей. толпитесь Окей, же. понял, давай, ребята, заходим. Открываем. Да. Что, реально вот такой домик? А, там еще проход. Ну, так, ты сказал, что у вас что-то происходит? Давай, рассказывай. Как некрасиво, Борис. Ну неужели ты даже не познакомишь меня со своими друзьями? Я ведь даже не представляю, кого пустил к себе домой. Я леди Акетра, служительница Хетентепа, а со мной мои абды. Сдерик и... Лололошка. О, Здравствуйте. так, с Дерек и Лолошка. Леди Акетра, очень-очень приятно. Я, правда, не понимаю, чем же заслужил такой холодный тон в свою сторону. Ну, ребята, А? давайте так, теперь, когда вы познакомились, рассказывай, Фара, что происходит. Ну, чего молчишь? Ладно, бога ради. О, слушай, Борис, давненько ты у нас не был-то. Все началось пару месяцев назад, когда в нашу тихую деревеньку прибыл какой-то ментат или симпат. Я понял, Синдбад. Да, точно, Синдбад. Мы все были удивлены. Обычно все пытаются, наоборот, поскорее уплыть отсюда. Но он себе жил спокойно, никому особо не мешал, по вечерам ребятню нашу развлекал. В общем, привыкли мы к нему, а через несколько недель приехали эти в масках. Заняли шахту, туда теперь никого не пускают. Люди не могут работать, Борис, представляешь? О, и в то же время этот ваш симпат, хра ему в лицо, пропал, будь он неладен, пропал. Не знаю, в чем дело, Борис, да вот только через несколько дней в порту вывесили полотно. Нам ничего не говорят. Покидать острова строго запрещено. Продовольствие вроде подвозят, но на каких-то странных кораблях. Я таких никогда раньше не видел, Борис. Ох, черт. Стоит ли говорить, что ни о каких болезнях здесь речи не идет? Ну вот, видите, я же говорил. Установили тут свои порядки эти масочные. Причем строгие. После 9 из дома выходить нельзя. Если оказался на улице по абсолютно любой причине, казнь. Попытаешься сбежать с острова, казнь. Задаешь много вопросов, Борис. Ну, в общем, суть вы все уловили. По старой дружбе, Борис, я дам вам место, конечно. Но если в дом кто-то придет, будете прятаться в подвале. И знаешь, корабль я бы на твоем месте отогнал куда-нибудь, если ты в порту его оставил. Ну понятно.
большущее тебе спасибо. И знаешь, дружище, я тут чаю твоего это? привез. Твоего любимого. Ты заваришь нам всем? Пожалуйста. Ох, конечно, Бурис, конечно. Да уж, не знаю, что это за бандиты такие, но дела плохи, очень плохи. Если они тут все настолько в своих руках держат, к утру уже все будут о нашем присутствии знать. Либо действуем сразу, либо убираемся отсюда. Бездействовать точно нельзя. Слушайте, этот Фарах мне не нравится. Я бы предпочла не оставаться в любом случае. Судя по его словам, нам нужно пробраться в шахту. Ребята, а что насчет Синдбада? Он с ними в сговоре, как думаете? А чё, Фараху прям не надо доверять, да? Я что-то подумал, ну нормальный малый. Видимо, Бурис все-таки лучше его знает, поэтому пошел заварить чай, попросил его. Так. Вот, это очень важный, я понимаю, выбор. Либо мы остаемся, либо мы уплываем, да? Но шахты, что насчет шахт, Акет рассказала? Синдбад есть в списке. Думаю, его поймали и держат в заложниках. Кстати, хорошо звучит. Сдерик, нам сейчас не о Синдбаде нужно думать, а о себе. Он мог быть их информатором. Сначала появился он, а потом остальные. Не, я не думаю, что Синдбад такой. Но, в общем, я нажму, наверное, вот это. Думаю, его поймали и держат в заложниках. Понял. Тогда мы должны спасти его. Давайте так. Я сейчас иду на корабль, предупреждаю команду и Абди, кину якорь где-нибудь с другой стороны этого острова. А вы пока сходите на разведку в шахту, чтобы не терять время зря. Я к вам присоединюсь чуть позже. Согласны? Да? Да? А, да. Ну, вот тогда и порешали. Пойдем. А Фара? Типа ты его настолько за лоха держишь, я не понял. О, там кто-то был! Там... Ну вот, друзья, вот ваш чай. Как всегда. Зато весь чай мой. Действительно. Ну, вам туда. Не заблудитесь, думаю. Только, ребята, постарайтесь не умереть, пожалуйста. Я быстро. Ребят, вот что мы уяснили главное. Нам нужно быть предельно осторожным. Акетра, вы уверены, что не хотите остаться у Фараха? Да? Сдерик, ты сейчас серьезно? У этого сального толстяка? Да нет уж, лучше умереть. Ладно, пойдемте. Если Лолошка прав, нам нужно спасать Синдбада. Интересно, что им понадобилось в этой шахте? Не понимаю. Это должно быть что-то очень важное, раз они устроили вокруг такое представление. А может ли быть такое, что теория Синдбада про то, что здесь есть огонь, это правда? Сдерик, сейчас есть только одна правда. Нам нужно быть максимально осторожными. Следите, чтобы вокруг никого не было. Ой, блин, хорошо, что есть запрет на выход из дома. Мы любые шаги легко услышим. Да, и проблема в том, что кто угодно также услышит наши шаги. Слушайте, мне кажется, это здесь. И вообще ни одной души? Сдерик, может быть, мы ошиблись? Да нет. Вон, посмотрите. Кажется, внутри кто-то есть. В любом случае, Сдерик, стоять здесь опасно. Внутри хотя бы можно спрятаться. О, блин, только сейчас поняла. У меня мурашки. Пойдем. Так, подожди, а как? Мы обойдем? Я думал, мы вот туда. Стоп, куда мы идем в итоге? Я не понимаю. А, вниз. Ну да. Сдерик сказал то, что там кто-то может быть, да? Так. Так, ребята, нам нужно пробраться глубже. Так, получается, находим Синдбада, вытаскиваем и сваливаем отсюда, правильно? Да, при условии, что он не предатель. Но как нам незаметно пробраться мимо стражи? Что там? Сейчас я скажу... Ой, ребята, бегите! Большущее спасибо за то, что посмотрели данную серию. Ребята, если вам нравится смотреть сезоны на этом канале, а особенно если нравится смотреть 13 огней, и уж тем более, если вы хотите поддержать нас, то не забывайте про лайки, подписки, а также про наш собственный мерч-магазин мироходец.ру. В магазине предложены официальные товары, каждый из которых создавался лично с моим участием. Поверьте, к каждому товару я так или иначе приложил свою руку. Ваши лайки, ваши подписки и ваши покупки — это громадная поддержка
поддержка всего проекта. Поверьте, мы развиваемся огромными шагами и не собираемся останавливаться. Но за это благодарить можно только вас. Еще раз спасибо, пока. У меня в рукаве вшито лезвие. Ты можешь аккуратно перерезать веревку об это лезвие. Да, в целом, конечно, Да ладно, ты посмотри-ка. Супер. Будь готов, если что. Я сейчас. Акетра, ты что делаешь? А теперь давай взорвем этих гадов. О, ни хрена себе! Тихо! Та-та-та-та! Кинематографическая ёпа! Дамы и господа, поздравляю с прибытием. Мы на Шахтерских островах. Успели и знакомство завести, и подраться, и попытаться Синдбада найти. А под конец серии резко быть окруженными приспешниками Тои-Фетуна. Сама серия закончилась на продолжение следует, но, уже зная жестокость этого сезона, начало этого выпуска вряд ли будет радужным. Так что это, приготовились, и всем привет, дорогие друзья, я Лолошка, добро пожаловать в 13 огней. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка, добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы попали в засаду, черт возьми. Да, как бы радужно до этого не звучала поездка на Шахтерские острова, итог оказался совсем не веселым. Остров захватили приспешники тайного общества Тои-Фетун. По итогу у нас был выбор, либо валить куда подальше, либо попытаться найти Синдбада. Как вы понимаете, мы остались на острове, но так как о нашем прибытии уже знали все и вся, встреча с приспешниками была лишь вопросом времени. Правда, понимаете, несмотря на мое понимание происходящего, даже я не ожидал то, что встреча будет вот такой. Нас буквально окружили и бам, продолжение следует. Само продолжение мы узнаем, кстати, прямо сейчас. Поехали. Оу, что за звуки? Где это мы? Оу, бляха-муха. Нас в плен взяли. Ну хотя бы не убили. Ой-ой-ой-ой, Синдбад! Я вижу Синдбада, ребята. Вы же тоже, да? Эй, Лолошка, ты очнулся? Да, леди Акетра. Более чем. Ты тише, не привлекай внимания. У меня в рукаве вшито лезвие. Эти идиоты его не нашли. Ха, никогда не думала, что оно пригодится. Лолошка, ты можешь аккуратно перерезать веревку об это лезвие. Да, в целом, конечно, О май гад, что это? Что? Погоди, мне нужно перерезать веревку? Ну-ка. Да ладно, ты посмотри-ка. Мне нужно нажимать именно в тот момент, когда лезвие касается. Так, хорошо. Вау, какая прикольная мини-игра. Так, слушайте, а я могу здесь как-то это провалить, что меня в итоге спалят? Я очень надеюсь, что нет. Там они вроде как болтают. Так, давай, осталось совсем немножко. Чуточек. И... черт, промазал. А, все, да, я могу. Короче, если промазал, то веревка постепенно восстанавливается. И... отлично. Супер. Пока не двигайся. Без оружия на нашей стороне только внезапность. Будь готов, если что. Я сейчас. Что? Акетра, ты что делаешь? Эй, что за... Емать! Ты... черт. Так, а ну-ка! Ну Меч! идите сюда! Пошел! Пошел! Кыш отсюда! Акетра! Да ты с ума сошла! Лолошка? Это О ты? май гад. Синдбад, что с тобой сделали? Привет! Вот тяна. Я так понимаю, это тот самый Синдбад, да? Да, это он. О, Лолошка, это правда ты! Как же я рад тебя видеть! Если это очередной бредовый сон, я буду очень-очень расстроен. Мне уже так приснилась Мусфира. Я, кажется, даже разлюбил ее после этого. Эй, да тихо ты! О, господи, если он всегда так много болтает, это может стать проблемой для нас. Ладно, парень, давай. Вставай. Я уже так привык к веревкам, не представляете? Будто они стали частью меня. Непривычненько, что теперь их нет, непривычненько. Ты какого черта тут делаешь, Синдбад? Что здесь произошло? Ты нашел огонь? Нам нужно выбираться отсюда, поговорим позже. Да, вот это. Ну, хоть кто-то в здравом уме. Ты прав, Лолошка, нам нужно... Эй, слушайте. Вы, конечно, с двумя этими белолицами-то расправились, это здорово. Но вы не видели, на что эти ребята способны, когда их много. О, Ой, а ты, посмотрю, смельчак, да? Ну ладно.
Оставайся здесь. Здесь? Не, что вы что? Я вас одних-то не отпущу, это точно. Куда вы без меня? Но пусть ложка идет первый, да. Он лучше с оружием обращается, это точно. В этом весь Синдбад. Боже, я прям соскучился по нему. Так, погоди, а в итоге где мы? Что мы? О май гад! Ребята, поглядите на миникарту. Сколько здесь людей. Обалдеть. Ладно, мы находимся в какой-то, получается, развилке, да? Вот здесь, если вот посмотреть, то тут можно пойти либо налево, либо направо. Потом еще тут налево-направо, еще. Боже мой! Ладно, что здесь? О! Утены. Грубо скрученная золотая проволока является валютой для жителей Мисра. А, вот оно что это оказывается. О, фрагмент скинта. Фаршированный картофель. Откуда у них скинт? Я не понял. Железный меч. Утены мы забираем. Отлично. Бутылка... чего? Моджанговского нуара. Плюс 3 урона. Ладно, я возьму. Немного хлеба, печенье. Так, надо тогда все здесь осмотреть. А Кетра, Синдбад, вы ходите за мной, да? Ну-ка, бочка пустая. Сундук. О, хорошо. Еще утены. Дальше здесь у нас еще фрагменты скинта. Так, этих мы убили, да? И это что получается? Мне теперь нужно как-то здесь пройти, да? Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Так, ну тут прям конкретно стелс работает. Тихо. Это так комично выглядит. Просто проходим рядом, они такие: о, да вроде бы ничего, это просто ветер. Может быть, здесь что-нибудь найдется? Ой-ой. Так, а если я спалюсь, то они на меня нападут или что? Я так понимаю, то что да, я просто буду драться именно с этим чуваком. Поэтому давайте попробуем как-то его вот так вот приломим. Получай, зараза! Черт! Или что? Ты кто такой? А! Да, я понял. На! Господи, только тогда, когда он меня заметил, по нему проходит урон. То есть сзади по стелсу их не убить. Ну блин, если бы это продумали, это было бы покруче. Сундучела. Еще утены. Боже, да я сейчас разбогатею, Акетра. Я могу тут все осмотреть, чисто ради утенов, если они в сундуках валяются. Что? Прям копает, смотри. Тоже в маске, кстати. Ну давайте мы тогда убьем. кто такой? Да, вот они сразу меня палят, получается. Давай, получай, зараза. 2 удара, и ты трупак. Эй, прошу прощения, я вас тут немножко поворую. Спасибо. Все. Не, ну круто то, что на самом деле в Майнкрафт добавили вот такой стелс. А вот с этими, наверное, придется драться. Ну давайте, давай, опа, сразу всех спалим. дьявола, Давай, что вы нападай, зараза. Получай. Ой, слушайте, а вы больно бьете? Ай-яй-яй. Простите, это ради вашего же блага, наверное. Так, ладно, идем дальше. Сундук я хочу проверить. Тихо. Куда? Давай все-таки это, ну по стелсу. Как бы все хпшки-то терять я уж точно не хочу. Все, утены забирай. Прямо у него из-под носа забрал. Кстати, дерево я возьму, дерево понадобится. Там вроде бы ничего такого. Давай быстро, пока он вот так вот спиной. Мы возьмем утены. Да? Черт возьми, ты что здесь делаешь? Черт! Ладно, я тебя убью, так и быть. Раз уж ты захотел. Ой, другой тоже окликнулся. Но другие хотя бы ничего не видят. Ой, как хорошо, что ты застрял. Тише отсюда. Ох, блинский, знать бы мне, куда идти. Вот здесь по стелсу удастся пройти, интересно? Я просто не то, чтобы хочу драться. Этот стелс, ребята, этот стелс. Ух ты, рыбьи кости, еще немножко утенов. Неужели все-таки здесь надо пройти? Ребята, я вас не касаюсь. Ой, так, отвернулся. Бочка. О, эффективный. Алмазная кирка. Кстати, у меня все кирки забрали. У меня забрали, а я у вас заберу. Утены, куча угля. Уголь мы по-любому берем. Явно на будущее пригодится. Вот тебе немного пшеницы. Да, мне точно нужно идти сюда. Здесь, получается, чувак копает. Главное, чтобы он в сундуки не залезал. Все нормально. Что вы тут охраняли? О, еще утены. Ну, нормально. Спасибо. Такая вот игровая условность. Стелс вроде есть, а вроде... Эй, стойте. Синдбад, что не так? Это же выход. Да, я понимаю, но я знаю, где находится огонь. Вы думаете, эти странные ребята просто так запретили жителям приближаться к шахте, да? О, как бы не так. Нет уж. Они знают, что огонь где-то здесь. И хотят первым до него добраться. Когда они поняли, что меня интересует то же самое, сразу меня схватили. И пытались выяснить, что я знаю. Иначе бы давно убили. Естественно, я ничего им не рассказал. Зато сам выведал много интересного. Хе-хе-хе. Понятно? Вот там у них находится основной пункт.
Остальную часть шахты они хотят взорвать. Да уж, эти идиоты думают, что это поможет им найти то, что они не могут уже месяц. В общем, ребята, я предлагаю такой план. Мы украдем у них взрывчатку, подорвем вход в основной пункт, а потом спокойно найдем огонек. Ну, каково, а? Как же я хорош! Ладно, план, конечно, сомнительный, но нужно вернуть жителям возможность зарабатывать. Без возможности добывать и продавать в Нарфанис руды, острова останутся без денег. Жители без денег? Да, ну вообще да, конечно, это тоже очень важно. Да, это я тоже имел в виду, конечно, да. Вы слышали? Кто-то идет, нам надо спрятаться срочно. Куда? Где? В смысле, алмаз? Ай, как же меня бесит, что постоянно нас отправляют за провизией. Вниз-то как бы легко, а в гору тащиться обратно я просто ненавижу. Да ладно, тебе брось, ты чё? Это хотя бы не за пленниками следить. Чё? Такими темпами у нас каждый деревенский будет сидеть пленником. Отобрали у людей работу, ничего им не объяснили, для остальных выставили чумными. Да чё ты мямлишь, а? Это же не мы решаем, начальству-то виднее. Ты обеспечены они все, какого чё? работать не надо, чё им жаловаться-то? А? Вот, хара. Ох. Деть. А мы вас спасать пришли. Ха-ха. О, Сдерик тоже здесь. О, кого я вижу, а? Живучий картограф оказался, погляди. Хара тебе в рожу. А может быть тебе, а, Борис? Рад тебя видеть. Привет. Короче, ребята, идем скорее на корабль. Надо убираться отсюда. Стой, Борис, слушай. Мы тут вообще другой план придумали. И типа... реально щас Вы будем- что, с ума сошли? Вы мы серьезно? рассказали. Как вы себе это представляете, а? Выкрасть взрывчатку, замуровать, при этом не попасться тем, кто не будет замурован? Реально? Да это сумасшествие какое-то! Ну хотя, может быть... Слушай, Лулошка, а у тебя нет случайно этой белой маски, а? Есть. О, вот отлично! Ты можешь притвориться одним из них, отвлечь их внимание, а мы в это время украдем динамит. Воу, тихо, исключено! Ханзирья Харатия в лицо, Сдерик! Ты Лулошку-то видела? Они в 2 счета поймут, что он не один из них. Раз это такая тайная организация, у них наверняка есть что-то еще, кроме маски. Какое-нибудь там слово, или что-то в одежде, или какой-нибудь особенный жест. Да, точно, Борис, жест! Я помню, вот этот, вот он. Так, не поняла. Сдерик, а откуда ты знаешь? Ну, мы видели с Лолошкой. Тебе нужно-то всего лишь притвориться, что ты вернулся с провизией. Вот и все. Если они там все голодные, точно накинутся на еду. А мы как раз украдем взрывчатку. Ну как? Нормально? Нет? Ребят, чего вы молчите? Ну это же хороший план. Ну, вообще... Блин, знаете, да, может сработать. Это очень и очень опасно. Слушай, Сдерик, это серьезно. Я согласен с Акетрой. Эй, ребят, а поскольку мы говорим о том, что Лулошка будет отыгрывать Белолицего, может быть, ему решать, раз уж наше мнение разделилось? Ну, вообще, наверное, я не против, да, типа, не буду же я кого-то другого посылать. Слушайте, сейчас я согласен с Абди. Такие приключения не для меня. Спасли Синдбада и хватит, погнали отсюда. Вызвать на бой есть. Да зачем вообще все эти сложные схемы? Пойдем поубиваем там всех, и делов-то. Ну нет, мне кажется, что что-то может произойти. Особенно смотри, как мы тут говорим. Пойдем поубиваем. Не-не-не-не-не-не-не. Я не буду жертвовать никем, кроме себя. Поэтому план сложный, но другого у нас нет. А этот действительно может сработать. Так что да, я пойду. Вот. Боже, ну ты Лулошка. дурак, а? Раз уж тебе жить надоело. Ладно, давай сделаем это. Боже. А у тебя провизия-то хоть какая-нибудь есть? Тихо, не отвечай. Вот, ну, утащила у меня из сундука в пещере, где нас держали. О, какая женщина! Ее схватили, а она даже в этой ситуации нашла для себя выгоду. Сдерик, хватит. Да, слушай, Сдерик, ты такой слащавый. Да уж.
Ну что, Лолошка? Да, Лолошка, давай, надевай свою маску. Ой-ой-ой, сейчас. Мне ее найти надо. Вот она, эта масочка. Надеваем. Все. Меня никто не заподозрит. Ой, насколько же это меняет твой облик. Ну ладно, давай, вперед. Ох, не нравится мне все это. Если что, парень, мы будем прямо за тобой. Удачи! Окей. Че, прям за мной? Че, прям... Ага, и все, они тут, видимо, что-то обсуждают. Слащавый Сдерик. А куда мне идти-то? Я ничего не понял, подожди. Вообще, как я помню, Синдбад показывал куда-то туда? Или мне надо вернуться сюда? Я не понял. А, ну хотя, погоди, вот есть какой-то проход. Да, наверное, все-таки сюда, куда показывал Синдбад, потому что это очень логично выглядит. Слышу что-то. Ой, сколько там людей, погоди, что? О! Охренеть, какой гул. Тарик, это ты? Да, это я. А Умар-то где? Застрял в винной лавке. Простите, кто? Сделать особый жест. Блин, ребята, вдруг это, короче, обманка? И то, что они спрашивают, где Умар, на самом деле этого человека не существует. То есть нужно просто ответить жестом. Ты ё-моё, Тарик, брось эти формальности, а? Мы же не в Нарфонисе. Что, Умар опять застрял в винной, да? Ты не бойся, не бойся. Тебя-то я ругать за это не буду. Ты лучше давай. Показывай, что принес уже. Жрать охота. О, как много. Так, еще раз. Мы сейчас их отвлекаем и в этот момент воруем взрывчатку, да? Сейчас я еду найду, да. Сейчас. Ой, там Бурис, кстати, Бурис стоит. Вон он. Ну и долго ты копаться-то будешь, а? Жрать охота, выкладывай еду. Мне дали 9 хлеба с медом и 4 тарелки жареной курицы, которые так много восстанавливают, обалдеть. Так, ну вот получается. Или мне сюда надо? Куда? А, все, я понял, тебе. Так, и хлеб. Ты опять ты все на меня скидываешь, ты с ума сошел, а? Жрать подано! Да, блин, ну сколько можно было ждать? Воу, ни хрена! Надо бы пойти проверить наших пленников, сменить конвоиров. Кстати, а где Умар, а? Так, пленники сбежали же. Не, это я не нажму точно. Не надо. Что с ними там будет-то, с этими конвоирами? Провизия у них есть. А давайте я их сменю, а вы ко мне потом Умара пришлете. Блин, ну если мы сменим, то они будут должны прийти сюда, а они потом не придут, и он такой, а чё это они не пришли? Не надо. Что с ними там будет-то? Провизия у них и так есть. Умник, а? Вот и сменщик нашелся. Ладно, ты не переживай, Тарик, я с тобой пойду. Не-не-не-не-не. С ним Умар пойдет, как вернется из винной. Нечего напиваться, как последний ханзир, а? Ну ты-то че встал, Тарик? Иди давай. Да, ладно. Так, в итоге, О, смотрите, Инти пропал, вот просто при мне. Да, пока. Ой-ой-ой. О, боже мой. Черт возьми, я поверить не могу, что это реально прокатило. Лолошка, ты правильно сделал, что не стал сам вызываться проверить пленников. Они бы однозначно просекли, что что-то не так. Ну ладно, а теперь давай взорвем этих гадов. О! Ни хрена себе! Тихо! Та-та-та-та! Кинематографическая! Ёпа! Я ничего не слышу! О, мои уши! Боже! Черт возьми, Убивайте ребята, что этих за тварей! чертовщина? Вперед, Что? бейте их! Эй, о, черт, О! Лолошка, помоги Ой-ой-ой! мне! Бляха-муха, Бурис, Помоги мочи мне, их! здесь Твари! внизу! Так, я понял, что нужно... Так, Бурис, ты подожди, как ты дерешься? Сюда! Ни хрена себе, а я тут вообще нужен? нет? Хара тебе в рожу, сраный Я урод! тут как будто и не нужен. Да, слушай. Эй, Лолошка, там Чёрт возьми, сверху! Разберись с лучниками! Я понял, ладно, хорошо, сейчас разберемся. Собрали весь шахтерский остров. Все услышали, да? Конечно, взрыв-то у нас не маленький. Пошел! Так, ё-моё, Бурис, тебе нормально? Вот этот вот неизвестный, он какой-то сильный. Черт возьми! Да уж, это было тяжело. Какой-то ханзир врезал мне рукоятью меча прямо в бок. Синяк будет месяц держаться. О, обалдеть. О, Сдерик. Сколько тут... Идем, ребята, идем. А Кетра будет беспокоиться. Ну, как заговорил, а? Мы бы управились куда быстрее, если бы ты помог нам. Бурис, я строитель, а не воин. Это ты поклоняешься Роносу. Опа.
И что это, по-твоему, должно значить, а? Нет, Бурис, ты чего сразу взъелся-то, а? Ты же знаешь, я не поддерживаю эти ссоры между последователями твоего и моего богов. Ну ладно. Живи пока. Эй, вот они, смотрите! О! Быстрее, остолопы! О, живые! О, что-то слишком часто я переживаю за ваше благополучие. Леди Акетра, а где Синдбад? А? То есть... О, кстати. Что? Я думала, он с вами. Эй, друзья! Лолошка, это же ты, да? Да, господи. О, от лица всех жителей Шахтерских островов мы благодарим вас. Прошу вас, не покидайте нас прямо сейчас. Останьтесь хотя бы на пару дней. Позвольте нам проявить свое радушие. Пойдемте скорее в деревню. А, так погоди, мы всех убили? О, ема. Мы всех Друзья, прошу. Мы с вами больше месяца жили в условиях подавленности. Мы никак не могли работать, не могли выходить из своих домов и не могли свободно дышать. Но сегодня, благодаря нашим героям, во главе с Лолошкой мы снова обрели свободу. И я считаю... Да, спасибо. Я считаю, что никто не станет отрицать, что за свободу надо платить. Верно. Именно поэтому мы приняли решение, что шахта теперь будет работать на тебя, Лолошка. Все, что мы добудем в шахте, теперь твое. Как распоряжаться нашими ресурсами, решать тоже тебе. Что? То есть, это же здорово! Лолошка! Да, однако с этим доходом приходит и ответственность. Содержание шахтеров ляжет на твои плечи. Инструменты, происшествия в шахте и все остальное. Готов ли ты взять это на себя, Абд? Так, подожди, стоп, это сон какой-то? Меня там, может, по башке ударило динамитом и все такое? Типа, я вас спас, и за это мне дарятся шахты этих островов? Нет, что-то подожди. Это для меня большая честь. Я буду рад стараться ради вас и вместе с вами. Слушайте, Фарах, а у вас уже есть наверняка какие-то налаженные системы? Можно мне доход без ответственности? Наверное, нельзя, да? Нет, спасибо. Вы сами говорите, что я Абд. Управление шахтой задачка не для меня. Я чё, дурак от такого отказываться? Не, на самом деле, наверняка навлечет на меня это очень много обязанностей, раз он так говорит. Но я хочу, это большая честь для меня. Да. О, за Лолошку! Вот. Ой, блин. Я что-то один остался. Так. Слушай, давно все разошлись. Ты чего тут продолжаешь сидеть-то? Я понял. Хочешь немного побыть один, да? Слушай, мне поговорить, я надолго тебя не задержу. А Кетра щедро отблагодарила меня за то, что я согласился предоставить свой дом целиком в ваше пользование. Знаешь, ваша госпожа очень заботливо относится к своим абдам. Некоторые бы даже сказали, что как-то по-семейному, что ли. Скажи мне, у тебя какие отношения с леди Акетрой? А чё тебя это интересует, а? Я принимал с ней ванну. Я ее Абд, она моя госпожа. Какие еще у нас могут быть отношения? Из меня плохой Абд. Мы с Акетрой скорее друзья. Я принимал с ней ванну. Не, ну вообще я не буду ему много чего рассказывать. Давай, я ее Абд, она моя госпожа. Какие еще у нас могут быть отношения? Да, действительно. О чем это я думаю? Ладно, мы за время комендантского часа привыкли рано ложиться. Да и ты, наверное, уже устал. Всего доброго тебе. Спасибо за спасение наших островов, Абд. Пожалуйста. Так а разве это я сделал? Как будто я не... Ну я не то чтобы... Ой, бога ради, отпустите меня!
Мертвый куст! Пусти! Так, вот, короче, я как будто вроде бы не больше остальных сделал. Типа, теперь это мои шахты, и все, что в ней добывается, теперь мое, да? Или как он сказал? Все, что мы добудем в шахте, твое. И как распоряжаться нашими ресурсами, решать тебе. Чего? Пока что я не вижу, чтобы хоть кто-то работал. Это мне просто так сказали, да? А, стоп, что? Чел что-то в сундук положил, погоди. О, стоп. Да ладно! Они реально добывают, то есть мне это не надо трогать, да? Вы сами это будете делать? Стоп. А тот чувак куда пошел? А ну-ка, неужели? Если это реально будет так работать, как он сказал, то это имба... Вау! А где ресурсы-то появляются? Как они появляются? Там сундук, получается, был. Он в него вроде бы начал что-то складывать, но в самом сундуке при этом ничего не появилось. Как это посмотреть-то? О, люди появились, кстати. Только что. Представляешь, белолицы оставили свои инструменты. Я украл одну кирочку. О, и что, опробовал уже? Как она? Не, я еще не пробовал. Но в руке намного удобнее, чем моя старая. Жаль, что там больше их нет. Я бы хотел себе новую. Не, забей. Нами теперь руководит Абд. Так, то есть... Как быстро разлетаются новости. Даже я еще как бы не допер до то, что я, оказывается, что-то тут руковожу. Ребята, вы чё? Это слишком какая-то сильная серия для того, чтобы вот так вот просто взять и подарить мне Шахтерские острова. За то, что я спас их от Той Фетуна, да? Интересно. А тот в серебряной маске, он тоже умер? Ага, Лолошка их всех завалил. Прям в одном ответвлении. Из него не было второго выхода. Если он еще не умер, то... Это просто вопрос времени. Это ужасная смерть. Но я считаю, что они ее заслужили. Не уверен, что кто-то подобного заслуживает. Это правда. Кстати, а у меня же маска-то все еще надета, давайте мы ее снимем. Узнаете? Да я спас вас, да, я. Здрасте. Стоите тут вам, давайте вот так проходим. Чем глубже в шахту, тем меньше там воздуха. Чел. Я не знаю, как это комментировать. Чувак в депрессии просто. Ай, бляха. У меня такое ощущение, что я смогу, короче, дарить кирки, чтобы эта шахта работала лучше. Типа, погоди! Так вот оно что! Помните, 2 серии назад я увидел вот этот значок с шахтой. Ну, то есть не шахтой, а с киркой. А теперь становится понятно, что это такое. То есть я реально смогу эту шахту прокачивать, видимо. Йоу! Я боюсь просто ломать здесь какие-то руды, потому что мне кажется, что если я сейчас это сделаю, то, ну, как-то сюжетом поломается. Они ж тут ходят, что-то добывают. Как-то это, наверное, неправильно будет выглядеть. Ладно. Копай, давай. О, стоп, что? А вот это уже интересно. Тут же буквально вот только что, когда я пробегал, не было ничего. Так. Ну? Я даже подожду специально. Ага, все так же 2. То есть я так понимаю, то, что с каким-то шансом, да? Обалдеть! Оно реально постепенно появляется, но очень мало, типа, очень мало. Я думаю, то, что да, мы, наверное, сможем это все прокачивать. А вот как мы это будем все прокачивать и сможем ли мы это делать, узнаем уже в следующих сериях. Если мне действительно добавили механику, где я смогу прокачивать целый остров, я буду обожать этот сезон всем своим сердцем. Всем, просто всем. В любом случае, на этом я буду постепенно заканчивать. Надеюсь, то, что вам понравилась данная серия. Экшона хоть отбавляй, блинский. Еще и стелс запихнули. Пожалуйста, не забывайте подписываться. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, потому что все ваши кнопочки нажатия, прикосновения по сенсорному экрану, возможно, все это огромный буст к мотивации не только меня, но и команды. Заметно то, что сюжет становится все более запутанным, у самого сюжета появляется оболочка, все более проработанная, и на все это влияете вы. Надеюсь, вы это понимаете. Не забывайте также приобретать мерч на мироходец.ру, может быть, там что-то вас зацепит. У нас, правда, очень много мерча. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и... какая-то механика. Всем удачи, всем пока. Пока. Сейчас еще и огонь найдем, ох, я уверен. Там на миникарте как будто кто-то стоит, что? Я очень надеюсь, что я сейчас не поломаю сюжет. Молот Монту. Ой. Ай, Лолошка, бежим отсюда! О!
Емать! Так, ребят, не верю то, что это произношу, даже сам еще толком не отошел, но за спасение Шахтерских островов новый владелец этого места теперь я. Могу ли я как-то прокачивать это место? Могу ли я прокачивать эти острова? Пока что неизвестно, но я заметил то, что до этой серии у меня появилась еще какая-то новая механика. То есть, понимаете, да? Еще даже это не раскрылось, а тут какой-то череп появляется. Бога ради! Это слишком круто, чтобы быть правдой. Давайте узнаем, что это такое прямо сейчас. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Сезон, в котором мы будем делать бизнес, в котором мы будем делать бабки. Напоминаю, история идет примерно так. Мы приплываем на Шахтерские острова, нас окружают, сажают в плен, мы выбираемся, спасаем Синдбада, а после уничтожаем... Не так. Уничтожаем подпольный пост тайного общества Той-Фетун. По итогу, в благодарность за спасение, жители Шахтерских островов сказали, что теперь я их новый владелец. Я владелец этого огромного острова. А, ну и вот этого получается. Если вы поплыли на этой информации, то, знаете, я тоже до сих пор не отошел. Стать новым владельцем — это как будто не то, чего я ожидал, но в то же время я не против, честно говоря. То есть это что получается? Вы теперь работаете на меня, да? Батрачить будешь? Так, кто тут еще будет? Ребенок, будешь на меня работать? Ой. Что? Что? Мой папа говорит, что это вы спасли наш остров, да? А, ну да, получается я. О, спасибо. Спасибо вам, Лолошка. Хе-хе. Даже имя уже знаешь. Единственная у меня не раскрыта тема. Ты батрачить на меня будешь или нет? А? У меня есть мяч, но он лопнул. Но он есть. Просто он дома. Ну понятно. Раз уж я владелец этого места, давайте подумаем, что я бы здесь изменил. Так, какого черта здесь лодки разбросаны, а? Это что такое? Ой. Так, нет, стоп, а посмотреть? Ничего нет. Я бы побольше мостов поставил, я бы убрал все эти сорняки, да, 100%. Так, тут еще какие-то лодки. Здравствуйте, ребенок, поговорим. У нас на острове часто бывают грозы. А вы не боитесь гроз? Не боюсь. Могу ли я написать? А, видимо, ему плевать. О, здравствуйте, жительница. Скажете что-нибудь? Я ваш новый владелец, кстати. Нет? Ну ладно. Если что, то я, по идее, знаю, что нужно делать. Пойти к Бурису или Абди. Что-то там стоят, молчат. Но мне очень интересно раскрыть это место. Потому что то, что здесь добывают руды, это одно. А вот, ух ты, еще шахтеры появились. А вот могу ли я как-то все-таки влиять на это? Это другое. Привет, уголь добывается. Ничего, пусто. О, ты погляди! Стоп! Ребята! Шахтерский сундук сторителлинг. Апгрейдящийся сундук. Что за нафиг? Этого точно не было. Либо я очень жестко это пропустил. Учитывая то, что здесь есть вот эта приписка Storytelling, значит, это по-любому сундук по сюжету. То есть вот здесь что-то должно появляться, да? А почему тут никого нет? Алло, ребята, сюда, работать! Наверное, сначала надо здесь что-то прокачать, да? Вот эта механика, кстати, не открывается. Вот я пытаюсь по ней нажать, но ничего не происходит. Значит так, двигаемся по основному сюжету. Может быть, сейчас что-нибудь узнаем. Эй, привет, Абди, поговорим. О, представляете, люди в масках. У них была сила, чтобы контролировать целые острова. А теперь вы их разозлили, Лолошка. Иногда мне кажется, что вы, Лолошка, куда больше поклонник Нефмтити, чем я. Иначе почему вы постоянно пытаетесь себя убить? Я не понимаю. Ради чего все это? Неужели ради Синдбада, который пропал по итогу, и огней, которых не существует? О, я восхищаюсь вами, но никогда не пойму вас. А еще мне этот Синдбад вообще не нравится. А вы нравитесь. Вот. Ага. Кстати, а ведь и правда, Синдбад-то пропал. Помните, после взрыва мы его не видели. Не-не-не, мы его не видели даже до взрыва. Ах ж, Синдбад-то, ё-моё. Мы тебя тут спасаем, вроде бы нормально общаемся. Ну-ка, насколько нормально мы общаемся? А, ну... ну да. Почти нормально. Кстати, у него тут повязка вся поломанная, фингал под глазом, все по канону. Так, Абди, давай-ка я тебе, наверное, хлеб дам. О, спасибо.
Сегодня я буду засыпать счастливым. Угу. Отношения, конечно, и так максимальные. Так, привет, Борис. Поговорим? Ого, Лулошка. Я рад, что все вчера прошло хорошо. Правда, я так и не понял, куда по итогу пропал Синдбад. А еще мне не нравится, что мы поубивали кучу народа. Не пройдет нам это даром, ох, не пройдет. Хра. Я не ожидал, что Фарах отдаст тебе управление шахтой, честно говоря. Видимо, он ждет, что раз уж ты под покровительством Акетры, она поможет их содержать. Хотя, возможно, он пытался таким жестом Акетру впечатлить, да. Фарах всю жизнь прожил на островах. Он считает себя хитрым, но... Нет. Его очень легко прочитать. Он помогает мне переправлять тех, кто хочет попытать счастье в Наре. Ха. Мне кажется, знаешь, это делает его хорошим человеком. Да. Угу. То есть все-таки Фарах хороший. Просто то, как ты к нему относился буквально серию назад, это было, ну, не очень как будто. Но вот это, кстати, хорошо объясняющая фраза. Видимо, он ждет, что раз уж ты под покровительством Акетры, она поможет их содержать. Это реально логично. Теперь понятно, почему мне это подарили. Эй, ребят, привет. Что-нибудь скажете? Знаешь, я уверен, что тот, кто был в золотой маске, это самый главный из них. Ага, еще знаешь, я думаю, что это была женщина, потому что походка у нее была слишком такая женская. О, да, кстати, да, правда? Ага. Подожди, то есть здесь был глава Туэфетун, но это не Салман Муджалид, да? Или погоди, у Салмана Муджалида золотая маска или нет? Я забыл реально. Я специально даже сейчас серию пересмотрю, погодите. Итак, я снова с вами. Да, у него золотая маска, но при всем при этом Салман Муджалид это явно мужик. А может быть, Салман Муджалид даже и не глава вовсе. Короче, это мы, я думаю, все узнаем. О чем мне в итоге... Мне вот интересно, были ли среди людей в масках женщины? Не, дружище, мне кажется, нет. Знаете, мне тоже кажется, что нет. Женщины не бывают такими жестокими. Та, ну да. Маловато ты женщин знавал, значит. Ну, кстати, смотрите, уже второй диалог про женщину. То есть, вполне вероятно, что нам намекают, что во главе Туэфетуна идет какая-то девушка. Тут кто-нибудь есть? Здравствуйте. Так, здесь мы были, здесь у нас сражение было. Интересно, трупы убрали? О, да, трупов больше нет. Оу. Простите, ребенок. Поговорить? Что случилось? Мама дала мне 10 утенов на неделю, а я их потерял. Теперь она больше мне не даст утенов, и я не смогу купить себе яблоко. Дядя, почему деньги так легко терять и так сложно копить? Слушай, молодой, научиться копить действительно сложно, но есть способы, как облегчить тебе эту задачу. Правда? Правда? Ты спрашиваешь? Конечно, ведь с картой Тинькофф Джуниор уже не потеряешь деньги на улице. И это далеко не единственный плюс. Это настоящая дебетовая карта для детей до 14 лет в крутых дизайнах. С этой картой ты можешь научиться лучше копить деньги, ведь с подпиской Тинькофф Про ты будешь получать до 7% годовых дополнительного дохода. Деньги лежат и растут. С картой Тинькофф Джуниор выгодно не только копить, но и тратить. Копи бонусы за покупки, 1 бонус равно рубль, и трать накопленные баллы в интернет-магазинах, кафе, фастфуде и так далее и тому подобное. О, а теперь самое сладкое. У карты Тинькофф Джуниор есть крутое приложение, как для детей, так и для родителей. Все скучные домашние обязанности теперь могут приносить доход. Родители в приложении могут дать ребенку задание и назначить награду за его выполнение. Вот это я понимаю плюс к мотивации. Мне бы такое раньше. Да-да, дорогие друзья и их родители, переходите по ссылке в описании и оформляйте свою первую банковскую карту Тинькофф Джуниор. Еще раз, ссылка в описании. А ты, ребенок, не знаю, ребенок, вот, возьми яблоко, не страдай. О, я с этой картой смогу к концу года себе столько яблок купить. Кстати, спасибо, дядя. Да, не за что. Кушай на здоровье там. Не теряй свои утены. Тинькофф Джуниор. А? Папа говорит, что когда я вырасту, я буду работать в шахте. Хе-хе. Поздравляю. Стоп, что? О, Акетра! Погоди, это ж тот самый дом. Акетра! О боже, Лулошка, это ты. Я все никак не могу перестать думать о том вчерашнем парне в шахте. Какая у него была жизнь? Кем он был?
Как он пришел к тому, чтобы стать членом Тои Фетуна? Черт, когда я представляла себе наше приключение, я и подумать не могла, что я... Что мне придется... Что... Я убила человека, Лолошка! В тот момент я думала только о том, что либо я его, либо он меня. Но ведь... Я не знаю точно, что они хотели с нами сделать. А теперь мы уже никогда этого не узнаем. Я знаю, что наш мир жесток. Человеческая жизнь в нем не имеет никакой ценности. Я понимаю и принимаю это. Но я всегда думала, что я выше этого. Что я никогда не отберу ничью жизнь. Когда ты убил тех бандитов в сладком утенке, я подумала, что все правильно. Это даже не вызвало никакого сожаления во мне. Только взрыв адреналина. Но я бы никогда не подумала, что лично я смогу просто взять и убить. Я всегда много тренировалась. Я хорошо умею обращаться с оружием. Попадаю в яблоко с 20 метров. А при хорошей погоде с 30. Умею драться как на коротких, так и на длинных клинках. Я не невинная девчонка. В моей жизни были разные ситуации. Но все эти тренировки были скорее развлечением. Способом выпустить пар. Навыками, которыми я могла просто похвастаться перед богатыми персонами. Я никогда не думала, что мне придется применить силу против кого-то. Только прошу тебя, не говори ничего. С этим я справлюсь сама. А у тебя, кстати, теперь еще и шахта своя. Тебе нужно позаботиться о ней, Лолошка. Оставь меня одну, прошу. Так, ладно. Я в целом как-то просто заметил вас тут это и все. Статус отношений, положительные подарки, книга и перо. У меня тут, кстати, есть чародейская книга. Давай-ка попробуем подарить ее. Возьми. О, никогда бы не подумала, что ты можешь такое придумать. Спасибо. Вот это я понимаю, хорошо. Ну, хоть как-то, надеюсь, я вам угодил. Значит, что мы поняли из этого диалога? А Кетра у нас необычная женщина. Она как минимум может драться, она может стрелять. Из предыдущей серии мы поняли то, что у нее еще какая-то заточка вечно в рукаве, благодаря которой мы выбрались. Еще я заметил то, что Акетра с нами общается скорее как с другом. Это правда заметно, потому что ни с кем больше она так эмоционально себя не ведет. Только со мной. Видимо, я действительно ей понравился. Лолошка, я же сказала, мне нужно побыть одной. Уйди. А серьезно? А как я мог... Ладно, я ведь в следующий раз реально не буду никого доставать. Охренеть, просто -5. Только-только +3 за книгу получили, и тут бам. А вот сейчас, ребята, я с полной уверенностью могу сказать то, что я не совсем понимаю, что мне нужно делать. Типа с Бурисом и Абди мы поговорили, стоп. Что это сейчас было? Чего? Стоп. Синдбад? Синдбад! Так, я понял, походу мне нужно написать. Эй, Синдбад. О, Лолошка, сейчас погоди-ка. А вот ты где. А я тебя и не искал, кстати. Я искал огонь. Ваша большая вечеринка на всю деревню помогла отвлечь жителей. Спасибо тебе, Лолошка. Огонь я, кстати, так и не нашел. Да это потому, что я не там искал, кстати, да. Когда я понял, что в шахте нет огня, пришел на этот кран посидеть. Ну, подумать немножко. Когда я забираюсь куда-то высоко, Лолошка, мне много видно. Я как будто начинаю мыслить шире, что ли. Я понимаю, что некоторые считают меня сумасшедшим, но выслушай меня, Лолошка. Из легенд мы знаем, что огни — это артефакты, созданные богами и спрятанные где-то в Мисре, верно? Да. Ну то есть, да, из легенд мы это знаем. Ну вот видишь? И эти артефакты никто не может найти. Тоже верно? Да, получается. Ну, вот именно. Хотя эти артефакты существуют с самого начала нашего мира. И что? Да, наверное. Вот именно, Лолошка. Это значит, что огней не существует. Ну, то есть я имею в виду в той форме, в которой все привыкли их представлять. В детских книгах огни изображены в виде ярко пылающих огненных шаров. Но это ж глупо, глупости какие-то. Очевидно, что артефакт должен вписываться в окружение. И вряд ли он будет в том месте, где часто ходят люди. Я вот думаю, что надо искать где-нибудь здесь. Или вообще на каком-нибудь дальнем острове. Ты это...
Со мной пойдешь искать, а? Ах, ну ты тараторка, конечно, а. Да, в целом, давай. Подожди, прямо сейчас или что? Да, вот это я понимаю, парень. Я и не сомневался. Пойдем за мной. Знаешь, эти белолицы, они, как там, называют себя Той Фетун. Интересно, кто из них придумал такое название? Ведь это слово очень-очень древнее. О, древнее? А ты откуда это знаешь? Так называлось восьмиголовое чудовище с 16 лапами, представляешь? Мне кажется, что они не просто так выбрали это название, ой, не просто. Думаю, кроме какого-то символического значения, есть вполне себе понятное. Я думаю, Лолошка, что у них 8 главарей. Да, не знаю, слышал ты или нет, но многие местные обсуждают какую-то женщину, которая приплыла сюда в золотой маске. Я думаю, что она одна из главарей. И я думаю, что они теперь точат на нас с тобой зуб. Или скоро начнут. Не знаю, насколько ты осознаешь это, поэтому просто скажу, Лолошка. Той Фетун и власть неразрывно связаны. Так что не удивляйся, если уже завтра окажешься в списке. Оу, кстати, об этом я не думал. А ты ведь прав. Ты это, поговори с Акетрой-то. Что вы будете делать в этом случае? Пусть она как-то демонстративно изгонит тебя, или там инсценируйте свою смерть, а? О, вот это прикольно. Иначе твоя госпожа должна будет сдать тебя. Или сама впадет в немилость. Как бы то ни было, Ложка. С этого момента тебе придется быть куда-куда осторожнее. Но я вот в порядке, как видишь. Ты не переживай, тоже справишься. Сейчас еще и огонь найдем, ох, я уверен. Пойдем дальше. Ты, конечно же, в порядке. Фингал под глазом. Бедная твоя бандана. Кстати, а куда мы идем? Я не понял. Соседний остров, да? Тут кто-нибудь есть вообще? Ну, тут тоже сундуки стоят. Тут вообще много чего стоит, я смотрю. Но неужели легенды гласят, что именно здесь огонь? Блин, прикольно на самом деле продекорировали, да? То есть видно то, что это прям шахтерские острова. Слушай, Лолошка, а давай-ка ты первый вперед пойдешь, а? Мне кажется, у нас вчера отлично получилось, да? Помни, по легенде, огонь обеспечивает равновесие, баланс в месте, где находится. Так что будь осторожен. Пойдем. Так, сейчас, погоди. Факел надо взять на самом деле. Факел это 100% важная штука. И на всякий случай посмотрим сундуки. Дайте мне утенов, дайте мне денег, дайте что-нибудь. Не будет, да? Ну ладно. Значит, пойдем вниз. Знаешь, вот этот вот скелет не самое лучшее украшение при входе в какую-то пещеру. А вот эти черепа тоже как-то не дополняют уюта. Ладно, может быть, все-таки утенчиков подарите. Так, давайте смотреть по миникарте. По миникарте вот здесь тупик, но мало ли что-то найдется. Поэтому мы в любом случае осматриваем. Судя по зарослям, здесь давно никого не было. Очень-очень давно. То есть эти шахтерские острова, именно этот остров, скорее заброшен. Но, может быть, мы как-то это опять же сможем прокачать в дальнейшем, потому что я верю вот в это. Я клянусь, я думаю, то, что это и есть шахтерские острова. Стоп, погоди! А тут как будто что-то есть. Вы посмотрите на миникарту. Там на миникарте как будто кто-то стоит. Что? И тут никак нельзя пройти, кроме как вот этого места. А я могу это ломать, интересно? Я очень надеюсь, что я сейчас не поломаю сюжет. Я не понял. Я в итоге должен был или нет? Просто ничего не происходит, и я такой, статуя Иноса. Молот Монту. Ой. Ай, Лолошка, бежим отсюда! О! Емать! Что я сделал, бляха-муха? Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Охренеть, как это красиво! Но я не ожидал то, что легенды не врут. Подожди, там написано молот Монту. О! Ой-ой-ой. Ой, что происходит? Лолошка! Эй, иди сюда! Значит, ты все-таки нашел молот. Молодец. Но, должен признаться, у тебя ушло на это сильно больше времени, чем я помнил. У меня слишком мало сил на долгий разговор. Послушай, то, что ты устроил в Междумирье, было хоть и благородно, но это не тот результат, к которому ты должен был прийти. И когда же ты уже перестанешь забывать? Ты мироходец, Лолошка! Гнев Мтити не просто так рассчитывает на тебя. Она права.
Ее миру угрожает опасность. Цель, которую преследует Тойфетун, находится за пределами их понимания. Ты должен их остановить. Не только ради спасения Мисра. Все твои приключения имеют высшую цель. Осколки временных парадоксов впиваются в тело реальности, Лолошка. Ты не мог знать, что будет так, как и твой глупый пернатый друг, который считает себя всеведущим. Но он может помочь. Найди Джодаха, Лолошка. Найди его. Что? Боже, это было так эпично сейчас. Лолошка, вот это поворот! Это что же получается? Мы нашли! Ой, блин, да, нашли! Найдено! Нашли! Мы нашли молот Монту! Так, тихо. Откуда ты узнал про то, что один из артефактов здесь, на Шахтерских островах? Да, откуда? Ты как будто прям четко знал то, что он вот прям здесь, прям тут. Все тебе расскажи, Лолошка. Да, ладно, расскажу. Я ж картограф, ты чё? Прежде чем куда-то отправиться, я изучаю всю информацию. Ну, что смогу добыть? Читаю древние источники, новые источники, спрашиваю людей, собираю легенды. Да, я, конечно, понимаю, что это все скучно, поэтому обычно об этой части работы я как-то не рассказываю, что ли. Как и о том, сколько времени и усилий нужно на создание одной лишь карты. В общем, в процессе этой работы всегда находятся всякие интересные бумажки. Так я и узнал про Дизина Хвамдис, и про Тойфетун, который это, ну, чудовище, и про молот Монту. Ой, слушай, ты давай, может быть, здесь пока побудешь, а? А я пойду объясню жителям деревни, что... ну, у них третий остров куда-то делся. Ты у них теперь местный герой. Не нужно им знать, что из-за тебя местный остров ушел под пески. Ты это... приходи завтра. За это время я уж точно как-нибудь выкручусь. Ха-ха, молот оставь себе. А, что, реально? Ой, исчез. О, ребенок? Ребенок бежит какой-то. У меня там была игрушка! А, Моя любимая! Как я теперь без нее? Как так произошло? Почему остров ушел под пески? Ребенок, давай я тебя просто выкину в пески, и тебя никто не будет искать. Я не умею успокаивать детей. Это была кара богов за то, что ты плохо себя вел. Иногда в мире случается что-то, на что мы не можем повлиять. Нужно научиться с этим жить. Что это была за игрушка? Давай сделаем тебе новую. Сложно. Хочешь, молот дам? Так, ладно, что это была за игрушка? Давай сделаем тебе новую. Это была глиняная лошадка с гривой из сена. Ее мне сделал отец перед тем, как уплыл на заработки в Нарфанис. Не вернулся. О, ладно, так, еще сложнее становится. Зачем плакать по подарку от человека, который тебя бросил? Ужасно, отвратительно, нет. Я сделаю тебе новую игрушку. Ты уже взрослый, пора прекращать играть с игрушками. Я сделаю тебе новую. Здорово. Я живу на этом острове в доме, который ближе всего к шахте. Буду ждать. Мне дадут новую игрушку. Так. Вот. Получается, у нас вдруг резко появилось задание. Мы тут молот жесткий получили, а нам дают задание глиняная лошадка. Я пообещал одному милому малышу сделать ему игрушку. Вот так вот. Так, и в итоге, что это такое? Молот Монту. Удерживай Shift для подробной информации. Способности. Удар Монту. Ощутите себя богом, ударив по земле могучим молотом. Вызванная ударом волна выбивает на поверхность все ценное, оставляя под ногами лишь пустую породу. Улучшение способности снижает перезарядку и увеличивает радиус поиска руды. Геолого-разведка. Сила бога труда позволяет вам с легкостью прорубаться сквозь твердые породы. Улучшение поднимает радиус разрушения блоков. Так, окей. Как пользоваться еще раз? Ударив по земле. Бам! Бам! Воу! Стоп!
А, господи, я уж думал, до города пойдет. Ага, то есть, получается, я должен был руду какую-то найти, но при этом руды-то здесь нет. Но, ребята, Синдбад-то у нас, оказывается, не такой простофилик, как мы думали. Это реально картограф, черт возьми. Изучает кучу информации и даже смог найти огонь. Только почему он мне его оставил? Ладно, давайте вот что сделаем. Мы принесем этому ребенку лошадку, и для этого нам понадобится глина, а также листья дерева навина. Листья дерева навина. Навина это что у нас вообще такое? Я первый раз такое слышу. Нашел! Листья дерева навина. Так, мне нужно, чтобы добыть, получается, ножницы, которые, благо, у меня есть. Шикарно, шикарно, шикарно. И мне нужно 2 таких листочка. Так, вот это вроде бы. Ага, забираем. У меня тут верстачок есть. Поставлю его куда-нибудь сюда. Надеюсь, он не пропадет. Все это объединяем и получаем глиняная лошадка. Все. Он сказал то, что ближе к шахтам домик, да? Это вот этот или вот этот? Господи, ребенок еще выглядит как все остальные. А, или погоди, это же вот этот ребенок. Я же еще пробежал его. Эй, здорово. Возьми. Надеюсь, это ты. О, Да. О, совсем как та, что мне подарил папа. Я верю, что он вернется ко мне. Кнеф Мтити обязательно позаботится об этом. И плевать мне, что его лодочку обстреляли огненными стрелами. Когда он вернется, я скажу, что нашел лекарство от его болезни. Спасибо тебе, Лолошка. У меня лошадка. Вау. Какие жесткие тут истории-то, на самом деле, если так просто задумываться над тем, что говорят дети. Давайте сразу проверим, мне дали что-нибудь за это? Наверное, да, потому что вот у меня до железного 300 опыта, до золотого 1300, лазотеповый 5400. Да, ну понятно. Кстати, а вот молот Монду, давай попробуем его использовать где-нибудь. А вот там, наверное, где никого нет. Вот это вот местечко, допустим, вот здесь. Сюда, сюда, сюда. Ой-ой-ой, оно реально работает, ты посмотри. Меди тут не было, оно где-то там было. Ха-ха. И золото чуть-чуть поднялось. Крутяк. Это, наверное, лучше всего будет работать не здесь, не на Шахтерских островах, а где-нибудь на Зеленом континенте. Да, то есть если я там ударю, то там больше руды, И я смогу это все добыть. Я обязательно, черт возьми, добуду. Кстати, погоди, он что, копает быстро? Йоу! Так ты погляди, он еще и не ломается! Я его должен зачаровать. Я его должен как-то проапгрейдить. А вот как апгрейдить, честно говоря, я что-то и не понял. Все, ребята, теперь понял. Я только что узнал. Оказывается, нам нужен тот самый стол, который когда-то давным-давно я уже создавал. Стол исследователя. То есть мне этот молот нужно исследовать. Делается он из золота. По сути, у меня все есть, кроме, наверное, глоустоуна и красной шерсти. А вообще, этот стол у меня стоит на Зеленом континенте. Вот бы я его смог забрать-то, а? Короче, что я могу сказать, ребята? Междумирец. Вы если думаете, то, что я вот сразу увидел это и забыл, нет. Я каждую секунду сейчас держу в голове то, что мы спустя 2 сезона, то есть в «Голосе времени» вообще его не было, встретили Междумирца. И не просто встретили, он с нами заговорил. Все-таки его отголоски еще присутствуют. Меня, знаете, немного смутила его фраза о том, то, что я помню это куда быстрее. То есть то, что я нашел молот, то есть получается моя история уже написана. И нахождение молота Монту это лишь вопрос времени. Но при этом Междумирец не особо доволен моим выбором. Дело в том, то, что мы же стерли Междумирье. Это, конечно, не так важно, думал я, но, по всей видимости, важно, если об этом говорит Междумирец. Вопросов стало не просто много, ребят. Они все, что были, усилились, и добавилось еще 1000 новых вопросов. Как минимум один главный. Междумирец живой по итогу или нет? Напомню то, что по событиям сезона Игра Бога он вроде как вообще умер. Но нет, не умер. Будем разбираться, будем смотреть. Сезон просто какой крутой. Я, простите, не могу по-другому сказать, просто не могу. То, как развивается общий лор, 10 из 10. Не забывайте, пожалуйста, подписываться, не забывайте ставить лайки. Переходите по ссылке на Тинькофф или мироходец.ру, смотря что интересует. Мерч или карта. Спасибо вам большое за вашу поддержку, спасибо за ваши маленькие кнопочки по лайкам, по, опять же, подпискам, колокольчикам. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и ваша огромная мотивация. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Здравствуйте. Опа. Серебрянолицый. Кто вы? Подожди, твой голос. Он знаком мне. Ты дважды обманул меня.
Я убью тебя! А ну иди сюда! Так, предыдущая серия. Значит, владение Шахтерскими островами, первый найденный огонь, вот он красивый. И что самое главное, первая связь с Междумирцем спустя целый сезон. Спустя сезон голос времени. Да, это лишь поверхностная информация про предыдущую серию. А вообще, давайте расскажу поподробнее. Всем привет, дорогие друзья, я Лулошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лулошка. Добро пожаловать в 13 огней. Сезон, в котором мы... Бога ради, я не знаю, с чего начать. Событий дофигища. Короче, мы нашли молот Монту, что является одним из огней. Вот он такой красивый. Узнали, что Синдбад реально крутой картограф и умеет не только болтать. Помимо этого, потопили целый остров. И, внимание, впервые спустя огромное количество времени с нами связался Междумирец. Последний раз в хоть каком-то обличии мы его видели примерно год назад реального времени. Еще в сезоне «Идеальный мир». Из всего, что он сказал, мне особенно запомнили слова про то, что он уже помнит, как я находил молот. Но как он это помнит, если я нашел его, по сути, вот только-только? А еще, представьте себе, он назвал Джодаха моим глупым пернатым другом. Глупым, потому что Джодах думает, что якобы видит будущее. Междумирец явно дал понять, что время куда более сложная штука. А еще это долбаная вселенная, которая всегда стремится к порядку. Че тебе непорядочно-то, а? Вот, люди сидят, болтают, все же нормально. Короче, хоть Междумирец и назвал Джодаха петушком, он настоятельно зарекомендовал мне найти его, ибо Джодах может помочь. В чем помочь, пока что неизвестно. Но, внимание, внимание, у меня есть шикарные новости. Ребята, прямо сейчас я нажимаю на букву I, нажимаю на кирку, и та-дам! В предыдущей серии это выглядело вот так, а теперь здесь появилась кнопка «Шахтерские острова». Я еще не нажимал, специально для серии оставил, но перед этим давайте попробуем сюда нажать. Нет, эта кнопка еще не работает. Шахтерские острова. 3, 2, 1. Что это? Охрана объекта. Стражники шахты. Необходимы для безопасности. Что, погоди? То есть все-таки это реально прокачка острова? Так, еще раз. Что здесь есть? Рабочая сила. Ваши шахтеры. Они будут добывать доступные ресурсы. Улучшение нанимает дополнительных шахтеров для работы. Увеличивает скорость добычи ресурсов. Так, а у меня камень и уголь. Окей. А куда это все складируется? Сюда? Нет. Сюда? Тоже нет. Я так понимаю, это что тот самый сундук сторителлинга, да? Вот этот. Здравствуйте. Да нет, тут тоже ничего не появляется. Погоди, так я же ничего не прокачал. У меня все нулевого уровня. Ну-ка, это что такое? Спелеология. Добываемые в шахте ресурсы отображаются в ячейках сверху. Да, то есть получается сейчас только камень и только уголь. Улучшение позволяет вашим рабочим находить новые рудные жилы, увеличивает количество и шанс добычи редких ресурсов. Ага, и стоит это серебряный скоробей. Бога ради, за что? Мне и так тут на прокачке не хватает. Кстати, у меня так много ауритеховых. Надо бы потратить, это точно. Так, а это что такое? Склад. Место для хранения ваших ресурсов. Доступен как в шахте, так и на корабле коменданта. То есть, получается, ресурсы хранятся здесь, в шахте, и где-то на корабле. Данное улучшение увеличивает емкость сундука. Позволяет хранить больше добытых ресурсов. Увы, пока что никто ничего не добыл, но это потому, что я не прокачал. Поэтому давайте сделаем это. Рабочая сила! Все, первый уровень. Так, и чё, я, получается, нанял работяг, да? Эти работяги где-то появились? Просто вот здесь-то они и так копали. А там, может быть, кто-то появился. Эй, привет. Как же это работает-то, черт возьми. Мне, конечно, вот это больше всего интересно. Охрана объекта. Улучшение нанимает дополнительных стражников для охраны шахты. Увеличивает защищенность шахты и снижает шанс захвата. Что? То есть, погоди, вот это могут захватить? В общем, это реально крутая геймплейно-сюжетная фишка, но пока непонятно, как это работает. Вот, допустим, тут тоже есть какой-то сундучело. Но это явно не то, что нам надо. Да ща, погодите. Пару месяцев, и я точно куплю себе новую кирку. Таки, может быть, и вы. Я говорю тебе, я поклялся даже пить бросить, когда увидел, что остров просто исчез.
Ага, конечно. Чтобы ты бросил пить, серьезно? Видит Монту, я больше не притронусь к бутылке. Ага, ну понятно. Все обсуждают отсутствие острова. Оно как будто очевидно. От острова осталась только маленькая деревянная балка, которая к этому острову вела. Но это не отвечает на вопрос, а что мне нужно делать-то? Я на корабле побывал, я вот уже здесь побывал. Тут вроде бы ничего такого. Синдбад, кто-нибудь? Да вроде пусто. Хотя, погоди-ка, есть одно местечко, в которое я не заглядывал. Ну-ка. О, ну наконец-то. Привет, Лулошка. Ты вчера здесь ночевал? Я тебя не видела. Даже начала волноваться. Что вчера произошло на острове? Синдбад уверил всех жителей, что в шахте якобы был природный газ, который якобы взорвался. Но я-то понимаю, что все шахты между собой были связаны. И мы уже взрывали другую. Там не было никакого газа. Лололошка, что случилось? Блин, леди Акетра, почему вы такая умная, а? Что? Какой вопрос, а? Акетра, кто такой Джодах? Фига себе. Так, погоди. Солгать. Все было, как рассказал Синдбад, леди Акетра. Синдбад был прав, леди. Мы действительно нашли в шахте огонь. Вау. На самом деле, я уверен, что Акетра ничего не скажет про Джодаха. Она точно про него не знает. Ну, как будто это очевидно. Давайте вот это. Синдбад был прав. Мы действительно нашли в шахте огонь. Молот Монту. Что? Покажи-ка. Хотя стой, нет, не показывай, не здесь. Пойдем на корабль к Бурису. Обсудим все вместе. Плюс там безопаснее. За мной. О, ладно. Так, а то, что я наперевес этой штуковины хожу, это не страшно? О, хорошо, что вы здесь. Бурис ушел на сушу разговаривать о чем-то с Фарахом. А в этот момент господин мореплаватель считает, что это отличный повод досаждать нам со Сдериком. Не, мне Синдбад, если что, совсем не досаждает. Наоборот. Я с открытым ртом слушаю его истории. Да потому что вы готовы верить в любые небылицы. Эй, полегче. Абдишка, а ты не слишком ли много о себе возомнил, а? Предполагать, что мои героические истории — это какая-то выдумка. Это немыслимо. Не, ну вы слышали его? Вы слышали? Лолошка, покажи ему огонь! Тогда уж посмотрим, как он заговорит. Ну, Лулошка, интересно. показывай. Вот он. Вот. О, боже, это же молот Монту! Легендарный молот, которым Монту ударил о землю, чтобы вознестись к Селиасет! Это он! Боже, точно, это он. Говорят, что он обладает волшебными магнетическими свойствами, притягивая к себе всю руду, что находится неподалеку. Да, вот оно. Тогда понятно, что случилось с третьим островом. Взяв молот в руки, Лолошка активировал его силу. Вся руда шахты устремилась прямо к нему. Нет, я не понимаю. Да? Чё ты-то? Вот так всегда с вами скептиками. Доказательства прямо у тебя перед глазами. А единственное, что ты можешь сказать, это жалкое «не понимаю». Ты серьезно? Нет, Люди не должны обладать божественной силой, Синдбад. Представьте себе, что будет, если этот артефакт попадет не в те руки. Я уверен в Лолошке до конца, но даже самому себе я бы такое не доверил. Ну вообще ты прав, это да. Взмахом этого молота можно сравнять все шахтерские острова с песком. Да что там шахтерские? Весь Миср. Да, ребята, теперь, когда мы уже абсолютно уверены, что Той и Фету находятся за огнями, надо выяснить, зачем они им, что они собираются с ними делать. Ох. Почему у меня такое чувство, что ничего хорошего? Сдерик, так все просто, потому что так и есть. Я еще вчера рассказывал Лолошке, что Той и Фету наверняка связан с властью. Я не удивлюсь, если окажется, что все их действия совершаются с согласия самого фараона. Господи, если это так, то мы должны их опередить. А лучше вообще остановить. Оу, леди, вы-то хоть не забывайте. Противостоять нам будет не какая-то группа дураков, а тайное общество, которое скрывало свое существование десятилетиями. Леди? И что ты хочешь этим сказать, Синдбад? Что нам не стоит даже пытаться, да? Не, я не это имел в виду. Я про то, что если кто-то не готов в этом участвовать, лучше отказаться от этого прямо сейчас. Пожалуйста, я хотел бы отказаться. Такая жизнь не для меня. Я много раз об этом говорил, леди Акетра. Госпожа, вы же знаете, я всегда буду вам служить. Я сделаю все, что вы попросите. У абдов нет выбора и голоса. Но
Ваши служанки научили меня, что нужно учиться ценить себя и свои чувства. Если вы позволите мне остаться в стороне от этих приключений, я буду выполнять другие ваши поручения с еще большим усердием, госпожа. О, господи, Абди, встань! Ну подумай сам, разве будет мне полезен тот Абд, которого я буду заставлять делать то, что противоречит движению его сердца? Ну разве будет он выполнять приказы с тем рвением, что приведет к лучшему результату, а? Нет, 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 нет. Значит, никакой рациональной причины заставлять тебя участвовать в наших делах у меня нет. То есть, значит ли это, что я могу продолжать подметать ваш дом и доставать кувшинки из бассейна? Да, Абди, конечно. О, спасибо. Значит, я могу и разговоры ваши дальше не слушать. Я побежал. Хочу. Ну ладно. Не часто удается Абди чем-то порадовать, да уж. Леди Акетра, я простите, что прерываю вас, но у меня есть одна идея, которую нужно реализовать, пока мы не уплыли. Так, а ну-ка, говори, Сдерик. Я просто... Как мы можем противостоять тайному обществу, о котором ничего не знаем? Сдерик, поподробнее. Пока что я не понимаю, в чем твое предложение. Да, я имею в виду, что у нас есть возможность пообщаться с его членами, один из которых, кажется, обладает среди своих некоторым авторитетом, леди Акетра. Так, о господи, Лолошка, ты-то хоть понимаешь, о чем он говорит, а? Да, я более чем понимаю, о чем он. Он про Салмана Муджалида. И, кстати, вот, мы можем пообщаться с Салманом Муджалидом. Мы знаем, что он один из них. Да, мы этого, кстати, еще вроде не говорили. Люди, которых мы завалили в шахте, могут быть все еще живы. Один из них был в серебряной маске. О, кстати, а ведь и правда. Далеко идти не надо. Слушайте, леди, я понятия не имею. Чё вы меня-то спрашиваете? Ну это я точно не нажму. Короче, либо первое, либо второе. Но во втором варианте даже далеко ходить не надо, потому что тот человек в серебряной маске, помните? 2 серии назад он еще на входе стоял. С ним, я так понимаю, мы можем поговорить, если он еще остался в живых, но... Остался ли он в живых? Ну давай попробуем. О, да, вот именно, тот самый в серебряной маске. Лолошка, я так рад, что у нас с тобой мысли сходятся. Да, извините, что перебиваю, слушайте, а ведь это правда мысль? Только как вы собираетесь с ними общаться, если вы их уже завалили, убили? Синдбад, если бы ты тогда не сбежал, ты бы знал, что мы успешно завалили камнями их... Да, это-то все понятно. Я знаю, что у вас там все прошло успешно, вы молодцы. Но как ты будешь с ними общаться через каменные завалы, Сдерик? Думаешь, они тебя что, услышат, что ли? Ой. Блин, об этом я не подумал как-то. Простите, ребят, плохая идея, Да-да, погоди, Сдерик, может быть не такая и плохая. При входе в шахту есть штольня, которая проходит совсем рядом с нужной нам. О, это же то, что нужно. Так, мальчики, а что такое штольня? Да, это, примерно то же самое, что и шахта. Леди Акетра, не обращайте внимания на Синдбада. Ну да, не обращайте внимания. Как бы вы ни старались меня игнорировать, вам придется ко мне прислушаться, понятно? Потому что только я знаю место, где 2 коридора проходят ближе всего друг к другу. О, а откуда ты это все знаешь, а? Синдбад. Да вы что, серьезно, вы меня вообще не слушаете? А все мои рассказы про то, что я картограф, а? Хоть кто-то вообще меня слушает или нет? Я составил подробные карты этой шахты еще до появления Туи-Фетуна. Ну хоть кто-нибудь здесь ко мне относится серьезно. Эй, ну, Синдбад, да не нужно, не злись. Ты же, леди Акетра вообще с тобой 2-й день только знакома. Ох, да уж. Прости, что задела твои чувства, Синдбад. Но Сдерик все-таки прав. Я тебя еще совсем не знаю. Потому не могу быть уверена, можно ли тебе доверять. Но ты сам только что обозначил, какие серьезные противники нас ожидают. Тот факт, что ты до этого противостоял всей этой системе в одиночку, вызывает восхищение. Но одновременно и с этим подозрение. Да я вообще лучший! Самый сильный, самый умный, самый крутой! Но я бы хотел вам сказать, что я стал картографом, потому что я влюблен в Миср. И я сделаю все, чтобы защитить его, чтобы очистить его от этого зла. И я тоже. И я с вами. И я, наверное. Что вы на меня так...
О май гад, о май гад, о май гад, о, как это мило, блин. Это очень прикольно, прикольная сцена. Так. И где мы, что мы, как мы? Ух ты, какой переход! Вау! Переход 10 из 10, хочу похлопать. 10 из 10. Пушка, пушка, гонка. Так, в итоге мы идем, получается, разговаривать с тем самым серебрянолицем, или как его там называют? Короче, с маской крутой. Так, сейчас. Да, нам сюда. Хм, ну до этого мы и сами могли догадаться, Синдбад. Спасибо. А это я просто проигнорирую. За мной. Все стебут Синдбада. Господи, бедняга Синдбад. Он же ведь реально крутой. Мы это поняли в предыдущей серии. К нему относиться несерьезно нельзя. Он в одиночку противостоял такой системе. Может быть, он там свои какие-то планы и цели имеет. Возможно, не самые радужные по отношению к нам. Но пока что мы точно понимаем, что у него не глупый мозг. Это точно. Ну вот мы и пришли. Отсюда можно долбить стену. Только не используй молот Монту. Уйдем под пески всей толпой. Эй, ребята, Синдбад, мы что, просто возьмем и откроем им путь на свободу, что ли? Как ты себе это представляешь? Как вы себе это представляете? Эй, Сдерик, угомонись. Они там сидят уже 3 дня. Без еды и воды. Уверена, они не смогут дать нам хоть какого-то серьезного отпора. Но, да, Лолошка, будь осторожен, пожалуйста. Так, в общем, такой план. А Кетра и я останемся здесь. Вы, Лолошка со Сдериком, идете внутрь. Мы подстрахуем вас, вот. Найдите Серебрянолицего, быстрее. Окей, так, ты за мной идешь? Да. Смотри, мне прям показывают, где копать. Ладно, копаем, получается, вот эту территорию. А, ты посмотри на мини-карту! Боже, сколько их там? Ладно, я так понимаю, что я все правильно делаю. Молотом Монту нельзя копать, да? Я просто, если мне сказали не копать молотом Монту, я не буду игнорировать это, потому что, ну мало ли. Просто в предыдущих сезонах, если мне говорили что-то не делать, и если я делал это, происходила полная жопа, катастрофа. Поэтому мы сейчас прокопаем обычной кирочкой. Сколько там еще копать-то надо, бога ради. Я уже вот по идее вот прям здесь. Слушай, мне кажется, что нужно копать вверх. Да, у меня есть стойкое ощущение, что я немножко не туда взял, и надо просто копать вверх. По крайней мере, если вспоминать, как выглядит шахта. Да, поэтому где-то... Тихо, господи, боже, я испугался. Нет, у меня кирка сломалась. Алмазную я не могу использовать. А, черт. Ладно, это убираем. Верстак создаем, ставим, делаем новую кирку и... Я же... Да, вот оно. Здравствуйте. Так, всем плевать на меня, да? Опа. Серебрянолицый. Кто вы? Как вы сюда попали? Вас прислала Дана? Опа, Дана. Это не та ли самая девушка в золотой маске, о которой говорили в предыдущей серии? Ладно, что мы можем ответить? Нет, мы пришли покончить с тобой. Но сначала нам нужны ответы. Запугать. Сделать секретный жест. О, то есть, погоди, он не понимает то, что мы не пришли его спасать. Он думает то, что мы из Тои Фетуна, хоть даже маски нет. Говори, в чем главная цель Тои Фетуна. Давай вот это, сделать секретный жест. О, слава богу фараону. Говори, что здесь произошло? Нам помешали. Я не знаю, кто они. Они завалили нас в этой пещере. А потом я убил всех своих братьев. По одному. Нас ждала ужасная, мучительная смерть. Я не мог допустить, чтобы братья страдали. У нас не было надежды на спасение, поймите. Хорошо. В чем главная цель Тои Фетуна? Конечно же, в установлении Вечного Царства Фараона. В Мисре и за его пределами. Но почему вы спрашиваете? Вы что, проверяете меня? Кстати, почему вы без масок? К какой ветви вы относитесь? Ты знаешь, что нашим братствам запрещено задавать такие вопросы. К ветви Салмана Муджалида, великого жреца бога Монту. Ветви? Я тебе что, дерево какое-то? Так, ну тут либо первое, либо второе. Ты знаешь, что нашим братствам запрещено задавать такие вопросы, вот. Да, я прошу прощения, но вы просто явились без масок. Если вы, как и я, ноги Тои Фетуна, я ждал увидеть ваши серебряные маски. Назовите же мне ваши головы. Я назвал вам одну свою, Дана.
Теперь ваш черед. Головы. Дана, это получается одна из тех, кто ходит в золотой маске. Всего в Той Фетуне есть 8 людей, которые ходят в золотой маске. Потому что, помните, в записке было написано то, что Той Фетун имеет 8 голов. Получается, Салман Муджалид это одна из 8 голов. А также есть еще какая-то женщина Дана. Мы пришли, чтобы покончить с тобой. Мне надоела эта игра. Нет, сначала назови остальные головы, запугать. Мне, знаете, очень нравится, как он отвечает мне прям в легкую. Он боится смерти. Поэтому мне кажется, если мы запугаем, то он нам все расскажет. Что, остальные? Ты хочешь, чтобы я назвал вторую голову, да? Стой, подожди. Нет. Подожди, твой голос. Он знаком мне. Черт. Это же ты! Ты дважды обманул меня! Провел одним и тем же трюком! Это ты притворялся Тариком, да? Я убью тебя! Сдерик, убирайся отсюда! А ну, иди сюда! Давай! Эй, есть кто живой? Убейте предателя! Не понял? Я-то думал, что вы погибли! А ну, шел вон отсюда! Давай, ну давай! Емать! Так, ладно, стоп, чел, ты реально много сносишь. Че, какая у тебя атака? Давай, смотрим. Ай! Воу! Чел! Жестко! Я как бы не ожидал. Ай, бляха! Да как тебя убивать-то, если я не могу даже подойти к тебе? Стоп, у меня же меч есть. Так. Он блокирует мои удары! Как тебя бить? Тварина, это невозможно! Так, ладно, ща найдем. Вот точка сверху. Вот он блокирует. Давай, как-нибудь. Ладно, плохая идея. Как мне его убить? Он блокирует. Я жду. Кстати, я сейчас умру. Я тихо. Ай. Все нормально. Жить, пожить. Так, закрыться. Думаешь, победишь меня? Мне понять, как тебя убивать, чел! Ребята, я понял, как нанести ему удар. Все, я узнал. Надо дождаться определенной атаки. Вот этой. Походу, это она. Да, он в этот момент устает. Короче, надо дожидаться выпада. Ну что ж, ладно, давай свой выпад. Давай вот так вот, через котел. Слушай, у тебя, оказывается, это не просто какой-то выпад, это еще и телепортация через блоки. Этот котел в какой-то степени мое спасение. Так, выпад! Господи! Ну, наносит он правда много урона. Прям дофигища. Если бы не регенерация, я бы давным-давно трупом стал. 11 всего лишь хп. Сейчас ты немножко покрутишься. Мы тебя разведем, мы тебя тотально разведем. Давай, вокруг бревна, все, могу, где ты? Стоп, где? Ты? Вот. Я потерял его. Ну давай, опять получается крутиться. Да, конечно, будешь крутиться. Но у меня хп половина осталась. То есть даже супер мало, меньше половины. Так, вот, все, хорошо, давай. Да. Я 10 минут с ним дрался. Лолошка, хорош, герой. Мы в тебе и не сомневались. Ах, не сомневались, да? А кто говорил, что тот серебрянолицый заварит ложку с 2 ударов? Слушайте, давайте, наверное, выбираться отсюда. Так душно в этой шахте, нечем дышать. Синбад. Так, и получается, ты говоришь, что серебрянолицый назвал себя ногой, да? И у него есть при этом какие-то головы. Да, я тоже так поняла. Одну из голов зовут Дана. Ага, да. А вторую голову он не сказал? Нет, Бурис, кстати, привет. Ну, вот хара. Да, непонятно. Кто такая Дана? Стой, подождите-ка, ребята, кажется, я понял. 8 голов и 16 ног. Если у каждой головы по 2 ноги, то все ж сходится. Кстати, реально гениально. Да вот как раз не сходится, Синдбад, не сходится. Да уж, ты картограф, а не математик, сразу видно. Лололошка же сказал, у каждой ноги по 2 головы. Получается, что 8 голов и 8 ног. Ну, ладно, я думаю, что так и есть, да. Я думаю, что 16 ног тут не буквально, а скорее фигурально. Значит, получается, у каждого в серебряной маске есть 2 покровителя в золотых. Таким образом, можно сохранять анонимность внутри группы. Ох, блин, как они это все продумали-то, а? Да, точно. Поэтому, когда Лолошка сказал, что нельзя обмениваться именами, тот даже не возразил. Потому что действительно нельзя. Угу. И поэтому они все время носят друг перед другом маски.
чтобы никто не знал личности другого. Знаете, мне кажется, что мы здесь находимся слишком-слишком долго. Самое время возвращаться в Нарфанис. Эй, Лолошка, я не понял. Хара тебе в лицо, ты чё тут торчишь-то весь день, а? Все уже давно ушли. Тебе что, особое приглашение какое-то надо или как? Я спать, если что. Пока. Ты погоди. Никто даже возражать не стал, типа, нам пора возвращаться в Нарфанис и... Все, мы в Нарфанисе. Это было быстро. И чё, мы реально все здесь? Как говорится, добро пожаловать обратно в Нарфанис. Только погоди, а у меня же здесь остались вот эти прокачки. И это даже не одна прокачка, тут получается еще что-то будет. У меня денег 252 утена. Давайте вот, прокачаем за серебряный скоробей спелеология. Улучшение позволяет вашим рабочим находить новые рудные жилы, увеличивает количество и шансы добычи редких ресурсов. Допустим. О, теперь у нас добывается железо, а следующее стоит 15 железных скоробеев. Пипец. Дорого. Там говорилось о том, что вещи будут спавниться не только в сундуке, но еще и на каком-то корабле. Неужели это вот этот корабль? Да нет. Он должен так и называться сундук Storytelling. Тут такого нет. То есть это должен быть сундук на каком-то другом корабле. Но какого-то другого корабля я не вижу. Может быть здесь... О, стоп. Корабль Зарифа. Ну да, он же сказал то, что вернется в Нарфанис. Точно. Зариф, ты, кстати, здесь? Нет? Ладно. Противостояние Тоифетуну, маска Междумирца, секреты тайного общества и первый найденный огонь. Кстати, не забываем еще и про прокачку островов. Все это буквально предыдущие 2 серии. Что будет дальше? Страшно представить, потому что такое ощущение, что сезон не будет останавливаться. Нам ярко дали понять, что во всем этом замешан даже бог Фараон. О, неспроста вся эта история крутится даже вокруг Междумирца. Ох, неспроста. Еще и боги об этом говорят. Мы знаем пока слишком мало. Но если вы хотите так же, как и я, узнать дальше, не забывайте, пожалуйста, подписываться и ставить лайки. Поверьте, все эти нажатия, все эти клики, они правда помогают прокачивать канал дальше, больше, сюжет становится все круче и лучше. Те, кто смотрит канал последние несколько лет, это определенно заметили. Я надеюсь, честно говоря. Поэтому да, пожалуйста, ваши нажатия, они, правда, учитываются. Спасибо большое, если не пропустили мимо ушей. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и очень жесткая сложная битва. Всем удачи, всем пока. Пока. Знаешь, что это за кристалл, Я могу Прунус прописать, типа? Подожди, что? В плане покажешь. Видимо, госпожа Прунус. Что происходит? Что за... Что произошло? Оу е! Владелец Шахтерских островов вернулся в Нарфанис! Встречайте! Ну ладно. Короче, дамы и господа, прокачка своего бизнеса явно сулит нам хорошую прибыль. Но это также явно означает, что по сюжету нужны будут тонны денег. Я уже предвижу сюжет, где мне, бомжу, говорят: нужны 10 000 утенов, господин. Короче, разберемся. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы готовы прокачать собственный бизнес и остров. По сути, это одно и то же. Да, нам не просто так подарили Шахтерские острова. Если на это можно делать деньги, то явно не для того, чтобы тупо там побаловаться. Я уже понимаю то, что в будущем для какой-нибудь хорошей концовочки мне явно понадобятся тонны бабла. Значит так, план такой: качаем шахты, получаем руды, продаем руды и, наконец, становимся мега-богачом. Конец. Есть, правда, проблема. Меня смущает тот факт, что в прокачке есть защита острова. Исходя из описания, на шахты могут напасть, а значит, можно потерять бизнес? Чего? Непорядок. Самая первая прокачка стоит 300 утенов. О, дорого. У меня 252. Понял? Короче, помимо прокачки, помимо Междумирца, помимо огня молота Монту, мы также чуть больше узнали про тайное общество Тоифетун. Как минимум подтвержден тот факт, что у Тоифетуна 8 предводителей. Один из них тот самый Салман Муджалид. А еще мы слышали про какую-то девушку по имени... Господи, Дана, вроде бы так, Дана. Она тоже носит золотую маску, и, видимо, именно у нее мы забрали Шахтерские острова.
Хе-хе-хе. То есть 2 из 8 мы уже поименно знаем. Салман Муджалид и Дана. Также напомню, что есть те, кто носит серебряные маски. О них мы толком ничего не знаем, кроме того, что каждый такой серебряный человек служит 2 людям с золотой маской. Такая иерархия в Той Фэтуне позволяет выявлять им предателей и не допускать распространения слухов. Тот, кто стоит во главе этого тайного общества, явно гений. Короче, давайте будем честны. Пока что все, что происходит, оно вроде бы понятно, но не хватает деталей. Поэтому давайте будем делать то, к чему привыкли. Тратить и зарабатывать деньги. Учитывая остров, мне это надо делать, поэтому... Здравствуйте. Да, здорово! Сочнейшие томаты только у меня, подходи. Перед вами, дамы и господа, единственный торговец, которого я смог докачать хотя бы до равнодушия. Все остальные ко мне относятся негативно. И если я его прокачаю еще немного, то по идее смогу продавать снопы сена задорого. Так что давай, фермер, подскажи, могу я тебе как-нибудь помочь? Ну слушай, ты, конечно, не качок, но сбит неплохо. В последнее время на порту участились нападения диких животных. Представляешь, от этого страдают все. Надо бы немного снизить популяцию проклятых тарантуловых ястребов. Если сможешь завалить хотя бы 8 штук, весь порт будет тебе благодарен, парень. Потянешь? Тарантуловые ястребы, что? Да, вообще, как бы да. То есть это получается общее задание, и у каждого вырастет репутация, да? Давай. Ну ты супер. Удачи. Так, тарантуловые ястребы. Кто это вообще такие, бляха-муха? О, хотя это, видимо, не так уж и важно. Я понял, как они выглядят. Ты погляди, заспавнились. Ой-ой-ой. Стой! Нет! Не падай в песок! Я хотел убить тебя. Так, ребята, здорово, у меня тут меч. Не знаю, насколько он сильный против вас. Спустись, пожалуйста, спасибо. 29 хп. Ладно, было очевидно. Новое достижение, спасибо. Так, ладно, мне надо убить всего лишь 8. Но, господи, какие они сильные! О боже, я чуть не умер. Все, ладно, я понял, надо как-то поаккуратнее. Брони у меня никакой нет. Хотя, на всякий случай, давайте вот здесь проверим. Нет. Ну, есть золотой шлем. Ладно, его возьмем. Обязательно покушаем. И в бой. Так, ладно, я признаю то, что пока что это самое опасное задание, которое мне давали. Я реально на грани жизни и смерти. У меня 2 хп иногда. Наконец-то! Обновление порт в опасности. Фух, я же буквально не фигурально мог умереть. Ребята, я дурак. Короче, я только что не записал 1 минуту ролика. И ладно бы это была просто минута, но в этой минуте я успел сдать квест. Короче, мне дали 30 утенов за выполнение. Мне дали скоробеев, даже лазотепового. А также плюс 5 репутаций у каждого торговца. Здесь у нас отношение все еще равнодушие. Так, а у тебя... Все еще презрение. Ну ладно, давайте, наверное, хватит этих торговцев мучить. Пойдем домой. Но не просто домой, а через статую бога фараона. Здравствуйте! Так, хотел бы я у вас прокачаться. Например, серебряных скоробеев я бы потратил на вот это. Снижение требования к уровню для зачарования. Бам! Далее, по-любому, скорость добычи с киркой плюс 5%, еще плюс 5. Остается 7 скоробеев. Но стоп! Мы не прокачиваем это. Мы же этих скоробеев еще можем потратить сюда. Здесь надо 15, и тут открываются новые руды. Последний раз, когда мы прокачали, у нас открылось железо. Короче, пока что серебряных мы не тратим, на золото мы также не меняем. Мы посмотрим, что еще можно прокачать. Например, улучшение боя. Хотел 20 уровень. Раз, два, три, 4. Не забываем про улучшение ремесла. Нильский прилив удваивает количество улова за каждый уровень навыка, а также повышает получение опыта. Поэтому раз, два, три, 4. Да, я потратил всех ауритеховых, но это того стоит, это явно того стоит. И остается 3 лазотеповых скоробея, которые я потрачу, честно говоря, не зная на что, аннулируют потребность игрока в еде. Вот это прикольно, кстати, но дорого. Наделяет игрока творческим полетом дорого. Ходить по жидкостям, пока не зажата клавиша Shift, дорого. Короче, я лучше пока что ничего из этого не буду прокачивать, кроме восстановления. Снижает штраф по опыту для получения скоробеев на 5% за уровень. Сейчас у меня минус 60, бам, минус 55. Ой, подожди, вы видели, что сейчас произошло? По-моему, у меня вот здесь вот у лазотеповых было 900. Надо сначала... Бляха-муха. Я очень надеюсь, что меня обманывают глаза. Так, а это что такое? Что за шум? А драки нет? Только один день, только сегодня Великая Селесет послала нам невиданное чудо, а мы покажем его вам. Не стесняйтесь, заходите. Вход всего 5 утенов. Ладно. Так, мне заплатить?
Может быть, просто зайти? О, да, минус 5 утенов. Рассаживайтесь, рассаживайтесь, гости дорогие! Чудо вот-вот явит себя нам! Ладно. О, господи, что за чудо? Так. Что за... Это же единорог. Я не понял, это что такое? Смотрите, перед вами единорог! Я не понял. Я за это отдал 5 утенов, серьезно? Это же обман! все видят, что это обычная лошадь с картонкой на лбу. Нет, что вы? Что за чертовщина? За что я отдала деньги? Обманщик! Шарлатан! Мошенник! Верни этим честным людям их деньги. Но... Они хотели единорога, они получили единорога. За единорога нужно платить. А тебе сколько лет-то? 20. О, 20? Так, погоди-ка. Тогда я знаю такого единорога, за которого тебе и большинству присутствующих платить не придется. Встречайте, дебетовая карта Tinkoff Black с единорогом T. Для школьников и студентов от 14 до 22 лет обслуживание карты абсолютно бесплатно. С этим единорогом вы можете копить деньги, получая доход по накопительному счету с подпиской Tinkoff Pro до 7% годовых. Также вы можете пригласить друзей и родственников пользоваться продуктами Tinkoff. Генерируйте свою уникальную ссылку приглашения в приложении и получайте до 5000 рублей за каждого приведенного друга. Надеюсь, у вас много друзей. А если у ваших друзей уже карты других банков, также не беда. С этой картой вы можете переводить через СБП деньги в другие банки без комиссии. Ну и, конечно же, самое сладкое. Каждый месяц вы можете выбирать 4 категории трат и получать по ним кэшбэк до 15% рублями. А за покупки по спецприложениям партнеров кэшбэк до 30%. Вот как-то так. Бегите, оформляйте. Ссылка в описании. Ой, не знаю, как вы, а я побежала оформлять. Удачи! Вот я это я тоже понимаю пойду оформлю настоящий карту. единорог. Пойду оформлю. Да, я, наверное, тоже пойду. Приглашать друзей звучит выгоднее. Все, пойдем, лошадка. То-то же, мы за настоящих единорогов. Единорог Ти в дебетовой карте Tinkoff Black. Ссылка в описании. Так, короче, все, хватит задерживаться, погнали к леди Акетри. Дом, милый дом. Пустите? Пустите, хе-хе, спасибо. Так, надеюсь, с моей комнаты ничего не произошло. Ага, тыквенный пирог, плесени не вижу. Все блоки на месте, Ну, тогда приберемся. Кстати, напомню то, что 2 серии назад мы нашли фрагмент скинта. Что же ты означаешь? Я могу его, интересно, кому-нибудь показать? А еще меня интересует, могу ли я с кем-то поговорить. С Дерек? Ты здесь? С Дерека нет. Здесь, Халима! Хануф! О, смотри, кто пришел. Хануф, передай, пожалуйста, Лолошке, что он слишком много на себя берет. Ладно. Лолошка, мы с Халимой переживаем, что госпожа стали отлучаться из дома. Ездить во всякие путешествия, где они подвергают себя опасности. Ну, Хануф, что ж ты делаешь? Не надо ему все объяснять. Он такой же апт, как и мы с тобой. Но почему-то ведет себя, будто он выше этого. Нет, Халима, я не согласна. Хватит. Ты постоянно пытаешься подставить Лолошку. Ты же сама видела. Он пошел делать уборку в гостевую комнату. И ты ничего ему не сказала. Ну да, видела. И мне абсолютно не стыдно. Он приперся в наш дом со своими странными друзьями, которые отняли все внимание и... Нет, Халима, замолчи! Замолчи! Ты даешь своему эгоизму встать на пути нашей высшей цели. На пути благополучия госпожи. Под видом своего притворного беспокойства ты пытаешься скрыть страх, что госпожа тебя забудут и оставят. Что? Забудут? Хануф, ты... Эй, Халима, стой, я... Черт. Лолошка, не иди за ней. Меньше всего ей сейчас хочется видеть твою рожу. Но ей нужно понять, что истинные служительницы Кнеф Мтити так себя не ведут. Мне тоже очень больно, что леди проводят с нами сильно меньше времени. Но видеть, как у Акетры горят глаза, какая улыбка загорается на губах. Мне жаль, что я не смогла быть той, кто зажег огонь в душе госпожи. Но я счастлива, что такой человек в их жизни появился. Ты не злись на Халиму, она хорошая служанка. Что я могу сделать, чтобы загладить ее агрессию, Лолошка? Может быть, давай я зашью твою одежду, а? А то у тебя уже рука-то зажила, а ты все в обносках ходишь. Да, давай. Ну ладно, все, давай, раздевайся.
Я как раз сейчас свободна. Постараюсь поправить, что можно. Что, да, окей, ладно. Ну почему это такая... Что ты там прикрываешься? Будто мне есть дело до цвета твоего белья. Иди, найди себе дело на ближайшие пару часов. Так. Я первый раз сейчас буду голышом ходить, реально. Первый раз за все время. О боже! Стелс, включаем стелс. Меня никто не увидит в таком виде. Пу-бум-пу-бум. Пу-бум. Пу-бум-пу-бум, пу-бум, пу-бум, пу-бум. Так, ну-ка проверим. Эта комната открывается. Опа! Масла! Я могу их даже взять, нифига себе. Сирений-крыжовник, еще сирений-крыжовник, розовое дерево и мята. На всякий случай запомнить-то это надо, мало ли это когда-нибудь по сюжету понадобится, учитывая то, что я могу сюда зайти. Саженец розовой вишни. Хе-хе-хе. Одну штучку я приберегу. Все, меня здесь не было. Короче, ладно, я хотя бы не просто так разделся. Я зашью себе одежду. Тем не менее, я... Ой, Лолошка, ты что это? В таком виде разгуливаешь по дому, потому что тебе здесь очень комфортно, да? Знаешь, сразу вспоминаю тот день, когда Бурис вас только-только привел. Ха, вы были все такие смешные, неловкие. А сейчас... Ой. А сейчас скульптора уже нет с нами. Черт. Слушай, а знаешь, пойдем ко мне в спальню, а то сейчас выйдет разгневанная Халима, а ты в таком виде. Сам понимаешь, пойдем. Да, точно. Все понимаю, что могут подумать. Только вот мы идем в спальню. Могли бы, я не знаю, покупаться. Покупаться я был бы не против, честно говоря. Ладно, закрыть я, кстати, не могу. И что мы будем делать? Что мы будем делать? Ну что, Лолошка, поболтаем? Ну да, давайте. Знаешь, я почему-то совсем не удивлена, что Туэфетун связан с фараоном. Его и богом-то стали считать совсем недавно. До этого просто называли фараон. И все. О, и нам сейчас расскажут, как это выглядит? Лет 15 назад с Зеленого континента начали появляться всякие чудовища. С кожистыми крыльями, перепончатыми лапами и большущими зубами. Полчища этих тварей напали на порт. Тогда фараон выставил свою армию во главе с верным Амаром. О, мы его знаем. Аль-Мухариб, тот самый посередине. Так, и что? Они дали отпор, да? Ой-ой-ой. Сюда! Ой-ой-ой, не, ладно, не сюда. Минус один, минус птица, минус другая птица. Такие прям реально боевая... О, копье кинули, нифига себе! Все вместе они дали отпор ужасным тварям. Вот тогда-то фараона за спасение стольких жителей и приравняли к богам. Ой, не знаю, Лолошка. Если бы меня кто-то спросил, то богом надо признавать Аль-Мухариба. Это же он все-таки был там и громил этих непонятных летучих монстров. Но, видимо, он и дальше будет делать грязную работу за своего правителя. А повелитель получать с этого все сливки. Я не питаю никаких симпатий ни к фараону, ни к Аль-Мухарибу. Но Синдбад прав. Нам противостоит огромная сила. Нам противостоят такие ресурсы, которых даже я не могу себе представить. Тот факт, что они до сих пор нашли не все огни, говорит только о том, что они пытаются вести эту деятельность максимально скрытно. От всех. Видно, что они стараются не привлекать к этим поискам тех, кому они не доверяют. А это означает, что им не хватает квалифицированных кадров, Лолошка. Ты понимаешь, о чем я? У нас есть шанс бороться с ними. Ох. Так, и что? У нас есть шанс, ну мы вроде это и так поняли в предыдущей серии. Эх, если бы все в этом мире стремилось к красоте, а не к разрушению. Лолошка, ты вот знаешь, как формируются кристаллы? Из маленького зародыша, крупинки, постепенно вырастает кристаллическая структура. Стоит только где-то появиться кристаллической крупице, как вокруг нее постепенно начинает нарастать то же вещество. Конечно, для этого процесса нужны соответствующие условия, температура, среда. Но ты знаешь, что это за кристалл, а?
Нет, скопление Подожди, как ты это оторвала? Я не понял. Нет, я не знаю. Вот и я не знаю. Никто в этом мире не знает. Мы называем их светящиеся кристаллы. Но есть и какое-то второе название. Скинт. Форма, которую эти кристаллы имеют, не похожа ни на что в Мисре. Ни в результате вулканических извержений, ни в результате водного давления. Я нигде больше не видела такого материала и такой формы. Скинт очень распространен среди богатеев за свою редкость и дороговизну. Я же люблю его за красоту, уникальность и физические свойства. Ну что скажешь, Лолошка? Видел когда-нибудь что-то подобное? Да, я не первый раз у вас в комнате. Да, позвольте, я вам покажу. Нет, никогда. Это поразительно. Подожди, то есть, если я нажму «позвольте, я вам покажу», то я могу Прунус прописать, типа, я хочу, да. А? Подожди, что? В плане покажешь. О чем это ты? Ну, видимо, госпожа Прунус. Что происходит? Что за... Что произошло? Лолошка, где это мы? Это место показал мне человек, очень похожий на статуи бога фараона. Почему-то я чувствую, что оно принадлежит мне. Что? Что ты имеешь в виду, Лолошка? Как мы здесь оказались? Мы сейчас действительно здесь? О, нет. Так. Ай. Да, я почувствовала боль. Значит, мы не во сне, и наши тела действительно здесь. О, как здесь красиво! Лолошка, спасибо, что показал это мне. О, вау! Да, это тот Стой, самый Скинт. Подожди, это же... Это Скинт! Это действительно Скинт! Я поверить не могу! Лолошка, посмотри на форму некоторых кристаллов! Он здесь растет! О, что бы я ни делала, какие условия бы ни создавала для кристаллов дома, мне не удалось заставить их расти. А здесь они растут как грибы. О, как же это красиво! Так. О, не могу поверить, Катсцена. просто не могу. Ой-ой-ой. Интересно, а что здесь? Акетра. А? Тихо. Вот это- Акетра! Оу! Что ты делаешь? О, ложка. Спасибо. Это место. Оно как будто островок жизни в бескрайней пустоте. Ты только не упади. Давай побудем здесь еще немного. Посиди со мной. Ладно. Давай. Факел поставил. Ну, зато освещение. Да. Интересное местечко, и правда. Никогда мы еще не выходили за эти ворота. Точнее, я знаю, что если за них выйти, то, ну, просто смерть. Но при этом мы знаем то, что это пустота. Сама пустота, боже мой. Впервые мы видим ее, скажем так, впервые мы видим пустоту без каких-либо персонажей, разговоров, диалогов. Самое что ни на есть пустошь. Малус. О, Лолошка, еще раз тебе большое да, Хануф, войди. Здравствуйте, госпожа. Лолошка, я тебя везде ищу. Леди, простите, я вас не отвлекаю. Все в порядке, Хануф, мы уже вернулись. То есть закончили. Ладно. Лолошка, я закончила с твоей одеждой. Вот она. О, Хануф, ты погляди. Ну ты просто волшебница. За несколько часов проделала такую работу. Позаботься обязательно о руках. Смажь маслами, чтобы не было мозолей. И обязательно прими сегодня ванну. Тело должно отдыхать. Да, спасибо большое, госпожа. Спасибо. Лолошка, после всего произошедшего я сейчас хочу побыть одна. Пожалуйста, оставь меня. Я сказала остальным, что тебе снова можно выходить одному из дома. Если что. Больше тебе не нужно пытаться выскользнуть незаметно. Тебе, я так посмотрю, очень нравится нарушать правила. И еще, постарайся, чтобы твои идеи не включали разрушение стен дома. Прошу тебя. Все, иди отсюда.
то самое разрушение... Ой, закрыто, кстати, все, открыть больше не могу. То самое разрушение. Помните, я поломал стены у себя в комнатке, а они потом восстановились. Вот оно, обыграли. Ну ладно, прямо сейчас у нас одежда появилась. И она полностью восстановлена! Господи Иисусе, наконец-то я снова ложка. Не порванный шарфик, целехонькая худи. Но, не важно, что сейчас с моим скином произошло. Важно то, что мы поняли. А Кетра не знает о том, что она мироходец. А может быть, она вообще не мироходец, кстати. То есть кристаллы она, получается, купила. Она не где-то их достала. Вот оно чё. И в мире, получается, гуляют люди, которые говорят о том, что это называется скинт. А кто называет это скинтом, интересно? Получается, ну, опять же, другие мироходцы. А откуда пошло само название? Просто я напомню, что события Голоса Времени подразумевали такое место, как Междумирье. Это такой хаб для всех мироходцев, город для всех мироходцев. Но в событиях Голоса Времени мы стерли Междумирье. Следовательно, там не может быть никаких скинтов. Неужели есть какое-то другое место, которое стало хабом для мироходцев? Скорее всего, да, потому что я напомню, вселенная всегда стремится к порядку. И если есть такое название, как скинт, то оно явно появилось до создания Междумирья. Ну, короче, да, все более-менее становится на свои места. Правда, опять же, Кетра либо не знает о том, что она мироходец, либо она вовсе не мироходец, но тогда это сюжетная дыра. То есть в Голосе Времени она была мироходцем. Очень круто все обыгрывается. Я рад, что общий лор не забывается. Сценаристы просто, ну прям, молодцы. Ладно, я что-то разглагольствую слишком много. Эй, привет, кто-нибудь? Хануф? Халима? Поблагодарить-то можно? Нет? Ну ладно. Спасибо за одежду! Так, кстати, а где у нас Абди? Я Абди давненько не видел. Он где-нибудь здесь, да? Нет, стоп, я слышу, кто-то ходит. А, это кошечки, господи. Так, Абди, ты здесь? О! Сдерик! Сдерик, здорово! Ой, Поливаешь. сейчас, погоди-ка. Ой, привет, Лулошка. А я вот решил заняться чем-то, кроме готовки, как видишь. Я так рад, что мы вернулись домой живыми. В ближайшие пару дней не планирую вообще никуда выходить. Даже на рынок. Абди вообще заперся в комнате и там отсыпается. Задач у него сейчас нет, вот он и решил, видимо, уединиться. Не понимаю, как можно не любить это захватывающее чувство страха и восторга? С другой стороны, я сам только что сказал, что не хочу пока из дома выходить. Да уж. Ну ладно, мне надо вернуться к растениям. А то, сам видишь, на такой-то уж жаре засохнет. И не получится уже полежать в тени растений. Да. Растите, растите, мои цветочки. Давай, поливай, только хотя бы не один кустик, окей? Сдерик, могу ли я тебе что-то подарить, интересно? Проверим. Статус отношений, положительные подарки, золотая морковка и сэндвич. Шкала отношений, кстати, очень хорошая, очень хорошая. Наверное, пока что не стоит. Так, а эту... Вау! Я могу сюда нажать. Что? Ты погляди, как это круто сделали! Низам, ноги. Занимался поиском молота Монту на Шахтерских островах. Ликвидирован. Это тот самый, которого мы убили! Ё-моё! Дана, голова, покровительствовала Назаму на Шахтерских островах. Жива. Нет информации. Нет информации, нет. Салман Муджалид, голова, верховный жрец бога Монту, служит в Нарфанисе, желает вознесения Монту над остальными богами, живой. Вау! Я обязан похлопать, сори, ребята, ну столько раз я хлопал в 13 огнях, что как будто не стоит останавливаться. Это уже, знаете, вот так по инерции. Все, что делают сценаристы, все, что делают разработчики, не перестает удивлять. И это не исключение. Начинается детективная история, в которой мы разгадаем весь клубок Тоев и Туна. Но вот что я подумал. Если мы будем ликвидировать серебрянолицых, то это ничего не даст. На место одного серебрянолицего придет другой. Нам очень важно ликвидировать золотые маски. И мы знаем пока что только одного, Салмана Муджалида. И вот, тут очень круто показано то, что за одним серебрянолицем стоит сразу две золотые маски. То есть, например, Низам, он служил сразу и Дане, и кому-то еще. Так, а теперь главный вопрос. Я теперь реально могу выходить? Да! Ну-ка... Что? Погоди, почему меня телепортировалось сюда? Чё за... Почему я не вышел из дома Кетры? Зачем меня телепортировали на рынок? Что-то произойти должно? Или как? Опа, Зариф. А что, Зариф, кто? здорово. Ух ты, кто это? Кто это, если не мой самый любимый клиент? Хе-хе. Да-да, Лолошка, ты не ослышался? Старина Зариф вернулся в бизнес. Вот только
После всех этих фараоновских запретов спроса на плавание почти нет. Ого, кого я вижу? Кого я слышу? Джамиль, бармен. Ну-ну-ну, не спеши унывать, маленький торговец. Мне вот очень, например, нужно сплавать на зеленый континент. А тебе, Лололошка? Ладно. А ты поплывешь? Мы можем тебя немного подождать, если нужно. Так, подожди, а зачем Джамилю нужно на зеленый континент? Зачем ему туда надо? Я не могу даже представить. Это намек на то, чтобы я с ним поболтал? Ну, вообще, давай. Чего ждать-то? Отправляемся прямо сейчас. Да, подождите немного, я скоро буду. С этим? Не-не, я с Джамилем не поплыву. Он какой-то странный. Да чего меня ждать-то? Давай отправляемся прямо сейчас. Ух ты! Отлично! Целых 2 клиента! Так. А что мне получается? Нужно купить что-нибудь, да? А, не, ничего не надо покупать, окей. Так, давай, все, поплыли. А, все-таки надо купить, да? Да, мореплавание. Итак, мне нужен заброшенный порт. Всего лишь 2 стоит? А чё так дешево-то? Слушайте, я вообще не против. Минус 2 утена. Используем. Всего 2 утена, слушайте, очень дешево. Ничего не... Да, время быстро не идет. Я, походу, догадался, почему так дешево. Потому что он меня любит. За то, что у нас шкала отношений на максимальном уровне практически. Давайте это даже проверим. Во, прям максимум-максимум. Остается чуть-чуть. И за это он готов меня возить всего лишь за 2 утена. Заривка, спасибо. Старушка, привет. Поболтаем, может быть? Не поболтаем, может быть. Хорошо. Так, Джамиль, поболтаем. О, да, я знаю. Хочешь спросить у меня, зачем мне нужно на зеленый континент, да? Вообще, да, кстати. Конечно же, я напросился на корабль только чтобы провести время с тобой вдвоем. Или же мне нужны просто некоторые редкие ингредиенты для бара. Тут ты сам выбирай. Какой вариант тебе нравится больше? Ты, кстати, знал, что если уйти вглубь зеленого континента, то там можно найти людей. Они говорят на непонятном языке. Но я научился с ними торговаться. Так сильно проще, чем искать какие-нибудь какао-зерна самому. В общем, ты не переживай. Как только мы сойдем на берег, я уйду торговаться и собирать что-нибудь сам. Надеюсь, вы с Зарифом меня дождетесь? То есть ты все-таки со мной не поболтать? Но мне кажется, что на самом деле поболтает. Еще что-нибудь важное вкинет. Зариф, скажешь что-нибудь? Как-нибудь? Что-нибудь? Не мо... А подожди, а может быть на старушку тоже надо шифтом поговорить? Ох, Зариф так хорошо о тебе отзывается. Я так рада, Лолошка. А вот твой друг Сдерик, что-то мне совсем не нравится. Зарифа очень ранили его слова, и он не показывает этого, но сильно встревожен. Ты бы заглядывал к Зарифу почаще, а то без тебя он совсем грустит. Я хоть и старый, но такие вещи вижу хорошо. Ну, вообще, справедливо. Он давным-давно говорил, что не умеет дружить, не умеет общаться с людьми. И тут я такой: на тебе подарок, на тебе воскрешение, на тебе хорошее общение, на тебе покупка билета. Короче говоря, я вроде как для него теперь стал что-то типа старшего брата, лучшего друга. Да, поэтому Зариф меня явно уважает. Так, поговорим еще раз. Нет. О! И с Зарифом, кстати, теперь можно поговорить после старушки. Знаешь, Лолошка, иногда мне кажется, что запрет жить на проклятом континенте был придуман из-за нападения ужасных птиц лет так, вроде 10 назад. Но если это так, то почему этот запрет ввели только недавно? Иногда у меня появляется ощущение, что фараон все делает, чтобы насолить мне. Никто больше не занимался регулярными перевозками на зеленый континент. Но стоило мне только заняться, как сразу всякие запреты, мапреты. Ничего, я и с этим справлюсь. Я всегда со всем справляюсь. Я вон, даже смерть пережил. Ой, время пошло. Рад, что ты с юмором к этому подходишь, Зариф. Правда рад. Что, мы сейчас, получается... Давай. На зеленый континент. Сюда. Знаете, я только сейчас допер. Эй, Лолошка, слушай меня. Мы с мамой заночуем тут, если что. Спокойной ночи. Ну окей. Так вот, у меня просто только-только возник вопрос. А зачем я-то сюда приплыл?
Я же реально буквально увидел Зарифа и такой, ну да, давай купим билет. И все. Джамиль, а ты-то куда делся, Джамиль? Неужели он реально просто ушел? Не, ну ладно, на самом деле, напоминаю то, что у меня, вот, сейчас, бой 20 уровня. То есть, по идее... А, бляха! О, боже! Пошел! Отстань от меня, злобная гончая! Кыш! Бой 20 уровня. Следовательно, я, по идее, могу теперь надеть броню страсть винодела. Идите в задницу. Данная страсть винодела позволит использовать костную муку бесконечно. Вот только вопрос, куда я эту броню положил? Нет, только не говорите, что я ее... Нет. Нет. Нет, я ее оставил там! Фак! Господи. Ну ладно, зато мы можем добыть много пшеницы и прокачать скоробеев. Ё-моё, только не ты! Капитан Мертвая Борода, ну ты серьезно? Ну нахрена ты мне нужен, а? Вообще, мне как будто ярко намекают на то, что мне бы на самом деле меч скрафтить нормальный, потому что мой скоро поломается. Я его в этом... Нет! Нет, нет, нет! Нет! Не думай! Пожалуйста. Да. Еще и фантомы, да отвалите от меня! Разлагающийся зомби, реально? А ну его, все, спать быстро! Фу, хорошо. Так, Джамиль ушел, но, опять же, я уверен, что мы еще с ним можем поболтать. Возможно, кстати, даже сейчас, что... Я поспал, но не поспал? Чего? What the fuck, я не могу поспать, ребята. Мне, походу, сюжет запрещает. Что ж, давайте на чистоту. Один только этот рисунок пробуждает все мурашки на моем теле. Это правда офигенно. Мне нравится то, как это все развивается. А еще этот сюжет с обычными жителями Майнкрафта. Как он продолжится дальше, тоже неизвестно. Но опять же, узнаем. Не забывайте, пожалуйста, подписываться. Не забывайте ставить лайки. Не забывайте про наш сайт мироходец.ру. Сайт, на котором можно приобрести мерч по всем сезонам. Худи, браслеты, футболки, рюкзаки, плакаты и многое-многое другое. Спасибо большое за вашу поддержку. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка на Зеленом континенте вместе с Джамилем. Всем удачи, всем пока. Пока. Может быть, вы могли бы отвезти моего сына в школу? Чё? А ты бы реально рандомного чела попросила... Ладно, окей. Спасибо, что проводили меня. Вы очень-очень хороший человек. Привет. Не подходи, бедняк. Оу е, новая одежда, возвращение на Зеленый континент и обычные жители. Да, второй раз в сюжете поднимается тема обычных жителей. Зачем? Почему? Кто они такие? Неужели это не просто носатые чудики? Как говорится, давайте узнаем. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Сезон, в котором наконец-то мы вернулись на Зеленый континент. О да! Впервые за более чем 20 серий мы приплыли сюда не по воле необходимости, не по воле какого-то там очередного глобального сюжета, а потому что мне просто позволил геймплей. Круто, можно скоробеев прокачать, но напомню, что приплыли мы сюда не одни. Как минимум с Зарифом, так как он перевозчик, а также с неким барменом по имени Джамиль. В последнюю нашу встречу Джамиль ярко намекнул, что не против поболтать с нами 1 на 1. А также он четко дал понять, что собирается поторговаться с обычными жителями. Да, я сейчас говорю про тех самых обычных, классических, носатых чудиках. Видимо, они тоже сыграют какую-то роль в сюжете, но давайте я так и быть вспомню про скоробеев. Мне действительно надо прокачиваться. Давно хотел кое-что протестировать. Дают ли мне опыт скоробеев за то, что я просто создаю предметы? Вот сейчас у меня 282. Я создаю всего лишь 1 сноп сена. И... блин. Обидно, досадно. Ну ладно. А если я сделаю сразу много, например, 7 снопов сена? Ну-ка... О, погоди, чего? А, это, наверное, за то, что я просто подвигался, да? То есть, если я бегаю, если я хожу, если я прыгаю, то опыт также дается. Окей. Увы, ребята, но нет. За создание предметов скоробеи не даются. Кстати, внимание, у меня серьезный вопрос. А может быть, все это время мне нужно на корабль? Бармен по имени Джамиль, ты здесь? Ты вернулся? Так, Джамиля я не вижу. Там Зариф. Но да, бармена, получается, нет. Это проблема-то. Кто? Лолошка, да, это ты. это я, господи. Ну, привет, парень.
Слушай, а ты что, уже возвращаться назад, что ли, хочешь? Ого, проблема. Джамиль купил билет туда-обратно, так что его бы надо подождать или найти сначала. Я не видел его с момента, как мы сюда добрались, представляешь? Хотя, вообще я не особо-то и тороплюсь в нар. Тут не так жарко, песок не норовит залезть в глаза. Единственное, вот знаешь, когда спишь на палубе, за ночь на теле собирается роса. Так кости ломило, когда проснулся. Говорю прям как моя мама. Хорошо, что она еще спит, не слышит этого. Слушай, если серьезно, Ложка, ты как это, найдешь Джамиля? Надолго не задерживайтесь. Мне бы не хотелось оставаться здесь. Я просто волнуюсь. Как бы кто ни подумал, что мы здесь живем. Я бы очень не хотел, чтобы нас убили. Мне в прошлый раз смерть не очень понравилась. Честно-честно. Буду ждать тебя здесь. Ага. Окей. На меня возложили самую великую обязанность найти бармена, ну ё-моё. А просто подождать его мы не можем, нет? Так, мы можем, кстати, поговорить. Так, мореплавание, сделать подарок, статус отношений. Ну-ка, сделать Ой. Бляха, я случайно! Я клянусь, я случайно! Я думал то... Я забыл то, что дарится подарок из руки! Я имбецильный имбецил! Я хотел подарить... Забейте, короче, ребят. Я думал то, что у меня сейчас вылезет менюшка, где я должен выбрать предмет, который я могу подарить. Так, а ну-ка, покажите мне. Ну ладно, это, знаете, не так страшно. Он все равно ко мне отлично относится. Отрицательные подарки, теперь мы знаем, каменная кирка. Как же хорошо, что я не подарил молот Монту. О, Джамиль появился. Окей, то, что он появился здесь, это прекрасно. Значит, будем что-то дарить. Только вот что нужно дарить бармену, я даже не знаю. Может быть, морковка, там, молот Монту. В любом случае, мне сначала нужно найти этого Джамиля. И давайте на чистоту. Я более чем уверен, то, что мне нужно в ту самую деревню, где был Абди. Вот она. Но, раз уж мы сейчас туда собираемся, я сделаю кое-что неочевидное. Я сделаю компот. Нет, я сделаю компост. Дубовая плита. Создаем. При помощи компостницы я сделаю себе фермера, а фермер купит у меня пшеницу. Мне нужны изумруды. И нет, не чтобы торговаться, а чтобы нормально дружиться. Например, сейчас. Вот, Зариф. Положительные подарки, изумрудик. У Буриса тоже изумрудик. А с Бурисом, кстати, мне бы реально подружиться, а то что-то прям плохо. Так что да, даже если там бармена сейчас не будет, мне плевать. Я хочу дружиться с этими людьми. Здравствуйте! Смотрите, ой, хорошо. Так, отстойный фермер, плохой. Давай еще раз. Напомню то, что нам нужна пшеница, да. Вот это хороший фермер. Продаем, еще продаем. Ты у нас, по идее, прокачиваешься. Так, и еще ему можно продавать тыкву. Тыкву, кстати, можно реально просто выращивать. Но мне пока что хватит 6 изумрудов. Самое... Главное, что подружиться сможем. Ты погляди, а. Вот это спектр эмоций у Джамиля. Так, Джамиль. А ну-ка, погоди. Я же, если подойду, ничего страшного не произойдет, да? Вижу. Эй, парень, Лолошка, иди-ка сюда. О, как же тяжело торговаться с этими ребятами, а? И тебе привет. Ты, значит, получается, тоже знал про эту деревню, да? Не ожидал. Хоть я и слышал, что ты некоторое время жил здесь, на Зеленом континенте. Только давай-ка не спрашивай, откуда я это знал, да? Это моя работа. Знать все и про всех. Когда работаешь в сладком утенке, к тебе приходят не за выпивкой, парень, а за информацией. Я же уже говорил тебе, что меня интересуют необычные люди, да? Да, говорил. Ну вот. Меня, например, интересуют абды, которые получают в свое распоряжение целые шахты. Ну... Кстати, представляешь, я купил у этого парня 10 изумрудов за какую-то стопку бумаги. Мы так с друзьями в детстве друг у друга за камушки ерунду покупали всякую. Но, черт, это все, конечно, смешно. До момента, пока вот, например, такой торговец не начинает требовать 5 изумрудов за какую-то долбаную морковку. Я сейчас кучу времени пытался что-то одному из них втолковать, но он ничего не понял или не захотел понимать. Я все равно у них выторгую то, что мне нужно. Ох, выторгую. Кстати, ты вообще знаешь, как вышло, что на Зеленом существуют те, кто говорит на другом языке? Так еще и про них никто не знает. Нет. А что, расскажешь? Нет, не знаю. Все просто. Они всегда тут были.
Когда-то очень-очень давно, когда фараон еще не был провозглашен богом, Зеленый континент еще никто не называл проклятым. Никто. Дидинахвамдис был процветающим городом, который считался столицей Мисра. Это как бы логично, ведь он находится на единственном континенте, где можно выращивать еду. Плодородные почвы, обилие питьевой воды, да ты погляди! Все легко доступно! Все это! Короче, сотни лет назад, еще совсем давно, я не знаю насколько, тут жили разные люди. Можно даже сказать, разные цивилизации. А поскольку у жителей континента все было в доступности, им и в голову не приходило лезть к соседним деревням и племенам. В общем, так вот и получилось, что на континенте существовали народы с разными языками. Да-да. Конечно, в какой-то момент некоторые из них достигли такого уровня развития, что начали даже строить корабли, даже основали города на других островах. Ну и континентах, само собой. Это была эпоха великого процветания, парень. Один из городов, который был ближе всего к Дидинахвамдису, самый первый, назвали в честь огромного маяка, который указывал путь морякам. Свет огней. Это буквальный перевод названия Нарфаниса, с древнего. А потом что-то произошло. Ох-охо. Никто не знает, что случилось. Но этот континент вдруг неожиданно заполнили чудовища. Это было, представляешь, не так давно. Всего-то лет 50 назад. Но ты при этом не найдешь ни одного человека, кто согласится об этом разговаривать. Все, кто жил в Дидинахвамдисе, сбежали в Нар. Ну, те, кто успел, конечно. Сначала все думали, что еще смогут вернуться домой. Но потом случилась атака крылатых чудищ. Фараона признали богом. И вот... Все отказались от мысли, когда бы то ни было, возвращаться сюда. Нарфанис же из небольшого прибрежного города разросся до столицы, а маяк снесли. Видимо, чтобы не вспоминать больше никогда о Дидинахвамдисе. А здесь же, парень, на Зеленом континенте остались несчастные немногочисленные группы, которые никогда никуда не сбегали. В эту часть континента чудовища то ли не добрались, то ли деревенщины отбились. Стратегия фараона, короче, сработала. Появились такие, как ты, кто даже понятия не имеет о том, что происходило каких-то полвека назад. Мой отец бежал от монстров со своим отцом. Он тогда был еще совсем ребенком. Но дед рассказывал мне обо всем. Говорил, что я должен это помнить, должен. И я помнил. И в какой-то момент я нанял корабль, чтобы исследовать Зеленый континент с песков. Это я посоветовал Бурису сделать лагерь отбросов. Здесь, на Зеленом континенте. Ты, если что, прости, что я так о твоих друзьях-то. В Дидинахвамдисе до сих пор обитают чудовища. Туда лезть не советую, если что. Ты, кстати, сам-то как думаешь, что могло вызвать появление этих монстров? Не знаю. Ну ладно. Просто этот вопрос не дает мне покоя. Откуда-то же они должны были появиться, правда? Как так вышло, что такие подающие надежды, развивающиеся цивилизации превратились в загнанных, в безжизненные пустыни и каменистые шахты людей, а? Мой дед рассказывал мне потрясающие истории про тот город. Самой главной покровительницей города считалась Селиасет. Ну оно и понятно. Ей воздвигли огромную статую прямо на центральной площади. Великие мастера древности трудились над созданием невероятной скульптуры. Жаль, что я никогда ее не видел. Дед так ее описывал. Он говорил, что солнце между ее рогов было просто огромным. Разве же честно, что теперь это великолепие могут разглядывать только твари? Тебе, кстати, говорили когда-нибудь, что твоя молчаливость располагает к разговору? И все-таки, парень, у меня есть один вопрос. Как тебе удалось получить под свой контроль целую шахту, а? Я богатый чел, на самом деле, вот, да. У меня были миллионы утенов, вот я и купил. Ладно, что у нас есть? А как тебе удалось получить информацию об этом, Джамиль? Джамиль, я не понимаю, о чем ты. Я всего лишь отобрал шахту у тех, кто ее оккупировал. Как тебе удалось получить информацию об этом? О, а ты, погляжу, совсем ничего не хочешь рассказывать, да? Ну ладно, хорошо. Надеюсь, у нас с тобой еще будет шанс подружиться. Я думаю, что нельзя начинать дружбу с того, что кто-то кому-то должен, правда?
Поэтому взамен на мою вонючую мазь раздобудь мне 32 листа мяты. Мне тут еще кучу всего нужно раздобыть, и что-то придется собирать самому. Буду рад, если поможешь. Ма-салама, встретимся на корабле. Вот оно как, да? О, будет добывать? Ну-ка. Сюда пошел процесс. А жители как? Никак не отреагируют, что ли, на это? Так, погоди. Еще раз. Мне нужна мята за то, что он мне починил руку. Да, он, короче говоря, хотел за мою починенную руку выведать, почему я теперь владелец островов. Но я ничего не сказал. Он это понял. Также понял то, что я ничего и не скажу. Поэтому, бляха. Может быть, надо было просто сказать. И тогда я мяту бы не начал добывать. Я никогда не находил мяту, ребята. Какие 32 штуки? Вы что, серьезно? Ладно, будем искать. Вот оно! Я нашел! Я нашел! О, господи. Так. Господи, что-то у меня прям с голосом аж. Я нашел, ребята, мятные росточки, полностью выросшие. Так, и что мне? Все, я понял. Ага, то есть мне нужно 32 костной муки. Так, мы можем забрать эти мятные росточки. Идем домой. Так, выращиваем где-нибудь вот здесь штучки 4. И понимаем то, что мне нужна костная мука. Пожалуйста. О, да, отлично. Очень много костной муки. Я думаю, то, что на 32 мяты более чем достаточно. Все, поехали. 20. Остается последнее и сюда. Обновление услуга за услугу. Ну-ка, а что там было написано? Я не понимаю, что Джамиль нашел такого интересного во мне и почему так много про меня знает. Это заставляет меня волноваться. Какими бы ни были его мотивы, он дал мне шанс вернуть ему должок. И я этот шанс не отпущу. Собрать 32 листа мяты — это не такая уж и большая плата за левую руку, да? Ожидание сдачи персонажу. Все, мы все сделали. Hello, Джамиль. Ты вроде бы сказал то, что сюда надо, да? Стоп, что? Тут кто-то был? Показалось, господи. Зариф, привет. Ты Джамиля видел? Так, поговорить не могу. Старушка все еще спит. Возможно, я слишком быстро квест выполнил на самом деле. То есть, да, такое может быть, что просто персонаж еще тупо не появился. Но если это так, то я в целом не против, потому что уже с начала этой серии мне нужно сделать одно очень важное событие. Почистить инвентарь. Добыча пшеницы. Сортируем все предметы, и Монту доволен вашими деяниями и благословляет вас. Спасибо. А я уже не помню, что мне это дает. Вспомнил, я теперь быстрее передвигаюсь. Но я напомню то, что у нас есть улучшение организма под названием Покоритель Барханов. Требуется организм 10 уровня, и он увеличивает скорость передвижения на 5% за уровень, когда в обеих руках нет предметов. То есть мне сейчас, получается, нужно 10 золотых скоробеев. Ну, давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и еще 4. А я тем временем проверяю... О, Джамиль. Прям при мне заспавнился. Да, я тем временем хочу проверить, появился ли Джамиль. И здорово. О, Ложка, ты что, уже готов отправляться? Если что, Джамиль, как видишь, пришел. Мы тебя ждем. Эй, ну не дави на него. Я не особо-то и тороплюсь. Слушай, я повторяю тебе, я волнуюсь. Мне вот только попадания в список не хватало. Ты серьезно? Все. Ничего не знаю. Отправляемся прямо сейчас. Надо будет, сплаваем в другой раз. Эй! У меня даже не было варианта. Обалдеть. Так, ну, ладно. Так, время быстро не идет. Эй, Джамиль, тебе, может быть, мяту надо отдать. Забирай. О, круто! Ложка, спасибо тебе. Все? Реально? Может, поговорим все-таки? Знаешь, я рад, что ты оказался моим попутчиком. Понимаю, что ты мне не доверяешь, но я надежный парень, серьезно. Спроси у своей хозяйки. Или не спрашивай. В любом случае, если будет желание, заскакивай в утенка. Я думаю, о том случае хозяин бара уже позабыл. Да, заскакивай. Но я, если честно, не то чтобы, наверное, горю желанием туда заскакивать, потому что, напоминаю, нас могут разыскивать, потому что мы сейчас уже... слишком много сделали, чтобы на нас не обратил внимания сам Туэфетун. Давай-ка я тебе изумрудик подарю, а? Может быть, все-таки тебе понравится? Так. О, крутяк. Мне нравится. Спасибо, парень. Я рад. Всем нравятся изумруды, ребят. Всем нравятся изумруды. Это очень круто. Так, а в итоге за выполнение задания что мне дали? Задание выполнено. Может быть, там что-то здесь дали. Я не вижу ни одного нового скоробея. Здесь вроде бы опыт подуменьшился, но насколько подуменьшился, неизвестно. В любом случае, старушка, поговорим? Привет, Лолошка. Знаешь,
Мы с отцом Зарифа никогда никуда не путешествовали. Не видели в этом смысла. Путешествие — это опасно и дорого. А сейчас я старая. Мне не страшно умереть, ведь гнев Мтити соединит меня с мужем. Но ты посмотри на Зарифа, он так молод, полон сил, снова полон интереса к жизни. Я бы не хотела, чтобы он скитался до самой смерти. Я бы хотела, чтобы он нашел жену, завел детей и обзавелся той бухтой, которую уже никогда бы не захотел покинуть. Для нас с мужем это была Гизира. А Зарифа... Зарифа такая еще только ждет. Прошу тебя, парень, не дай моему сыну умереть, не добравшись до нее. Ты понял меня? Ладно. Окей. Ну, вот и хорошо. Вот и хорошо. Чушь от меня все время хотят, а? Ладно. Зариф, ты не слышал этого? Поговори. Ой, слушай, парень, я ни разу не возил Джамиля на проклятый континент. Но он там так ходил, будто все знает, представляешь? Ох, в последнее время меня окружают такие люди, что все события начинают казаться нормальными. А ведь до этого я торговал тыквами и морковками. И жизнь казалась мне, ну, тоже интересной. Даже мама как будто обрела интерес к жизни. Снова. Ой. Ой, и все, время быстро пошло. Рад, что нам рассказывают вот все вот эти мелкие детали про каждого персонажа. Каждый персонаж написан по-своему. Эй, парень, масса-лома! What the fuck? А какого черта я здесь? Почему? Почему я на мачте? Ну ладно, я в целом-то и не против. Господи. Господи, все ноги Эй, Лолушка, ты пока не ушел. Передавай привет леди Акетри и Абди. Окей, хорошо. Наконец-то мы в Нарфане. Все. Нинель. Ты на меня смотришь, да? О, смотри, вот это он. Ну, привет. Эй, Лолошка, как я рада, что это вы. Мне ужасно неловко, но, может быть, вы могли бы отвезти моего сына в школу? Я оставила дочку дома одну. Вилли нигде нет. Я очень вас прошу, пожалуйста. Школа находится в Нарфанисе. Хаким знает дорогу. Его нужно просто проводить. Прошу, прошу, прошу. Вы поможете. Чё? А ты бы реально рандомного чела попросила... Ладно, окей. Нинель, вам нужно самой научиться следить за детьми. В этот раз-то я помогу, но в другой раз могу не оказаться рядом. Да, конечно, я помогу, Нинель. Надеюсь, с Вилли-то все в порядке? Нет, Нинель, я Абда леди Акетры, и мне нужно торопиться к ней. Не, я просто реально не понимаю. Нинель просто ждала какого-то левого человека, который может пройти в город Нарфанис, чтобы я проводил чтобы, точнее, он, кто-то рандомный проводил сына? Ничего не понимаю. Либо она целенаправленно ждала меня. Короче, ладно, я помогу. Надеюсь, что с Вилли все в порядке. О, спасибо большое. Если что, то вечером я заберу его сама. Все, я пойду. И, слушай, будь хорошим мальчиком. Ладно. Дяденька, я не хочу опаздывать. Пойдемте. Да блин, я хотел поторговаться, стой! Нет! Слушайте, а это же вы приносили нам чай, правда? Это был такой вкусный чай, дяденька, вы не представляете. Да. Когда мы пьем с мамой выдуманный чай, это весело. Но я-то знаю, что он не настоящий. Я знаю. Мне очень нравятся вкусные вещи. В школе нам иногда дают рис с сахаром. Я ничего вкуснее не ел. Ай, и вы попробуйте. Ладно, рис с сахаром. Моя семья, конечно, не может себе позволить покупать обеды часто. Но недавно меня взяли в ученики обувщика. Мне платят 3 утена в неделю. А работаю я всего по 5 часов в день. После школы, представляете? Вот все завидуют мне. Мама мной очень гордится, но переживает, что я буду плохо учиться. А я не буду плохо учиться. И никогда не стану таким, как папа. Мама очень страдает из-за папы. Но она очень-очень любит его. Кстати, мы пришли, дяденька. Спасибо, что проводили меня. Вы очень-очень хороший человек. Привет. Не подходи, бедняк. Да, на нем лохмотья, смотрите. А что, если у него вши? Да, точно. Мама говорит, что таких, как ты, не должны брать в школу, потому что вы тупые. Реально тупой. Твоя мама не права. И оценки у меня по всем предметам лучше, чем у тебя. Да ты все равно бедный, понял? Иди лучше обувь чини.
Своей ты все равно себе позволить не сможешь. Реально, Отдай его. Это трэш. Блин, а ведь знаете, такое действительно существует в самой что ни на есть настоящей жизни. Я вот читал об этом, и дети на самом деле действительно очень сильно склонны к агрессии. Если вы сейчас узнали себя вот в этом задире, вам самим не кажется, что пора что-то менять? Понятно, что в реальной жизни вряд ли будет такое, то что кто-то кого-то задирает, а все вокруг смеются над этим. И опять же, если вы себя хотя бы на йоту узнали вот таким задирой, подумайте о том, что, наверное, пора что-то менять. Потому что когда вы вырастете, у вас не будет старых знакомых, с которыми вы могли бы что-то построить совместно. В общем, я не буду, наверное, слишком много распинаться об этом, потому что об этом можно вообще мусолить очень много. Это детское воспитание, это подростковое воспитание. И очень круто, что здесь на самом деле это показывают в этом сюжете. Это прям... Низкий поклон, молодцы. В любом случае, мы знаем то, что в Нарфонисе школа находится здесь. И тут учится, как, Хаким, да, его зовут Хаким. Давайте мы обратно телепортируемся на рынок. И не забудем о том, то, что мне нужно выполнять задание от одного единственного человека. Да-да, я говорю про фермера. Эй, да-да, Здрасте. здорово! Сочнейшие томаты только у меня, подходи. Да знаю, я знаю. Ну-ка, могу ли я как-то помочь? А? Парень, слушай, ты как раз вовремя. Проклятые уличные мальчишки меня достали. Снова украли у меня пшеницу, а за ней сегодня придет абд очень важной дамы. Выручай, раздобудь мне 64 пшеницы до конца дня. Ты поможешь? Чувак, это легчайший квест, да! 64 пшеницы, вот, забирай. Это был самый простой квест за всю историю. Ох, парень, спасибо огромное. Это тебе. Обновление уличные мальчишки. Плюс 5 с фермером, хорошо. 18 утенов, скоробей. Хорошо, хорошо, давай. И несмотря на то, что мне дали железного скоробея, я почти могу нафармить еще до 13-го. Ай, да молодец, ну-ка. Отношения все еще равнодушие, но мы понимаем то, что очень скоро он ко мне будет относиться чуть лучше. Надо бы отчитаться, что я дома, все нормально, с Абди поболтаем и... Ой, О, кого я вижу? ладно, этого я не Привет, ожидал. привет. здрасте. Вернулся-таки наконец-то. А я уже начала волноваться за тебя, Лулошка. Ты что, был на Зеленом континенте, да? Ну да. Угу, ну так я и думала, Знаешь, тебе полезно иногда куда-то отлучиться, это точно. Хоть это и заставляет меня волноваться. А? Что такое, Халима? Халима, я вижу, что тебя что-то сильно раздражает. Нет, простите, леди, ничего такого. Я просто терпеть не могу, когда вас заставляют переживать. О, Халима, запомни, некоторые переживания могут быть вполне себе приятными. Ладно, я пойду к себе в комнату. Чё ж меня так ненавидит? Ой. А знаешь, хорошая ведь идея. Я не прочь вздремнуть часок. Ты тоже отдохни, Лулошка. Все-таки только что с дороги. А завтра я хотела бы поговорить с тобой о наших дальнейших планах. О, все-таки мы продолжим изучать, как его там называют, это, Тойфетун. Блин, Хануф мне ничего не сказал, просто взяла и ушла. Привет, котейка! Погладить, кстати, нельзя. Нифига у нее наряд! Я уверен, что вот этот наряд стоит миллионы утенов. А я тут это, со своими сотнями хожу. Что-то еле-еле покупаю себе еду, блоки какие-то. Я очень хочу разбогатеть на том, что наконец-то прокачаю себе шахтерские острова. И давайте, наверное, прокачаем рабочую силу до 2-го уровня. Бам! Улучшение нанимает дополнительных шахтеров. Увеличивает скорость добычи ресурсов. Все, следующее стоит 200 утенов. Я сейчас потратил 100. У меня осталось 198. Ладно, зайти-то я могу. Ну, хоть на этом спасибо. Так, Абди, Сдерик, поболтаем. Сдерик, ты здесь? Сдерика нет? Ага, погоди, чтобы здесь на кухне никого не было, это странно. Абди, ты-то хотя бы здесь? Ну, ё-моё, я думал, с кем-нибудь поговорю сейчас. Что ж, Акетра хочет со мной поговорить о наших дальнейших планах. Мы понимаем, что если она хочет поговорить об этом, значит это что-то очень-очень серьезное. Скорее всего, это золотые маски, скорее всего, это Тойфетун. И мы прекрасно помним, что это связано с богом фараоном. Поэтому, начиная расследовать данную цепочку, мы выйдем на фараона. И мне не терпится уже, блин, до этого дойти. Сразу заберем на будущую серию, чтобы не забыть.
забыть. А на этом я буду действительно постепенно заканчивать. Ребята, спасибо огромное за просмотр. Не забывайте, пожалуйста, подписываться. Не забывайте ставить лайки. Понимаю, в учебную пару сразу вырубаешь видео и сразу идешь чем-то заниматься по учебе. Может быть, какая-то работа появляется. Как-никак осенняя пора. Кто-то уже начинает к Новому году готовиться. Но, пожалуйста, из-за всего этого не забудьте поставить лайк и подписаться. Это всего лишь несколько секунд. Спасибо большое, если не пропустили мимо ушей. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и начало расследования. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Там откуда-то появились монстры, и все бежали в Нарфане. Я не понимаю, вы что, все с ума сошли? Вы не боги, вы смертные. Опомнитесь! Тут приходила женщина одна, просила вот это передать. Женщина выглядела очень взволнованной. Опа-на! Эй, Лолошка, я хочу обсудить с тобой дальнейшие планы наедине. Именно это сказала мне Акетра в конце предыдущей серии. А я напомню, что она единственная, кто знает про мое карманное измерение Прунус. Стоит довериться ей. Тем не менее, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы погружаемся в лор. Да, черт возьми, наконец-то о моем карманном измерении Прунус кто-то знает. И не абы кто, а сама леди Акетра, которой, честно говоря, вроде как, хочется доверять, поэтому доверяем. Напомню, что благодаря ее сумбурному рассказу о кристаллах Скинта мы поняли, леди Акетра либо не мироходец, либо еще сама не понимает, что обладает подобной силой. О, как же это похоже на моего персонажа. Он сейчас тоже не понимает, что такое мироходец. Но давайте так, пока с нами не связалась леди Акетра, которая хотела с нами поговорить, мы приступаем к более понятным вещам. Стол исследователя. Тыквенный пирог, до свидания. Стол, здравствуйте. И по идее сюда мы добавляем молот Монту, да? Так, и после этого... Оу, могу его изучить. Один из огней легендарных артефактов, разбросанных по всему Мисру. Созданный богом Монту, молот способен опустошать целые залежи руды за пару взмахов. Окей, это что такое? Конвертирует одного серебряного скоробея в 50 единиц опыта. Что? Давай. Раз, два. Прикольно. Слушайте, мы ничего не сделали, а уже что-то сделали. Геолога-разведка, уровень 0 из 2. Удар Монту, уровень 0 из 5. Так, а в итоге у меня сейчас есть какая-то штука, которую я, наверное, могу вложить, да? Давайте сначала об этом почитаем. Геолога-разведка. Сила бога труда позволяет вам с легкостью прорубаться сквозь твердые породы. Улучшение увеличивает радиус разрушения блоков молотом. Ничего не понял, но сейчас радиус 1. Стоимость 2 очка прокачки и 30 единиц опыта. А, то есть вот эти, получается, да, очки? Блин, у меня сейчас 1. Окей, я, наверное, тогда еще вложу. Раз, два, три, 4. Дорого. Так, и после этого повышение уровня. Сюда! Чё мне это дало, неизвестно, но я прокачал 1 из 2. Так, а это удар Монту. Ощутите себя богом, ударив по земле могучим молотом. Вызванная ударом волна выбивает на поверхность все самое ценное, оставляя под ногами лишь пустую породу. Эх, сейчас радиус 7 блоков, откат 50 секунд. Ну, как будто этого достаточно. Давайте пока что так и оставим. Следующий уровень слишком дорогой, и нам бы понять, как это можно улучшать без скоробеев. Может быть, надо просто пользоваться? Так, молот мы забираем обратно. В доме мы его точно не используем. Я не настолько кретин. Забираем все самое ценное, что можно будет продать. Ненужное, наоборот, убираем. И, внимание, у меня крутая идея. Я наконец-то нашел применение обычному рюкзаку. Я буду складывать сюда все, что связано с сюжетными предметами. Письмо, вырванная из книги страница, белая маска и, конечно же, фрагменты Скинта. Короче, да, все ненужные в данный момент сюжетные предметы пусть лежат здесь. Гениально. Эй, Лолошка, ты чего это бегаешь? Что? Доброе утро. Ой. Здравствуйте. А я вот, знаешь, хочу искупаться. День сегодня выдался особенно жарким. Ой. Да ты не красней, так не красней. Сдерик, Хануф и Халима тоже там будут. Правда, Абди отказался. Пробормотал что-то про то, что ему нужно заниматься уборкой. Но мне кажется, что его смутил мой купальный костюм. А тебя? Что насчет тебя? Не смущает?
Да нет. Что там происходит? Леди Акетра, я прошу прощения, там что-то происходит. Вот. Вот. То есть я хотел сказать нет, не смущает. Нет. Ну вот и отлично. Давай, переодевайся. Искупаешься с нами. Заодно расскажешь, что видел на Зеленом континенте. Будем ждать тебя там. Ладно. Так, а у меня... У меня, по-моему, был купальный костюм, просто я не помню, куда я его положил. Скажите, что он здесь. О, нет. О, боже. А куда переодеваться? Я выкинул, да? А, нет, стоп, у меня еще вот есть. Ну-ка. Да, вот он, купальный костюм. Фух. Я уж думал, что всрал сюжетную вещь. Ну вот, видите? Нам как раз и нужен этот рюкзак, чтобы все сюжетные вещи не терялись. Далее переодеваемся. И... О, ну какой красавчик, господи. Я каждый раз кайфую от себя голенького. Ну, то есть я имел в виду в костюмчике вот в этом, да. Так, ребята, в итоге у меня вопрос. Вы что там делаете? В волейбольный мяч играете? Серьезно? Это так прикольно реализовано. Понимаете, зная механику Майнкрафта, сделать вот такое, это реально сложно. Так, вопрос, а где у нас Дерек? Кто там еще должен был присоединиться, кстати? С Дерек, Хануф и Халима. Хануф и Халима здесь, а с Дерека я не вижу. Прикольно, отдыхаете. Ой, ну как же хорошо окунуться немного в прохладу. О, это правда. Да. Даже немного завидую Лолошке. Он на Зеленом континенте был. Там не жарко. Кстати, как там наши сараи, а, Лолошка? Не развалились еще? Нет? Погоди, а ты тут был? Я что-то тебя даже не заметил. Не развалились. О, вот и отлично. Фух, а ведь это, кстати, правда хорошая новость. Как бы нам не пришлось потом перебираться туда жить. А? Что? Чего? Но как же так, госпожа? На проклятом континенте нельзя жить. Да, госпожа, мы отправимся с вами куда угодно, но зачем перебираться именно туда? Я не хотела с вами разговаривать об этом сейчас. Все-таки мы собрались здесь, чтобы расслабиться, отдохнуть. Но, да, держите в голове. Есть вероятность, что нам всем придется покинуть этот уютный дом. Нет, Вот это новости. Леди Акетра, а что вдруг случилось-то? Ох, Сдерик, я думала, ты и сам понимаешь. Наше поведение на Шахтерских островах не могло остаться незамеченным. Пока что Совету города и Фараону нечего предъявить, да и неким меня заменить. Охо-хо. Но как только у них появится малейший повод, нас всех, абсолютно всех внесут в списки. Но нет, леди Акетра, мы же столько всего натворили на Шахтерских. Они бы уже давно могли... Ох, Сдерик, ну как же ты не понимаешь? Это для обычного населения мы герои, которые освободили шахту от странных бандитов. Да, за такое нас нельзя ни в чем обвинить. Это наоборот, только скорее усилило мое положение в обществе. Некоторые богатеи из тех, кого я раньше презирала, даже высказали мне свое почтение. Я стала презирать их чуть меньше. В общем, сейчас им до нас не добраться. Во всяком случае, с легальной стороны. Но то, что я допустила со скульптором, больше не должно повториться. Надеюсь, вы все это понимаете. У меня есть несколько надежных информаторов. Если у кого-то из них появится информация о том, что кому-то грозит явная опасность, мы в тот же день переедем на Зеленый континент. Но не, почему именно туда, госпожа? В Мисре много мест, куда фараону будет трудно дотянуться, вы и сами это знаете. Да, леди Акетра, мы могли бы перебраться поближе к Молотову морю. Вы же сами любите море. Раз уж мы действительно занялись поиском огней, наверное, разумнее было бы... Лолошка, а у тебя что? Есть идеи, где может находиться какой-нибудь из огней? А чё я-то сразу? Ну вообще вот у меня это получается связано с Той Фетуном, да? Я сопоставил то, что рассказал мне Джамиль, с записями скульптора. Нам нужно в Дидинах Вамдис. Надо проследить, кто выкупил на черном рынке огонь, про который говорил Бурис. А вот это что такое? Это что такое? Погоди. Не, ну вообще я хочу вот это нажать, но вот это... Я что, промямлю что-то? На самом деле это очень хороший выбор, потому что, напомню, Джамиль мне действительно рассказывал про Селиасет, про то, что она была наставницей Диди Нахвамдиса. То есть именно в этом городе, в Нахвамдисе, находится ее самая главная статуя. Ну, если я правильно понимаю.
Поэтому, да, я верю в огонь Селиасет. И в тебя я тоже верю. При этом он говорил, великие мастера древности, впрочем, справлялись с этой задачей. Вот бы ты мог на это посмотреть. Вот оно что! Точно! И помните, Джамиль еще тоже сказал, что великие мастера древности, что-то там. И вот если бы я мог на это посмотреть, что-то подобное он сказал. То есть нам реально нужно в Нахвамдис. Выбираем. Да? Что? Лолошка, записи скульптора? Ты это о чем? Точно! Вы же не знаете про... Об этом, честно говоря, не подумал, но... Вот, возьми. Ну-ка. Так, Ух ты. известь, вода, добавить... Да, подожди, Лолошка, так это же просто какая-то ерунда про растворы. Читай дальше, Сдерик. Да... Ну ладно. Так, если ты читаешь... О боже. Ну? Огонь Эй, Сдерик, чего Боже, там? боже. Не молчи, бога ради! Леди Акетра, кажется, скульптор знал, что его хотят отравить, и оставил у ложки странную подсказку. Господи, да ладно. Лолошка, что тебе рассказал Джамиль? Выкладывай. Когда ты вообще успел с ним встретиться, а? Ух, фига себе. На зеленом континенте есть люди, жители. Они говорят на другом языке. Джамиль рассказал мне, что раньше все жили на зеленом континенте. Потом там откуда-то появились монстры. И все бежали в Нарфанис. А еще Джамиль рассказал мне, что главной достопримечательностью Дидинахвамдиса была огромная статуя Селиасет, выполненная древними мастерами. Вот оно, да! Об этом я говорил еще кучу серий назад. То есть, если как-то попытаться разгадать ее, это говорю сразу, моя догадка. Мне кажется, то, что у одной из статуй Селиасет один вот этот огонек, это и есть артефакт. Вау, то есть, получается, я гений? Я реально с первого раза догадался, о чем была речь в записях скульптора. Ну вот. О, Обалдеть. невероятно! Это же та самая статуя, о которой говорит скульптор. Да, это точно она. А ну-ка, дай сюда. Так. Ну, это же отлично. Мы знаем, куда нам идти дальше. Пипец. Ну да. Эй, я не понимаю, вы что, все с ума сошли? А? Неужели вы Что? все пропустили ту часть рассказа, где Лолошка говорил про монстров? Откуда у вас эта уверенность в собственной непобедимости? Вы не боги, вы смертные, опомнитесь! Эй, Халима, мне кажется, ты забываешься. Точно. Пожалуйста, госпожа, простите меня, я не имела права... Успокойся, Халима. Я понимаю твои благие намерения, но Хануф права. Не нужно считать нас всех здесь идиотами. Пожалуйста. Нет, нет, госпожа, я ничего такого... Бога ради, встань, Халима! Ты же знаешь, как я не люблю такие жесты. А теперь иди в свою комнату и подумай о том, как твои эмоциональные поступки влияют на меня и остальных. Хорошо, леди Акетра, разрешите мне пойти с ней? Иди, Хануф, конечно. Благодарю. Эй, Халима, Вот Халима, отлично. подожди меня. А теперь, ребята, когда Халима ушла, можно признать, что она права. Пока что нам ведь действительно все это время везло. Мы как-то справлялись. Ох-охо. Да, Лолошка, ты правда отлично сражаешься. Но что за монстры обитают в Дидинахвамдисе? Мы не можем рисковать и отправляться туда без подготовки. Но зато мы теперь точно знаем, где искать один из огней. Леди Аки, это, конечно, все правда, но мы ведь даже не знаем, сколько этих огней всего. И тут ты прав, Сдерик. Мы должны изучить этот вопрос. Сдерик, обед сегодня будет готовить Халима. Что? Почему? Потому что мы с тобой пойдем в катакомбы Хеттентепа. Мы найдем и прочитаем все, что связано с огнями. Ты понял меня? Да, конечно, леди Акетра. Вот и отлично. Я пойду переоденусь. Жди меня. О, Лолошка, как же это круто. Ну сам скажи, что может быть круче, чем провести целый день в сырых, темных катакомбах за чтением неразборчивых книг и писем древности? Ой, блин, ты, наверное, очень расстраиваешься, что Акетра не позвала тебя, да? О, прости, что я так хвастаюсь перед тобой. Ой, и кстати, нельзя заставлять леди ждать. Ой, все, я побежал. Давай, я побежал, Лолошка, не скучай. Ладно,
Не буду. Это, я так понимаю, можно уже снять. Все, купальный костюм мне не понадобится. Они, получается, как минимум должны узнать, сколько этих огней существует. В любом случае, не зря я взял этот дневник. Знаете, у меня такое ощущение, что если бы я его не взял, то у меня не было бы того фиолетового выбора. И у меня был бы вот этот вот непонятный выбор. И также речь про огонь и Буриса. Так что я в 3000-й раз повторяю, все сюжетные вещи чаще всего лучше таскать. Так, и я, наверное, могу сейчас выйти, да? Мне же наверняка нужно просто гулять сейчас. Что мне вообще делать нужно? Может быть, с Абди поболтаем? Он же у нас все-таки отказался, его надо в курсе держать. Абди? О, эй, Лолошка, привет. Я только тебя вспомнил, чел. Слушай, если ты куда-то спешишь, подожди, пожалуйста. Тут приходила женщина одна, знаешь, такая рыжая, спрашивала тебя, просила вот это передать. Возьми. Я не читал, если что. Надеюсь, там ничего серьезного. Женщина выглядела очень взволнованной. Мне она, кстати, понравилась. Очень приятная. Вот. Это все, что я хотел тебе сказать. Пока. А я, кстати, как раз тебя искал. Я думал, ты убираешься. Так, ну-ка, куда ты пойдешь? Нет, стой. Куда? Куда ты идешь? Я не понял. Ну да, в итоге убираться реально. Давай, наверное, на всякий случай я тебе сейчас хлеб подарю, потому что я точно помню. Тебе это нравится. Это дает плюс 3 репутации. Бери. О, ничего себе. Это действительно мне. Это тебе. Ну-ка, поговорим. Нет, статус отношений. Ну, у нас максимальный статус отношений. Я просто на всякий случай это поддерживаю, потому что мало ли, как говорится. Кстати, некоторые люди заметили то, что у меня курсор лагает, когда я в прокачке персонажей. На самом деле у меня не лагает, чтобы вы понимали. Типа, у меня нет лагов. Это только в записи такая проблема. Ну, ладно, выходим. В итоге, что мне за записочку дали? Давайте проверим. Здравствуйте, Лолошка. Я так благодарна вам за все, что вы сделали для меня и для моей семьи. Я хочу сообщить вам важные новости. Как будете свободны, обязательно заглядывайте в гости. Опа-на! А вот это уже правда интересно. Меня кто-то обсуждает. Погоди, а может быть Нинель информатор, о которой говорила Акетра? Блин, очень прикольно то, что мир настолько проработан, что люди находятся даже там, где я не могу быть, куда я не могу попасть. В это веришь, вот правда веришь. Здравствуйте. Жалко, что поговорить нельзя, конечно. Здравствуйте. Кстати, это же тоже статуя Селиасет. Но я так понимаю, это не та статуя, да? Нам нужно в Дидинахвамдис. Какой-то город, в котором мы еще ни разу не были. Люди ходят, люди бродят. О! Привет, Бурис. О, здорово, Лолошка. Прости, на работе не поболтаем. Я все надеюсь, что у него появится что-то новое, но ничего нового не появляется. Четырехлистый клевер. А давайте посмотрим, что этот клевер делает. Четырехлистный клевер. Он дает ровным счетом нифига. Не, из него можно сделать какое-то везение. Интересно, а зачем это везение нужно? Что оно дает? Есть везение, есть невезение. Наверное, какая-то редкая штука, раз он продает это за 35 утенов. Так, ладно, все, прекратили лишнее обсуждение. Мы почти у Нинель. Эй, Нинель! Ты дома? Ну-ка. Да. Что-то там ходит, кстати, что-то делает. Здравствуйте. О, могу. Я думаю, что можно Нинель. будет... Здравствуйте. О, здравствуйте, Лолошка. Вы пришли. Я так рада. Ой, смотрите. Купила сегодня на рынке куриных сердечек. Мы мясо уже полгода не ели. Но сегодня у меня праздник. Какой? Давайте не будем стоять, присядем. Ой, вот, присаживайтесь. Я нашла себе хорошую работу, Лолошка. Не такую, за какой вы меня застали в прошлый раз. Меня взяли работать швеей-закройщицей. Богатый мужчина увидел, как я обращаюсь с ножом, когда я помогала в мясной лавке. Он спросил у меня, могу ли я так же аккуратно резать ткань, как свиную тушу. Я, конечно, рассмеялась, ведь резать ткань куда проще, чем свинину. Теперь я буду заниматься раскройкой и пошивом. И у меня даже будет оставаться время на подработку на рынке. Если постараюсь, буду получать вдвое больше, чем в шатре. Лолошка, спасибо вам. Огромное вам спасибо, что не стали рассказывать о моем занятии Вилли. Это был ужасный, черный период в моей жизни. Вы сказали мужу, что он должен найти какой-то способ, как помочь нам справиться. Но он так ничего и не смог придумать. Однако ваши слова о том, что я сама решаю, как мне жить свою жизнь, толкнули меня больше стараться и не бояться хватать любые возможности. Именно поэтому я и хотела, чтобы вы, Лолошка, были первым, кто узнает о моей новой должности. Ведь это отчасти ваша заслуга.
Вилли неплохой человек, правда. Ему просто очень тяжело свыкнуться с тем, что мы теперь живем не так, как раньше. Раньше мы возили различные специи и соль на корабле отца Вилли. Куда бы мы ни поплыли, нас везде ждали спокойные пески. Попутный ветер. Вилли всегда говорил мне, это все благодаря нашему путеводному огоньку. На носу нашего корабля был установлен Горн Селиасет. Так мы это называли. Ой. Конечно, я понимаю, что дело было вовсе не в какой-то веселой безделушке. Мы были молоды, влюблены, счастливы. А таким всегда сопутствует удача. И таких никто никогда не любит. Нам завидовали, нас ненавидели. Сколько же раз нам поджигали паруса, ложка. Сколько раз воровали у нас специи, просто заменяя ящиками с песком. Ахаха. В те времена с любой проблемой мы справлялись плечом к плечу. И не было того, с чем мы не могли бы справиться, пока наши конкуренты не начали строчить на нас доносы. В конце концов, вы уже помните, у Вилли отобрали лицензию. Наш корабль куда-то пропал. Веселый Горн Селиасет больше никогда не играл для нас песчаной песни. Ой, простите, чего это я решила загрустить-то, а? Сегодня ж хороший день-то, радостный день. Ой, что это я действительно... Скоро Вилли с детьми придет. А вы поможете мне на стол накрыть? Ух, вот это поток информации. Ну да, давай, чё уж, раз я здесь-то. Ну я рад, что у вас все хорошо. Вы, конечно, кажетесь не самой значимой семьей для сюжета, но я уверен, что вы чеховское ружье. Вы еще стрельнете в этом сюжете. Недаром нам показывают в сюжете постоянно эту семью. Ой, недаром. Привет, сынок. Привет, другой сынок. Привет, Вилли, кстати. И чё, я тоже буду? Я тоже остаюсь здесь. О, я буду кушать. Так. В итоге всем нам весело. Всем нам офигенно. Да, и время проходит незаметно. Жалко то, что мы не понимаем, о чем они говорят. Ну, то есть просто поболтали и все. Значит, Нинель, я правильно понимаю, ты теперь будешь шить одежды всяким богатеньким детям, да? Эй, Вилли, не начинай. Что я такого сказал-то? Где соврал? Эти богатеи отобрали у нас все, что было, Нинель. Не они у нас все отобрали, Вилли. А даже если они, то я ради наших детей на все готова. Мы не знали, какая жизнь нас ждет, когда они родились. Сам подумай. Мы должны обеспечить им счастье, несмотря на ту ситуацию, в которой оказались. А я как будто против. Вот если бы я мог получить свою лицензию. Да бога ради, Вилли! Пожалуйста, хватит! Хватит уже жить этими мечтами! Что будет, если ты никогда не получишь эту лицензию? Скажи мне, что? О, опять ссора. Я смотрю, у них эти эмоциональные качели — это ежедневная рутина, да? Пожалуй, мне пора. Спасибо за приятный вечер, Нинель. Нет, я так просто не уйду. Вилли, Нинель права. Из-за вашей нерешительности ей приходится идти на крайние меры, чтобы прокормить детей. Блин, ну нет, это я точно не нажму, а то он еще спросит, что это за крайние меры? Нинель, никогда нельзя терять надежды. Нужно всегда стремиться заниматься любимым делом. Ну, то есть тут мы скорее за Вилли выступим, да? Но, знаете, мы уже серии 30+ видим то, как Вилли просто мечтает о своей долбанной лицензии. Он не может понять то, что хватит жить прошлым. Пора двигаться в настоящем. Да, поэтому, видимо, вот этот вариант самый такой нейтрально нормальный. Я сначала не хотел его нажимать, но по итогу он реально самый-самый. Пожалуй, мне уже пора. Спасибо за приятный вечер, Нинель. Да, конечно. Спасибо большое, Лолошка, что составили нам сегодня компанию. Да, Лолошка, мы действительно всегда рады видеть тебя в гостях. Наш дом для тебя всегда открыт. Приходи. Так, в итоге у нас трюфельное... Сколько оно восстанавливает? 20 сытостей. Ё-моё, ты посмотри, что делают, а? Реально, покушали вечерком и все обратно относим. Только куда? Погоди. Я думал домой. Мне вдруг стало даже интересно, куда он это отнесет. Так.
А, это стояло здесь раньше? Блин, какая сценка, а? Такая маленькая, но какая же она приятная. Видно, что люди живут. Так, сейчас ты, получается, поставишь. Я, конечно, очень надеюсь, что Нинель и Вилли по итогу не разведутся. Мы, по сути, сейчас некоторыми своими диалогами направляем их на путь семейный. Что-то типа того. На путь истинный, лучше уж так сказать. И... мы будем следить за развитием этой семейной жизни прям до самого-самого конца. Но я более чем уверен, что вот эта семейная жизнь еще стрельнет, как чеховское ружье, где-то в глобальном сюжете. Но если вы думаете, что после этого прямо сейчас я пойду в дом Акетры, нет! Ребята, я помню, я очень хорошо помню просьбу Джамиля в предыдущей серии. Он сказал что мы теперь можем, по идее, снова приходить к нему в бар. В Сладкого утенка, или как это там называется. Единственная проблема, я не помню, где находится этот бар. Типа, мне просто интересно, что будет, если я тупо приду. Недаром же Джамиль сказал что мы теперь можем безнаказанно туда приходить. Парень! Да, кстати. Сочнейшие томаты только у меня, подходи. Я знаю. Давай, может быть, помощь предложу. Нужна ли помощь в чем бы то ни было? А? Ты кто, пацан? Я хоть и знаю, кто ты, но бла-бла-бла-бла. Вот, можешь помочь мне? Да, конечно. Должен был привезти мне 48 морковки. Господи, почему у меня заданий так много? Это что, опять баг какой-то? Он дал мне 2 задания. Он дал мне 3 задания. Чего? Так, ожидание сдачи персонажу принести 48 морковки. Ну, у меня есть вот 48 морковки. Парень, кстати, сочнейшие томаты только у меня. Бога ради, я знаю. Вот, возьми, 48 морковки. Да? Забери все, что... Ох, неужели это... О, спасибо огромное, парень. Держи, это тебе за помощь. Yes! Плюс 5 с фермером. 5 утенов! Ну ладно, скоробея дали. Еще скоробея дали. Еще скоробея дали. Так, Лазатепова. Не дали. Сколько у меня там опыта остается? 3000. Пипец. Дорого так-то, дорого. Но это мы пока что точно оставляем. Мы понимаем что серебряные скоробеи, по сути, стали очень важной валютой. Потому что они теперь используются не только здесь, но еще и в обмене, в прокачке шахтерских островов и даже в изучении молота Монту. Обалдеть. Серебряные скоробеи, оказывается, бомба. Тем временем отношения с фермером у нас все еще равнодушие, но я прямо уверен, очень скоро мы поднимем. Давайте попробуем продать ему немного снопов сена, да? Так, продаем, наверное, около стака. Можем, наверное, даже 2 стака продать. Все, у меня будет примерно 333 утена. Отношения, по идее, от торговли не растут, да? То есть только от выполнения квестов. Все, надо это запомнить. А теперь, наконец-то, попробуем обследовать Нарфани с другой стороны. Я помню что этот сладкий утенок, бар, находится где-то здесь. По-моему. Блин, я могу ошибаться. Я реально в этой стороне первый раз. Тут храм как... Стоп. Охренеть. Ребята, просто ходя по городу, я могу найти даже это. Тот самый фиолетовый глаз. Тот самый фиолетовый глаз, который... Той Фетун. Ну... Вот то, что в выборе диалогов. А если я зайду сюда? Может быть, как-то в сюжете в будущем это сыграет? Но я уже это нашел, понимаете? Я, походу, себе кое-что проспойлерил. Так, да, смотри-ка. Что-то это значит. Недаром тут кости валяются. Так, а где бар Сладкий Утенок? Мне бы его найти. О, боже мой, наконец-то я нашел Сладкий Утенок. Да, шумновато кто здесь. к нам заглянул-то? Привет, Здорово. привет, рад тебя видеть, парень. Будешь что-нибудь пить? Отношение, презрение. Ну, не знаю даже после такого. Яблочный сок, шоколадный молочный коктейль, красное вино, сидр, вино, поцелованное солнцем, вино, сталь. Ну, давай, наверное, вот это куплю и вот это куплю. Попробуем. О, хороший выбор. У меня есть для тебя шутка. Как зовут богатого владельца красавчика сладкого утенка? Сладкий утенок. Ну как утены, понял, да? Если ты пришел ко мне за информацией, то у меня ничего пока нет интересного. Иди отсюда. Обязательно расскажу, если что-то будет. Ага, вот оно что! То есть я могу приходить к нему и выведывать какую-то информацию. Вау! То есть я иногда смогу вспоминать про Джамиля, если не буду понимать, что мне нужно делать. Ну капец тут шумно, а! Все пьют, галдят. На всякий случай попробуем с кем-нибудь поболтать. Да, блин. Ослиная моча, не пиво. А, понятно. Еще кто-нибудь? Джамиль красавчик. Да, наверное. То подожди, тут мне реально каждый может что-то сказать. Здравствуйте, бармен, можем с вами поторговаться? Нет?
Ты сколько этому уже наливаешь, а? Или это каждый раз новый приход? Нет, это всегда один и тот же. Боже, хватит пить, чел. Джамиль, давай я тебе что-нибудь подарю, чтобы выросли отношения. Я помню, изумруд тебе нравится. Но нет у меня изумруда, блин. Ладно, тогда потом подарю. А вообще, телепортируемся домой. И, внимание, вопросы. Леди Акетра, Сдерик, вы вернулись? Вы же, наверное, уже вернулись, да? Я могу с ними поговорить? Неужели они еще не вернулись? Уже ночь! Ну или вечер на дворе. Ладно, какую информацию они выведали про огни, мы узнаем уже, видимо, в следующей серии. Но мы точно понимаем, что прямо сейчас, начиная примерно, ну, с 35-й, с 34-й серии, пошел очень важный сюжетный твист. Примерно после появления Междумирца. Так что сейчас очень важно копить информацию и не забывать про нее. Потому что, ну, видно, что здесь каждая деталь уместна. Играем в детектива, дамы и господа. От этого будет зависеть хорошая концовка. А хороший сезон будет зависеть от ваших лайков и подписок. Поэтому я очень надеюсь, что вы не забудете нажать на эти маленькие кнопочки. Ничем не примечательные, но тем не менее очень важные. Поэтому да, ребят, если вы когда-нибудь думали о том, как бы поддержать того, кто приносит вам настроение, вот... лайк, подписка, а мы будем стараться дальше. Еще раз спасибо, а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и семейные драмы. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока, пока. Доброе утро, дамы и господа. Итак, What the fuck? Эй, Лолошка! Что, черт возьми, здесь происходит? Эй, бро, это не то, о чем вы подумали, Ну, сами подумайте, вам не кажется странным, что Борис приплыл ночью в ядовитые земли Гизиры, чтобы просто набрать яда? Все сходится. Подожди, что сходится? Что сходится? Окей, Акетра и Сдерик ушли читать про огни, я остался дома, и вот сюжет ярко намекает, что за нами скоро придут. Пора бежать, ребята. Всем и каждому, даже Акетре. Сейчас объясню поподробнее. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Сезон, в котором мы натворили много говна, если так можно выразиться. Перейдя дорогу тайному обществу Той-Фетун, а то и правительству города, мы явно ненадолго останемся в этом месте, которое прямо сейчас можем назвать своим домом. Прости меня, домик. Да, ребят, увы, но я постепенно начинаю осознавать, что пора собирать вещи из сундуков и готовиться к тотальной заднице. Нам уже успели сказать, что из-за наших действий на Шахтерских островах приход Той-Фетуна за всеми нами — это лишь вопрос времени. Но, внимание, у меня хорошие новости. Я тут уже немного успел собраться, взял какие-то нужные предметы, которые точно мне пригодятся. Забыл разве что про стол исследователя. Его тоже возьмем. А теперь, чтобы никого не томить, да и себя тоже, давайте проверим. Акетра, Сдерик, вы вернулись? Здравствуйте. Так, Сдерика нет. Хануф, Халима, кто-нибудь. Напомню то, что в предыдущей серии Акетра и Сдерик ушли куда-то в храм читать книги про огни. Чего они там узнают, непонятно, но, видимо, они все еще читают, да? Так, не зайти. Здесь тоже. Боже, никого нет. Серьезно. Несмотря на то, что никого нет, мы особо не паникуем, потому что я по-любому могу выйти. Леди Акетра разрешила, да. Спасибо большое. Далее телепортируемся на рынок Нара. И здесь прямо сейчас не забываем про того самого фермера. У меня есть мечта прокачать с тобой кого отношения. вижу? Здорово, парень! Сочнейшие томаты только у меня, помнишь? Да, я знаю. Давай немного прокачаем себя, предложить помощь. Нужна ли помощь в чем бы то ни было? Ты кто, пацан? Я уж думал, мой поставщик наконец-то приехал. Бла-бла-бла. 48 связок пшеницы, ой-ой-ой. Погоди, просто связок? А что значит связок? Это как? То есть вот, у нас есть связки, какие-то стержни, пассифлоры, палки, хорус, но именно пшеницы нет. А если я дам тебе просто вот так вот 48 штуковин, этого достаточно? О, да неужели? Спасибо огромное, парень. Реально? А почему тогда там есть слово связки? О, держи, это тебе за помощь. 24 у Тена, так, плюс 1 скоробей, плюс 1 золотой, еще один скоробей, и все. Ну-ка, давай, скажи, что ты лучше мне относишься. Наконец-то, боже мой, наконец-то! Официально это мега топчик серия, потому что я добивался того, чего мы сейчас парень, добились. не забывай, сочнейшие томаты только у меня. Да, я знаю, я 20 серий тебя добивался. По идее, прямо сейчас все, сноп сена я могу продавать за 2, не за 1. Что ж,
Пора богатеть, дамы и господа. Берем снопы сена и продаем все, что у меня есть. О, боже! Давай, давай, 500 утенов. И 623. Я, по идее, могу сейчас еще сделать себе снопы сена, потому что у меня есть пшеница, еще пшеница. Но ладно, так и быть, давайте сделаем это потом. Так, а вот другие как ко мне относятся? Ну-ка, все еще с презрением, ну понятно. У тебя, по идее, помимо того, что я могу теперь продавать дорого, я могу и покупать дешево, да? Вау, томат всего за 19. Так, купить. Также я знаю то, что у тебя есть квесты на лук, на морковку, но морковка у меня и так есть. Давайте купим лук и сделаем из этого семена. По идее, можно, да? А, вот, да-да-да, из томатов можно. Наконец-то у меня есть томаты. А лук, наверное, можно просто посадить. Да, и он будет выращиваться. Что ж, как вы понимаете, хоть мы и прокачали фермера, это еще не конец. Я совсем недавно стал владельцем Шахтерских островов. У меня, по идее, должно быть много руды. А руду надо куда-то по очень выгодным ценам сбагривать. Да, кузнец, здравствуйте. Так, железо у меня добывается. Сейчас я могу продать 16 за 8 утенов. То есть, по сути, если я с ним как-то, не знаю, там, отношения подниму, то это будет куда выгоднее цена. Также я, наверное, могу уголь ему сбагрить. О, как невыгодно. Фигня какая-то. Так, ну ладно, давай, предложить помощь. Нужна ли помощь в чем бы то ни было? А? Ты кто, пацан? А, я думал, мой поставщик наконец-то приехал. Он должен был привезти мне 64 куска угля. Я не могу больше ждать. Слушай, раз уж ты мне помощь предложил, может быть, ты поможешь раздобыть необходимое? 64 угля? Так у меня, по-моему, есть, да, давай. О, спасибо. Жду здесь. Без проблем. Во! 64 угля, обновление, ненадежный поставщик. У кузнеца проблемы, принеси ему 64 угля. Без проблем. Вот, возьми, давай качаться. О, да ладно, неужели это? Пацан, спасибо огромное. Пожалуйста. Да, что-нибудь? Да, конечно, держи. Это тебе за помощь. Плюс 5 с кузнецом, 12 утенов, скоробей. Дайте мне лазотепового, пожалуйста. Давай, давай. Так, ауритеховый и... Да ё-моё, серьезно? Так, погоди, а сколько у меня осталось? А, кстати, не так уж и много. 800 опыта до лазотепового. Окей, проверяем отношения. И ой-ой-ой-ой-ой! Было презрение, стало равнодушие. То есть я его до этого уже качал, да? Я уже просто не помню, от кого я выполнял задание. Но это круто. То есть именно тот, кто мне нужен, уже с равнодушием. Короче, я уверен, что многие никогда бы не подумали, что я смогу это сделать. Но я смогу это сделать. Прямо около Нарфаниса мы создаем шахту. Это такой некий ход конем, но не для того, чтобы просто здесь был проход, а для того, чтобы я мог выращивать помидоры, лук, пшеницу, морковку и многое другое. Клянусь, я задолбался абы как каждый раз выполнять задания. Я хочу просто взять, прийти на ферму, забрать какие-нибудь помидорчики, сдать это долбанное задание и не париться. Да, вот только я понимаю то, что здесь какое-то место не самое удачное. Надо ниже прокопать. Единственное, что я сейчас понял, у меня земли нет и воды нет. Как я сделаю себе ферму? Ну ладно, мы оставим эту идею и не будем убирать в долгий ящик. Я обязательно вернусь. Окей, возвращаемся домой и проверяем. Абди, Акетрас, Дерек, вы дома? Прошло уже слишком много времени. Да, это, если честно, уже странно. На кухне... Да вы что, издеваетесь? Я, получается, 2 дня дома просто один торчу? Я помню, Дерек говорил, что Абди у себя в комнате якобы отсыпается. Зайти я не могу. Постучать явно ничего не дает. Если я напишу что-то типа «Эй, Абди!» Это... Подожди, стоп. А, господи, это кошки ходят. Так, ну ладно. Видимо, я действительно один. Ничего ненужного не убираем, но постепенно понимаем то, что мне бы, наверное, рюкзак улучшить. Сейчас у меня железный. Далее можно сделать золотой, это стоит 8 золота. Так, а у меня всего 7, да? 1 гребаный слиток, пожалуйста, дайте мне его, а. О, сюда. Тут хватит явно на побольше. Верстак ставим, объединяем, золотой рюкзак получаем. И офигеть, какое количество слотов заполняем. Или не заполняем, я даже не знаю. Это как будто не так уж и удобно, да? Вот так вот туда-сюда листать. Ладно, пока что вот это хотя бы уберем. Теперь спать. Доброе утро, дамы и господа. Итак, What the fuck? Эй, Лолошка! Бляха-муха. Почему здесь так много вас-то, а? Ой! Что, черт возьми, здесь происходит? Эй, бро, это не то, о чем вы подумали, я... What the fuck там происходит? Эй, Лолошка, помоги мне! Я прошу Ах ты ж, ё-моё! Ты! Если ты сейчас же не объяснишь, что ты забыл у меня дома ночью, то...
Господи, господи. Еще и разбил любимые вазы Хануф. Бога ради, он честно, у меня была Я причина. бегу! А? Я должна защитить леди! Я должна защитить леди! Эй, Хануф, успокойся. Открой глаза. Я в порядке. О, ложка. Хорош, Хануф, хорош. Мои вазы! Мои вазы! Вот видишь, а? Ну, пожалуйста, леди. Ох, тихо. Хануф, возьми, пожалуйста, себя в руки, убери осколки с пола, ведь кто-то может пораниться. Прошу тебя. Да, леди. Хорошо, сейчас. Тише, тише, Хануф. Я куплю тебе новые вазы. Как только выяснишь, что вы опять задумали. Ах, бога ради. Лолошка, я уже должна была бы привыкнуть, да, что у тебя странные друзья? Ах. Давай, вставай и идем ко мне в комнату. Ты тоже. Живо. А что я? Я спал спокойно. Я не мог ручаться за Синдбада, это он такой. С синяком своим подбитым тут ходит, фигней страдает. Синдбад, что ты делаешь? Господи, Смешно Синдбад. тебе, да? Как ты вообще? Ох. Сверху проникнул, да? Ночью. У него подбитый глаз, поломанная повязка, моя. подбитая нога. Поломанный картограф у нас получается. Так. Давай, мореход, проходи, садись. Ух ты ж, боже мой. Так, а мне... Мне... Да, тоже, Лолошка, ты тоже. Тоже? Ну ладно. Да уж, Да, мальчики. только не ругайте. Меня хотя бы не Фу-фу-фу. ругайте, это все он. Ну давай, Честно. рассказывай, мореход. Ох, а я-то уж вот думал, мой конец настал. И дело даже не в том, госпожа, что я был восхищен вашими движениями. Нет, короче, я пришел рассказать вам, ну, то есть Ложке, что я нашел еще один огонь. Господи, но ведь ты же мог просто постучать в дверь. Ну, госпожа, ну, позвольте, я все-таки в списках фараона, да, и документов у меня нет. О, ну да, точно. Как же я сама-то не догадалась, конечно. Ах, ты идиот, Синдбад. Ну, зато какой! Давай уж, продолжай про свой огонь. Где, что, как добраться, как ты еще жив с такими методами, ну и так далее. Ну ладно, уговорили. В общем, как тогда мы с шахтерских приехали, помните? Я сразу смекнул, что в Наре делать нечего. Поэтому я спрятался в трюме у Буриса. Так, дальше. Ну, так вот, я просто думал, что он на проклятый поплывет, и я там смогу еще раз поискать на Хвамдис, но Бурис поплыл на Гизиру. Вот тена-то, а. О, и что нам... О, нам что, сейчас прям Гизиру покажут? Так и представляете, он поплыл не в главный порт Гизиры, а в небольшой порт со стороны токсичных прудов. Ух, я там вот так вот и эдак, и всячески, короче. Ну ладно, это не важно. Как вы знаете, токсичные пруды почти необитаемые, ведь там все отравлено. И вот я тут подумал, чё бы это вдруг Бурису понадобилось здесь быть, а? О, кстати. Что там? Ах, Ра. Все руки обжег этой вонючей жижей. Мог ведь раньше сплавать с оборудованием, с перчатками. Ра. Ну ладно. Путешествие вышло отменное. Да и за ядом успел. Эй, кто тут? А? О, черт. Ну его нафиг. О, что это за история? Буриса связывает с этим ядом? Я повторяю, кто здесь? Свои. Или нет? Бога ради, прекрати повторять за мной! Вот тебе и патруль. Ладно, я так понял, свои, да? Короче, там корабль стоит, команда спит. Но полчаса назад его еще не было. Кому вообще сюда понадобилось причаливать, а? О, да уж, Дана будет недовольна. Тут же везде этот яд, нервно, как его это... Да, я понял. Пойдем проверим.
О-о-о. Синдбад. Давай, чё, давай, реально не быстрее. видно? Воу! Е-мать! А Бурис-то у нас Черт, тут... хара. Заехал, называется, на полчаса, а? О, черт, черт, черт. Так, ладно, иди-ка сюда. О, надо срочно избавиться от них. Так, подожди, а как это связано с огнями, вся вот эта вот история? Блин, еще ничего не видно, это все под покровом ночи, как вы понимаете. Ну, Синдбад стоит. Интересно, он в итоге спалится перед Бурисом? Блин, я понимаю, то, что это его прошлое, но я все равно волнуюсь. Ты чё? Ну, в общем, как-то тогда. Когда я уверился в том, что Бурис ушел, я и вылез. Ну ты и храбрец, Синдбад. Бурис же наш друг. Почему ты не вышел раньше? Да, госпожа, вам, ну, сами подумайте, вам не кажется странным, что Бурис приплыл ночью в ядовитые земли Гизиры, чтобы просто набрать яда? Серьезно? А ведь и правда. При этом нервно-паралитического, каким отравили скульптора. Все сходится. Подожди, что сходится? Что сходится? Акетра, что-то тут не так. Если она сейчас реально подумала то, что Бурис убил скульптора, то это самая тупая догадка. Потому что доступ к этому яду, как мы понимаем, есть буквально у всех. Причем тут Бурис вообще? Может, Синдбад просто хочет подставить Буриса? И это он скульптора отравил? Леди Акетра, какой смысл Бурису убивать скульптора сейчас, когда он мог это сделать раз 20, еще до нашего прибытия в Нар? Во, реально. Хотя, нет, знаете, все так. Я подумал, что это имеет смысл. Всегда знал, что Бурису нельзя доверять. Не. Реально, какой смысл Бурису убивать скульптора, если он мог это сделать еще 20 раз до этого? Ой, точно. Ладно, ложка, твоя правда. Тем более Бурис через столько с нами прошел. Видимо, недосып сказывается. Стой, Синдбад, подожди. Да, что? Дана! Помнишь, там, на Шахтерских, человек в серебряной маске сказал, что Дана — это голова. И ты также сейчас упомянул, что эти двое разговаривали про Дану. Так? Ну да. Они раза два сказали точно про то, что она будет недовольна или что-то типа этого. Бурис в прошлый раз сказал, что не знает, кто она. Но раз Тоефетун в открытую на Гизире, тем более в той части, значит там точно есть огонь! Ой. Да, это правда. Я же говорил, я говорил вам! А он ведь говорил. Зачем его Ну поставлять? да, говорил. Но, мореход, подожди-ка. Как ты спасся от ядовитых паров? Да и как ты здесь оказался, если Бурис уплыл? Это же сколько дней прошло с тех пор, а? О, госпожа, не надо меня ни в чем подозревать. Я карту Гизиры делал, честно. Она у меня даже с собой. Вот, можете взять, леди Акетра. Просто возьмите, вот, у меня. Да тише ты, тише, сейчас посмотрим. О, и правда. Ничего себе. Лолошка, на, взгляни-ка. Фу, ну вот любите же вы напугать, а? Короче, Так. обратно меня привезли рыбаки из порта. Потому что я умолял их 3 часа подряд, представляете, 3 часа! Друзья, я хочу быть с вами честным, потому что вы единственный шанс для меня найти все огни, и тогда Мусфира наконец выкусит! Ой, блин. О, господи. Вот это мотивация у Синдбада. Так, погоди, а что мне в итоге? Карта Синдбада Гизира. На удивление, искусственно нарисованная карта, созданная Синдбадом. Открывает новые области на карте мореплавания. Ура! Наконец-то! Так, красиво. Так, мы видим то, что на Гизире есть вулкан, да? Или что это? Это вулкан? Изучаем. Разблокирована новая область на карте мореплавания. Так, в итоге, а что мне нужно делать? Господи, у меня ж тут выбор. Ну что, верим Синдбаду? Так, ну вообще да. Конечно, он ведь помог найти молот Монту. Нет, не верим. Думаю, он что-то еще скрывает. Леди Акетра, я и раньше верил. Но вот у Буриса лучше спросить, а не подозревать его. Я уже как-то раз ошибся. Да, кстати, это правда. Давайте. Что ж, ошибся. ладно. Тогда идем к нему. Спросим сразу. Прямо сейчас? Да, он всегда ночует прямо в порту. Прямо на корабле. Госпожа, а вдруг он опять на Гизиру уплыл, а? Ох, господи, Синдбад, ты странный. Ну, чушь я странный-то. Лолошка, возьми оружие. Хорошо. Меч из лунного камня у меня есть. Молот Монту есть. Ой, ты тоже оружие возьмешь, да ладно. Да, я тоже прихвачу. А ты, Синдбад, можешь посидеть здесь, если хочешь. Здесь? Нетушки! Синдбад встретит опасность в лицо! Это я говорю, да.
Да и тем более, вы же вооружены, да? О, господи. Идем уже. Стой! Погоди, не телепортируй нас, не телепортируй. Мне нужно чем-то драться, надо драться. Так, Нет! Нет, стой! Я сейчас поверить не могу. Стража нас просто взяла и пропустила, что? Они меня будто и не заметили вовсе, а я ведь в списке. Синдбад. Что, первый раз сталкиваешься с тем, куда смотрят мужчины, да? Я... не совсем... Ладно, все тихо. Смотрите, вон и Бурис стоит. Я понял вас. Мы подкрадемся сзади и... Стой. Что ты сейчас предлагаешь? О, господи, дурная голова. Я первый и последний раз тебя куда-то беру. Давайте, за мной. Обалдеть, вот это она его по башке-то ударил, бедняга Синдбад со своими синяками. А Бурис-то реально, кстати, стоит. Поболтаем. Бурис, привет. Ты нас еще не Эй, слышишь? Бурис! Да кто там опять? Леди Акетра, вы что здесь делаете? Стоп, и ложка, и... Ай-яй-яй. Не смотри на меня так, не смотри на все. Конечно же, с вами еще и горе-моряк. Ну давайте рассказывайте, что ли. Что вас, друзья мои, привело в столь поздний час? На самом деле мы пришли узнать, что... Зачем мне яд? Дайте угадаю, да? Да, но... Господи, Синдбад, хара тебе в рожу! Ты реально думал, что я не видел тебя? Мне вообще в тот момент не до тебя было. Я еще думал, чё ты так себя странно ведешь-то, а? Короче, ребята, я торопился и... Вот... Черт, не успел. О, господи. Бурис, извини, но меня это очень сильно беспокоит. Ответь, пожалуйста, зачем тебе яд с Гейзиры? Теперь уже ни зачем, леди Акетра. Мне он нужен был для друга. Бедняга мучился от боли, от которых помогал только местный паралич нервов. Одна богатая леди делала ему иглоукалывание. Ой, она говорила, что он так долго не протянет. Но нельзя же жить с такой болью. Все утены храм мне в рот тратил на ее услуги. Все утены. Боже. Бурис, прошу, прости нас. Да это ничего, леди. Ты прости меня, Бурис, я не мог знать. Иди сюда. Пожалуйста, прости меня. Так, господи. Да ничего, картограф. Все-таки подозрения были напрасны? Не поняла. Эй, смотрите. А это не Абдили случаем? О! Чего? Абди, мы его не видели уже 2-3 серии. Леди Акетра! Леди Акетра! Господин Борис, пожалуйста, простите. Господи, Абди. Встань, пожалуйста. Просто скажи, что случилось. Простите, пожалуйста, я не мог уснуть сегодня. Я не хотел подслушивать, честно, я не хотел... Из моей комнаты очень-очень хорошо слышно ваш сильный звучный голос, госпожа. Я услышал имя, которое предпочел бы забыть и никогда больше не слышать. Так, Абди, и что же это за имя такое? Дана, это Дана, госпожа. Да, но ведь это же... Да, Бурис, это голова. Я просто... Дана, она большая специалистка по ядам, отравам и акупунктуре. Чего и... Почему еще раз? Ты где такой умный-то стал, Абди, а? Нет, Простите, я не хотел. О, Бурис, ну зачем же ты так? Акупунктура — это иглоукалывание. И что-то мне подсказывает, Бурис, что та леди, которая помогала твоему другу, это та же леди, о которой мы все ведем речь. Да, боже, да вы что, серьезно? Я клянусь, я не знал, хара! Да я даже лица ее никогда не видел, не то что имени. Всегда ее абды выводили меня и следили, чтобы я не подсматривал. Да я приезжал всегда в закрытой повозке, что вы на меня так смотрите? Да, это правда. Господин Бурис все правильно говорит. Боже, Абди, встань уже! Да, хорошо, да. В общем, госпожа Дана, она всегда была скрытной и никогда не показывалась на людях. Я не знаю почему.
Ведь она же может убить любого, буквально одним касанием. И мне стыдно. Мне стыдно, что я промолчал уже дважды. Тогда, когда скульптор и на корабле, на шахтерске. Я просто хотел, чтобы ужасные вещи перестали происходить. Я не хочу больше. Абди, тихо. Все хорошо. Я просто хотел забыть долгие поездки на Гизиру за ядом. Испытания на мне и моих друзьях. Угрозы, жгучую боль в венах. Я не хочу больше этого вспоминать. Так. Ладно. Готовь корабль к отплытию. Подождите, а куда это мы? Мы плывем на Гизиру. Что? Разыскивается Синдбад! Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Так, ладно, мне ж по идее сейчас к Бурису и Кокетре, которая переоделась. Ой-ой-ой. О, ну наконец-то! Отправление на Гизиру, место, в котором мы еще ни разу не были, встреча с золотой маской по имени Дана и даже поиск второго огня. Все это, ребята, нас уже ждет прямо в этой серии. Напомню, что предыдущая серия закончилась на словах Акетры «Отправляемся на Гизиру». И бам, продолжение следует. Не будем оттягивать, поэтому всем привет, дорогие друзья, я Лолошка, добро пожаловать в 13 огней. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка, добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы плывем на родину Зарифа и его мамы-старушки. Да, мы плывем на Гизиру. Место нам неизвестное, все, что мы знаем, там живут бедные, голодные, но мы плывем туда не помогать, мы плывем буквально спасать. Если верить полученной информации, то именно там, на Гизире, прямо сейчас находится одна из золотых масок. Девушка по имени Дана. А мы прекрасно понимаем, что если там кто-то главный из тайного общества Тоев и Тун, то не просто так. Нас явно ожидает один из огней. Короче, напомню, что предыдущая серия закончилась на нашем отплытии, а потом бам, продолжение следует. Оттягивать не будем, поэтому продолжаем. Ну-ка, покажите мне Гизиру. Что? Мы еще не на Гизире, мы еще плывем только, понял? Здравствуйте, скажете что-нибудь? Да что говорить-то? Днем песок так разогревается, что на нем можно яйца поджарить. Да, точно. Может быть, и вы тогда? Я люблю вязать морские узлы. Обожаю всякое вот такое. О, научите? Такелаж, шмакелаж. Чего? Что значит? Я не понял. Может еще? Отстаньте от меня, парень. Я просто люблю свою работу. Ладно, окей. Леди Акетра, вы что, спите, да? Прошу прощения. Да, конечно. Я могу спонсировать. Могу спонсировать. Интересно. Скинт. Да. Ножики такие острые. Эй, Хануф, пожалуйста, полежи со мной. Подожди, чего? Еще раз. Могу спонсировать вашу экспедицию, наверное, да? Потому что она же вроде как спонсирует экспедиции всякие разные. Она снова упоминает эти кристаллы. Ну ладно, спите. Я вот знаете, что понял? Я не вижу Абди, который с нами плыл, и я не вижу Синдбада, который тоже с нами плыл. То есть вообще нигде. Может быть, надо просто зайти? Нет, сюда зайти нельзя. Стоп, что? Абди! Нет, это не Абди, это Синдбад! Эй, Синдбад, а ну спускайся! Ой, погоди, стоп, я понял. Иногда срабатывает. Эй, Синдбад! Не срабатывает, ладно. Так, вы что-нибудь скажете? Запомни, парень. Главное правило — брать с собой в долгое плавание побольше лимонов. Ладно, видимо, лучше конструктивный диалог вести, поэтому поговорим-ка лучше с Бурисом. Эй, Бурис, здорово! Поговорить? Кто? О, господи, парень. Проснулся-таки наконец, а? Ох, хара. Выглядишь все равно хреново. А я вот, прикинь, так и не смог уснуть. Чего не скажешь о леди Акетре, а? Знаешь, Лолошка, я вот поговорить хотел.
У тебя не бывает такого ощущения, что ты все как будто делаешь неправильно? Вот я вроде бы уже столько лет прожил, да? Но с тех пор, как мы, так скажем, сплавали на Шахтерские... Блин, я даже не знаю, как тебе сказать-то правильно. В общем, я хотел тебе рассказать кое-что и... Эй, капитан, капитан! На подходе, капитан! Да, черт подери, хара! Я тут, знаешь ли, откровениями занимаюсь, а ты... Брысь отсюда! Простите, капитан. То-то же. Лолошка, тебе в любом случае спасибо. Давай-ка, ты, наверное, буди леди, а я пока этого спущу. Окей. Эй, Синдбад, давай! О, Эй, ты, Синдбад! Ты, А ну нифига спускайся! Да, прикольно. сейчас. Ой. а как, Ой. подожди, Акетра от Так, этого не я проснулась? здесь, У меня кто меня вопрос. звал? Что Реально, нужно просто делать? взяла и не проснулась. Эй, леди Акетра, я прошу прощения, А, стоп. Погладить? Что? Погладить? Лолошка, ты чего это делаешь? А я ничего. Доброе утро. Ой, Доброе, что это у меня в доброе. руках? Надо убрать. Ой. Здравствуй. Доброе утро, леди. А ты смешной, Синдбад. Ой. Ну ладно. Так, вот. Надо было, знаете, с Дерека взять тоже. Ой, кстати. Стоп, не поняла. А где Абди? Опа. Слушайте, леди Акетра, тут дело такое. Абди, он попросил его высадить у мыса Хэтентепа. Я ему, если что, верблюдов-то оплатил, Донара, вы это, не переживайте. Нарсафар у него при себе не пропадет. Нет, стой. В смысле, в смысле ушел? Ничего не понимаю. Ну, леди, разбаловали. Он твердил что-то про то, что он и так слишком много себе позволяет, что от него нет толку. Ну, вот знаете, вот это вот, что он обычно говорит, что абдам такие вещи непозволительны. Хотя, блин, если так подумать-то, в чем-то он ведь прав. Эй, Бурис, что происходит? Да я знаю, я знаю. Я уже и сам привязался к худому. Хара ему во все места. Вообще, я же шучу, ребят. В общем, ребят, он в безопасности. Скорее всего, уже даже в Нарфанисе. Да, неприятная история. Ну, вообще, как бы... О, ребят, смотрите, приплыли. Что? Подожди. Короче, Абди просто ушел без разрешения. Фу. Это пахнет как... Я знаю. Как хара. Да, пахнет как Гезира. Ой. Что? Бурис, ну вот надо тебе все испортить. Ну, как Ладно, есть. друзья, взяли оружие и на поиски. Да. Боже мой. Леди Акетра, скажите ко мне на чистоту. У вас нет плана, да? Что? Плана? Ну, вообще, в прошлый раз никакого плана тоже не было. Вот я и подумала, О, что... господи. Так, господи. Леди Акетра, вы же понимаете, что здесь у нас из зацепок только то и фетунцы в отравленной части Гезира, а? Блин, ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Надо осмотреться, поискать зацепки. Встретимся здесь, ну, давайте через 2 часа. Хорошо. Ты, если что, Лолошка, идешь один. Ты, Синдбад, я... В тебе я тоже не сомневаюсь. Ты у нас этот, мастер-скрытник, так что тоже иди один. Я один? Но слушай, я просто... Отставить, Синдбад. Иди давай. Да, ладно. Хорошо, пойду один. Леди, я побежал. Удачи, Синдбад. А к тебе, Бурис, у меня вопрос. Чего это ты так раскомандовался мной, а? Ну, леди Акетра, потому что в прошлый раз мы все чуть не погибли. И я уверен, что нам просто невероятно повезло. Вы, между прочим, не хуже меня все это понимаете. Но тем не менее, ваша тяга к приключениям пересиливает рациональность. Ну ладно, угомонись, я поняла. Что мы делаем-то сейчас? Ну... В общем, сейчас Лолошка осмотрится в городе, а мы с вами, Акетра, пойдем к одному моему знакомому. Надо поговорить. И, кстати, вас бы... переодеть бы. А, что? А почему это меня переодеть? Что не так? Да ничего, кроме того, что ваше платье стоит дороже, чем вся эта дыра. Оу, ну вообще не думала. Слушай, да, Лолошка, ты иди-ка, я справлюсь. Правда. Ну давай, Бурис,
Веди. Ага. Так, сейчас, погодите-ка. Салаги, что? забрались! Да, капитан. капитан. У вас у всех свободное время. Разошлись! Как же всем нравится отдыхать. Как же всем нравится. Подожди, а я что-то и забыл то, что мы с Дерека не взяли. И хотя мне показалось то, что мы его брали. Ладно, короче, что-то я позабыл. Куда они? Стоп, что? А, переодеться, да-да-да-да-да. Так, ну добро пожаловать, ребята, на Гизиру. На карте смотрится как маленький город и все. А, стоп, еще город есть. Так, понятно. Тут есть какой-то домик, еще домик. Прикольно, прикольно. Нравится. Но в любом случае все это место надо бы осмотреть. Здравствуйте. Скажите Ах, что-нибудь? как же болит голова, а? Кто вообще придумал жить на острове, где с одной стороны вулкан, а с другой вонючие ядовитые озера, а? Ну, дорогой, кто-то же должен добывать вулканические породы и яд. О, да разве это того стоит? Я весь день просидел с капустным листом на лбу. Голова так и не прошла. Эти бедненькие, а. Жители Гизиры. Лодочка какая-то маленькая. Ну что ж, ребята, на самом деле этот сезон реально очень богат на всякие разные новые города, поселки. Мы видим то, что разработчики реально постарались. Я вот даже не знаю, куда мне идти-то. Смотри, там гора какая-то. Но... Что такое? Дети резвят. Ну ладно, пусть резвятся. Я просто думал, что они достать что-то пытаются. Ну вроде ничего. Ладно. Так вот, мне интересно узнать, что же за вулкан. Знаете, такое ощущение, что именно с этим вулканом будет связано что? Правильно, огонь. Но, так и быть, прямо сейчас я просто на него посмотрю. Я туда явно не пойду. Но подойти поближе мне явно никто не запрещает. О, тут ворота какие-то. Вау, это что, голова Роноса? Если что, Ронос, напоминаю, это один из 5 богов. Ладно, здравствуйте. Представляешь, мой муж недавно плавал в Нарфанис. Говорит, там даже самые бедные люди чай пьют. Обалдеть. Ой, да брось ты. Врет он все тебе. Хочет, чтобы вы туда перебрались с ним. Вот и все. Я вот на самом деле тоже так думаю. Кому мы там нужны? Бедняков и без нас там хватает. А тут вот... Хоть свой дом есть. Не пьют там чай, не пьют. Поверьте мне, там пьют воду и представляют, что это чай. Ух ты ж. Е-мать! Ни хрена, ты погляди, чё? Воин, привет. Говорят, у меня тяжелая рука. Не врут. Пипец, тут прям бои. Как же мне нравится весь этот эмбиент города. Идешь в одну сторону, натыкаешься на говорящих жителей, идешь в другую сторону, натыкаешься на целую бойню. Так, а раз уж мы на Гизире, вопрос, я могу здесь торговаться и все такое? Зеливар, привет. О, реально, отношение равнодушие. Недаром у меня теперь деньги есть, ребята, я же могу реально что-то купить. Взрывное конденсированное зелье, конденсированное зелье. А что значит конденсированное, интересно? Там... Оно как-то мощнее работает. Давайте возьмем, например, вот это. Сила на 3 урона, 37 секунд. О, кстати, а вот это прикольно, я на самом деле даже возьму. И его можно стакать, вот это тоже круто. Жалко то, что я не могу посмотреть, что это за зелье. А, не, во, на Shift если нажимать, то написано. Так, это сопротивление, скорость 3-го уровня. Вау, на 2,5 минуты, да. Берем как можно больше. Прям штучек 20 на будущее точно понадобится. Иссушение фигня какая-то. Скорость атаки, регенерация, поглощение. Так, а у тебя что продается? Здравствуйте. Вау. Так, ты покупаешь песок, гнилую плоть, булыгу, а продаешь при этом... О, земля. Подожди, реально? Одна земля за 1 утен? Я реально покупаю одну землю за 1 утен? Я понял. Это очень хорошо показывает то, насколько эти земли бедны на землю, понимаете? Здесь все гребаные пески. То есть земля у них это реально очень ценный ресурс. Ладно, песок душ можно купить всего лишь за 5 целый стак. Купить, само собой. Чего? Слиток стали души за 10? Само собой! Причем очень много. Чтобы вы понимали, один такой слиток делается очень тяжело. А у меня теперь целый стак. Окей, дальше. Продавец без дел... Я прошу прощения, вы куда смотрите? Ой. Живая картошка? Эй, торговать не могу? Почему? А, могу. Так, рогатка. Могу также купить ядовитую арку. Способности. Увеличивает нанесенный ущерб на 1 больше при отравлении. Фигня. Эфирная арка. Обеспечивает увеличение скорости движения на 10%. Да, это я куплю за 20-очку. Хорошо, что у меня реально деньги появились. Подожди, а как это
О, это просто съедается! Я теперь реально чуть быстрее стал, круто! Сковорода, пиратский мешок, золотой мотылек в банке. Слушайте, цены здесь очень хорошие. Ценообразование для меня очень крутое. Пузырек с опытом возьмем, по-любому в будущем пригодится. Ну, кальян. Ну, кальян-то уж точно надо взять. Ну ладно, я так понял, то, что у вас очень много всякого крутого говна. Если я сейчас это все буду проверять, то я могу здесь остаться на всю серию. Сейчас я не буду, так и быть, этого делать, но на будущее точно оставим этих торговцев. Мы будем знать то, что у них продаются крутые вещи по крутым ценам. Здравствуйте, поговорим? Фу, ты когда мылся последний раз? Даже сквозь ядовитые пары воняешь. До свидания. Привет. Вчера пил кофе, совсем не почувствовал его вкус вообще. Ну, естественно, ты-то что хотел? От всех этих ядовитых паров постепенно пропадает чувство вкуса. А, ну понял. То есть поэтому ты так одеваешься, да? Окей. Блин, круто, всех можно прочитать. Вот все. Тут, кстати, я смотрю, Хэтентепу, да, молятся? О, великий Хэтентеп, даруй мне спокойствие. Эти идиоты, молящиеся красногривому, совсем уже достали. Солдаты пришли в библиотеку и начали там шуметь. О, а вот это интересная информация. Солдаты? То есть на этом острове солдаты... Стоп! На этом острове же Тойф и Тунцы, я совсем про это забыл. Реально вылетело из головы. Привет, ты что делаешь? Ой. Чё ты уставился? Никогда не видел, чтоб кого-то тошнило от яда. Иди куда шел. Простите. Ладно. Нет, тут все-таки молится, я смотрю, всем. Здравствуйте. Поговорим? Чё надо, урод? В Нарфанисе даже абды наглые, я посмотрю. Ну, я ж просто пообщаться хотел. Привет. О, подайте на лекарство. Я прошу вас. Гизира меня убивает. Утенов, чтобы уехать, у меня никогда не будет. У меня астма, и местный воздух медленно губит мой организм. Я не могу работать. Помогите мне. Ух ты. Ладно, протянуть 5 утенов. Все? О, скоробея за это дали! Е! Так, слушай, кому тут еще помощь нужна? Может, тебе же? Нет? Так, тебе надо? А? У меня солдаты Амара отобрали все. У меня была корова. Был небольшой, но уютный дом. Была работа. Потом они приплыли на своих огромных кораблях, выкрали мою жену, захватили дом, увели у меня корову. Я хотел покончить с собой, но они отобрали даже мой последний нож. Я теперь буду медленно умирать от голода. Уф. Протянуть 5 утенов. Лошара! Попался! Как же легко их разводить, Ах ты козлина, а! Ну ничего, зато тебя погладим. Ну, а тут еще один. Привет. О, прошу, помогите, помогите. Солдаты Амара забрали мою жену. Требуют за нее утены. А у меня нету утенов. Прошу, помогите. Я не знаю, что они там будут делать с ней. Ладно, протяну. О, юноша, спасибо вам большое. Я не могу принимать утены просто так. Прошу, возьмите вот это. Сейчас. Вот. Выдуватель мыльных пузырей. Ну вот, есть добрый народ. Блин, на самом деле, вы видите, насколько проработан этот город? Не хотите ли вы как-то своим комментарием сказать что-то приятное разработчикам? Заметьте, ни мне, ни монтажерам, не знаю, ни художнице превью. Вы очень часто их хвалите, очень часто хвалите этих людей. Вот можете ли вы сейчас под этой серией оставить самый лучший, проработанный, развернутый комментарий о том, что вы думаете о работе, сценаристов, билдеров, собственно, текстурщиков, художников имею в виду, программистов и так далее. Собственно, вы понимаете, что это тоже огромный труд, вот так вот взять и проработать целый город, в который, возможно, я приехал всего лишь на пару серий, понимаете? Я думаю, всем им будет очень приятно почитать комментарии. Привет! Ну, развешивают белье, конечно. Ой, муха летает. Здравствуйте. Ой, не мешай. Ты тоже из этих белолицых, да? Нет, да. Нет, у меня нет маски. Так, тут у нас ничего. Привет. О, что? Знаешь, я бы давно уже уехал отсюда. Да вот жена не хочет. Ладно, иди отсюда. Что? Разыскивается Синдбад. Знак Тойф и Туны. Да, муха, шла вон отсюда. Кыш. Стоп. А если он куда-то ушел, то это не очень хорошо. Мне так болит голова в последнее время, блин, не могу просто. Ну так, что ты хотел? Ветер? Восточный ветер всю последнюю неделю. С токсичных прудов вот и воняет. О, надо уезжать отсюда уже. Ой. Что?
Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Подожди, куда его ведут? Еще один нищий. Мне очень интересно узнать, куда его ведут. Господи, тут реально везде разыскивается Синдбад. А почему? За что он разыскивается? Погоди. Блин, я даже не знаю, мне лезть на это? Наверное, все-таки не лезть. Мы же типа не палимся. Мы просто осматриваемся. Если я сейчас пойду один на рожон, то это не самая лучшая идея. Здрасте. Солдаты, и, видимо, сейчас откроется эта дверь. Ух, какая же она огромная, если вот так смотреть, сравнивать. Ты погляди, а. Ты просто погляди, что происходит. Обалдеть. Так, Привет, ребята! Какие красивые... Слышь, а это не тот, которого видели с пленником, а? Ой. Слушай, да он похоже, Ой. да? Ага. Эй, ты! А ну А? стоять! Что? За что? Бляха! Ну его нафиг! Стой, Бежим я отсюда! бога Так, он... фараона! Ладно. Куда ты Я не бежишь? понимаю, я Тебе не зря или не сбежать зря? от нас! Я... Боже мой! Ладно, просто бежим. Судя по этим Стой, белым штуковинам, стоять! мне действительно нужно именно сюда. Так, Эй, старушка. эй, ложка, Что? сюда, сюда, быстрее! Ты чего делаешь он на делся? Гизире, парень? Зариф-то хоть с тобой? Нет, Зарифа нет. А чё мы здесь остановились? Пойдем за мной. Ты единственный друг моего сына. Я спрячу тебя от солдат. Ох, я, кстати, думал, что здесь тоев и тунцы, а здесь солдаты Амара, того самого Аль-Мухариба. Ох, сейчас сделаю тебе чай. Так, Ой, ты располагайся. Вот, возьми. Ох, сынок. Если ты здесь, значит ты приплыл искать огонь. Я правильно понимаю? Что? Подожди, а ты откуда это знаешь? А откуда вы это знаете? Да, и еще раз узнать о некой Дане. Нет, старушка, огни это все детские сказки. Да, подожди, а откуда вы это знаете? Ха, я же сказала тебе, ты единственный друг моего Зарифа. Он говорил про то, что вокруг тебя много слухов про огни. Ох, а еще что ты дружишь с картографом, который их тоже ищет. И что этого картографа ищут солдаты Амара. Да, об этом я тоже знаю. Ох, да что уж там. Я знаю даже то, что будь ты обычным человеком... Не вернул бы ты моего сына с того света. Вот что я точно понимаю. Спасибо тебе, Лолошка. Спасибо. За это, знай, я отблагодарю тебя так, как умею. У меня ничего нет, кроме того, что я знаю. Сейчас, подожди-ка. О, господи, так где же она? А, вот оно. Что ты знаешь? Вот, возьми, прочитай. Ну-ка. Я уже давно живу. Знаю, что огни существуют. Один из них отравляет мою любимую Гизиру уже многие сотни лет. Нет, ты не подумай, мне не сотни лет. Мне всего 45. Просто я читала много книг про историю Гизиры. Ой, надеюсь, ты найдешь клык Кроноса и положишь конец этому безобразию. Тебя в таком виде на улице, кстати, нельзя отпускать. Поймают ведь. Повезло, что ты ростом как раз моего Зарифа. Ну, сейчас, погоди-ка. Ой, какая добрая старушка, все мне дает. Сейчас я почитаю это обязательно, но походу я сейчас надену новую одежду, да? Ага. Давай. Вот, надевай. И очки свои сними. Они тебя за километр выдадут, дурень. Ой, ну что ж вы так, вы бы меня еще ударили. Ну чего ты стоишь-то? Давай переодевайся. Что я там не видела? А, прям тут. О, мои вещи! Какого черта? Так, молот Монту. Блин, вот это выкинуть, вот это выкинуть. Так, пустотный капюшон надеваем. Штаны Зарифа. Пахнут овощами и Зарифом. Так, пустынные ботиночки. И очки снял, ребята, я без очков. Удивительно просто. Так, ну, вроде бы я переоделся. Ну вот, другое дело. Так уж тебя точно не узнают. А теперь давай, беги. Твои друзья, должно быть, тебя уже заждались. Иди! Ой, спасибо вам большое. Знать бы вас, как зовут, старушка. О, какой вы приятный. Хочу вас обнять, реально. Поговорить. Нельзя обнять. Кстати, а живет-то она в неплохом таком домике. Вы что, из богатых будете? И погодите, вы сказали, что вам 45? Выглядите на все 30. Да, вы настолько хорошо сохранились.
Вот. Все, солдаты, получается, меня не заметили, да? Не нашли, потеряли. Так, ладно, что мне в итоге старушка дала? Вырванная из книги страница. Клык Роноса. Многие описывают его как белый клинок с зеленым отливом, будто бы он выкован из ауритеха. Однако, человеку не под силу выковать что-то из ауритеха. Клыку Роноса приписывают особые свойства, как и всем огням. Будучи огнем бога войны, клык несет смерть. Из клинка вечно сочится смертельный яд. Все, кто пытался к нему приблизиться, погибли. Из всех записей, что мне удалось собрать, ясно только одно. Клык Роноса и есть причина, по которой бедствует Гезира. Вау! Это просто вау! То есть вот оно почему Гезира у нас вечно бедствует, да? Вечно у них все болеют из-за огня. Человеку не под силу выковать что-либо из ауритеха. Но у нас при всем при этом есть ауритеховые скоробеи. Не совсем понятно, как эти скоробеи влияют на сам сюжет. Откуда они вообще берутся? Что это такое, скоробеи? Я уверен, что этому есть какое-то объяснение, но... либо не сейчас, либо все-таки никогда, и это просто останется загадкой. Так, ладно, мне ж по идее сейчас к Бурису и к Кетри, которая переоделась. Ой-ой-ой. Их опрашивают солдаты Амара, да? Ну, знаете, что-то мне подсказывает, что сейчас начнется что-то очень серьезное, поэтому на этом моменте я буду постепенно заканчивать. Ребята, спасибо огромное за просмотр данной серии, надеюсь, что вам понравилось. Видно, что сюжет закручивается дальше, больше. И именно такую футболку дальше больше вы можете приобрести на мироходец.ру, официальный мерч-магазин по моему каналу и всем сюжетным сезонам. Ссылка в описании, доставка по всей России и СНГ. И еще, огромнейшее вам спасибо за вашу поддержку. Не забудьте, пожалуйста, про комментарий, который даже не для меня, а для всех разработчиков. Ну а для меня спасибо за лайки. И если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами был Лолошка, переодетый Лолошка и солдаты Амара Фараона. Всем удачи, всем пока. Пока. Мы не можем бросить Синдбада здесь в любом случае. Ну а если не бросить, то что нам делать-то тогда? Прекрати! О, Ты мне скажи, Бурис, Леди Кетра. ты же здесь не первый раз. Мы как? Будем ждать или пойдем осмотримся? Погнали. Ой. Золотая Дана! Ах, Гезира. Бедный остров с ее не менее бедными жителями. Но всему есть объяснение. Остров отравлен одним из огней. Ядовитым клинком Роноса. Сейчас расскажу поподробнее. А вообще, всем привет, дорогие друзья. Я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы приплыли на нищую Гезиру. И не абы с кем, кстати говоря, а с Бурисом, леди Акетрой и картографом Синдбадом. Все бы ничего, приплыли и приплыли, молодцы. Но наш изначальный план найти на острове огонь и одну из золотых масок девушку по имени Дана пошел коту под хвост. Наш план провалился, как только мы увидели, что Синдбада буквально поймали. А до этого мы видели плакаты, где написано «Разыскивается Синдбад». Причем, заметьте, Синдбада поймали не те, кто служит Тойфетуну, а те, кто служит Амару бога фараона. А Синдбад в списке, то есть его могут убить, что ли? Неужели и правду говорят? Тойфетун и власть неразрывно связаны. Но, кстати, меня тоже пытались поймать, так как видели, что Синдбад часто ошивается рядом со мной. А я что? А я избежать сумел и переодеться, благодаря старушке Зарифа, причем в одежду самого Зарифа. А также я смог разузнать, что Гезира отравлены не просто так, а из-за огня бога Роноса. Отравленный клинок столетиями пронизывает и губит эти земли. И раз уж на острове находятся целые правительственные врата, правительство более чем в курсе об этом клинке, я уверен. Короче, давайте проще. План такой. Первое, пробраться за ворота к вулкану. Второе, освободить Синдбада. Третье, найти клинок бога Роноса, то есть огонь. И, наконец, четвертое, свалить с острова и не быть замеченным. Надеюсь. По поводу беспалевности. Честно говоря, я не особо понимаю, вот в таком виде меня могут узнать или нет? Я прошу прощения. То есть вот Бурис, там болтают. Поэтому, если вы все-таки вдруг такое видели... Ой, это еще кто? Ой. Хара, пришел наконец, ты погляди на него.
А ну-ка быстро в трюм! Твоя очередь горшки выносить! Быстро! Да, уже бегу, капитан. Быстро, быстро, давай, Да, шевелись, да, шевелись! Э, Да уж, господа, вы простите его, это Дави, мой неразивый матрос, новенький, сами понимаете. А, новенький. Все в порядке, капитан. Да, понимаем. Да, не волнуйтесь, капитан, все окей. Так, значит, еще раз. Вы говорите, вы прибыли с женой на Гезиру Да, и... да, вы все правильно поняли. Мы с моим мужем торгуем ароматическими маслами. Ну, дамочка, вы хоть знаете, что перебивать солдата фараона — это преступление? Но за вашу красоту я готов это простить. Так, ну ладно. Еще раз, вы говорите, что торгуете маслами, да? А покажите, пожалуйста, товар. Да, вот, возьмите, это, кстати, вам подарок. Угу, так. Сирень и крыжовник. Ну ладно, слушай, пойдем. Эти честные и красивые люди не опасны для Гезиры. Ну пойдем. А вот это я, кстати, заберу, госпожа. За мое время. Ой, да конечно, что вы. Конечно, берите. Считайте это первым вкладом в экономику Гезиры. О-хо-хо, хорошая у тебя жена, капитан, а? Да, и не говорите. Ох, черт. Эй, ложка, вылезай! О, пронесло, да? Сейчас, погоди, я вот тут осмотрюсь быстренько. Так, никого, ничего. Все, ладно, вылезаю. Фух! О, да уж. Ой-ой-ой-ой. Капец. Да уж, это было что-то. Хара. Вы, леди Акетра, вы, кстати, как, в порядке? Этот солдафон вас не... О, нет, Бурис, я в порядке, честно. Просто, знаешь, не привыкла к такой одежде. Мне жарковато. О, знаешь, а тебе идет ложка. Ну ладно. Ну, в общем, Лолошка, я думаю, ты и так понял, как мы избавились от солдат. Самые обычные псы-омары, которые пользуются положением для собственной выгоды. Но из важного мы выяснили, что Синдбада ищут на Гезире. А я видел, как Синдбада схватили. Не поняла. Подожди. Что? И как он попался? Его просто поймали на улице и утащили за ворота в сторону вулкана. Вот харат, а! Черт! Мы же только его спасли, ну что такое? Леди Акетра, тише, успокойтесь. Мы как минимум знаем, что он им нужен живым, потому что явно знает что-то об огнях. Но... Хара. Если его увели в сторону вулкана, то... Ну, Бурис, что? То? И Фетун, леди. Не время для шуток, Бурис, я ж... То и Фетун. Ты думаешь, что они и здесь замешаны? Именно. Мы с леди выяснили, что в городе замечали людей в масках. А еще, Лулошка, мы знаем, что здесь точно есть огонь. Только вот какой? Я знаю. Это клык Кроноса. Что? Откуда ты это знаешь? Ты откуда знаешь? Господи. Я встретился с мамой Зарифа, пока убегал от стражи. Она дала мне эту одежду и еще кое-что. Рассказать и протянуть страницу. Да, та самая страница вырванная. Оралу ложка. Если тебя здесь ищут, это очень-очень плохо. Ничего себе. Бурис, тише. Лулошка, это же страница из этой книги. Книги, которая... Господи, как ее там? Странные странности Мисра, точно! Я даже больше скажу. У меня эта книга с собой. Да? Сейчас, подождите. С собой? Так. Вот она. Ладно, давай посмотрим. Да, оно. Это тот экземпляр. Я взяла его из храма Хетентепа. Сейчас. Мы еще тогда сидели со Сдериком. Так, где-то здесь. Сказано, что клык Кроноса нашли давным-давно. Сейчас найду. Там еще про недра западной части Гезиры. Ну а про яд ты и сам знаешь. О, вот оно. Все. Остальные страницы дальше вырваны. Я знала, что тот факт, что кто-то добрался до этой книги раньше нас, это плохой знак. Ага, то есть, леди, подождите, вы думаете, что гезирский яд это и есть... Да, именно, Бурис, именно. Тогда, я вам так скажу,
Мы знаем, кто охотится за клинком и заодно пользуется его благами. Я поняла. Да, это Дана. Именно. Если верить Абди, она как раз большущая специалистка по ядам. Ой, все сходится как мозаика, храм мне в рот. Так, ладно, успокоились. Мы знаем, что клык Роноса все еще на острове. Где будем искать? Эй, какой искать? Вы что, с ума сошли? Вас совсем не волнует, что мы сейчас только втроем в городе, захваченном Тойфетуном, во главе со специалисткой по ядам, которая наверняка в курсе, что мы натворили на шахтерских. Ладно, ладно, Бурис, сам-то успокойся. У тебя что, есть план получше? Мы не можем бросить Синдбада здесь, в любом случае. Ну а если не бросить, то что нам делать-то тогда? Прекрати! О, Ты о, мне скажи, Бурис, Леди Акетра. ты же здесь не первый раз. И судя по всему, ты знаешь больше, чем говоришь. Ладно, хорошо. Уберите только меч, пожалуйста. Ладно. Но в любом случае, согласись, вышло эффектно, да? Да. Эффектно. Я просто не хочу попасть в список, леди Акетра. О, Бурис, я бы так не беспокоилась на твоем месте. Если мы не в списке после шахтерских, значит, скорее всего... Да, можно не продолжать. Ход мысли я уловил. Ладно, хара, я рассказываю. В общем... Что? Вот здесь на западе расположены ядовитые озера и... Да, давай дальше. Это мы и так знаем. Что ж вы перебиваете, да зачем вы это? Ладно. Однако я знаю кое-что еще. Под Гезирой есть целая сеть секретных подземных туннелей. Выходы с западной стороны острова давно завалены, так что яд туда не проникает. Знаете, считается, что в древние времена туннели использовались для ритуальных обрядов. Я никогда этим не интересовался, думал, что сейчас это скорее развлечение для детей. Но как устроены эти туннели, я знаю. Тоннельная сеть имеет сложную структуру. Вот, смотрите. Так, что, прям покажут? Вау. Нас, к счастью, интересует только один, конкретный. Вот этот. Этот тоннель соединяет святилище Роноса на вулкане с западной частью острова. Той частью, что ближе всего к ядовитым озерам. И нам придется так пройти через озера. Я уверен, что клык находится под землей. И я не удивлюсь, если в самом туннеле. Да, что? Ну подожди, ты же только что говорил, что яда в тоннелях нет. Хара, ну ладно, не знаю я всего, чего вы прицепились-то ко мне? Я знаю, что западные выходы завалены, все. А в восточной части яда нет. Конец. Западная там вся провоняла этими миазмами. Но на поверхности клыка точно нигде нет. Какой вывод можно сделать, а? Ну? Да, ладно, я поняла. Что значит клык где-то под землей? Ну вот и все. А я о чем? Пытаться раскопать заваленный вход с западной стороны, это значит задохнуться. Значит, просто проберемся через святилище. А ведь да. Это логично, что святилище Роноса и клык будут связаны одним туннелем. Ты говоришь, кто их прорыл? Ой, да опять началось. Все вам, любителям Хэтэнтэпа, нужны ответы на бесполезные вопросы. А у вас, видимо, последователи Роноса, все вопросы, на которые вы не знаете ответа, бесполезные. О, урыло. Эй, Лолошка, а ты что думаешь? Слушай, ну я понял то, что нам нужно, получается, в ту сторону идти. То есть, опять же, смотрите, как это устроено. Нам показали миниатюру. Я так понимаю то, что... Вот здесь вход должен быть или все-таки вот здесь? Что-то я вот этого не догнал. Просто нам показали то, что вот вулкан, и вход был как-то по диагонали вот так расположен. То есть там немного отзеркаленная картинка была. Но, в любом случае, что у нас за ответы? По-моему, Синдбада утащили как раз в сторону святилища на вулкане. Это отличный план, но если, конечно, ты знаешь, как попасть в святилище. План не очень, но других вариантов не вижу. Подожди, а что за план? Получается, пробраться через святилище? А святилище-то это вот это, что ли? Я просто, я не понимаю, где находится святилище. Да, во, все, я перечитал. Туннель соединяет святилище Роноса на вулкане. Да, то есть получается, нам нужно как-то на вулкан пробраться. Ну, вообще, да, Синдбада утащили как раз в сторону святилища на вулкане. Опа, так это ж даже лучше. А что? Это ж 2 верблюдов одним камнем. Эй, подожди, Бурис, а как ты собрался попасть в святилище?
Там же куча солдат Амара. О, не волнуйтесь, леди Акетра. Я видел, как они пропускали на территорию белолицых. Нам понадобится только... Маски! Нам понадобятся маски! Ну, да, в точку. У тебя же есть с собой маска, да, Лолошка? По-моему, была. Так, сейчас, подожди, проверим. Да, вот она, сюжетный предмет, белая маска. Че, мне кинуть тебе? Понятно. Тогда да, просто есть. Ну, вот. Как будто уже порешали половину проблем. Замечательно. Ты, Лолошка, давай ее сюда. Что? Зачем? Я думал, я пойду. Вот, но скажи, зачем протянуть маску? Погоди, зачем тебе маска? Держи, протянуть маску. Погоди, а зачем? Что? Эй, Бурис, подожди. А мне тоже интересно, зачем тебе маска? Да ё-моё, ну что ж вы такая недогадливая команда-то, хара? Я хочу в маске проложить что-то типа фильтров от яда, как у меня в повязке. Ну, это на случай, если в тоннеле все-таки будет яд. Да. Вау! Это отличная идея, Бурис! Это правда хорошая идея, Бурис? Держи тогда. Прости, что сомневался в тебе. Хара, знаете, ребят, что я понял? Нам же нужно 3 штуки. Так, смотри, значит, как я сделаю? Я сейчас быстро раздобуду еще 2 для себя и леди. А ты, Лолошка, вот, держи. Купи, пока я бегаю, вина на рынке. Ух, спасибо! У меня и так были деньги, на самом деле. Да уж, матросня выпила все. Хара. Даже пропитать фильтры будет нечем. Так, это забери. Все, я побежал, Эй, я стой! побежал. Бурис, стой! Не Господи, переживайте, я быстро. Ой. Ладно, Лолошка, я Буриса тогда здесь подожду. Ой. И так жарко, а тут хотя бы ветерок какой-никакой есть. Ты иди, если хочешь. Тебя в этой одежде все равно никто не узнает. Ой. Пойду где-нибудь вот здесь присяду. Ой. Фух, ну и жара. Пить так хочется. О, пить хочется. Погоди-ка. Конденсированное зелье. Хе-хе-хе. Ну ладно, это плохая была идея. Так, а если я еще раз нажму? Ой. Что скажешь? Я бы, честно говоря, сейчас и песка выпила. Блин, намек на то, что ей нужно принести что-то попить, да? Ну, у меня, кстати, вино есть. Видимо, как раз для команды Буриса самое то. Точнее, не для команды, а там для другого. Скучаю по своему дому с бассейнами. Да уж. Иди, Лолошка, если хочешь. Со мной ничего не случится, честно. Еще что-нибудь? Ой, жара, пить хочется. Ага, понял, все, она будет повторять одно и то же. Спасибо за скоробея. Так, окей. Пить. У меня попить только вино. Торговать. Что я могу еще ей принести? Золотой мотылек в банке. Да, я думаю, вы заметили то, что здесь вот это зеленый радиус обзора. Я так понимаю, то, что солдатам лучше не попадаться, да? Нет, подожди. А что, если они сейчас зеленые, потому что я могу попадаться? Просто смотрите, у меня нету очков. Меня те солдаты вблизи не узнали. И я хочу рискнуть. Потому что зеленый цвет это не красный, как было раньше. Ну-ка. Я могу ходить пока я в этой одежде. Все, я понял. То есть получается, если я делаю вот так, смотрите, оп, то на меня... Да, смотри. Оно красным сразу подсвечивается. Во, я же говорил. Так, ладно, тогда мы одеваемся обратно. И можем спокойно ходить. Вау, прикольно то, что я заметил вот эту разницу красного и зеленого цвета. Просто раньше всегда был красный, и то, что сейчас зеленый, для меня это как-то необычно было. What the fuck? Что? Ястреб, какого черта? Ладно, ходи, гуляй. Так, здравствуйте, скажете что-нибудь? Че ты прикопался ко мне, а? В Нарфанисе даже Абда наглый, да? О, а ты откуда знаешь, что я из Нарфаниса? Недоработка. Привет. Скажешь что-нибудь? Ничего не скажешь, ясно. Так, короче, мне надо прямо сейчас дождаться Буриса, но я так понимаю, то, что мне нужно также принести что-то Акетре. Акетра, я так и быть имею одно вино, поцелованное солнцем. Мне кажется, это название идеально вам подходит. Вот, возьмите. Пейте. Нет? Блин, надо что-то прохлаждающее. Привет. Ты у нас вроде бы продаешь всякие зелья, да? Но это явно не то, что... во, конденсированное зелье. Может быть, типа просто вода? Возьмите, миссис Акетра. Нет. Так, ну у нас есть вот такой торговец, который продает дофигища всякого разного вина, сок из апунции, арбузный сок. Вот арбузный сок, кстати, звучит так, как будто я могу его дать. Он еще самый первый в торговле. Ну-ка. О, боже. Ой, Лолошка, спасибо тебе огромное. Как ты догадался?
Я думала, помру здесь от обезвоживания. Мой герой. Ох. Все? А отношения какие-нибудь нет? Погоди, то есть я реально догадался до того, чего даже не обязательно было делать, а по итогу мне даже отношений не дали. Обидно, досадно, но ладно. Приветствую. Пожалуйста, помогите. Дома 2 дочери маленькие. Жена погибла. С работы выгнали. Прошу, подайся на пропитание. Хотя бы на пару дней. Помогите мне. Ладно, протянуть 5 утенов. О, да благословит Ронос вас в вашей жизненной битве. Спасибо. Yes! Плюс 1 железный скоробей. Сюда! Так, тут еще нищие есть. Я понял то, что всех нищих надо обойти, потому что они дают скоробеев. Здравствуйте. Ой, простите, юноша, послушайте, пожалуйста. Во славу великих огней Роноса, его клыка и его щита. Поделитесь, если не жалко, проволочкой. 2-3 будет достаточно. Без проблем, протянуть 5 утенов. Знаете, я провожу социальный эксперимент. Первый человек, который будет добр ко мне, получит от меня 20 утенов. Вы были добры ко мне, согласились помочь нищему на улицу. Поэтому вот, это вам. Что? Социальный эксперимент. Ты шо, ютубер? А это камера. Охренеть. Так это же кэшбэк, ребята. Мы получили кэшбэк за практически все наши траты нищим. Прикольно. Так, здравствуйте. Я бы уж давно уехал отсюда, но жена не хочет. Приходится довольствоваться этим листком. Понятно. Тебя можешь спасти как-то. Его, по идее, можно спасти, если сломать этот дом, но делать я этого, само собой, не буду. Так, здрасте. Скажете что-нибудь? Ах, хра. Тупые хандири собаки перекрыли дорогу к святилищу Роноса. А, ну да. То есть все, теперь все очевидно, все становится более чем понятно. Это действительно святилище Роноса, которое, кстати, видимо, там, да? Мне очень хочется туда попасть, прям очень-очень хочется. Но мы это сделаем. Жительница, здрасте. Фу, ты когда мылся в последний раз? Даже сквозь ядовитые пары воняешь. До свидания. Так, ну смотрите, я вам так скажу. Я обошел практически всех нищих, если не всех. И мне остается только вино купить. Сейчас я на всякий случай еще проверю, мало ли тут кто-то есть. Здрасте, поговорим. Нет, тут тоже никого. Здесь все так же проходят кулачные бои. Блин, как же это офигенно. Воин, скажешь что-нибудь? Говорят, у меня тяжелая рука. Не врут. Да-да-да, это я тоже уже слышал. Тут, кстати, поклоняются к Нефмтити. Очень подходит, если так подумать. Богиня смерти прямо на ринге, где дерутся, наверное, даже насмерть. Так, ладно, винодел, здравствуйте. Да-да, здрасте. Поторгуем? Угу. Мне нужно какое-нибудь вино. Вот, допустим, вишневое вино. Я не знаю, как много надо купить. Мне дали примерно 50 утенов. Давайте купим, значит, 10, то есть на 40 утенов. Думаю, идеально. Так, все, леди... Оу! О, смотри-ка, а вот и Бурис. Леди, Лолошка. А, что не так? Что случилось, Бурис? Понимаете, я достал маски! Ха-ха! Ты серьезно? Еще раз так пошутишь, Бурис? Тебе придется доставать эти маски прямо из... Эй, ну все, да ладно вам. О, господи, пошутить уже нельзя. Вот, держите, это ваше. И... черт, блин, точно. А ну, отдайте сюда. Эй! Да ща, подождите. Лолошка, дай маску. Ладно, вот, возьми. Я просто вспомнил, что фильтры вам еще не сделал. Хара вам во все... то есть, мне во все... Так, короче, ты вино достал? Да, возьми. Сколько надо-то, я даже не понимаю. 2 штуки всего лишь? Одну? Ладно, вот смотрите, помогите мне вот тут отрезать, а? Окей, давай. А, я никак не участвую, да, при этом? Я просто смотрю. Да, хара, ложка. Ты подешевле пойло не мог найти, а? Так я еще 9 бутылок купил. Ладно. Зато запах приятный будет. Так. Ой. Так, сейчас. И... готово! О, обалдеть. Мы до ночи возились. И правда. Ну что, тем лучше. Вот, возьмите, это вам. А это тебе. А теперь, Лолошка, нам что-то еще нужно знать перед тем, как отправиться в святилище?
Да не знаю, как-то, честно говоря, я даже не особо понимаю, как мы пройдем. То есть просто нацепим маски, да? Надо выучить особый жест, который используют в братстве. Показать жест. О, кстати, Тоефетунцы, точно, точно. Я тут подумал, я с вами не пойду. Буду охранять корабль. Не люблю такие варианты ответов. Понимаете? Вот сейчас мы не выберем этот. Выберем, например, там, не знаю, вот этот или вот этот. И по итогу с кораблем что-то произойдет. Потому что в предыдущей серии вся команда, то есть нам специально прям даже показали это. Бурис сказал всей команде то, что вы отдыхаете. Типа, уходите. О! Ну, давай, ладно, я рискну, как бы корабль не мой. Надо выучить особый жест, который используют в братстве, и показать жест. Ой, как я надеюсь, то, что с кораблем все будет чики-пуки. Так, вот да, вот так вот делайте, и спина болеть не будет. Молодцы. Да, спина болеть не будет, все. Угу, молодцы, супер. Да, мы молодцы. Да, мы молодцы. Опа, сюда. Да, стоп, а зачем мы вот так идем? Что? А маски надеть сейчас нельзя? Что мы делаем? Зачем мы так идем через рынок? Кстати, весь рынок спит. А, мы в масках уже, да? Я просто особо этого не замечаю. Там как будто у нас тупо черные лица. А, ну это типа тень. Типа мы же капюшоном закрылись, да? Ночью, ничего не видно. Пу-пу-пум. Пу-пу-пум-пу-пум. Идем мы как-то долго. Могли, если честно, срезать по набережной. Там, где песочек. Зачем мы пошли именно так, не совсем понятно. Нам что, реально собираются показать весь путь? О, кстати, немного маску видно. Вон, на леди Акетре видно то, что маска надета. А это означает, что да, типа, просто таким образом решили добавить ощущение темноты. Так. Стража стоит. Давайте, ребята. Бурис факел в руке держит, а факел нифига не освещает. Ты погляди, как это работает, а? Так. Мы в масках! Да, смотрите, мы в масках. Та-да! Зачем мы в капюшонах шли только, и почему мы шли прикрывшись, не совсем понятно. Это как-то, не знаю, глупо было. Типа, просто идем, и все. Эй, сюда, здесь проход. Куда? Что? А, мы уже в святилище пришли, господи. Так все быстро и стремительно происходит. Так, все, да. Что, куда? Где? Ого! Так, давай, Лулошка, спускайся первый, потом леди. Я пойду замыкающим. И еще кое-что. Будьте начеку. Хорошо, поняла. Так, ладно, погнали. Ой, она прям реально лезет. Я хотел это увидеть. Ах, как же это кто-то идет. Ребята, идите, я догоню. Храмню задницу. Эй, Бурис! Бурис! А, черт. Лолошка, если что, я не знаю, как сдвинуть эту плиту. Так что просто спускаемся. Окей, я уже. О, пипец, черт. Здесь нигде не спрячешься. Мы как? Будем ждать или пойдем осмотримся? Так, что ж ты на меня-то это все сваливаешь? Пойдем, неизвестно, сколько нам придется ждать. Давай подождем Буриса здесь, там может быть опасно. Пойдем. Ладно. Да, хорошо, Да, молодец. ты прав. Пойдем. Все, ты за мной? Да. Надо взять что-то из оружия. Получается, меч из лунного камня уже почти поломанный. Наверное, молот Монту. Он на 6 урона, вполне себе неплохо. Погнали. Миникарты в этот раз у меня нет. Подглядывать не могу. Так. Ой. Золотая... Дана! Что? Ну, наконец-то! Смотрите-ка, кто пожаловал! Нехорошо разгуливать так поздно. В такое время обычно все уже спят. И вам пора. Что, бляха? О! Ой-ой-ой, бляха-муха, нет! Я что, отравлен, что ли? Заходи. Ладно. Синдбад! Бедняга, Синдбад, боже, мне больно на тебя смотреть, Синдбад! Надень маску и пойми, наконец, какое преимущество у тебя в руках.
Ой, ладно, уговорил, брат. Но Абда-то мы можем убить? Ой, да, предыдущую серию как-то тяжеловато описывать. В голове играет разный спектр эмоций, но короче, я и Акетра спускаемся в катакомбы под вулканом. Бурис за нами не успевает или не хочет успевать, а мы, пройдя чуть дальше, натыкаемся на золотую маску по имени Дана. Да, та самая одна из 8 предводительниц, как и Салман Муджалид. Но мы на нее не просто натыкаемся, а буквально обессиленно ложимся прямо перед ее ногами. И потом бум, продолжение следует. Я одного только не понял, меня что, отравили? Но кто? Единственный, кто что-то делал с моей маской, это Бурис. Но я не хочу верить, что это он все подстроил. Хотя последние 2 серии, да, он действительно странно себя вел. Тем не менее, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в 13 огней, где мы отравлены. Но какого черта мы отравлены, вопрос? На мне все это время была маска, которую Бурис и Акетра лично передо мной защитили фильтром. Причем со спиртом, который я купил. Непонятно. Короче, давайте так. Я не верю, что тут какой-то злой умысел того же Буриса, или тем более Акетры. А чтобы не играть в угадайку, мы просто продолжаем. Фух, ну давайте, что со мной в итоге стало? О? Подожди. О! Акетра! Мы снова пленники, да ладно! Дана, неизвестный. О, мои вещи! О май гад, ребята, у меня вещей нет. Так, я прошу прощения, выпустите меня! Черт, Эй, выпустите! ну, пожалуйста, Ой. можно потише. Хе. Уже проснулся? Быстро ты. Обычно мое снотворное действует дольше. Впрочем, тебе же хуже. Я хотела убить вас до того, как вы придете в сознание. Что? Если бы мне не сообщили о приезде брата, я бы так и сделала. Ой. Но это ничего, он скоро будет здесь, и с вами наконец-то будет покончено. Здорово вы на самом деле придумали. Фильтры в маске. Ха. Я впечатлена, да. Ты додумался? Или твоя госпожа? Я тебе ничего не... Ладно, не волнуйся. Это уже не важно. Откуда же вам было знать, что основная угроза исходит не от яда, а от того, в чьих руках этот яд находится? Что ж тут происходит-то, хара? Сестра, ты что творишь, а? О, брат, ну наконец-то ты прибыл. Как видишь, я чту протоколы нашего братства и дождалась твоего присутствия для казни. О, вот как. Сестра, если бы ты действительно следовала нашим протоколам, то знала бы, что с такими, как они, нужно присутствие всего братства. Эй, вы, оставьте нас. Есть? Эй, ты что творишь? При посторонних! Ой, да уймись ты. Этим посторонним осталось жить максимум пару часов. Я уже устала от этой жаркой удушающей ерунды. У меня из-за этой маски на лице сыпь. Прекрати, сестра! Ты ведешь себя безрассудно! Ой, ну не думала я, брат, что ты будешь со мной спорить. Из всех голов, именно ты меньше всех следуешь протоколу. И тут на тебе. Мне начинает казаться, что ты так демонстрируешь свою неприязнь ко мне. Эй, сестра, зачем ты такое говоришь? Что ты? Ты же знаешь, я всегда на твоей стороне. Просто после твоей выходки с проклятым главным скульптором я... Ты же сама знаешь, братство и так крайне недовольно. Ты принимаешь решения без их ведома. О, ну конечно, будто кому-то есть до этого дело. Так, ладно, давай ближе к делу. Если здесь будет братство, то подумай сама. Какой же восторг вызовет у них тот факт, что ты пленила Акетру. Все, абсолютно все твои предыдущие шаги будут выглядеть так, как путь именно к этой цели. Подумай же, сестра, ты давно хотела получить должность в Нарфанисе. Братство может это устроить, если ты преподнесешь им значительный дар. Я прошу тебя, надень маску и пойми, наконец, какое преимущество у тебя в руках.
Ой, ладно, уговорил, брат. Но Абда-то мы можем убить, тем более, когда он видел мое лицо. Да зачем? Я лучше поручу эту заботу кому-нибудь из младших. Пусть прикончит его вместе с горе-мореходом. И то верно. Этот паршивец Синдбад так ничего и не выдал. Не волнуйся, сестра. Братство справится и без его помощи. Не сомневайся. Ладно, я поняла тебя. От него и правда давно пора избавиться. Я напишу остальным, чтобы как можно скорее порешали уже с этой девчонкой. Отлично. Так, а я пока что... Эй, ты, вставай. Ладно. Иди за мной. И давай без глупостей, хорошо? Хорошо. Кетра. Так, то есть все-таки нас отравили, но кто, так и непонятно. То есть я так понял, это Дана каким-то образом сделала. Идем спокойно. Не рыпаемся. Там кто-то стоит. Там какой-то туннель прям. Причем с кислотой. С ядом, то есть. Здравствуйте. Так, по-моему, это то самое место, где мы упали в предыдущей серии. Да. Вот здесь стояла Дана. Ладно, лучше действительно не рыпаться. У меня нету вещей. У меня все по нулям. Заходи. Ладно. Вот так-то. Я скоро вернусь. Синдбад! Бедняга Синдбад, боже, мне больно на тебя смотреть, Синдбад! Бога ради! Поговорить! Эй, Синдбад! Ты что здесь делаешь, Ло? Где Акетра? Где Бурис? Давай, я тебя развяжу. О, кстати, я не могу даже слот в инвентаре менять, смотрите, я вот прям, я попробую сейчас мышку к микрофону. Я вот пытаюсь колесиком мыши выбрать слот, но у меня ничего не меняется, то есть я не могу. Да, давай. Так, сзади, да? Тихо ты, не дергайся. Окей. О, плохи наши дела, Лолошка, плохи. О, ты совсем дурак, что ли? Попался этим идиотом масочным. А сам-то? А что я? Я знал, что вы меня спасете. Да, я знал. И вообще, это Бурис меня с корабля прогнал. Я пытался сказать, что мне тут опасно. Как мы теперь выбираться-то будем, а? Эта клетка сделана из прочнейших прутьев. Ее ничем не пронять. Нас точно убьют. Нас убьют. Однозначно. Если мы только могли бы придумать способ, как выбраться из этой клетки. Ну, ща придумаем, наверное. Что, нам не сложно, да? Как говорится. Ой. Что? Что? Она просто открылась? Так, стоп. Слушай, он, походу, просто забыл ее запереть. Золотолицый забыл запереть дверь. О, ты чего дверь-то не проверила, Лолошка? О, давай бежим отсюда быстрее. О, ладно, давай побежали. Боже, как все просто-то оказывается. Стой. А куда бежим-то? Куда бежим? Так, мы должны вернуться за Акетрой, выбраться через святилище Роноса и позвать на помощь Буриса, если он в порядке. Направиться в западную часть острова за клыком Роноса. Ох, бляха, ну, по сути, если у меня будет клык Роноса, то я, наверное, смогу вообще легчайше спасти Акетру. Но, с другой стороны, мы даже не знаем, существует ли этот огонь, вот в чем проблема. Пока что вот это, просто вернуться за Акетрой. Самое такое нейтральное, что ли? Мы реально обязаны. Ты что... Слушай, я не знаю, куда ты там собрался вернуться, но я смею тебе напомнить. Тебя привел Золотолицый. Голова, понимаешь, Лулошка. Их всего 8 во всем Мисре. Это должно давать тебе понимание, насколько это опасные шишки. Вот это вот, понимаешь, это все было пустяки. По сравнению с тем, что с нами может сделать голова. О, перед кем я это говорю? Ты же не поменяешь своего мнения, да? И побежишь спасать свою леди в любом случае, верно? Верно. Да. Ну ладно, тогда я с тобой. О, нифига. Так, сразу, ладно. Стой, погоди, там же... тут же были... но тут же были люди. Ладно. Так. А куда все делись-то? Что? Я не понял. Что здесь произошло? А ну не приближайтесь ко мне. Боже мой. Рада, что ты нашел Синдбада, Лолошка. Вы в порядке? Да? Какого черта? Да, мы-то в порядке. Явно уж получше, чем вот эти ребята. О, честно признаться, я даже не поняла, что произошло.
голова все еще какая-то прям мутная и кружится. Ой. Тихо, не Ой. падайте, не падайте. Тогда давайте просто выбираться отсюда. Скорее. Выбираться, да. Нет, стоп! Нет, ты что? Ты что, Синдбад? Мы не уйдем отсюда, пока не раздобудем огонь. О, боже, вы что, серьезно, что ли? Вы у ложки этого нахватались, а? Не спорь. Не забывай, пожалуйста, что мы уже второй раз спасаем тебе жизнь. Забудешь тут с вами, да уж. Может быть, хотя бы просто не будем стоять на месте, а? Раз мы идем за этим, как его, зубом, значит идем за зубом, вот. Вырвем его прямо из пасти той Фетуна. Так. Вот, возьми. Это, кажется, твоя. Окей, белая маска. На лбу выгравирован фиолетовый глаз. Так, ничего про фильтр не написано, окей, надеваем. А теперь осмотрись-ка лучше. Наверняка в одном из этих сундуков будут твои вещи. Да, это хорошая идея, леди Акетра. Только, Лолошка, давай побыстрее, хорошо? Я постою на стреме. Окей, так. Что? А где мои... Стоп, это баг? А, стоп, погоди, тут еще сундуки. Ё-моё, стоп. Фу. Мои вещи. Даже молот Монту, погоди, они даже не забрали его. А, ну да. По сюжету уже никто не знает, как этот огонь выглядит. То есть, по сути, о том, как выглядит огонь Монту, знаем только мы, Акетра, Бурис, Абди, Синдбад и Сдерик. На всякий случай давайте сразу это все расфасуем. Молот сюда. Так, получается, лавоходы мы надеваем. Кальян обязательно ставим. Культ спящего, спасибо. Все, забираем обратно. Если так посмотреть, то я ничего не пропустил. Я действительно был именно с этими вещами в предыдущей серии. И какого-то отдельного тут сундука вроде не лежит, да? Так, леди Акетра, я все. Ты точно все забрал, что хотел? Да, точно все. Хорошо. Я думаю, нам туда. Пойдем. Блин, я все еще в шоке, как ты с ними разобралась? Это же просто невероятно. Эй, Синдбад, ты что делаешь? Да, я ничего. Что ты Так, делаешь? ладно. Прямо как на шахтерских получается, да? Лонос куда-то ведет, а мы покорно идем за ним. Все. На всякий случай, прежде чем куда-то идти, давайте здесь осмотримся. Так, вот тут, получается, мы Дану увидели, тут мы полегли. Так, и тут сундуки. Хорошо. Вот недаром же. Грубо скрученная золотая проволока. 16 утенов, замечательно. Тут еще сундучела. Сюда. Подожди, а какая у нас цель еще раз? Найти огонь? Ну там мы были, там получается клетка. А Кетра тут всех победила, молодец. Вот это у нас место, в которое, наверное, лучше не попадать. Но мы знаем то, что сейчас будет отравление, если мы туда попадем, поэтому мы явно этого не делаем. Эй, Лолошка, стой! Надень маску. Так, а ты, Синдбад, прикрой нос чем-нибудь. Понял? Все, я прикрыл. Все, пойдем. А, да ладно. То есть тут надо было заранее в маске. Как же хорошо, что я ее надел. Очень аккуратненько. Вы перепрыгнете? Вы же перепрыгнете, да? Вот молодец какой. Ай, молодец какая. Я даже не знаю, куда я иду. Но мы ищем огонь, напоминаю. О. Знаете, что самое удивительное? Мы не встретили ни одного человека на всем пути. Ой, да, это все здорово. Знаете, что-то мне как-то нехорошо. Ой-ой-ой. А, черт. Это, наверное, потому что у тебя нет маски. Тебе нельзя идти дальше с нами, Синдбад, нельзя. Не, все в порядке, честно. Пойдемте. Ой. Эй, Синдбад, слушай, может не надо? Ой, о господи, а что-то какой-то воздух здесь твердоватый. Эй, Синдбад, я повторяю, возвращайся назад, в ту часть, где ты чувствуешь себя нормально. Если что-то будет не так, сигнализируй. Мы не справимся тащить твое тело, если с тобой что-то случится. Да, я, знаете, что-то так подумал. Я буду ждать вас там. О, господи. Может, проверим, нормально дойдет или нет? Видимо, эти пары действительно какие-то очень ядовитые. Эй, Синдбад! Господи, как я надеюсь, что... Ой. Все будет нормально. Все никак не могу понять. Вот ты как думаешь? Синдбад неудачник из-за того, что постоянно попадается? Или же счастливчик из-за того, что каждый раз выкручивается? Вообще, если так подумать, нам пока что определенно везет. Когда я очнулась, какая-то женщина, видимо Дана, наставляла стражников, что якобы я не должна очнуться еще несколько часов. Она ушла отправлять какое-то важное письмо, но она не сказала, о чем это письмо. Эти белолицые никак не ожидали, что я нападу на них. Жаль только, что на мне не мое любимое платье с бритвой. С ним было бы куда проще.
А знаешь, что меня еще тревожит последние несколько минут? Фильтр от яда состоит из пропитанной спиртом тряпочки. Спирт выветрился уже очень-очень давно. Почему Синдбаду стало плохо, а нам с тобой абсолютно нормально? У тебя что, совсем не кружится голова? Нет. Угу. И даже не тошнит? Нет. Так, ладно. Слушай, я сделаю сейчас одну глупость. Если что, лови меня, хорошо? Ладно. О! Ты дура? Да нет, я в порядке. Подожди, чего? Я на полном серьезе. Я отчетливо чувствую этот запах сена, о котором говорил Абди. Да и Синдбад явно не симулировал свое состояние. Лолошка, может ли быть такое, что мы с тобой устойчивы к ядам? Я знаешь, я слышала такое. Да, такое бывает. Пойдем. Ага, ну я примерно понимаю, почему я могу быть устойчив к подобному. Потому что я мироходец. Но получается, ты тоже. Да, все больше намеков на то, что Акетра мироходец. И я, получается, могу снять эту маску все-таки, да? Господи, что это? Бога ради. Что там? Светится какая-то хрень. Ничего себе. Да уж, выглядит впечатляюще. Но серьезно? Подземная пещера с ядовитым озером и клинком в центре? Прятать свои артефакты Ронос явно не умеет. Но в пафосе ему не откажешь, это точно. И подожди, ты что делаешь? Ты куда? Ты что делаешь? Эй, леди! Да подожди, хочу кое-что психопат? проверить. Ты зачем Ну-ка. трогаешь это? Черт. Ты дура? Реально? Ладно, может быть, пары для нас и не ядовиты, но жжется эта штука довольно сильно. Ты как, Лулошка, сможешь достать клинок, а? А реально нужно было вот это вот проверять рукой? Ты дура? Я сколько раз уже его дурой назвал? 3-4 раза. Но, да уж, это было тупо. Ощущение, что сейчас заскриптовано что-то вот из этого обвалится, и я упаду. И в итоге окажется, что я мега-мироходец, которому даже яд не жжется. У-хо-хо. Я читаю сюжет наперед. Так, ладно, попробуем. Аккуратненько. Аккуратненько. Супер аккуратненько, мега аккуратненько. Опа. Оу-оу-оу-оу. А эта штука вообще меня как-то коцает или нет в итоге? Мне просто даже интересно проверить. Так, куда дальше? Прямо на этот клык. О! Стоп! Ой-ой-ой, а куда дальше? Или я могу допрыгнуть. Короче, я возьму факел. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай! Больно, 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 тихо! Стоп, 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 стоп! Ладно, я понял. Пары реально могут убить. А я допрыгну в итоге? Да, я допрыгну, хорошо. С факелом попроще. Оп. Хай! Аккуратно, ждем. О, бляха. Да, господи. Ой, я не могу теперь выбраться отсюда. А есть у меня один способ. Будем все-таки по сюжету прыгать, да? О, да. Клык Роноса. Эй, Лулошка, что-то не так. Что не так? Я взял клык Роноса. Ой-ой-ой. Ты чё? Ладно, я не буду ее называть больше так. Лулошка, подвинься. Зачем? Ко мне-то зачем? О, боже, 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 что за... Что происходит? Ой. Черт. Я очень сильно ушибла колено. Ты как, ты в порядке? Да, я в порядке. Может быть, мы не будем здесь стоять, а? О, господи. Я поверить не могу. Что мы только что провернули? Вот бы это кто-нибудь видел, а? Выбрались из лап какого-то тайного общества. Проникли в самые ядовитые недра. Выкрали древние артефакты, из-за чего ядовитое озеро вырвалось гейзером. А мы были на верхушке этой волны. О, обалдеть, вот это жизнь. Я поверить не могу. О, ну ладно. А теперь скучная часть. Как мы шагаем через весь этот остров до Буриса и остальных. Пойдем. Стой, подожди, стой. Только не телепортируйте меня. Я хотел прочитать про клинок. О, у меня ноги отваливаются. Никогда в жизни столько не ходила. Эй, Бурис, вон они, быстрее, пойдем. О, вы в порядке? Как вы здесь оказались? Господи. Я был уверен, что вы погибли. Я, представляете, стою такой в тоннеле, прихожу в себя, значит, никого не трогаю. И тут бам-бам! Сначала шум, а потом гигантская такая волна захлестнула весь коридор. Я еле ноги унес, еле-еле. Мы бежали вместе с белолицами. Там, понимаете, на меня уже даже никто внимания не обращал. Кто-то мне даже помог спастись, представьте себе.
Никогда бы не подумал, что можно выжить в такой волне. О, господи, Синбад. Давайте я лучше все расскажу. О, это уж Да? точно. Обязательно расскажете. Но давайте хотя бы не здесь, а? Надо сваливать отсюда и поскорее, пока эти заняты заполненными ядом тоннелями. Ха, хотя что уж тут, весь остров бегает в панике. Из святилища Роноса начал распространяться ядовитый дым. Он тяжелее воздуха, поэтому сползает с вулкана в сторону деревни. Но, судя по тому, что я видел, до деревни оно не доползет. Но я все-таки предпочел бы убраться отсюда, до того, как это поймут остальные. Вы же добыли огонь, да? Да, Бурис, добыли. Ну вот и отлично. А теперь сматываемся отсюда, за мной! Окей, только... Дайте почитать уже про этот клинок долбаный, а. Ох. О, все, супер, могу прочитать. Фух! Стоп, что это? Что такое анемия? О, нашел. Анемия — это уменьшение содержания гемоглобина или снижение количества эритроцитов в единице объема крови, приводящее к снижению снабжения тканей кислородом. Пипец. Так, ладно, маску-то я, наверное, сниму. Вот тебе, блин, и побегали по ядовитым землям. О, так погоди, а, наверное, у Акетры то же самое, да? Она там, кстати, что-то рассказывает, но... Все, засучили рукава, начали читать. Что это? Клык Роноса. Способности. Яд Роноса. Каждый взмах клинка разбрызгивает яд по дуге перед вами. И с каждым новым ударом он все глубже проникает в тела ваших противников. Улучшение клинка повышает смертоносность яда и радиус поражения. О, так погоди, вот же написано анемия! Вы чувствуете, как клинок отравляет саму вашу сущность, не позволяя вам восстанавливать здоровье, но при этом не давая расстаться с артефактом. Максимальная редкость способности позволит совладать с ядом. То есть, вот оно что значит анемия-то. Отравляет саму вашу сущность. Так, дальше. Токсичная область. Выпускает облако яда многие года, отравлявшего воды Гезиры. Существа, попавшие в область поражения, получают периодический урон. Улучшение снижает перезарядку и увеличивает область действия и ее длительность. Так, в итоге у нас написано 8 урона и 1,6 скорость атаки. Напомню то, что у молота Монту и урон ниже, и скорость атаки ниже. Вот оно что. Ну да. Будем драться, будем улучшать. Вау! Как же он клево переливается в зачарованном виде. Я хочу его зачаровать, это точно. А еще я так понимаю, то, что он ломаться не будет. Так, ладно, что-то я затянул. Все, погнали. Вот Ребята. как-то так, ребята. Чё А скажешь? потом Лолошка начал прыгать от одного камня на другой. Но стоило ему взять клинок и... О, Лолошка, ты себя, кстати, как чувствуешь, а? Если этот клинок такой ядовитый, что отравлял аж целые острова, то каково держать его при себе? Надеюсь, с тобой все в порядке? Ты просто выглядишь как-то устала, что ли? Это правда, парень. Тебе бы отдохнуть, что ли? А Кетра права, ты выглядишь... отвратительно. Простите, что встреваю. Я бы, честно говоря, посоветовал и самой леди отдохнуть. Да-да, вы же через весь остров пешком шли. Ну, кстати, да. Только сейчас вспомнила, что у меня все болит. Ну, ты чё стоишь-то, а? Спать иди, хра. Леди твою мы сами уложим, не волнуйся. Ладно, видимо, она еще будет рассказывать дальше, да? Погладить могу? Просто тут все это время есть вот это погладить, и оно все время зачеркнуто. Так, с вами. Не могу. Бурис, на всякий пожарный. О, кстати, статус отношений, точно. Где-то были у меня изумруды, но нет. Либо я их оставил в доме Акетры, либо у меня их не было. Так, тогда ты, Синбад, напомни, что тебе нужно. Статус отношений. Господи, шкала отношений просто отвратительная. Поговорим? Нет? Ладно, что бы тебе такого подарить? Я просто боюсь ошибиться. Не знаю, может быть золото? Или подожди, золото я, по-моему, пытался уже, да? А, нет, золото я не пытался. Ну давай попробуем, чё уж. Бам. Тебе бы, наверное, аптечку сейчас, да? А теперь супер важный вопрос. Если я сейчас нажму сюда, тут появится Дана? Ну-ка. Да. Дана, голова, покровительствовала Низаму на Шахтерских островах. Бывшая госпожа Абди, специалистка по ядам, жива. Так, а тот самый Золотолицый, он появился? То есть мы как бы знаем, как он выглядит, но при этом мы знаем то, что его просто называют братом. Дана называет его братом. А еще до меня только сейчас дошло то, что если написано, что я не могу расстаться с этим клинком, то получается, я не могу его выкинуть, да? Ну-ка. О,
Да ладно, реально продумали, охренеть. Значит, теперь эта аниме будет на меня постоянно действовать, да? А что мне делать? Это скорее на проклятие похоже. Кстати, о проклятии. Надо бы, наверное, вот этих лазотеповых скоробеев постепенно вкладывать в восстановление, потому что я начинаю замечать, что я выполняю квесты, но опыта дается нереально мало. Тем не менее, сейчас мы ничего прокачать не можем, статуи-то нет. Но зато у меня есть шикарные новости. Помните, когда я нажимал на вкладку «Шахтерские острова», у меня дико лагало. То есть у меня почему-то и курсор подлагивал, и карточки подлагивали. Сейчас, как вы видите, этой проблемы нет, поэтому я вполне себе спокойно могу что-то качать и не думать о том, что у меня что-то вылетит. У меня сейчас есть более 300 утенов, поэтому, наверное, пора прокачать охрану объекта. Да, давным-давно пора. Это улучшение нанимает дополнительных стражников. Я, кстати, так и не понимаю, как мы можем забрать руды, которые там копаются. В любом случае, прямо сейчас мне сказали идти спать, а я вам скажу спасибо огромное за просмотр данной серии. Надеюсь, что она вам понравилась. Найден второй огонь. И что-то мне подсказывает, что мы еще используем его по назначению. Напоминаю, что выкинуть его нельзя, поэтому придется реально с собой таскать. А как мы избавимся от энемии, что будет дальше и внесут ли нас в список? Что это было? What the fuck? Окей. В общем, на все эти вопросы мы точно получим ответы в следующих сериях. Обязательно подписывайтесь, не забывайте ставить лайки. Напомню, что все эти ваши микронажатия повышают мотивацию меня и всей команды. И мы делаем дальше, больше и лучше. Что ж, а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Клык Кроноса. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Кто-то пытается саботировать работу нашей шахты. Когда наши ребята вышли на утреннюю смену, нескольких сожрали заживо. Папа ушел в шахту до того, как появились животные. Пожалуйста, поищите его. Я всем буду рассказывать, что вы плохой, если вы не согласитесь. А вот угрожать мне не надо, мальчик. О, огонь и огонь, молот и меч. Могу с гордостью и слезами на глазах заявить, что с такими вещами я точно попаду в список. Как говорится, пора валить. Тем не менее, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Сезон, в котором мы украли и пропали. Хе-хе-хе. Ладно, если серьезно, то да, мы теперь действительно владелец второго огня под названием Клык Кроноса. Но у него есть проблемы. Он настолько токсичен и при этом притягателен, что я и не могу его выкинуть. То есть вот я прямо сейчас пытаюсь, не получается. И при этом мой персонаж, просто держа этот клык у себя в инвентаре, страдает от анемии. Если объяснять проще, то из-за этого клинка у меня проблемы с кровью. А из-за этого другие проблемы, другие... И со временем, видимо, я развалюсь. Ладно, давайте не будем о плохом, будем о другом плохом. Если верить словам Буриса, то прямо сейчас я и команда сматываемся как можно дальше. Мы уже явно не можем просто взять и появиться в Нарфанисе. Что-то мне подсказывает, что мы уже давно все в списке. Да. Короче, Клык Кроноса, давай пока побудешь здесь. Молот, пока побудь здесь. Все сюжетные вещи я убрал в сюжетный рюкзак. И вопрос. С кем могу поговорить? Привет. Не могу. С тобой? Не могу. С Синдбадом явно могу. Здрасте. Поговорить. А, подожди. Серьезно? Не могу. Ну ладно. Так, а с кем мне в итоге надо? Видимо, Акетра и Бурис, да? Эй, привет. Бога ради, Бурис, перестань мне морочить голову. Ты знал, кого везешь с самого начала. Не изви мне. О, хара, леди, я еще раз повторяю, до конца наверняка не знал. Но как минимум догадывался. Ну, может быть и догадывался, да. Но он мне ничего не рассказывал, Акетра. Тя, ну и ладно. Не могу перестать винить себя. Эй, да чего ж вы? Винить нужно не себя, а того, кто его убил. Угу. То есть Дану. Я была так близко к ней. Буквально в одной комнате. Я могла убить ее. Тише, тише, Акетра, пожалуйста, перестаньте себя винить. Хара, да скульптор сам виноват. Он знал, что за ним охотятся, но все равно предпочел ничего толком не рассказывать вам. Это такой идиотизм. Он же знал, что вам можно доверять. Ох, Бурис, нет. Я думаю, он ничего не рассказывал, просто потому что хотел нас защитить. Ты говоришь правильные вещи, но он же тоже не дурак. Он знал, за какие знания ему эта опасность грозит. Ну да. Но по итогу-то у нас нет никакой информации. Эх, и то правда.
Я скучаю по нему. У него был такой низкий голос. Он напоминал мне голос моего старого слуги. Тот часто рассказывал мне разные истории. Я не знаю, что мне делать с моим чувством вины, но я точно знаю, что мы за скульптора отомстим. Эй, леди! Месть — это обоюдоострый кинжал, запомните это. Пока вы ее вынашиваете, она поглощает вас изнутри. Нет. Месть — это грязная, далекая от изящества штука. Она не подходит вам. Хватит! Прекрати это! Не тебе решать, что мне подходит, а что не подходит, Бурис. Ладно. Простите, если чем-то задел вас. Плевать. Я оставлю вас тогда в более приятной компании. Отойди, Бурис, ложка. стой! Черт. Ну вот. Зря я его обидела. Я ненавижу, когда мне говорят, что мне подходит, а что не подходит. Если что, Лолошка, мы обсуждали с Бурисом скульптора. Я не стал рассказывать Бурису про Дидинахвамдис и книгу старика. Мне показалось, что это расстроило бы его. Мы так и не поняли, почему его тогда убили. Если Туи Фэтун хотел получить информацию от скульптора, то зачем убивать его? А если они и так знают про огонь, то почему решили наконец убить его только сейчас? Хороший вопрос, кстати. Может быть, они просто тупые? Хороший вопрос, да. Леди Акетра, а может быть, они все боялись, что скульптор расскажет нам, и мы начнем охотиться за огнями? В итоге-то мы все равно начали охотиться, но, получается, смерть скульптора оказалась напрасной. Леди Акетра, я подслушал разговор Даны с другим золотолицем. Кажется, убийство скульптора не было согласовано в тайном обществе. Вот это, кстати, правда. Мы подобное слышали. Нажмем. Не было согласовано, вот как. Что ж, приятно знать, что среди наших врагов есть разногласия. А вообще, Лолошка, мы с Бурисом обсуждали возможные варианты, куда бы нам перебраться. Очевидно, что оставаться в Нарфанисе становится слишком опасно. Если с шахтерскими у братства еще не было прямых доказательств, то с клыком Роноса все куда очевиднее. Ты, кстати, как себя чувствуешь-то? Во всех легендах говорилось, что никто из смертных не может прикоснуться к этому артефакту. А ты просто схватил клинок и все. Причем довольно бодро. Ты в порядке? Да вот если честно, я сам пока не понимаю. Я чувствую себя довольно уставшим, но, возможно, это просто из-за долгого плавания. Леди, я чувствую, как клык пытается отравить меня, но его силы недостаточно, чтобы убить меня. Такое чувство, будто он живой. Ой, мы можем солгать. Да, леди, все отлично. Не переживайте за меня. А если попробуем, реально? Мне кажется, что ни один из этих вариантов, по сути, ничего толкового не принесет, поэтому давайте попробуем. Все нормально. Ух ты. Какой же ты сильный, Лолошка. Невероятно. Знаешь, вчера все были в таком восторге от той истории, как мы с тобой прыгали с ядовитого гейзера. Я после подобного чувствую себя практически всесильной. Ой, ну ладно. Осталось только придумать, где же мы будем жить. Надо будет поговорить с Джамилем на эту тему. Он хорошо знает разные варианты. Вообще, знаешь, мы с Джамилем учились вместе в одной школе для одаренных учеников. Школа была при храме Хетентепа. Нас обучали наукам, а не прикладным ремеслам. Мы все должны были стать новаторами, изобретателями. И так бы все и было, если бы не фараон. Ладно. Чего это теперь об этом болтать, да? Поскорее бы мы уже добрались. Это правда. О, кстати, а время-то быстро не пошло. Ладно, Бурис, ты там не обижаешься? Все нормально? Поговорить не можем, понял. Эй, Синбад, а у тебя как дела? Поговорим? Лолошка, я столько времени убил на составление карты подземных туннелей. Не, если что, серьезно. Это сложная, кропотливая работа. Надо же масштабы везде сохранить. А теперь там все залило этим непонятным ядом. Я даже не знаю, как эти тоннели изменятся. Есть ли вообще смысл в моей карте? Или теперь эти тоннели навсегда под токсичной водой? Знаешь, Ло, я очень гордый картограф. У меня может не быть ни утена за душой, но я никогда не продам своих карт плохим людям. И мне вот теперь очень интересно, кто те люди, кто продал карту Туи Фэтунцам? Как можно быть настолько безответственными, а? Хотя, в то же время, я видел, как живут люди на Гизире. Такая нищета. Хорошо, что у меня-то язык подвешен. Я могу быть и нищим, и счастливым. Да,
Ну, молодец. Господи, весь избитый, но такой довольный. В этом весь Синдбад, это правда. Так, время в итоге быстро пошло, и мы, видимо... Куда, кстати? Подожди, а реально, а куда мы? Мы же не в Нарфанис. Ой, ну наконец-то добрались. Я думала, со скуки помру здесь. Ты как, домой? Или сходишь со мной к Джамилю? А, мне написать надо? Шо? О! Фарах! Ой. О, леди, прекрасная Кетра, как же я рад вас видеть. Вы сегодня особенно очаровательны. Это платье вам очень-очень к лицу. О боже. Фарах, я же ясно дала вам понять. Я не заинтересована в ваших ухаживаниях. Не нужно приплывать с Шахтерских островов. Меня такими жестами не впечатлить. Ну, вообще-то я не к вам приехал. Я приехал к Лолошке. Что? А, да? Хм. И по какому же вопросу вы приехали к моему Абду? Ну, наконец-то. Лолошка, кто-то пытается саботировать работу нашей шахты. У шахтеров начала пропадать амуниция. Я сначала думал, что они просто рассеяны. Или клянчат новое снаряжение. Они уже делали так раньше. Но нет. В этот раз кто-то раскидал по всей шахте куски свежего мяса. Это привлекло хищников. Когда наши ребята вышли на утреннюю смену, нескольких сожрали заживо. О, какой кошмар. О, вот и я о том же. Остальные люди сразу же разбежались кто куда. Теперь они отказываются идти в шахты. Добыча, она остановлена. Мы еще ни разу с таким не сталкивались. Никто не хочет идти на охоту на этих гулей. Так оно ведь и понятно, почему не хотят. Кто захочет рисковать своей жизнью? Так, подожди-ка. Фарах, то есть по вашей логике Лолошка захочет, да? А что я могу поделать, а? Он принял руководство шахтой. Со своей стороны я сделал все, что мог. Животные доели все, что было в шахтах. И теперь начали делать вылазки в деревню. Ах, к черту. Ладно, Лолошка, действительно, отправляйся на Шахтерские. А я разберусь со всеми делами здесь. Как только ты вернешься, отправимся в новое место. Ну, а вы что, куда-то уезжаете? О, как же меня все достало, как же достало, а? Я даже не... Эй, друзья мои, а вы не могли бы бузить где-нибудь, я не знаю, в другом месте, а? У меня тут команда отсыпается вообще-то. О, Бурис, кого вижу. А ты, смотрю, все такой же радостный и приветливый. Да недавно же виделись, Фарах. А теперь вы моей команде мешаете. Ути, господи. Все, Бурис, уже уходим. Прости, Бурис. О, Синдбад. Ты тоже с нами, да? Ну, погнали. Так, подожди, а если мы кстати, плывем... пока не забыла. Картограф. А карту какой местности ты собираешься составить дальше? О, не поверите, никакой. Я решил немного отдохнуть. Отправлюсь-ка к Молотову морю, да, подлечу свои раны. Ну, да уж. Долго же тебе придется отдыхать-то. Это правда. Не мы такие, жизнь такая. Всего хорошего вам. А вы уверены, что не хотите составить нам компанию в поездке на острова? Нет, Фарах, я же сказала, у меня свои дела. Погляди на нее. Запала на меня, запала. Видал, да, Лолошка? Ну, она-то обо мне может только мечтать. Ладно, пойдем. Дикие голи сами себя не поубивают. Хотя, может, если им будет совсем нечего есть, то... ладно, пойдем. Запало. Бедный Фарах. Так, свежие томаты только у тебя, фермер. Погоди, а куда мы идем? А, у тебя... Тойфетун придет за ними. Да не существует этого Тойфетуна, что ты говоришь-то такое? Так вот, я хотел спросить, у тебя что, свой корабль? И походу реально свой корабль, ты погляди-ка. Я такого раньше не видел. И вот этого мостика тоже не было. Хорош, нифига, кстати. Это прям торговый. Вот смотри. Хорошо, что у меня есть свой корабль, да? На Шахтерске никто не любит плавать. У нас там сложные течения рядом с островами. Да и в целом до них трудно добираться, ты, я думаю, знаешь. Но ты, парень, не переживай. Сейчас домчим в мгновение ока. Угу, то есть у тебя какой-то крутой корабль, да? Ну-ка.
Не, ну в целом, да. Большой корабль, такой, знаете, бурисовский. Здравствуйте, ребят, поболтаем. Представляешь, видел, как Фарах ошивался у фиолетового шатра. Ха, отвратительно. Оу. Фу. Ладно, спасибо за такие подробности. Здрасте. Когда на островах были белолицы, я подслушал, сколько они зарабатывают. Вот бы узнать, как попасть в их ряды, а? Что? Акстись! А ну не говори такие слова! Не говори! Здравствуйте, а вы что скажете? Я вот, знаешь ли, работаю на Фараха не ради денег. Когда ты с островов, у тебя не так много способов увидеть мир. Ну и поэтому ты изучаешь глобус. Хочешь увидеть мир? Понятно. Так, ну ладно, я так понимаю, то, что с матросами это просто пустые диалоги. Эх, раньше я был шахтером, но Фарах уговорил меня стать матросом. И вот я здесь. Понятно. Ну ладно, тогда поговорим с Фарахом. Привет. Так. О, а спорим? Я знаю, о чем ты думаешь. Парень, ты все пытаешься понять, почему я решил отдать тебе шахту, да? Кстати, это хороший вопрос. Да, давай, скажи. Ну я же говорил, вы, абды, совсем ничего не понимаете в экономике. Но оно и к лучшему. Если захочешь, спросишь у своей потрясающе красивой госпожи. Она тоже как раз все понимает, а? Я бы, конечно, предпочел, чтобы мы находились под контролем Нарфаниса. На все свои проекты город выделяет очень много утенов. Я гулял по городу. У вас там везде деревья, зелень, красота. Чего одна торговая площадь стоит? А еда-то какая вот... Ой, блин, ну вот. Опять хочу кушать. Сейчас. Ой, хорошо. Вкусно, вкусно. Ты как, будешь? Что это? Давай, ладно. Я уже все съел. Ты... Я погляжу, не из разговорчивых, да? Жаль, жаль. Я бы хотел поболтать. С другой стороны, что какой-то абд может рассказать мне? Пойду-ка лучше вздремну. Это явно интереснее. Ты какой злодейкин, а? Ну все, тут у тебя получается трюм, зайти мы туда не можем. Я что-то уже ненавижу Фараха. Какой-то он отвратительный тип оказался, а? Ты погляди. Сначала думал добрые побуждения хоть какие-то, а тут на тебе. Экономика, рыночек порешал. Ой, вот это повезло. Всю дорогу проспал. И таких шептунов пускал, что я уж было подумал, что мы где-то рядом с Гейзирой. Окей. Боже, я думал, он-то услышит. Ну, хорошо. Так, а погоди, а в итоге мне что, куда? Иди сюда. Ой, за тобой. Ты уж прости, конечно, но людей я тебе не дам, нет. Тебе придется самому разбираться с гулями. Но ты, я слышал, парень-то не из слабых. Должен справиться. Тебе даже не нужно их всех вырезать. Хоть это, я думаю, штук 15. Остальные уже не будут представлять угрозы и разбегутся как-нибудь сами. Поскольку я понимаю, что ты, наверное, не нанимался устранителем диких животных, я тебе за твою работу заплачу, не волнуйся. Хоть мне это и не выгодно. Приходи ко мне домой, как закончишь. Ты же, надеюсь, помнишь, где я живу, да? Да, помню. Обновление защита шахты. Все, окей, смотрим тогда. Защита шахты. Погоди, чего? Я не могу улучшать шахту, пока у меня атака на шахты. Нифига себе прикольно сделали. Итак, в моей шахте начались проблемы. Фарах сказал, что я должен убить как минимум 15 гулей, чтобы опасность миновала. Оки-доки. Ладно. Видимо, самое время достать свой клык Роноса и разбомбить всех, кого увидеть. Мама говорит, что все наши острова постепенно уйдут под пески. Не волнуйтесь, ребята, это все из-за молота Монту, такого больше не повторится. Вопрос, где гули? А, вот они! Чего это такое? Господи, какие страшные твари! Так, ладно. У меня есть клык Роноса, давай проверим, насколько он охрененный, офигенный. Ой-ой-ой, нифига, я могу издалека вот прям так вот бить. Офигеть, как это клево работает! Так, 9, 6 и 0. Yes! Слушайте, ну с таким клинком это не выглядит сложно. Офигеть, он реально мощный. А ведь самое это крутое, что я могу еще издалека ядом прыскать. Так, мне бы на самом деле выпить сейчас зелье, которое у меня есть, на силу. Так, тихо, 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 тихо. Гули тоже не слабые.
Что это? Порча. Ого, слиток темного железа. Из этого можно много чего сделать, но пока что мне это не надо. Мы пьем конденсированное зелье на силу, плюс 3 урона. Все, и теперь мы, наверное, наносим больше, да? Сила 30 секунд. Ну давай! На сюда! 4 удара! Как же приятно драться этим оружием. Вот он ходит в эту жижу. Все, и постепенно наносит себе урон. Да, пока что это действительно лучшее оружие во всем сезоне. И оно недаром является огнем. Как много! Воу! Тихо, тихо, молодые! Нет! О, что? Я понял, меня Гнев Мтити защитила. Спасибо большое, Гнев Мтити. Блин, одно воскрешение осталось. Так, ладно, пьем силу. Поехали. Давай. Оп. Нет! Боже, опять? Да? У меня не осталось Гнев Мтити. О май гад. В любом случае, я все сделал. И в итоге ожидание сдачи персонажу. Let's go. Только где тут забраться-то? Ну, еще и скоробея получили. Чего? Ребенок, бога ради, ты что тут делаешь? Тут опасно. Привет. Это же вы, Лолошка, верно? Да, я. Что такое? О, это вы спасли наш остров от белолицых. А вы ходили в шахту убивать этих опасных животных, да? Ну да, ходил. Значит, вы видели моего папу, да? Нет. А вы не могли бы найти его и сказать, что я жду его здесь? Папа ушел в шахту до того, как появились животные. Скорее всего, он где-то прячется, да. Пожалуйста, поищите его. Ой, ребенок, не хочу тебя огорчать, но ладно. Скорее всего, твой папа уже не вернется. Нет, я даже не буду читать дальше. На самом деле, я видел твоего папу. Он сказал мне, что ты большой молодец, и теперь тебе нужно будет быть сильным и расти без него. Нет. Видимо, твой папа очень хорошо прячется. Я пойду поищу его. На самом деле, я видел твоего папу. Он сказал мне, что ты большой молодец, и теперь тебе нужно будет быть сильным. А? Вы что, думаете, я совсем глупый, что ли? Я знаю, что мой папа жив. Он неуязвимый. Он прячется. А вы просто трус и боитесь спуститься в шахту еще раз. Ладно, господи, успокойся. А что ж ты туда не спустишься сам, раз такой смелый? Я обошел всю шахту и нигде твоего отца не увидел. Он погиб. Тебе нужно это принять. Да что ж такое? А что тут все варианты такие отстойные? Я убил основную часть животных. Если твой отец жив, он скоро выйдет сам. Буквально самый нормальный вариант, окей. Нет. А если он упал и повредил ногу? Пожалуйста, ну поищите его. Я ведь не отстану от вас. Сейчас. Я всем буду рассказывать, что вы плохой, если вы не согласитесь. Что? Почему тут столько выборов? А вот угрожать мне не надо, мальчик. Ладно, я посмотрю еще раз. Но после этого ты от меня отстанешь, окей? Я очень тебе соболезную, малыш, но я ничем не могу тебе помочь. Хорошо, окей, я посмотрю. Хорошо, а большего мне не надо. Обновление прятки. Обновление, причем, заметьте, я только получил этот квест, а тут уже обновление. Какая же тяжелая жизнь у детей на шахтерских островах. Отец этого ребенка, скорее всего, погиб в шахте. Я пытался ему объяснить, но он был настолько настойчив, что я согласился проверить еще раз. Че, мне прям реально идти? Что, мне труп его найти? Я не понимаю. Может быть... Короче, ладно, пойдем спустимся, только куда конкретно, не совсем понятно. Но я вот в этой части шахты не был. Тут было больше всего гулей, кстати. Так, проверим эту сторону. Ничего. Проверим здесь. Тоже ничего. А гули-то где, кстати? А гулей как будто нет, я реально всех перебил, да? Вот в этом месте, кстати, я ни разу не появлялся. Прочность 2, это мы берем. Утенчики тоже берем. Хорошо. Не зря приперлись, кстати. О! Стоп! Эй! Кто здесь? Пить хочется. Эй, вы можете идти? Я пробовал. Сил не хватает. Хорошо, я попробую вас поднять. Так, я попробую вас поднять. Поднять. Е-мать. А ребенок-то прав был, ребята! Так зря я на него нагнал. Ну, хотя я не то чтобы гнал, я просто не верил в то, что мы найдем. А мы нашли. Надо всегда верить в лучшее, поняли? Ща. О. О, папа! Повезло тебе, парень. Нашел я твоего отца. И он действительно живой. Эй, папа, почему ты лежишь? Почему ты не шел сам? О, сынок, ты в порядке? Папка твой не сможет ходить в ближайшее время.
Скорее всего. Но... Как же так? Ты говорил, что ты неуязвимый. Ты же говорил, что с тобой никогда ничего не случится. Ты обманул меня. Я знать тебя больше не желаю. Что? Сына! О, черт. Так, ладно, сейчас разберемся. Я отнесу вас в деревню. А он еще одумается, просто испугался. Нечего было обманывать сына. Вы в любом случае не смогли бы быть рядом всегда. И он должен быть к этому готов. Он еще одумается, просто испугался. Может... Вас отнести, может, нет? Давайте я отнесу вас. Бедный шахтер. Это же какой удар по сердцу, когда тебе вот так сын говорит. Так, куда тебя отнести, только вот не совсем понятно. Мужик кому-нибудь нужен? Интересно, может ли наша шахта взорваться так же, как взорвалась вчера на 3-м? Да врет этот Синдбад. Не было там никакого газа, только руда. О да и той боже, мало. боже, Инат, ты живой! Я видел твоего сына. О, парень, спасибо огромное, что спасли его. Давайте его мне. Я отнесу его к нашему лекарю. Окей. Вот, возьмите. Пипец. Как же круто это сделано-то, а? Мне засчитают выполнение этого задания или что? А, я уже выполнил задание, окей. Да, вот это сцена. Когда же можно будет, наконец, просто спокойной жизнью пожить, а? Никогда, молодой человек, никогда. Так, короче, Фара, я все сделал. Давай, поговорим. Не понял? Ты чё, всех поубивал, что ли, уже? Да. Ну, как-то ты быстро расправился-то. Не ожидал. Ха, спасибо тебе огромное. Не спасибо, надо говорить. Ну, короче, вот это твое. Я спать ложусь. Тебе б тоже пора, на самом деле. Нифига, он мне дал 150 утенов. Чего? 150 утенов? Это много. Так, что он мне еще? Лазотепового скоробея дал? Давайте проверим, где это. Вот 4 у меня штуки. То есть у меня было 2, стало 4, потому что я еще одного там когда-то нафармил. И мне остается еще 500 опыта до следующего. Офигеть! Как же много опыта он мне дал. Но, блин, 500 опыта на Шахтерских островах звучит как что-то невероятно тяжелое. Где тут фармить-то? Так, по итогу что он мне сказал? Я спать ложусь, тебе бы тоже пора. А где? А, во. Реально могу лечь, смотри-ка. Прикольно. Давайте поспим. Ой. Что происходит? Черт. А? Это же дом Акетры. Синдбад, опять ты забыл, как дверь стучаться и... Настало ваше за- время, Акетра. Ой-ой-ой! Что? Подозрительная личность. Что делаете? Что вы? Воруем, да? Ладно. Нам ну... Обалдеть. Дамы и господа, Акетра мироходец. Я в шоке. Окончательно и бесповоротно. Она мироходец. Я не буду много болтать на эту тему, просто покажу сцену из предыдущей серии. Ой-ой-ой! Что? Ну как оно? Теперь, когда ни у меня, ни у вас не осталось сомнений, что она действительно мироходец, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором наконец-то мы не одни. Да-да, напомню, за всю историю этого сезона мы еще ни разу не слышали о других мироходцах. Странности по типу Сдерик равно Седрик, да. Статуя фараона, похожая на Джодаха, тоже да. Но вот мироходцы, нет. Ни разу. Конец предыдущей серии буквально показал, что Искра, как ей чаще всего и полагается, активировала защиту организма и спасла Акетру. Кстати, напомню, что Искра активируется не просто потому, что ей тупо захотелось, а потому что мироходец попал в сильнейший стресс. Именно в момент сильнейшего стресса появляется шанс, что Искра впервые активируется. Да, именно это мы и увидели в момент нападения на Акетру. Как теперь будет развиваться история, неизвестно, но давайте узнаем. Напомню, что
что закончилось все на продолжение следует, поэтому продолжаем. Что за звуки? Ой, мы в лесу. Что происходит? Где это я? Да ладно, мы видим от лица Кетры. Да, ой-ой-ой. Кто вы? Что происходит? Что вам от меня? Помогите! Пожалуйста! Кетра, беги! Кто-нибудь, помогите! Так. Искра снова сработала, да? Где это мы? Мы под водой. Воу-воу-воу-воу-воу! Полегче! Жесть! Что? Стоп. Да ладно. У меня сейчас двойной афиг. Во-первых, я Акетра, ребята. Всем привет. Пижама, утены, сэндвич с курицей, кристаллы скинта и даже оружие. Финкатер. Надеюсь, я правильно сказал. Оружие морского волка. Способности отмщения. За каждое ваше пустое сердце наносит на 15% больше урона. Вау. Слушай, а у нее прикольное оружие. Всего сейчас 6 урона и 2 скорости атаки. Обалдеть. У Акетры реально офигительное оружие. Но мы, ребята, мы прямо сейчас находимся не просто в каком-то мире. Мы находимся в мире под названием 13. Это же то самое измерение, в котором мы появлялись в сезоне «Голос времени». Вау! Мы прямо сейчас играем за Акетру. И что делать? Боже, это все так необычно, у меня мурашки по коже. Здравствуйте. Поговорим? Не поговорим, да? Прошу прощения. Поговорим? Не поговорим. Пижаму, кстати говоря, снять я не могу, как бы сильно не хотел. Ну ладно. Что мне в итоге можно? Что мне нельзя? Здравствуйте. Вообще ни с кем поговорить не могу. Погоди, но если этот мир не стерла, значит существуют и персонажи из этого измерения. Ой-ой-ой-ой. У меня туда-сюда мысли гоняют, честно говоря. Здравствуйте. Поторговаться можем, да? Ух ты. Так, древний том, песочные часы. И смотри-ка, тут все продается за валюту этого 13-го мира. Да, напомню то, что этот мир, опять же, называется 13. И здесь, по-моему, несколько солнц, да? Да. Первое, второе, третье. О-хо-хо-хо! Все учтено. Боже, как это круто. У меня сейчас слеза пойдет. И все-таки, а могу я с кем-то поболтать? Старушка, здравствуйте. Куда мне надо? Что мне надо? Здравствуйте. Можем поболтать? Торговать. Раньше не видел. Добрый день, дамочка. Хотите продать или купить скинт? Простите, а вы не подскажете, где я оказалась? О, первый раз, да? Вы, дамочка, в мире 13. А вот там, кстати, Академия для мироходцев. Что, простите? Академия для кого? Ух ты ж, блин, Не часто встретишь мироходца, который открыл искру в таком взрослом возрасте. Мироходцы, леди, существа самых разных рас, обладающих особым органом. Орган межпространственного перемещения, или же ОМП, позволяет нам, собственно, делать вот так. Перемещаться между разными пространствами, то есть мирами. Но вы, знаете ли, лучше сходите в академию. Скажите, что это у вас первый переход, там все объяснят, не волнуйтесь. Ха. Повезло вам на самом деле. Вашим первым миром оказался 13. О, знаете, боюсь, это не первый мой мир. Ну, что ж, ладно. В любом случае, вряд ли у вас есть скин, так что больше я ничем не могу вам помочь. Нет, стойте! Вообще-то у меня есть немножко. Что? О, ничего себе. Ну что ж, даю 52 трюка за кристалл. Началась торговля. Я сейчас на все это смотрю, и у меня мурашки реально все еще не спадают. Такая микроскупая слеза вот-вот пойдет из глаза. Ну ладно, давайте все равно продолжим. И что у нас? Хорошо, держите. Протянуть кристалл скинта. Ух ты, а это что? Соблазнить. Ой, вы ведь не стали бы обманывать неопытную девушку и пытаться нажиться на ее незнании? Правда, мистер торговец? Что? Всего 52? Да я же по глазам вашим вижу, что вы обмануть меня пытаетесь. Давайте новую механику, соблазнить. Ой, ну, что вы, ни в коем случае нет.
Но раз уж вы тут первый раз, так и быть, я сделаю вам приятный подарок. 100 трюков за 1 кристалл. И чтобы никто мне потом не говорил, что я какой-то жадный торгаш. Нифига себе поднял! Почти в 2 раза. Так, окей, как? А, вот торговать. Кристалл скин-то 100! Отношение, равнодушие. Окей, так, и давай 2 раза продаем. Все, у меня появляются, как там валюта называется? Трюки, да? Во, реально, 2-я валюта. Вау! Ой, куда же сюжет забредет, а? Все? Так, он мне сказал то, что надо пойти в академию. Ну, давайте, наверное, прежде Я, чем... наверное, должна найти здесь магазин одежды или что-то такое. Не могу же я пойти в эту академию прямо в пижаме. Кстати, да, леди Акетра, несмотря на то, что я играю за вас, вы все еще очень умная девушка. Моя тупость вам не передается. Магазин магических товаров. Давайте посмотрим, что у нас здесь в итоге. Так, это песочные часы. Всего лишь за 1 трюк, кстати. Костная мука, светоцветы, священный медальон, древний том. На прочность, кстати, надо запомнить. О, это что такое? OP1. Непонятное название какое-то. Стоит 20 трюков. Я пока что покупать не буду, на всякий случай. Мало ли. Все, тогда пойдем, посмотрим, что у нас есть здесь. Я помню то, что по сезону «Голос времени», да, магазин одежды здесь. Здравствуйте. О, добро пожаловать! У нас лучшие наряды во всем 13. Ой, что это на вас? Знаете, вы явно пришли куда нужно. Выбирайте, выбирайте скорее. Роскошная ночная рубашка 215, элитная студенческая форма 245 и вечернее платье 410. Ну, мне, получается, нужна студенческая форма, если я пойду в академию, да? Но при этом у меня как бы это денег-то нет. Ладно, купим повседневное платье, так и быть. Ой. Ой, вам очень-очень идет. Приходите обязательно еще. Поняла? Спасибо. Ох ты, слушай, а правда идет? Ну-ка, переодеться мы, кстати, не можем, то есть... Да, мы не можем выбирать, в какой одежде ходить. Здравствуйте, а вы что делаете? О, торговать. Так тут тоже одежда, кстати. Только скорее это броня. Штаны новичка, роба мага, кираса архимага, медальон знаний. Может хранить опыт. Чтобы забрать опыт, нажмите ПКМ. Ладно, короче, на будущее мы это учтем. Только теперь у меня вопрос. А как в академию-то попасть? Что мне нужно дальше делать? Там вот телепортируются всякие люди. Сложно. И мне сказали, что академия здесь. Я так понимаю, то, что это вот эти здания. Но как туда пойти-то? Погоди, может быть, с этой стороны можно пройти? Нет. А вот здесь, кстати, что у нас? Магазин волшебных палочек. Ух ты. Торговать. Так, огненный стержень, волшебная палочка. Я пока что, опять же, ничего не буду приобретать. Я просто запоминаю то, что здесь подобное продается. Я знаю то, что по сезону «Голос времени» один из ключевых персонажей по имени Фарагонда живет здесь. И теперь у меня вопросец. А могу ли я зайти? А, черт, не могу, ладно. Но это было бы интересно. Подозрительная личность. Что делаете? Что вы? Воруем, да? Ладно. Нам ну... Прошу. Вы что-то хотели? Я прошу прощения, а вы не подскажете, как попасть в академию? В академию? А вы что, хотите поступить? Или просто посмотреть? Ой, знаете, я тут впервые на самом деле. Эй, Франческа! Зачем смущаешь девчонку, а? Ну а что? Вообще, Гонда, сколько раз вам говорить, а? Сан-Фран мне нравится гораздо больше. О, господи. Леди, меня зовут Фарагонда, а это мой ученик, Сан-Фран. Я, знаете ли, как раз преподаю в академии. Может быть, смогу вам что-то подсказать? Эй, вообще-то я тоже преподаю в академии. Я тоже могу подсказать. Слушайте, простите, но я хотела бы узнать, как мне вернуться домой. Ой-ой-ой, батюшки! Первый переход в другой мир, да? Ха. Вы хотя бы знаете, что такое искра? Да, я встретила торговца, который что-то говорил про искру и про ОМП. Да. Вот как. Ну, по сути, знаете, дамочка, это у нас одно и то же. Просто искра более такое романтичное название. И поскольку искра это орган в наших телах, мы можем научиться его контролировать и даже... Воу, Франческа, остановись. Ты что, не видишь, что ли? Ты только пугаешь девушку своими изречениями. Верно? Ну, да, ладно. Да, извиняюсь. Так, а как вас зовут-то? Я леди Акетра. Ух, какое имя. Очень-очень приятно. Леди Акетра, а расскажите-ка, вы знаете, из какого мира пришли?
Да, наверное, я родилась в Мисре, в городе Нарфанис. Ух, поняла. Это потрясающее место. Но, знаете, слишком уж жаркое для меня. Подождите, то есть вы хотите сказать, что бывали в моем мире? О, нет, не бывало. Я читала про этот мир в кодексе. В какой-то момент, когда занималась одним делом. О, да будет вам известно, Фарагонда совмещает работу юристом и преподавательскую деятельность. Так что ж такое? Веди себя прилично, юноша. Тебе уже не 100 лет все-таки. Что? Что вы сейчас сказали? Подождите, вам что, больше 100 лет? А? Постоянно забываю, что есть миры, где люди не знают про мироходцев. Радуйтесь, леди Акетра. Наличие ОМП значительно увеличивает продолжительность жизни. А в мирах, где об этом известно, позволяют мироходцам подольше оставаться детьми. А еще вы, видимо, человек, да? У вас продолжительность жизни поменьше все-таки, чем у нас. О, я снова не поняла. А вы тогда кто? Вы что, не человек, что ли? Не, вы чего? Поглядите, я эльф. О, боже, эльф. У меня кружится голова. О, тихо. Дышите глубже, леди. А уж знаете, я должен признаться, вы отлично справляетесь. Для первого раза-то. Ладно, спасибо, так что мне ответить. Потому что это не первый мой раз. До этого я была в месте, где растет скинт. О, я могу ответить про измерение Лолошки, про Прунус. Перед тем, как я попала сюда, меня швыряло из одного мира в другой. Знаете, я так воспитана, что не демонстрирую посторонним свои эмоции. Я думаю, то, что можно ответить про Прунус. Почему бы и да? Это же типа не я как Лолошка отвечаю, а как Акетра. Вы сказали рос? Что вы имеете в виду? Скинт не растет в естественной среде, леди. Но я же не обманываю вас. Я могу показать. Прунус. Подожди, что? У нее это сработало? Господи, где это мы? Что? Какого черта? Какого здесь скинта? Кого я вижу? Да уж, не вас я ожидал здесь увидеть. Ой, не вас. А? Ты! Я видел тебя где-то! О, боже! Почему так сильно болит голова? Черт! Господи. Осколки временного парадокса имеют свойство впиваться в сознание. Стой! Ты же... Бог Фараон. Но Фараон? что вы здесь делаете? Акетра, где твой друг? Что? Какой еще друг? О ком вы говорите? О том, Акетра, кому принадлежит это измерение. А? Что вы знаете о Лолошке? О, черт! Моя голова! Я больше не могу! О, ты погляди, как жалко. Твои друзья здесь долго не продержатся. Леди. Рад был снова встретиться с тобой, Акетра. И с вами тоже. Малус. What the fuck происходит? Это пипец просто. Что за... Эй, все нормально. Эй, Франческа, Все нормально. у тебя Вставайте. тоже прошла боль? Да, Гонда. Что это было? Что, черт возьми, ты с нами сделала? Эй, но я... Эй, Сан-Фран, успокойся. Тот, кого леди Акетра назвала богом фараона, говорил про временной парадокс. Я не думаю, что Акетра к этому как-то причастна. Да, я правда, я понятия не имею, что сейчас произошло. Я не знала, что бог Фараон там окажется, честно. Простите, пожалуйста, я не хотела никому вреда. Да, ладно, ничего страшного. Я вроде бы это понял, но я ничего не понял. Вставай, Фарагонда. Спасибо. И все-таки ответьте мне, что это, черт возьми, было? И кто этот ваш Лолошка? Странно. Имя, оно кажется мне знакомым. Отзывается какой-то болью в затылке. Да, Франческа. И у меня точно так же. Так, знаете, у меня есть другая идея. Нам всем нужно успокоиться. Идемте. Я знаю отличный способ и отличное место. Ох, леди, если он это сказал, придется идти. Он же не отстанет. За ним. Ладно.
как же это круто все передается. Самое главное, я даже не управляю собой, как Лолошка. Я даже не знаю, что сейчас с Лолошкой слушай, происходит. Вообще, я думала, что ты потащишь нас медитировать. Медитировать? Это, конечно, приятное и полезное дело, но... Нет, для этой ситуации не подходит. Фу-фу-фу. Эй, там! 3 кофе со сливками! Так, ладно. Мне тоже... А, ну да, 3 же. Господи, я почему-то подумал, что он одно заказал. Все, садимся? Да, поудобнее, садитесь. Так, теперь давайте поподробнее. Значит, у вас есть друг, чье имя вызывает у нас зуд в затылках, у которого есть свое карманное измерение, в котором мы чуть не погибли, и при этом про которого спрашивал непонятный, но... О, стильный крылатый человек, да? Если он вообще является человеком. О, это правда. У меня от него мурашки по всему телу. Эй, ваши 3 кофе со сливками. Вот, держите. Спасибо. Если что, этот бог-фараон появился в моем офисе в тот день, когда мы с Франческо познакомились. О, это точно. С ним, кстати, был еще один. Помнишь? Может быть, это и был Лолошка? Что думаешь? Он, сейчас вспомню, такого среднего роста, со странными голубыми очками и стильным шарфиком, да? Да, это описание похоже на него. Эй, что, опять заболела голова? Не заболела. Ну, просто кружится от всей этой информации. Ой. Ну, хотя бы так. Леди Акетра, не знаю, совпадение или что-то иное привело вас сюда, но мы обязаны помочь вам вернуться в Миср. О, правда? А вы этому учите своих учеников, да? Путешествовать по мирам? О, нет, что вы. Я учу их магии. В академии учатся волшебники. Не все из них мироходцы. Но, дополню, к нам часто поступают из других миров. Знаете, я хотела бы здесь учиться. Ух, какая заряженная. Вы очень быстро схватываете информацию, леди. Что-то мне подсказывает, что учительница из вас вышла бы даже лучше, чем ученица. О, это, наверное, потому что я покровительствую нескольким учебным заведениям в Нарфанисе, но... Нет, сама я там почти не преподаю. Ну что же, как закончите ваши дела в Мисре, приходите к нам, мы будем вам рады. Если только это не приведет к ухудшению временного парадокса, конечно. Гонда, ты чего? Да разве же эти временные парадоксы вообще существуют, а? Я думал, время это несгибаемая материя. Нас же всех так учили. Ох, Франческо, некоторые вещи вам рассказывают или не рассказывают для вашей же безопасности. Шутки со временем, запомни, всегда имеют последствия. Всегда. Я еще раз, простите, что прерываю, но вы только что обещали помочь мне вернуться домой. В момент, когда я переместилась, в моем доме были грабители. Я должна туда вернуться. Должна помочь своим слугам. Они в опасности. Я не знаю, что с ними. Вот оно что. Наши искры, леди Акетра, реагируют на наше состояние. В моменты критической опасности орган может сработать произвольно. К сожалению, это работает не всегда. Так что вам очень-очень повезло, знаете это. Пойдемте. Если тренироваться, то явно не здесь. Окей, let's go. Меня научат телепортироваться, то есть... Итак, для того, чтобы управлять перемещением между мирами, нужно уметь чувствовать свою искру. Да, окей. То есть, леди Акетра будет знать, как это делать, а Лолошка не будет знать. Офигенно. В общем, некоторые мироходцы тратят годы на приобретение этого навыка. Что? Годы? Но у меня нет столько времени. Значит, придется очень постараться. Чтобы ОМП мог защитить нас от опасности, он должен быстро реагировать на все изменения в вашем организме и настроении. Можно сказать, что этот орган обладает внутренней эмпатией, поэтому самый простой способ почувствовать свою связь с искрой — испытать какие-то сильные эмоции. Поскольку страх может вызвать самопроизвольное перемещение, лучше выбрать что-то другое. Другое сильное чувство, которое может пробудить энергию искры. Так... Что вы имеете в виду? Я не понимаю пока что. Леди Акетра, расскажите про человека, которому вы испытываете сильные чувства. О,
Ого, о, рассказать про Лолошку, рассказать про Хануф и Халиму, рассказать про маму. А про маму мы, кстати, еще ни разу ничего не слышали. Давай. Реально? Подожди, нам еще и катсцену покажут, офигеть. Ладно, я расскажу про маму. Когда я была маленькой, мы много времени проводили вместе с мамой. О, да ладно. Ого, ничего себе, какая мать у тебя была. Да. Ва, какой наряд. Отец очень-очень много работал, поэтому я почти его никогда не видела. Чтобы компенсировать отсутствие отца, мама старалась придумывать нам всякие разные приключения. Обычно приключения были в рамках города. Мы редко куда-то выбирались. Но в тот момент мама решила показать мне святилище Роноса прямо на вулкане. Ой, то есть она была, да? Кстати, по-моему, она что-то подобное говорила, что была на Гизире. Это Гизира, это рынок Гизиры, да. Вон даже сверху написано Гизира. На следующий это день черный после флаг. нашего прибытия оказалось, что в городе чума. Да, я тоже понял, что это черный флаг. В детстве я была очень общительной, так что за один день нашла себе там подругу. И в тот же день я узнала, что ее семья заражена. Их убили прямо на моих глазах. Так, история вроде как про маму начиналась, а тут... Ну ладно, сейчас узнаем. А, да ладно, это с Гизирой такое было? Так. Люди вон валяются, кстати. А потом пришли за мной. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Теперь я понял, что за воспоминания с мамой. Мама не отдала меня, и те люди ушли, пообещав вернуться с утра. Всю ночь мама не спала, сторожила меня и вытирала мне слезы во сне. Ранним утром мы смогли бежать на корабле человека, что был влюблен в мою мать. Он думал, что за это она влюбится в него и будет жить с ним. Но нет, этого не случилось. И он в приступе ревности... Он убил ее. Мама отдала свою жизнь, чтобы спасти мою. Ну как? Слушайте, почему я ничего не чувствую? Зачем все это? Знаешь, леди, видимо, эти воспоминания слишком старые и тяжелые, и не вызывают в вас больше тех чувств, что могли бы пробудить искру. Черт! И как это поможет мне вернуться домой? Эй, тише. Я понимаю, что это сложно, но я предупреждала, что на освоение этого навыка могут потребоваться годы. Гармония с искрой проще всего достигается именно через чувства. Все остальные способы требуют гораздо больше времени. Попробуй рассказать про кого-то еще. Рассказать про Хануф и Халиму, рассказать про Лолошку. Ладно, но это ужасно неловко. Недавно я купила себе одного смешного абда. Ой, речь обо мне сейчас, да? Он совершенно случайно стал рабом и, представляете, не справлялся даже с простейшими задачами. Он постоянно встревает во всякие переделки, но готов всегда быть рядом со мной и защищать меня, в каком состоянии бы ни был. Ой, да ладно, даже про масла вспомнили, боже. Он умудряется угадывать, что мне нравится, даже без моих подсказок. И очень смешно и мило смущается, когда мы... сближаемся. Он поддерживает меня, когда мы проходим через тяжелые времена. У него всегда теплые руки. И есть отмазки на все случаи жизни. О, так, леди Акетра, срочно! Представьте свой дом. Представьте этого раба прямо в доме. И удачи! О, работает! Оно работает! Оно работает! У-ху-ху! Встать! Что? Она вернулась, но при этом я снова играю за Лолошку. Боже, так непривычно! Я снова
я снова на Шахтерских островах, да? А мама говорит, что все наши острова постепенно уйдут под пески. Мало ли тебе, что это мама говорит. Ты прикинь, я только что играл за Леди Акетру. Блин, это обалденно было, это просто шедевр. То есть пока Лолошка спал, мы видели, ну, как бы, не сам Лолошка видел, само собой, а мы, как зрители, видели, что переживала Акетра. 10 из 10. Каждый каждый раз в этом сезоне почти через серию нас удивляют. Какая-то новая механика, какое-то новое повествование. Это ну реально офигенно. Молодцы. А самый шок-контент в том, то, что нам показали персонажи из предыдущего сезона. Сан-Фран и Фарагонда. У меня реально чуть слезы не пошли, когда я их только-только увидел. Знаете, под такой момент идеально попадает фраза «как близко, но как далеко». И вот именно этот фрагмент ощущался данной фразой. Короче, я так понимаю, то, что с Леди Акетрой мы еще поговорим об этом. У меня мурашечки, знаете, за этот сезон поставили рекорд. Так много мурашек у меня явно ни в одной серии еще не было. Да, опять же, с Леди Акетрой мы поговорим, а на этом, наверное, будем постепенно заканчивать. Я снова Лолошка! Дамы и господа, я вернулся. Если вы так же, как и я, офигеваете от того, что происходит, обязательно подписывайтесь, обязательно ставьте лайки. Пока что это все 10 из 10 повествования на супер высоком уровне. Дальше, как говорится, больше. Да уж, вселенная и правда стремится к порядку. Да, к порядку лайков и подписок. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Лолошка. Это все еще я. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Положи нож на землю, идиот! Нет, Канул, ты не понимаешь. Я так больше не могу. Что происходит тут? Что происходит? Вау, серия глазами Акетры. Неплохо, я бы даже сказал, сильно. Но вот вопрос, а расскажет ли нам Акетра о фараоне, которого видела? Расскажет ли о Сан-Фране, о Фарагонде? И самое главное о том, что она спалила мое измерение Прунус. Я же не давал разрешения. Хотя я и не запрещал. Тем не менее, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Сезон, в котором мы... крепко поспали, получается. Да-да, Лолошка как был 2 серии назад в этом доме, так и остался. Но не потому, что нам нечего показывать. Скорее наоборот. Нам показали целое повествование сюжета глазами Акетры. Мы могли ей управлять. И повествование было с момента нападения на нее и заканчивая телепортацией домой при помощи искры. Напомню, что предыдущая серия была очень богата на события. Акетра впервые открывает искру, попадает в мир 13, знакомится с персонажами из предыдущего сезона, Сан-Франом и Фарагондой, которые, кстати, в этой вселенной стали учителями в Академии Магии. Запомним. А еще Акетра хоть и немного, но все-таки научилась использовать искру. Поздравляем! Ура! Новый мироходец в строю. Но я хочу кое-что разъяснить сразу. Вот чтобы не было таких комментариев. Мой персонаж всей этой истории не знает. Сейчас мы знаем о истории Акетры только как зрители. И мне вот интересно, как зрителю, Акетра обо всем этом расскажет или нет? Нам четко дали понять, что события предыдущего сезона хоть и помогли устранить временной парадокс, но не излечили его до конца. Это надо тоже запомнить. Короче, хватит разглагольствовать, здрасте. У меня болит спина. Молодец. Вот именно о шахтерах я и хотел поговорить. Внимание, внимание, уже 5 серий подряд, а то и более, я прокачиваю свой остров. Добыча железа, добыча камня, добыча угля. У меня тут прокачана рабочая сила, охрана объекта, то есть я реально постарался. Но дало ли это что-то? Вопрос. Вещи-то все-таки появляются? Здесь нет. Так, может быть здесь? Тоже нет. Ладно, есть более подходящий сундук, который так и называется, сундук Storytelling. Опа. Да ладно, оно реально наконец-то появляется. Но где железо, алло? За все это время ни кусочка, ты издеваешься? Это ж как жестко надо это все прокачивать-то, а? Забираем булыжник, забираем уголь, немного оставляем. И да, я хочу реально проверить, как это появляется. То есть, если я сейчас буду тупо здесь стоять, оно появится? Так, шахтер. Ты работаешь? О, да. А, это защитник, господи!
и он просто постоянно берет меч, потому что некого атаковать, да? Ага, значит, монстры какие-то будут нападать. Вот тебе и спойлер. Но проблема, сколько бы я здесь ни стоял, вещи не появляются. Да, надо бы прокачивать, наверное, еще усерднее, еще больше. Например, не знаю, до 5 уровня или даже до 10-го. О! Опа-па-па-па, ребята, а булыга-то все-таки появляется. Очень медленно, но работает. Вот, такой вот у меня вердикт. О, представляешь, ночью пробовал мясо чудища. О, ты реально? И чё, как оно? Да знаешь, на вкус как хара, на цвет и запах тоже. Я бы и хотел над тобой пошутить, если бы сам не знал, каково это на вкус. Да, дружище, жизнь у нас не самая сладкая. Но вроде бы что-то налаживается, да? Взять хотя бы вон того ложку. Приехал ведь, перебил всех, ты еще и он и надо спас. Ну, тут согласен, не поспоришь. Мировой парень, получается. Чего? И надо? Какого еще и надо? А, того мужика, которому, помните, колено подбили или что там, ногу. В любом случае, спасибо за теплые слова. А теперь работать быстро. Опа, ты посмотри, жрет опять, а? Свинья, то есть фара. Не так уж и плохо, точно. Что? Каким еще? Что надо? Алло? О, ложка. Будешь есть? Обглоданный кусок. Ну, давай. Подожди, реально? У меня тут еще немножко. Так, погоди, а может быть все-таки поговорим? Ну что такое? Ну что ты пристаешь ко мне, а? Ну, плыть уже обратно хочешь, что ли, а, Абд? Ладно. Через часик, может быть, отправимся. А я пока вздремну. Плохая примета, знаешь ли, плавать с полным брюхом. Все, через час на корабле. Не мешай мне, я дремать. Вот и договорились. А мое мнение учитывается, нет? То есть то, что я Абд, это как бы... Ну ладно, я Абд, но я владелец этих островов. Может быть, мне там закупку надо произвести где-то. Вот тварина, а. Вот про таких, как Хварах, можно сказать, им бы место потеплее да денег побольше. Все остальное их не волнует. Да уж... Ладно, через час так через час. Жареный кусок оленины дал мне. О, мне это даже съедено. Помогло в добавлении сердец. О как. Ну ладно, значит есть не обязательно. Давайте выкинем все ненужное. Это и все остальное. Вот так намного лучше. Такс, далее попробуем ты, кстати, поговорить. как думаешь, мясо этих чудищ можно есть? Не-не-не-не, ты чё, мне кажется, нет. Я бы такой точно не стал жрать. Ребят, а может быть по кактусу тогда сегодня, а? Что? Ну давай! Вот и договорились. Но я только что слышал диалог, как другие ели мясо. Вроде как живы, только на вкус как хара. Может быть, еще какая важная инфа? О, ты, кстати, видела? Незадолго до появления чудищ приплывал корабль. О, да, помню. Притом такой же, как тогда, с масочными. О, да, правда. Не нравится мне все это, ой, не нравится. Так, а вот это уже, кстати, важная информация. Погоди, чего? Незадолго до появления гулей приплывал корабль. Угу, корабль тоефетунцев. Понятно. Странно то, что тоефетунцы не пытаются обратно захватить этот остров. А, стоп. Что, подожди? Фарах. Это баг? Ты что тут делаешь? Он никак не реагирует. Эй. Ну чего, отправляемся? А, так я все это время мог просто прийти... Реально? О, господи. Ха-ха-ха. Заждалась тебе уже твоя красивая леди, небось, да? Ладно, плывем. Прикольно. Ладно, можно было не задерживаться. Это меня радует. Такс. По итогу мы сейчас, кстати, куда? В Нарфанис? Просто в Нарфанис как будто мне не то чтобы можно, не то чтобы нужно. Если пытались убить леди Акетру, то если я появлюсь в Нарфанисе, со мной даже цацкаться не будут. Поэтому что-то я не совсем понимаю, как будет развиваться сюжет. Здрасте. Не поговорим, Ой, прошу прощения. Ваш стул, ваш. С тобой? Тоже нет. Ладно, тогда с Фарахом. О, ты... Знаешь, на самом деле-то... ладно, знаешь, забудь, извини. Что? Поговорили. Шикарный диалог получился, спасибо. Блин, как красиво это выглядит. О, боже. Каждый раз офигеваю от того, как же это красочно реализовано. Так, и где же мы? А? Что, где?
А, это Нарфанис. Фарах, поговорим? Все? Больше не хочешь? Так, мне, кстати, говорили... Да, мне говорили про то, что на корабле Фараха можно найти специальный сундук. Вот он, шахтерский. Который, кстати говоря, не открывается. То есть, как бы я не хотел, да? А, или погоди, по-моему, какая-то такая прокачка была. Ну-ка. Место для хранения ваших ресурсов. Доступен как в шахте, так и на корабле коменданта. Фарах только что недавно называл себя комендантом. Получается, вот он, его корабль. И... О! Стоп, теперь открывается, что за бред? Но как же медленно копится. Просто невероятный бред. Типа, я даже до кусочка железа еще не дошел. Так, в итоге прямо сейчас мы не будем, наверное, медлить. Мы пойдем к дому Акетры. Парень, знай! Сочнейшие томаты только у меня. Да, я знаю. Так вот, повторяюсь, мне сейчас нужно к леди Акетре, телепортируемся. Что? What the fuck? Так, погоди, стоп. Рынок Нара? А рынок Нара работает. Я понял. Мне нельзя туда телепортироваться, мне запретили. Так, а что мне? Ну, я пешком дойду, мне несложно. Но это явно уже что-то означает. Эй! Это что такое? Нар-Сафар. Где мой Нар-Сафар? Нар-Сафар, вот он. У меня документы. Привет. А, вот он, лови его! Что? Чего? Оп. Похоже, дело приняло серьезный оборот. Надо не попадаться. Подожди, не попадаться? А как мне тогда пройти? Это же буквально нереально, если это единственный проход. У меня два варианта событий. Либо мне нужно что-то найти здесь на рынке, либо мне нужно пробраться через эту стражу. То есть как-то аккуратно. Самое первое, я, конечно, попробую что-нибудь Книги, здесь. заклинаний, зачарований, наложение чар, подходите. Сделаю быстро и недорого. Так вот, я попробую тут сначала походить, поискать что-нибудь. Понятное дело то, что мне, наверное, сейчас бы еды купить. Вот это явно нужно. Хотя, может быть, у меня тут есть. О, сюда, ничего покупать не надо. Попробуем обойти весь рынок. Удивительно, но ничего не произошло. Ладно, тогда у меня будет небольшая попытка, наверное, поломать сюжет. Я не знаю, правильно ли я сейчас делаю, но мы узнаем это тогда, когда придем к леди Акетре. Если там что-то начнет продолжаться, то тогда мы делали все правильно. Если не будет, то значит я окончательно все сломал. Воу! Что за... О, я понял, я все правильно сделал, ребята. Мы даже до дома еще не дошли, но я понял то, что я делаю все правильно. Обалдеть, вот почему мне нельзя телепортироваться. Почему весь город оцепили стражники? Меня ищут, а Кетру ищут? Я не понимаю. Здесь сейчас должна быть клетка. Да, вот она, клетка. Тигры, здорово. Знаете, это похоже на какой-то комендантский час. А еще у меня такое ощущение, что здесь нельзя пройти, я иду неправильным путем. А, не, все, нормально, можно. Вот он, тот самый мост. И мы пропустили кучу стражников, офигеть! Хе-хе-хе. Не зря так пошли. Здрасте. Как бы вас обойти-то? Черт. Как вас обойти? Все нормально. Интересно, у дома будут стражники? Пока что не вижу ни одного. И да, смотри, ни одного человека. Ну ладно, как минимум прямо у дома никого... Нет. Чё? Ой. Эй, стой! Стой! Если ты это сделаешь, то я тоже это сделаю! Положи нож на землю, идиот! Нет, Хануф, ты не понимаешь. Я так больше не могу. Отвернись. Я не могу, когда ты смотришь. Стой, Абди! Надо что-то делать, выбить дверь, Хануф, Абди, выбить дверь. Что происходит тут? Что происходит? Ложка, я рад, что вы живы, но я прошу вас, отвернитесь. Хара, ложка, пожалуйста! Абди, Дай сюда. посмотри на меня. Эй, это мое! Черт возьми, ребята, что здесь случилось? Я прежде чем задам любой здесь вопрос, точнее что-то нажму, я только что увидел Халиму. Котик. Это... Чтобы вы понимали, у меня сейчас дикое нежелание как-то продолжать, потому что у меня, вот слышите, слезки пошли. Я просто даже не знал, что вот до такого может дойти. Боже, Абди. Итак, я снова здесь, снова с вами. Фу, успокоились немножко. Что здесь случилось? Абди, расскажи мне, что произошло. Хануф, расскажи мне, что произошло. Где Акетра? Что случилось? Где Сдерик? Кто-нибудь. Я здесь. О, Ложка, май ты гад. живой. Привет. Иди сюда.
Блин. Правда, Ложка. что здесь Это- творилось? Это... Черт. Это... Нет, 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 все. Нельзя, нельзя, не раскисать, не раскисать. Ох, сначала мы должны позаботиться о Халиме, затем о нашей безопасности. Боже, о господи. Эти трупы нужно спрятать. О, простите, простите меня. Простите, пожалуйста. Я не понимал, что творю. Так, ребят, блин, я, честно говоря, даже не знаю, с чего начать-то. Успокойся, Сдерик. О, я займусь телами. Лолошка, я рад, что ты живой. Итак, посмотрим. А где, собственно, леди? Где она? О, леди, они пропали. Пропали. Они буквально испарились. А они за это убили. Они убили Халиму. Ты понимаешь? Они ее убили. Они убили Халиму. Так, черт, хара. Вот тебе и хара. Вот тебе и хара. Я не могу. Вот так. Я не могу поверить. Не могу поверить. Мы ведь всю жизнь всегда были вместе. У меня уже даже нет сил плакать. Я просто надеюсь, что она не страдает там. Надеюсь, что Кнеф Мтити позаботится о ней. О, Абди, спасибо тебе большое за молитву. И тебе спасибо, Лолошка. Спасибо, что спас его. Так, я прошу прощения, что встреваю. Хануф, надо рассказать Лолошке, что произошло. А? Нет, Сдерик, нет. Я не смогу. Я не смогу этого сделать. Так, давай для начала присядем, хорошо? Что, ты кому это предлагаешь? Мне? Или Хануф? Эй, Абди, ты, может, тоже присядешь с нами? Нет, Хануф, прости, я не хочу говорить. Я хочу побыть с Халимой. Что, кто? Ну, ребята, если что, то кровь я везде тоже отмыл. Постарался навести какой-никакой порядок. Ну, как говорится, не первый, не последний раз. А теперь, могу ли я все-таки узнать, что произошло, а, Хануф? Да, сейчас. Окей, давайте. Давайте я начну. В общем, прошлой ночью в наш дом... Нет, я буду говорить с Дерек. Ладно. Что ж, Халима бы справилась. Она бы все рассказала сама. Да, я буду сильной ради нее. Фух. В общем, ночью к нам в дом заявились эти, в черных одеждах. О, и ведь леди говорили, что за ними придут. Она сказала, что мы дождемся тебя, а затем отправимся к морю. Халима была рада. Она любила море. И вот, значит, я слышу шум. Мы с Халимой выбегаем из комнаты и видим, как госпожа буквально растворяется в воздухе. Нападавшие будто взбесились из-за этого. Они, видимо, решили, что мы провернули какой-то фокус, и Акетра где-то прячется. Сначала они перевернули все в доме, потом стали кричать. Мы говорили, что ничего не знаем, что мы без понятия, куда исчезла госпожа. Но нет, тогда они избили Абди, а потом со смехом зарезали несколько кошек. Они сказали на это, мол, приказ фараона необходимо исполнять. Они говорили, что не уйдут, пока не найдут огонь, что им плевать на девчонку. Нас с Халимой они связали и кинули на пол, прямо у колонны. Мы почти все время молчали, было очень страшно. Но когда они так презрительно начали говорить о госпоже, Халима не могла терпеть такой наглости. Она накричала на них. Они кинулись на нее, начали бить. Они приказывали заткнуться ей. Но потом, когда они пошли в комнату леди и стали перерывать там все вверх дном, Бастет, самая любимая кошка госпожи,
кинулась на одного из них, начала драть его лицо. Тот человек схватил кошку, начал топтать ее ногами. Халима вывернулась из веревок, вскочила, выхватила у него нож и... Она воткнула ему прямо в глаз. Я не видела, как ее схватили, как ее... Халима, давай лучше я. В общем, вот тогда-то и началось самое страшное. Кровь попала на Абди и он... Тише, Сдерик. Боже. В общем, да, я убил их всех. Я не знаю, простит ли меня Кнеф Мтити и простит ли Халима за то, что я позволил ей умереть, что не сделал этого раньше. Но однажды я поклялся, что больше никогда не буду убивать. Я думал, что Дана, ее мерзкие убийцы и тайные общества в прошлом. Я был счастлив все это время. Я просто хотел спокойной жизни обычного Абда. Черт. Клянусь вам, Лолошка, я больше никогда никому из вас, из моей семьи, не дам умереть. Тебе, Хану, знай, я обязан жизнью. Ты спасла меня от трусливого поступка, который ничего бы тогда не изменил. Спасибо тебе. И, если что, простите, что прервал ваш рассказ. Продолжайте. Да, хорошо. Абзи, не волнуйся, все в порядке. Эй, Хануф, нет, как раз таки не все в порядке. Ладно. В общем, Лолошка, я думаю, дальше и так все понятно. Я позже всех вышел из своей комнаты, потому что не сразу услышал шум. Я не видел, как исчезла Акетра, не видел Бастет и не видел поступка Халимы. Но я застал ярость Абди. Все внимание было сосредоточено на нем. Так что, пока Абди расправлялся в одиночку с целым отрядом убийц, я, как помнишь, побежал за помощью. На улицах никого не было, представляешь? Никого! Кроме солдат Амара. Ох, я смекнул. Все это явно не просто так. Поэтому сначала побежал в порт. Надо было найти Буриса. Но в порту солдат было не меньше. Черт, я просто не знал, что делать. Я часа 3 бродил по городу, шарахался от каждой тени. Все было словно в дыму. А потом я набрел на утенка. И мне так захотелось выпить, не представляешь. Но там было закрыто. Поэтому я сидел там до самого утра. Ну, естественно, там было закрыто. Я в такое время не работаю. Никто в такое время не работает. Ну вот, да. Короче, я все выпалил Джамилю, стоило мне только его увидеть. Аура у него, что ли, такая, не понимаю. Короче, мы взяли оружие и помчались сюда. Вот. Так вот мы и прибежали, а ты уже тут как тут. Угу, ну в целом я все понял. Хануф, а ты не подскажешь? А леди Акетра исчезла с такой, знаешь, желтой вспышкой, да? Да, с желтой вспышкой. Ну понятно. Хотите верьте, хотите нет, но я уже видел такое раньше, когда мы были совсем маленькими. Мы тогда поспорили, кто сможет пройтись до конца стрелы портового крана и обратно с закрытыми глазами. Я вот испугался, а Акетра прошла, но в самом конце оступилась и упала. Господи. Да-да, но она не просто упала, она исчезла с той самой желтой вспышкой. Появилась спустя 5 минут с ней же, рядом со мной. Я уж тогда с крана слез. Она была до нитки промокшей. Бормотала что-то про какой-то сильный дождь. Мы через пару дней уже и забыли про это. Но сейчас меня будто прошибло. Ух ты, вот это... Спустя 5 минут, говоришь? Я поняла. Может быть, госпожа сейчас тоже появилась где-то, да? О, вот бы с ней все было хорошо. Ну да, в целом я это имел в виду. Поискать было бы неплохо. Ну так, а чего же мы стоим-то тогда? Вперед, на поиски! Ух ты ж, полетела! Подожди, а где мы? Так мы в доме Акетры все это время были. Тут, оказывается, микросадик был, а я даже не замечал, кстати. Эй, Абди. Так, ну ладно, видимо, без Абди... Эй, стойте! Лолошка, стойте! Заговорил все-таки. Абди, не сейчас. Нужно найти Акетру. Что такое, Абди? Знаете, я просто хотел сказать спасибо вам за то, что вы такой невозможный человек. Вы доказали мне, что можно побороть свои страхи и что огни существуют.
Я и представить себе не мог, что в этом проклятом мире есть радость. Я был так счастлив, так боялся все потерять, что решил, что если не возникать, а спокойно сидеть себе, то все так будет всегда. Но теперь я знаю, что за счастье надо бороться, иначе его попытаются отнять. Вот, обещаю вам, Лолошка, отныне я буду бороться. Окей, ладно. Авди, простите, что прерываю, но... Ребята, мы нашли ее! За мной, скорее, за мной! Что? Ой, господи, такой, блин, странный окровавленный Абди. Точнее, не то, что странный, а страшный. А ну-ка показывайте. Где? 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 Вот она, смотри, цела! Эй, тихо ты! Не ори, разбудишь! Уйдите все отсюда! Охренеть. Жива. И она в том самом платье. В том самом платье, которое купила в мире 13. Ну, то есть, когда мы ей управляли. Обалдеть. Эй, Лолошка, иди сюда. В общем, Лолошка, я пойду узнавать, что это было и кому это надо. Ого, солдаты Амара на улицах и нападение этих странных людей явно не совпадение. Хорошо. А я вот, знаете, с удовольствием последую примеру нашей госпожи. И, наконец-то, за эти 2 дня посплю. Не думаю, что сегодня нам что-то еще может угрожать. Да, тебе это надо. Ма-салама, ребята, держитесь. Спасибо, Джамиль. Кем бы ты все-таки не был, на какой бы стороне ты ни держался, спасибо тебе. Ребят, вот понимаете, я люблю серии с открытым концом. Меня очень сильно поражают такие сценарные работы, которые открыто тебе говорят: а вот ты не получишь сейчас ни хорошей, ни плохой концовки. И вот эта серия очень показательная. Я не могу сказать то, что все хорошо закончилось. Нет, вообще ни капли. При этом я не могу сказать то, что все плохо закончилось. То есть... Тут каждый делает свои выводы, но думаю, вы согласитесь со мной, что вот этот кусок истории, который мы только что получили, никого не оставит равнодушным. Но это прям, это было хорошо. Это было хорошо и одновременно при этом ужасно. Но ужасно не со сценарной точки зрения, а с того, как же все-таки все сложилось. Мне просто интересно, могло ли быть лучше? Об этом, скорее всего, и мне, и вам нужно хорошенько подумать. Спасибо огромное за просмотр данного выпуска. Надеюсь, то, что вам понравилось. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, не забывайте подписываться. Все ваши нажатия — это огромный буст мотивации. Напомню, что мы стремимся к качеству и, как говорится, дальше больше. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и покойся с миром, Халима. Всем удачи, всем пока. Пока. Я медленно шел к тому, чтобы преодолеть все те блоки, что стояли во мне. И поэтому я знаю, что Дана обладает огнем, который скрывает от братства. Чего? Через несколько километров будет небольшой оазис. Заночуйте там. Это уже какая-то конспирация. Что? Что? Да ладно! Вау, мини-игра! Ярость, грабежи, пропавшие вещи, убийства, возвращение Акетры и кровь. Да уж, предыдущая серия так и кричит: это только начало, сынок. Страдания только начинаются. Короче, я точно понимаю то, что пора валить из города. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы обязаны валить отсюда. Разгром дома Акетры, убийства, перекрытые улицы, разъяренный Абди — все это лишь полбеды. Сейчас нам действительно нужно думать о том, как сбежать. Причем, внимание, сбежать до момента, пока правительство не поняло, что их план по убийству Акетры провалился. Ох-ох-ох, какой раз убеждаемся, что Тойф и Тун и власть неразрывно связаны. А еще в самом начале я успел произнести, что да, произошла кража, но не только у Акетры. Хе-хе, ребята, меня тоже обокрали. У меня 0 вещей по сундукам. Я не помню, что там валялось. Я что-то мог оттуда съесть, что-то зачаровать, что-то, не знаю,
Да в целом, наверное, все. Короче, да, там валялись не самые важные предметы, но тем не менее обидно. То есть я копил, и вот тебе, накопил называется. А вот самые важные предметы у меня все еще лежат в рюкзаке. Благо то, что его никто не крадет. Купальный костюмчик, это важно. Штанишки Зарифа, со мной они до конца сезона. Пахнут овощами. Ну а если серьезно, то давайте вспоминать. Предыдущая серия закончилась на том, что леди Акетра вернулась с мироходческих приключений. И по идее она сейчас здесь, да? О, стоп. Погоди, а я думал то, что мне сюда. С Дерека нет, Абди нет, Акетры тоже нет. Я прошу прощения, а что мне в итоге тогда делать? Просто я никого не вижу. То есть буквально, может быть, они... Откройся. О, эй, пс, Чего? Лолошка. Лолошка, эй, иди... О, да, иди сюда. Ладно, я понял. Угу, так, это мы закроем. Ух ты, так вы все-таки дома. А что насчет остальных? Вы с ними говорили? Нет, я пока что не хочу ни с кем из них разговаривать. Просто не готова отвечать на их вопросы. А уж тем более, я боюсь услышать ответы на свои вопросы. Ох, Лолошка, я тебе такое должна рассказать. Я мироходец. Ну? Ты чего молчишь-то? То есть, я просто шокирован, леди Акетра. Я недавно узнал, что я тоже мироходец, но до конца не понял, что это означает. Ой, Акетра, послушайте, то, что мы много путешествуем, это не означает, что мы мироходцы. Я не совсем понимаю, как на это реагировать. Мироходец? А что это значит? Так, ну, наверное, самый правильный это вот это со значком Тойфетуна. Я просто шокирован. Я недавно узнал то, что я тоже мироходец. А? Что? Подожди, правда? Ну, конечно! Мы же с тобой были в твоем карманном измерении. Именно так его называл мой новый знакомый. Точно. Откуда бы оно взялось, если бы ты не был мироходцем? О, Лолошка, я видела другой мир, представляешь? Пока ты был на Шахтерских островах, на нас напали. Ну, впрочем, ты и так это уже видишь и знаешь. В какой-то момент мне прямо в лицо летел нож. Я очень-очень испугалась и... Сначала оказалась в каком-то лесу, где были ужасные хищники. Потом я оказалась где-то глубоко под водой. Там у меня от давления что-то голова заболела. И уже после этого, Лолошка, я оказалась в мире со странным названием 13. Представляешь? Там я познакомилась с Фарагондой и... Сан-Франом. Сан-Фран оказался эльфом. Прикинь, это такая другая раса, он не человек. А еще я только сейчас поняла, они владели магией. Ты представляешь? Нет, ну ты представляешь? Я пила кофе из другого мира. Меня переполняет восторг. Внутри просто все горит. Светится. По жилам растекается сила. Это невероятное чувство, Лолошка. Тебе же оно тоже знакомо, да? Это как мы тогда прыгали с тобой с ядовитого гейзера, только в 100, не-не-не, в 1000 раз круче. Там был скинт, была своя валюта. Она еще, знаешь, так смешно называлась, трюки. Я там даже купила платье себе, была настоящая магическая академия, я столько всего узнала. Фарагонда сказала мне, что из меня вышла бы отличная учительница, кстати. Не знаю, как она это увидела во мне за такое уж тем более короткое время, но я была в восторге, это точно. А потом я смогла вернуться домой, достигнув баланса со своей искрой. Ой, так, как бы тебе объяснить-то? Искра — это такой особый орган в теле мироходца, и... О, блин, в некотором смысле можно сказать, что вернуться домой помог мне ты. Ох, я так торопилась сюда, я так торопилась. А сейчас проснулась и боюсь даже выйти из комнаты. А что если окажется, что кто-то... Что если случилось что-то непоправимое? Халима, твоя Так, ладно. Сдерик, Абди, Хануф и я в порядке. А вот Халима... Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что я помог тебе вернуться домой? Знаешь, леди Акетра, будет лучше, если тебе Хануф все расскажет. Ну давайте не будем, наверное, ничего таить от нее. Короче, Сдерик, Абди, Хануф и я в порядке. А вот Халима, она... А? Что с ней? Что, ее ранили? Эй, Лолошка, почему ты молчишь? К черту! Ай, надо самой разобраться. За мной! Ладно. А что? Ой. Хануф?
Ты почему плачешь? О, леди, вы в порядке? Вы проснулись? Как вы себя чувствуете? Что с вами случилось? О, Хануф, не обо мне сейчас. Что случилось с Халимой? О, леди, ее больше нет с нами. Она теперь с Кнефмтити. О, боже, бедная моя Хануф, бедная моя девочка. Мне так жаль. Ух. Нет, ничего. Знаете, я решила, что я буду такой же сильной и смелой, какой была она. Поэтому я больше не буду плакать, леди Акетра. Пока вы спали, к нам приходил ваш знакомый Джамиль. Он обещал разобраться, кто на нас напал и что вообще произошло. Леди, я не знаю, куда вы пропали в тот вечер и что это было. И я не буду вас расспрашивать. Но если вы захотите поделиться, знаете, я всегда рядом. О, дорогая моя Хануф, конечно. Как же я скучала по тебе. Ты расскажи-ка, как вам удалось отбиться? О, леди, это все Абди. Он был сначала спокоен, даже когда его били. А потом он увидел кровь на своей одежде, и его как будто подменили. Он в одиночку расправился со всеми нападавшими, кроме одного. Одного прикончила Халима. Так, ладно, это мы еще обсудим. Хануф, я понимаю, что всем сейчас тяжело, но нужно, чтобы вы немедленно собрали все. Все, что может пригодиться в ближайшее время. И в долгосрочной перспективе тоже. Мы уезжаем. Возможно, навсегда. Хорошо, леди Акетра. Я расскажу Абди и Сдерику. Да, все, я побежала. Вот так вот-то. Ты будешь сильной! Как же жаль, а. Лолошка, Халима была со мной 7 лет, а Хануф знала Халиму с самого детства. О, не пойдет. Я не представляю себе, что она сейчас чувствует. Но мы отомстим. Лолошка, мы все им отомстим. Ладно. О, Джамиль! О, слава богам, Акетра, ты в порядке? Джамиль, ну куда же я денусь? Рассказывай, что ты узнал? Ну-ка. О, вот так сразу к делу? Ну ладно, плохи наши дела, леди. Какому-то приближенному фараона сильно не по душе, что вы лезете в дела, в которые вам бы лезть не следовало. Сегодня на площади будет объявлено, что вы все, и да, ты тоже, внесены в список. Если что, как я понял, они до последнего не хотели этого делать. Вы, леди, все-таки пользуетесь большой поддержкой среди обычных граждан. Но когда оказалось, что группа мастеров-наемников не вернулись из своего задания, ваша судьба была определена. Что? Вот... О, черт. То есть у нас есть всего лишь пара часов, чтобы убраться отсюда, верно? Именно. И я поеду с вами. Я слышал, кстати, ты собираешься к Молотову морю, да? Да, Джамиль. Но тебе-то это зачем? Ой, ну и вопросики у тебя, конечно. Да, давно хотел устроить себе отпуск. К тому же у меня там есть кое-какие знакомые. Помогу вам устроиться так, чтобы не пришлось отвыкать от комфорта. Кстати, ты же понимаешь, что внесение в список означает, что вы теперь нигде не будете в безопасности? Ох, да, Джамиль. Я морально готовилась к этому с самого первого нашего путешествия. Ну и славно. Короче, я подготовлю нам верблюдов. Через пару часов выдвигаемся. Эй, Если Джамиль, спасибо. Да ничего. Главное, не задерживайтесь. Ох. Да уж, я, конечно, готовилась, но скорее морально. Даже не представляю, как я оставлю этот дом. Ух. Я жила здесь еще до того, как взяла к себе Халиму и Хануф. О, Лолошка, я поверить не могу. Нас действительно внесут в список. Ну знаешь, им же хуже. Если я не буду теперь заниматься стимулированием образования и науки, во всем Нарфанисе не останется таких меценатов. Сколько блестящих умов и бедных слоев населения останется без поддержки. Ну ничего. Еще наступит наше время. За скульптора, за Халиму, за всех. Как же, всех собрать-то только за 2 часа. Ой, надо поторопиться. Быстрее. Так, ладно, а мне-то что делать? Что, мне тоже нужно? Нет, здесь я сама. Ну ладно. Так, окей, еще раз.
За скульптора, за Халиму, за всех. Как же все собрать за 2 часа? А, я понял, то есть мне нужно помочь ей все собрать, да? Но я даже не знаю, что тут может валяться. Это записка какая-то? Ну-ка. Нет, это просто бумага. Это у нас, по идее, благовоние. Давайте на всякий случай возьмем. Я просто не знаю, тут столько вещей разбросано, и мало ли что-то из этого пригодится. Я, конечно, осознаю то, что благовоние это бред полнейший. Но, о, ведро, кстати. Это мы возьмем. В моей комнате ничего взять не получится, это точно. В комнату Абзи так и не зайти. Халима погибла, и какая из этих комнат была, ее не совсем понятно, но какая разница, зайти все равно ни в какую нельзя, стоп. Опа, а тут еще комната. Так, а кто здесь жил? Это записка? Нет, это просто книга. Я так понимаю, то, что либо Халима, либо Хануф, либо Сдерик. О, а может быть вот эти вещи можно забрать? Ну-ка. Не получается, блин. Я просто как будто получил намек, то, что нужно что-то на всякий случай взять, но при всем при этом это такой слабенький намек. Вот это возьмем, золото. Кстати, статуя бога фараона. А ну-ка, здравствуйте. Ой-ой-ой-ой, сколько у меня скоробеев. Пора бы, наверное, прокачаться, да? Так, допустим, потратим золотых скоробеев. Это будет... Тут надо хорошенько подумать. Стрела Анубиса с вероятностью в 10% за уровень при попадании стрелой в цель поражает окружающие цели иссушением. Нет. Увеличивает наносимый урон пропорционально здоровью. Вот это прикольно, но... Сколько? 100-й уровень боя, чё издеваешься? О, божественный покров. Позволяет шансом в 1% за уровень навыка полностью парировать полученный от моба урон. Прокачиваем. А, так я трачу-то не золотых скоробеев, а уритеховых. Ну ладно, тогда мы бой прокачаем. Тут получается у нас дополнительный наносимый урон прокачка и дополнительное сопротивление урону, да? Раз, два, 3, 4, 5. Ну, нормально. О, вот оно! Египетская сила. Когда здоровье игрока опускается ниже 30% от максимального, накладывает на него поглощение, регенерацию, сопротивление и огнестойкость. Перезаряжается в течение игровых суток, то есть 20 минут. Осталось 0 секунд. Ого, долго. Но, по сути, это реально может меня спасти. Это в какой-то степени, знаете, тотем исцеления, или как он там называется? А, тотем бессмертия. Но только это бесконечный тотем бессмертия. Круто! Требуется бой 40 уровня. У меня 25-й. Ну ладно, прокачаем еще. Серебряных скоробеев могу поменять на золотых. Это будет 6 золотых, потому что у меня 18 серебра. Но не, пока я этого делать не буду. А вот лазотеповых надо бы потратить. У меня их целых 5. Допустим, полет, наверное. Или скидка. Применяет максимальные скидки к торгам крестьян. Мы уже постепенно начинаем замечать то, что в сюжете жители интегрируются. И что-то мне подсказывает, что лучше прокачать. Бам! Замечательно. И вот этого одного я потрачу на восстановление. Снижает штраф по опыту для получения скоробеев на 5% за уровень навыка. Бам. Все. О май гад! А что с кухней-то превратили? Вы посмотрите. Мать! О, Сдерик. Ну как же, как я могу не взять помидоры? Так как помидоры ведь испортятся, вонять будут. Да, блин, к тому же они такие вкусные. Но если я даже в несколько слоев ткани заверну, они лопнут, они обязательно лопнут. Интересно, леди Акетра разрешит мне взять несколько ящиков с собой? Блин, а что делать с остальными продуктами? О, Лолошка, ты чего здесь делаешь, а? Ты что, уже все собрал, что ли? Не понимаю, как мне умудриться взять все с собой? До Молотого моря по пустыне чуть ли не неделя пути. Нам понадобится еда, вода. Ну я не понимаю, как это взять? Сколько верблюдов понадобится, чтобы взять эту еду? Что есть дома? Тихо, успокойся. Сдерик, Джамиль наверняка позаботился о еде. Собери для начала свои вещи. Ой, да Сдерик, не парься. У нашей госпожи столько денег. Мы сможем хоть, не знаю, 30 верблюдов взять. Так, Сдерик, возьми все самое калорийное и легкое. Орехи, сухофрукты, сушеное мясо. Кстати, да, это хорошо звучит. Точно, ты прав, Лолошка. Еще отдельно возьму воды в бурдюках. Из них-то уж точно не испарится. Ага, это ты хорошо придумал. Так, тогда пока есть время, раздам остальную еду детям на улице. Только надо еще Акетру спросить. О, пойду. Так, получится бурдюки, сушеное мясо. Хорошо. Ладно. На всякий случай проверим тоже. Мало ли тут что-то валяется. Вот этот сундучок, это бочка. Как бы к ней подступиться-то? Так, вот это поломаем. Вот так вот. Ой, минус меч. И тут было пусто! Черт! Здесь тоже ничего не взять. Ну, не знаю, капусту на всякий случай возьмем. Вообще, кстати, еда, которая кушается, это очень важная еда. Вот, например, смотри!
Тут у нас бургеры, или что это? Тарелка пастушьего пирога. Вау, 14 сытости и еще сытость на 5 минут. Да, я это определенно беру. Я уже столько всякого говна взял, что у меня такое ощущение, что я просто бредом страдаю. Ну ладно, золото, это все сюда. Абди? Ой, подождите. Лолошка, я могу с вами поговорить? Да, давай, почему бы и да, как говорится. О, хорошо. Тогда пойдемте наверх. Я бы не хотел, чтобы нас слышали. Ладно. Абди, который скрывает что-то от Акетры. Ну или от кого? От Сдерик. О, золото. Так, что ты хочешь со мной поговорить? Может быть, ты хочешь сказать то, что хочешь сбежать? Типа, я больше не хочу служить Акетре? Я не вынесу того позора, что совершил? В общем, Лолошка, я не машина для убийств. Я не убийца. Я никогда не хотел быть таким. И сейчас тоже не хочу. Но я Абд. А значит, выбора у меня нет, да? Родители дали мне самое рабское имя, какое можно себе представить. И я всегда жил в соответствии со своим именем. Дана воспитывала из меня первоклассного убийцу. Она знала, что моя покорность служит залогом ее безопасности. И она была права. Я не смог ее убить. Я очень хотел, но не смог. Я убил много ее людей. В своем желании убить ее я перерезал многих, Лолошка. Даже включая тех, кто этого не заслуживал. Я все равно не смог пересилить себя и поднять на нее оружие. Она смеялась мне в спину, когда я уходил. Я ни разу не ослушался ее приказа. Ни разу не отказался выполнить ее требований. Но после нападения на госпожу Акетру, после того, что я натворил в ту ночь, Лолошка, во мне что-то сломалось. С момента, как я познакомился с вами, как вы впервые были ко мне добры, я медленно шел к тому, чтобы преодолеть все те блоки, что стояли во мне. Лолошка. В общем, вы самый близкий для меня человек во всем Мисре. И поэтому я знаю, что Дана обладает огнем, который скрывает от братства. О. Ого! Он очень боялся рассказать эту информацию. Видимо, об этом знает только Дана и он сам, да? Куда он убежал? Подожди. Он к себе в комнату, что ли? Да, просто... Да, он походу к себе в комнату. Вон он. Вот тебе и информация, кстати говоря, да? Дана обладает огнем, который скрывает от братства. Что ж, значит, у нас есть что-то типа дезертира среди туев и тунсов. И это Дана. Кстати, то, что мы поднялись наверх, напомнило мне то, что я вверх не осмотрел. По-любому тут может быть какая-то вещь, да? Короче, давайте ведра заберем. Будет у меня 3 ведра, побольше золота. Золото явно пригодится. Благовония опять же валяются. Ну мало ли леди Акетре захочется благовоний, а? Ой-ой-ой, госпожа, леди Акетра, ну что ж вы такое несете? Давайте я помогу вам. Фу. Фига себе. Фига себе, сколько тут вещей, ребята. Я, если что, тоже собрался. Я реально собирался. Я как бы не забил болт. Честно. О, Хануф тоже идет. Абди, все пережи. И я один все в инвентаре. Абди, мы вообще-то уже выходим. Где твои вещи? У меня ничего нет, кроме самой лучшей госпожи и самых лучших друзей. И невероятных боевых умений. Ну, знаете, кажется, нам уже пора, да? А он у нас не убийца, как он говорит. То есть, получается, Абди у нас далеко не простой чувачела. Он у нас первоклассный убийца, которого вырастила Дана. Так, ладно, что мне в итоге нужно сделать? Просто выйти? Да, окей. О, ну наконец-то! А я думал, сможете ли вы собираться еще дольше? Джамиль, а ты сам-то попробуй собраться, когда навсегда покидаешь свой дом. О, леди Акетра, кажется, ты забываешься. Я же еду с вами. Кстати, давай сюда. Ой, спасибо. Да не стоит. Пойдем. И прям реально за плечо закинули. И я тут в кармане все тащу. Нафига мне все эти мешки, реально? Нафига? Ну вот. Это наши песчаные корабли на ближайшее время. О, да уж, обычно песчаные корабли так не воняют. О, понял. Сдерик идет пешком. Не-не-не, я ничего такого не имел в виду. Да уж, запашок, если честно, действительно не из приятных.
Я... Фу, уже и забыла, как благоухают эти существа. Ничего, привыкните. Сдерик, Абди, помогите мне сложить все вещи. А я? Что меня за мужчину не считают, что ли? Я как бы тоже могу помочь. Учитывая, что у меня ничего нет, кроме вина. Иду тут и распиваю. Ой, блин, как они круто все складывают, а? Вау! Так. Здесь сложили, тут сложили. Все молодцы. Мне-то нужно что-то складывать или как? Обалдеть, ребята. Рубрика «Догадайся сам». Ничего не происходило. Я подумал, может быть, багануло что-то. Но нет. Мы берем сирене-крыжовник и... Нате, Акетра. Что это? О, Лолошка, ты взял с собой мое любимое масло? Ты-то мой спаситель. Нанесу каплю над верхней губой. Оно перебьет этот ужасный запах. Так, стой на месте. Вот так вот, а? А, тебе тоже. Ой, вот так лучше. Так. Я не понял. А вы чё стоите-то, а? Мы уже готовы. Отправляемся. Вперед! Прямо в строй! Абди? Абди, ты куда? Абди, господи, это он со мной сравнялся. Это он что, поговорить хочет? Лолошка, вы бы замотали лицо шарфом-то. Тут очень сухо. Песок будет забиваться в поры, будут царапины. Ой. Вы простите, мне сложно перебарывать себя. Госпожа Дана, честно говоря, не отказывалась от меня. По сути, я все еще ее абд. Но я знаю, где она хранит огонь. И я знаю, что это. Госпожа Дана очень долго пыталась добиться того, чтобы артефакт ее слушался. Но так и не смогла. Это одна из причин, почему я считал, что огней не существует. Если даже госпожа, которая имеет мою душу и верность, не в состоянии вызвать силу огня, значит, их не существует. Ну, или сила никогда не откроется человеку. Сейчас я вижу ситуацию совсем иначе. И я могу вам рассказать, что Дана от всего мира прячет черную розу Кнеф-Мтити. Вот. Окей, вот эта информация с бухты-барахты. Стоять! Ребята, позади нас пылевое облако. Но... Черт, у меня есть ощущение, что это не... Ну не тяни, Джамиль! Что случилось? Короче, мне кажется, что за нами погоня. Что? О боже. И что же нам делать-то? У меня есть одна идея. Я возьму пустого верблюда и запутаю следы. Погоня отстает достаточно, чтобы я смог сбить их с толку. Да, чего? А нам-то в это время что делать? Так... Лолошка, веди всех строго на север. Через несколько километров будет небольшой оазис. Заночуйте там. Я присоединюсь, когда покончу с погоней. Мистер Джамиль, я поеду с вами. С 3 верблюдами будет проще путать следы. Ты вызываешься помочь? Ну хорошо. За мной. Обалдеть. Это уже какая-то конспирация. Чё это? Что? Что? Да ладно! Вау, мини-игра! Охренеть! Вот этого я точно не мог ожидать. Стоп, что? Мне нельзя врезаться вот в эти перекати поле, да? Понял? Обалдеть! Вот это я реально сейчас удивился. Так, хорошо. Не врезаемся в перекати поле. Выглядит, честно говоря, как супер изи. Поэтому особо-то и не паримся, да? Только что-то этих перекати поле с каждым разом все больше и больше. Тихо. Вижу. Я вижу домик. Это оазис тот самый, да? Джамиль рассказывал. Так, тихо, аккуратненько. Уже я ни хрена не вижу. Я не вижу, потому что передо мной Лолошка. Черт! Я... Серьезно? Стоп, я не умер? Я уже типа доскакал, да? Все нормально. Это типа у меня есть еще одна жизнь. Все, я понял. Та-та-та. Та-та-та. Ой. Я доскакал? Я доскакал. Ой. То есть, блин, интересно, а что если бы я еще раз потерял хп? Что было бы? О, господи. Как же я устала. Я просто с ног валюсь. Да, слушайте, согласен. От этой быстрой езды у меня попа отваливается.
Лолошка, можешь посмотреть, нет там синяков? Шучу, шучу. Они там однозначно есть. Да, фу. Все мужчины такие гадкие. А что, Хануф, у тебя ничего не болит, хочешь сказать, да? Очень даже болит. Мне еще и грудь напекло ужасно. Да ладно, не бузи, сейчас все будет. Вот это... Вот, возьми. В одном справочнике по медицине было написано, что нужно это растолочь и получившуюся кашицу нанести на обожженный участок. Станет полегче. Ладно. Спасибо. О, большое спасибо. Да, без проблем. Спокойной ночи. Эй, слушай, Лолошка, ты выглядишь довольно свежо. Можешь это... покараулить. И через пару часов, если что, разбуди меня. Я сменю тебя, да? Ладно? Окей. Мой персонаж не хочет спать никогда, поэтому без проблем, хоть всю ночь, да ё-моё. Да. О, Лолошка, ты лучший. Последуй примеру леди. Ну, если ты не против. Спокойной ночи мне. Спокойной ночи тебе. Что, я остаюсь на карауле? А тут где-нибудь присесть, может быть, можно? Че, мне реально просто стоять или опять садиться на факел? Будем друзьями. Что ж, серия получается достаточно большой, поэтому мне кажется, что на этом можно постепенно заканчивать. Но, прежде чем я скажу свою избитую фразу «пока-пока», мне очень хочется вас кое о чем попросить. Ребят, я думаю, вы прекрасно понимаете то, что поддержка в виде лайков, подписок, это правда очень круто, потому что это дает огромный буст мотивации. Но при всем при этом, я думаю, не тяжело догадаться, что бюджеты на разработку с каждым месяцем растут и растут. А монетизация на ютубе все еще того. Вот. Именно поэтому я впервые, наверное, не то что попрошу вас, скорее напомню, что помимо лайков и подписок, нам можно помочь материально. Например, зайти на сайт мироходец.ру, это мой собственный мерч-магазин, где можно приобрести мерч-продукцию по любому сезону и по каналу в целом. Либо можно приобрести подписку на Бусти, которая будет помогать нам на постоянной основе. Вот, все, я напомнил, спасибо, надеюсь, вы были не против. А на этом я действительно буду постепенно заканчивать. Мы сбежали. Ох, боже, даже самому не верится. А вот если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Оазис. Всем удачи, всем пока. Пока. Во что бы то ни стало, не дай добраться Акетре до лунного лука. Схвати ее раньше и приведи живой. Лейла. Знакомьтесь, это Лейла, вторая жена моего отца. Что? Да, побег из Нарфаниса. Эта фраза очень коротко и ясно описывает всю предыдущую серию. Остается только один вопрос. Побег куда? Давайте узнаем. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы бежим. Да-да, бежим, куда глаза глядят. Погрузить вещи на плечо, а потом на верблюдов — это, конечно, прикольный вариант, но, знаете, прямо сейчас наша компания даже не знает, куда бежать. Власть и Той Фэтун точно попытаются нас найти, а значит, отсиживаться где-то вблизи города нельзя, нет, категорически запрещено. Но-но-но, справедливости ради, кое-что я все-таки помню. Бармен Джамиль и леди Акетра упоминали некое, как его там, Молотово море. Якобы там мы можем найти укрытие, и якобы там Джамиль кого-то знает, кто может помочь. Я очень надеюсь, что так и есть. И раз уж мы упомянули Джамиля, то также напомню, мы прямо сейчас ждем его и Абди, пока они вернутся с вылазки по заметанию следов. Да, за нами погони, поэтому они решили взять верблюдов и запутать следы. Но, прямо сейчас ночь. Вам это ни о чем не говорит? По идее, моя смена караулить закончилась, поэтому надо позвать Сдерика. Только вот где все? Сдерик, Акетра, вы здесь? О. Фига храпит, а. Так, ладно, будить мы точно никого не собираемся. Здесь у нас ничего. Эй, Сдерик, вставай. Это не я съел, это не я съел, честно. О, боже. Лолошка, это ты. О, напугал. Что, неужели пора меняться? Да, все, давай. Твой караул, твоя очередь. Вперед! Ладно. Так, я очень надеюсь, что на твоей смене все будет точно так же, как... Обалдеть, Лолошка.
Это когда же успело так стемнеть-то, а? Это же сколько времени ты тут сидел и караулил? Ну, наверное, несколько часов. Ой. В любом случае, спасибо. Я так выспался. Ох-хо-хо. Мне знаешь, что интересно? Далеко еще до моря-то, а? Я ни разу не видел водного моря, представляешь? Не могу себе даже сам визуализировать, чтобы было так много воды. Ты как думаешь, раз уж боги существуют, молотого моря появилось из-за Монтуа, а? Хотя, не. Этот молот выглядит как-то уж слишком маленьким, что ли. Хотя, может быть, он подстраивается под размер обладателя. Слушай, а каково это обладать двумя божественными артефактами? Скажи. Такой, да ты, слушай, я спать хочу. Чё ты ко мне пристал на сонную голову-то? С молотом все супер, а вот клинок меня напрягает. Кстати, это правда. Та самая анемия, которая постепенно ослабляет меня, это немного грустновато. Знаешь, Что это было? О! What the fuck? Что за звук? Боже, я сейчас так обосрался от этого звука, вы не представляете. Да вроде бы все чисто. Продолжим. Сдерик, 2 огня это, конечно, хорошо, но скажи, сколько еще нам предстоит найти? Ты же вроде читал об этом, да? Может быть, ты знаешь? Слушай, Сдерик, я не понимаю, почему огни хранятся у меня. Молот вообще нужно было Синдбаду отдать. Вот честно. Не-не-не, это я точно не выберу. Пусть лучше у меня, в себе я хотя бы уверен. Давайте вот это. Сколько нам еще предстоит найти? О, да, это вопросик. Мы с Акетрой всю библиотеку Хэтентепа перерыли в поисках информации. Скорее всего, мы так мало нашли, потому что Тоефетун прошерстил там все до нас. Но все равно непонятно, как искать то, про что, не знаю, разве знаешь из детских книжек? Из детских книжек? Подожди, так это же из детских книжек. Это означает, что Что ж вы тут шумите-то, а? Леди, вы проснулись. Так ты бы еще громче разговаривал, Сдерик. Ой, слушайте, простите, леди Акетра. Я когда воодушевлен, совсем уж не могу себя контролировать. Ой, не нужно только этого, Сдерик, все в порядке. Не извиняйся передо мной. Знаете, вот что я думаю? Я думаю, что в Молотовом море должен быть огонь. О как. И откуда же у вас такая информация? Сдерик, скажи-ка мне, куда отправился наш любимый картограф? Отдохнуть и восстановиться к Молотову морю? То есть вы думаете, что... Именно, Сдерик. Куда бы Синдбад ни направлялся, он всегда находится неподалеку от огня. Его поиски Дидинахвамдиса, потом Шахтерские, Гизира. Говорю вам, не просто так он местом для отдыха выбрал этот курортик. Обалдеть, Так это же здорово! Угу, вот именно что здорово. Слушай, а это правда здорово на самом деле. Если Акетра права, то получается можно просто следовать за Синдбадом. Слушай, Сдерик, ты не мог бы оставить нас с Лолошкой? Я хотела с ним поговорить. Наедине. Ну да, конечно, леди. Я тогда пойду, осмотрюсь немного. Что-то, знаете, Джамиль и Абди не возвращались. Пойду. Да, Сдерик. Эй, Лолошка, подойди, пожалуйста. Знаешь, за всеми своими переживаниями я только сейчас сообразила, что меня тревожит. Куда делись мои кошки? Хотя, ладно, не отвечай. Я знаю ответ, только не говори. Если я сейчас позволю себе оплакивать их, и тем более Халиму, я совсем расклеюсь. Ой, не понимаю, почему наш мир так ужасен, а? Вот я была в мире 13, там все так прекрасно, так красиво, так хорошо. Ну сразу видно, их мир не видел таких ужасов, какие постоянно видит Мисар. Ой. О, это... Я поспорил. В любом случае, Джамиль и Абди как-то долговато. Надеюсь, они не заблудились, а то мы тут посреди пустыни. Я удивлена, что Джамиль вообще знал про этот оазис. Слушай, а может быть он приведет сюда стражей? Эй, леди Акетра, Лолошка, едут! Они едут! Ой, я прошу прощения, что отвлекаю вас, но я видел верблюдов. Абди и Джамиль, они едут! О, так это ж шикарно! Где? Стой. Реально едут! Стоп. Ой-ой, кажется, я ошибся. О, черт, Сдерик. Да, это не Джамиль. Лолошка, бери оружие! Нападай на них! Так, ладно. Акетра! Спрячься с Дериком в доме! Я с ними сам разберусь! Это ты зря! С этой девчонкой у тебя был хоть какой-то шанс, но ты его упустил.
Живой нам нужна только Акетра, парни. Ну давай, Так давай, что иди убейте сюда. этого Абда. О, черт, да вы чё, серьезно? Ну давай! Давай сюда, ты посмотри, какой у меня меч! На! Так, ладно, у меня реально шикарный меч. Получай. Я им прям очень много сношу, особенно этим ядом. Слушайте, а анимация это у них выросла? Там серебрянолицый на верблюде. Один из серебрянолицых. Так, возможно, я с ним еще смогу поговорить, пока он будет живой. Как же я их отравляю, о да. Пошел! Ах ты. Моих братьев. О, нет. А ну иди сюда, я сам с тобой разберусь. Нет! Опять серебрянолицый, драка с ним! Получай. А, ну, кстати, в этот раз попроще. Никаких блоков он не... Оу! Оу, ладно. Ё-моё, Ха-ха, что как ты тебе моя делаешь? коса? Что это у тебя за атаки такие? Так, а ну-ка. Ты не посмеешь меня победить. Серьезная атака, так, нормально, нормально, не может вытащить. Ай, больно, хорошо, хорошо, я понял. Тихо, 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 нет, не попадешь. Ешь мучительной Больно, смертью. уже половину хп снял. Я ему даже половины не снял, это будет сложно. Он регенится? Чего? О май гад, это будет сложный мини-босс, я понял. Во, смотрите, пока он косу вытаскивает, его можно хорошенько побить. Ай, больно. Меньше половины. Вау. Все, хорошо. Так, теперь бей. Хорошо, все, я понял, как с ним драться. Я понял. Ой, еще и скоробея дали. Может быть, кстати, за то, что я его сейчас убью, мне дополнительно золотого дадут. Или лазотепового. Я вообще не против. Так, давай, бей. Хорош. И остается прям совсем немножко. Всё. Фу. По итогу это не Джамиль и не Абди. В этом мы удостоверились. Так, а что с него выпало? Бутылочка воды, золотая морковка и письмо. Идрис, во что бы то ни стало, не дай добраться Акетре до лунного лука. Схвати ее раньше и приведи живой. В случае успеха получишь пост советника. Лейла. Угу. Сразу два новых имени, нифига себе. Так, погоди, то есть Идрис... Да, это реально серебрянолицый. Стремился получить пост советника в Нарфанисе. Ликвидирован. Так, здесь у нас пока что ничего. Слушайте, Акетра, Сдерик, если что, я вроде как все сделал. Победил. О, Лолошка, давай наедине. Нам нужно отправляться на поиски Джамиля и Абди. Срочно! Да, окей, только... Куда? Ой. Я тут просто... Немножко осмотрелся, леди Акетра. Ребята, здорово! У вас верблюды, походу, устали, что-то уж они больно долгие. Но ничего, мы с Акетрой подождем. О, слава богам! Акетра увидела. Вы живы! Здравствуйте, леди Акетра. Привет, Лолошка. Оп. Ах, что тут у вас случилось, а? Дайте посмотреть. Куда это он? Что ты хочешь? Джамиль? Тут ты, блин, а! Мы с Абди несколько часов кружили по палящей пустыне. Потеряли все вещи. И для чего это? Чтобы узнать, что все было напрасно? Серьезно? Эх. Нет, Джамиль, не напрасно. Тут всего 3 трупа, а тех, которых мы пытались запутать, было 4. Значит, это другие. Бога ради! Мы тут с ума сходим! Собирались отправляться на ваши поиски! А вы просто начинаете общение с того, что за нами охотится не одна, а несколько групп злодеев? Ну, а что, леди Акетра, зато честно. Что им еще говорить-то? То есть, получается, еще несколько групп есть. Давайте я вам тут почищу немножко. Живы. Тушканчик. Ну, простите, леди. Мы тоже, знаешь ли, не в дружеской прогулке были. Да, леди Акетра, несколько раз мы чуть не попались. Они были сильно ближе, чем Джамиль предполагал. Да-да, я никогда не жил в пустыне. Не умею на глаз расстояние определять. Да, ошибочка. Если что, мы увели их к другому оазису и развели там костер. Это должно сбить их с толку. Но, если кого-то интересует мнение жалкого Абда, я бы отправлялся отсюда прямо сейчас. Так, а я не против. О, Сдерик. Ой, Хануф проснулась. А у нас тут драка была. А Хануф все это время мирно спала, все пропустила. О, бедная Хануф, все это смотрит. Ничего не понимаю. Я что, проспала, как на нас напали? Да не переживай, Хануф. У нас очень надежный охранник. Это правда. А теперь к важному. Мы выдвигаемся. Собирайтесь. Ну, наконец-то, уже ближе к делу, как говорится. О. Продолжаем путешествие. То есть, получается,
мы победили второго серебрянолицего, но, опять же, серебрянолицый не равно золотая маска. На смену одного серебрянолицего придет другой серебрянолицый. Да, поэтому куда выгоднее как-то избавляться от золотых масок. Но мы пока что знаем Дану, Салмана Муджалида, да и все в целом. Может быть и Лейла, кстати. Что это за место? Здравствуйте. Кого это к нам принесло? Эй, хозяин, здорово. Возьми на постой наших прекрасных животинок, а? Они устали, им нужен отдых, чистка копыт. Отдельно заплачу, если хорошенько их отмоешь. Постой и уход стоит 20 утенов за верблюда в день. Так, а ну-ка, погоди-ка. Ой, кажется, с этим Акетра решил 20 утенов в день за всех вместе. Не за одного. Еще чего. Тут не вы правила диктуете, а я. Так, а я-то тут что, зачем я? Будьте благоразумны, сейчас не сезон. Путников мало, а в вашей верблюжатне стоит один одинокий горбач. Скорее всего, ваш. Предложение моей госпожи более чем выгодно. Подумайте. Ты слышал мою госпожу. Соглашайся, не то придется работать вообще бесплатно. Так, Что? Подожди, соблазнить? Ну неужели такой статный, великолепный мужчина не согласится немного уступить моей прекрасной госпоже? Давай, наверное, не будем ни запугивать, ни соблазнять вот так. Типа, мы по фактам его раскидаем. У тебя один верблюд, соглашайся. Я не понимаю, в Нарфанисе все абды такие рассудительные? Честно говоря, сама не ожидала. Ладно, договорились. Но копыта я за такие деньги чистить не буду. Сами этим занимайтесь. Ну вот. Это уж другой разговор. Отлично. Ребята, пойдем. Так, сколько у нас верблюдов остается? Нифига, кстати, сколько верблюдов-то? За 20 утенов. Реально, походу, не сезон. Пойдемте, ребята. Нас ждет лучшая вилла на всем Молотовом побережье. Окей. Подожди, а мы уже у Молотового побережья? То есть, у Молотова моря? Сдерик говорил о воде, а я перед собой вижу только песок. Ну может быть с другой стороны, кстати. Насколько это место... реально вода, офигеть! Блин, проспойлерил картой, ну как же так, а? Это надо было вживую увидеть. Ща. Вода, Сдерик, смотри. Ща, по-любому он что-нибудь скажет про это. Сдерик такой, нифига себе, водичка! Давай, это что, у нас пляжный отель? Так, фиолетовый шатер. Что-то да это говорит. Там у нас еще кто-то стоит. Какой-то усатый спасающий или кто? Блин, прикольно. Еще одно место, в котором можно даже прокачаться. Вау, тут статуя бога фараона. Ребята, мы приехали не спасаться, а отдыхать. Пипец, сколько тут новых торговцев-то. Так, это отдыхающий, просто в ресторанчике кушает, да? Продавец. Я потом обязательно все это осмотрю, посмотрю. Еще отдыхающий. Может быть, кстати, поговорить можно? Ладно, хотя потом. Сейчас не будем отвлекаться на это. Да, слушайте, это реально пляжный отдых. Там даже медуза плавает. Ой, сейчас иду. Батюшки, кого я вижу? Сына, ты ли это? Ты... Чего это ты? Не рад меня видеть, что ли? Иди, Джамилька, обними меня. Эй, тише. Я же с друзьями. Они еще подумают, что ты моя настоящая мама. Ну зачем ты так? А ты бы что, этого не хотел? Ха-ха. Еще как бы хотел. Иди сюда. Ой, полегче. Ребята, знакомьтесь. Это Лейла. Вторая жена моего отца. Заменила мне маму. Твой отец недостоин этого звания. Мерзкий, жалкий мужичок. Слушай, Лейла, можно мои друзья остановятся в твоей вилле? Пожалуйста. Конечно. Друзья моего сына, мои друзья. Да. Если что, это леди Акетра и ее слуги. Да ладно, батюшки, та самая Акетра. Вы же учились вместе, я помню. О, леди Акетра, я помню тебя совсем малюткой. Вот такой малышкой была. Но при этом всегда такой деловой. Я всегда знала, что из тебя выйдет толковая девчонка, это точно. Это... Ну, понятно. Про тебя, Кетра, уже даже истории ходят. Даже у нас. Что ты со своими абдами хорошо обращаешься. Это правда? Не отвечай. Это правильно. Абды тоже люди.
Хоть большинство и не хотят этого признавать. Пойдем, пойдем, покажу вам дом. Так, подожди, а то, что у нее имя Лейла, это не просто тут в письме. Может быть, это просто совпадение? Ее тоже зовут Лейла, и нас пытаются Вот, запутать? располагаемся. Это мои хоромы. Если что, Лейла купила эту виллу, когда отец умер. Так, хара. Единственное хорошее, что этот прохвост после себя оставил. Его у Тенов хватило на это местечко, так что вот, я сдаю его. А на полученные деньги живу. Приходится ютиться в маленькой комнатушке и подрабатывать служанкой в своем же доме. Но я не жалуюсь. Всегда мечтала жить у водного моря. У меня здесь и голос стал почище, и глаза заблестели ярче. Ай да Лейла, ну красотка. О, хара, Джамиль. Знаешь же, как смутить даму, а? Ладно, вы тут располагайтесь. Я мешать вам не собираюсь. Сезон уже почти закончился, так что вряд ли бы я кому-то смогла этот дом сдать. Так что у Тенов мне ваших не надо. Живите сколько хотите. Ух ты! Лейла, большое вам спасибо. Я очень рада встретиться с вами после стольких лет. Взаимно, Акетра. Подожди, а я записку-то? Что насчет записки? 100 лет тут уже не бывало, а? А? Подожди, прямо-таки 100? Джамиль, а сколько тебе лет, а? Ты чего это? Это ж просто выражение такое, Акетра. Ну да, выражение. Я прошу прощения, а где здесь кухня, если что? Я так соскучился по нормальной горячей еде, вы не представляете. Сдерик, ты чего? Мы ж всего несколько дней в пути. Да ладно тебе, что ты, Абди. Сдерик, пойдем, покажу. Так, ну ладно, если вы на кухню, я тогда узнаю у госпожи Лейлы, где можно взять швабру. Возьму на себя уборку. Эй, Лолошка, а ты сходишь со мной на море? Я так давно не была на море. Окей, да, ладно. А на сколько мы здесь, интересно? На пару дней? На несколько десятков серий? Или теперь это наше основное место проживания? Я просто все это время как бы хочу сказать, что в этом письме есть обращение от Лейлы. Мне кажется, что сценаристы просто пытаются нас, скажем так, типа запутать, да? То есть они хотят сделать так, что мы подумаем на эту Лейлу, а на самом деле есть другая Лейла, которую просто, ну, точно так же зовут. Либо тут намек на то, что я слишком слепой и не прочитаю до конца, но я прочитал. Я вижу эту Лейлу. Так, а вообще да, давай, пойдем. О, ура! За мной. Так, сейчас мы как раз посмотрим на Молотово море. Я, честно говоря, думал то, что это местечко поболее. Нет, мы же остановились чисто у виллы. Это... Ой, я не телепортировал. Морской бриз. Как давно он не игрался с моими волосами. Знаешь, а я ведь в какой-то из соседних деревень нашла Хануф и Халиму. Прям неподалеку. Каково это, бедняжке Хануф, вернуться в родные места без Халимы? Я и подумать не могла, что мачеха Джамиля живет здесь. Кстати, а ты-то ее откуда знаешь? Я не могла не заметить, как ты напрягся чуть ли не с того момента, как увидел ее. О, так ты... Ого! Такое письмо. Да мне просто не нравятся ее манеры. Плюется, ругается... Как бывалый матрос, представляете? Акетра, я должен тебе кое-что показать. Я нашел это в карманах Серебрянолицего, который напал на нас. Протянуть записку. Да слушайте, знаете, я просто нервничаю. Это никак не связано с Лейлой, да. Странно, что здесь не кубик типа солгать. Ну, давайте протянем записку. Само собой. Так, вот она. Возьмите. О, ну-ка. Идрис... Лейла. Не может быть. Нет. Тут же наверняка какая-то ошибка. Я знаю эту Лейлу столько лет. Это... Нет, знаешь, это точно какая-то другая Лейла. Да, я уверена в этом. Так, а я точно так же думаю, честно говоря. Что? Не забрать? Окей. Однако, знаешь, вот эта часть в письме про лунный лук меня очень заинтересовала. В одной из моих любимых сказок говорилось, что у богини смерти есть волшебный лук, с помощью которого она может насылать молнии на людей. В сказке говорится о том, что люди изо всех сил старались угодить к Нефмтити, чтобы она, не выстрелила из своего лука. И тогда богиня поняла, что ее почитают из-за страха, а не из-за любви к ней, и решила навсегда спрятать свое оружие, чтобы оно больше никогда не угрожало людям. И спрятала она его под толщей воды.
Да такой, чтобы никто, даже она сама, не могла до него добраться. Знаешь, мне нравилась эта сказка, потому что в ней даже богиня смерти хочет настоящей любви. А толщу воды я себе в детстве представляла в виде огромной кружки. Как думаешь, Молотово море подходит под толщу воды, а? И как же все-таки туда нырнуть-то? Если ты мне задаешь это серьезно, то я не знаю. Может быть, мне что, не знаю ответить? Ну, или подожди, подходит под толщу? Да, наверное. Что происходит? Синдбад. Чёрта. Даже не знаю, как на это реагировать, Да. честно говоря. Ладно, давай по-другому. Эй, Лолошка, ты тоже это видишь? Да, я это более чем прекрасно. Ага, я тоже это вижу. О боже, этот Синдбад. Ну, очень интересно, очень интересно. Что происходит, Синдбад? Ай, друзья мои, как же я рад видеть-то вас! Но что вы тут делаете? О, Синдбад! Нас всех внесли в список! Да... Подожди, чего? О, слушайте, Акетра, мне очень жаль. Да ничего страшного, Синдбад. Это было ожидаемо. Очень ожидаемо. А ты? Как тут? Нашел очередной огонь? Да, чего? Не, разве тут есть огонь, леди Акетра, вы что? То есть ты сюда явился не за лунным луком, да? О, нет, да вы же видели, в каком состоянии был после Гизира, вы чего? Я сюда заявился здоровье поправить и отдохнуть от всех этих, ну, поисков, да. А то они каждый раз по больным местам меня бьют, вообще надоели. Ой, боже. Такие, значит, говорите, лунный лук, да? Интересно, интересно. Нет, ничего такого не слышал, кажется. А я думала, ты про все огни что-то знаешь. А как же? Поэтому до сих пор не нашел ни одного. Ну, кроме молота Монту, конечно. Но даже его нашел Ложка, а не я. Но ничего, ничего. Мужчина видит цель. Мужчина идет к цели. Синдбад, ты, главное, препятствие перестань спотыкаться. Вот ему сфера моя такая же. Не верит меня, да не верит. Мусфира? Слушай, Синдбад, а это случайно не та, которую ты уже кучу лет не видел? Да что ж вы... Так все, я не намерен больше это терпеть. Акетра, вы же сейчас свободны, да? Что? Ну, да, вроде бы. Ну вот и все тогда. Идемте со мной. Я расскажу вам историю моей любви с самого ее возникновения. Отказы не принимаются. Ладно. Лолошка, встретимся и обсудим наш план позже, хорошо? Подожди, то есть я не... я думал, меня тоже приглашают. Ну, вообще, кстати, мне он рассказывал про Мусфиру, про то, как она его высмеивает и так далее. Он решил ей доказать то, что он найдет все огни, и тогда Мусфира выкусит, и бла-бла-бла. Ну как же он крался. Блин, без шуток, Синдбад самый комичный и самый веселый персонаж. Мне он так нравится. По итогу, Акетра тоже думает о том, что это другая Лейла, и вряд ли это та, которая типа мама Джамиля. Так, интересно, а Синдбад в итоге живет... Ну-ка, интересно, если подойти. Ну так вот, я о чем и говорю. Именно в момент, когда она висела на заборе с целым мешком яблок и отчаянно пыталась отцепиться, ну, пока фермер не заметил наше воровство, я понял, что окончательно пропал, что мое сердце навсегда принадлежит ей, Мусфире. О, фига. Побольше подробностей узнаем. Больше ничего? Ну ладно. Давайте хотя бы немного осмотримся на этом Молотовом море. О, какие фонари. Красиво. Стоп, что это? Это статуя, мне показалось, человек стоит. Так, в итоге, пляжный сезон закрыт, но тем не менее мы сюда прибыли. Прошу прощения, продавец, что вы продаете? Ой, слушайте, а дешево, если так подумать. Ягодный матча-латте. Наверное, я ничего не буду приобретать. Мне пока есть куда деньги сохранить. Здравствуйте, поболтаем? Нет? Не поболтаем.
Кушайте, кушайте. Таки пойдем осмотримся, куда мы прибыли, где мы будем обитать. Вот это вход, да? Вилла звучит как большой дом. Джамиль и Хануф болтают. Сдерик на кухне. Да, поговорить мы ни с кем не можем. Жаль. Сюда попробуй. О, можно зайти. Что-то кладовка. О, а здесь спать можно. Блин, а интересно, а какая моя комната? Ты посмотри, сколько здесь паутины. Если я буду спать там, то... Это в целом больше, чем та квартира у... Акетры, или что, комната, но тем не менее там паутина не убрана. Абди, приберись, пожалуйста. Так, здесь можно по крышам бегать. Что-то мне подсказывает, что в будущем это еще сыграет роль. Типа мы сбежим по крыше или что-то подобное. Большая вилла. Выглядит как вилла под сдачу. Но на этом Молотово море не заканчивается. Здравствуйте, отдыхающие. Скоро все море заполнит ядовитые медузы, и сезон закончится. Все как обычно. Вот почему сезон заканчивается. А я думал, потому что типа холодно становится, но при этом это же Египет. О каком холодно здесь может быть речь? Я могу плавать? О, реально медузы, кстати. Фига, как продумано. То есть даже слова отдыхающих как-то соотносятся с тем, что происходит здесь. Здравствуйте, здравствуйте. Ой, в смысле, я хотел поговорить. Мы собираемся возвращаться в Нарфанис уже завтра. Но у нас нет денег на верблюдов. Ой, и как же вы собираетесь возвращаться-то? Скажете, что? Интересно, сколько стоит прикупить здесь небольшую виллу? Дорого, наверное. Так, ну то, что мы здесь сможем прокачиваться в будущем, наверное, означает, что мы тут останемся на какое-то время. Молотово море, я так понимаю, это не просто вот эта вилла, это много-много вилл, которые разбросаны по всему побережью, и в будущем мы что-то найдем. Вот, кстати, что это? Что-то есть, но это дальше по сюжету. Сейчас мы спойлерить себе это явно не будем. Что ж, как вы понимаете, постепенно расселяемся. Мне нравится то, что Синдбад сменил одежду. Она ему больше идет, чем предыдущая. Придут ли за нами туифы-тунцы? Придет ли за нами власть? Мы узнаем об этом уже в следующих сериях. Очень надеюсь, что вам нравится, как развивается сюжет. Мы буквально каждый выпуск не сидим на месте. Такого не было ни в одном сезоне. Удивительно. И каждый раз какие-то новые глобальные постройки. Вау! Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки. Не забывайте про подписки, потому что это очень сильно мотивирует нас, всю команду. Ну и меня, как просто автора этих роликов. Долго болтать не будем. Если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, Болтающий Синдбад и Акетра. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока, пока. Ты показывал Сдерику? Да бога ради, о чем же вы говорите-то, а? Ну, понеслась. Сдерик, скажи вместе со мной. Прунус. А? Что? Здравствуй, вода! Здравствуй, Молотово море! Мы тут, видимо, осядем на какое-то время, пока скрываемся от приспешников Тоев и Туна. Тем не менее, всем привет, дорогие друзья! Я Лолошка, добро пожаловать в 13 огней. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка, добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы открываем пляжный сезон! Уху! Ну ладно, если говорить серьезно, то сбежав от приспешников Тоев и Туна и даже победив одного из серебрянолицых, мы наконец-то хоть где-то осели, приютили свою задницу, нашли дом. Подробности такие. Лейла, приемная мать бармена Джамиля, приютила нас в своей вилле, которую сдает в пиковые сезоны отдыха. Кстати, вот она. Сейчас, как вы понимаете, не сезон, отдыхающих не так уж и много, поэтому Лейла согласилась приютить нас бесплатно. И вот реально, шикарные же новости, все бы ничего, наконец-то можно расслабиться. Но нет, в записке убитого нами Серебрянолицего мы обнаружили уже знакомое нам имя. Та самая Лейла. Черт возьми, кто она? Золотая маска? А если да, то это случаем не та же самая Лейла, что только что нас приютила? Или это совпадение имен? Акетра прочитала это письмо и сказала, что не-не-не-не-не, Лейле можно доверять, мы знакомы столько лет, всю жизнь, поэтому все хорошо. Но мы-то очень хорошо знаем одну поговорку: доверяй, но проверяй, поэтому будем на стреме. Короче, перед началом этой серии я заметил то, что Акетра и Синдбад, которые сидели здесь в конце предыдущей серии, пропали. Может быть, они домой пошли? Надо как можно быстрее понять, что делать дальше. Мы не можем бесконечно торчать дома. Кстати,
Хануф, опа, Абди, Сдерик. А они, видимо, уже чувствуют себя как дома. Понял. Короче, как минимум мы знаем то, что на Молотовом море находится один из огней. Я не помню, какого бога этот огонь, но я помню, что это лук, чтобы стрелять. Ладно, об этом надо поговорить с Акетрой. А пока что всем привет, доброе утро. Так, Абди, поговорим? Да, конечно, Лолошка. Знаете, делая уборку, я как будто привожу свои мысли в порядок. Все то, через что Дана когда-то заставила меня пройти, это не было моим желанием. Но благодаря Халиме и Хануф я понял, быть абдом — это именно то, чего я хочу. Но я хочу быть обычным абдом. Я хочу убираться, делать покупки, угождать госпоже. Я больше не хочу быть тренировочной машиной для убийств. Поэтому, знаете, Лолошка, я правда рад той возможности, что сейчас я могу спокойно подметать пол на этой прекрасной вилле. Простите, Абди, поможешь мне размотать пряжу, как закончишь подметать? Да, конечно, Хануф. Да, с радостью. Такой ты, конечно, котик. Спасибо, Хануф, ты тоже ничего. То есть, Лолошка, я хочу поговорить с вами наедине. Вечером, если можете. Да, окей. Я уже, походу, даже знаю, о ком ты хочешь поговорить. Убирайся, убирайся. Тебе нравится Хануф, да? Так, кстати, Хануф, поговорим? А? Что? Да, Халима вязала гораздо лучше, чем я. И что? Я не представляю, как мне достичь ее уровня. Леди Акетра хотят взять мне новую помощницу. Они мне сами недавно об этом сказали. Но разве может кто-то сравниться с Халимой? Да и так вон, уже есть Сдерик, который готовит, Абди, который убирается. Ты даже леди развлекаешь. А мне только и остается вязать и латать старую одежду. Теперь, когда леди внесли в список, найти нового абда будет явно тяжелее. Недобросовестный абд может сдать всех нас солдатам Амара за обещание свободы. Ты же, кстати, не думаешь, что мы останемся на этой вилле надолго? Нас теперь до конца жизни ждет постоянное перемещение и опасность. По всему Нарфанису уже наверняка расклеили объявление, что мы в розыске. Представь себе, в каком бешенстве была бы Халима. Она никогда бы тебе это не простила, Лолошка. Никогда. Я очень по ней скучаю. Не буду спорить. Ладно, спокойно повяжи, может быть, даже перерастешь Халиму. Ладно. Сдерик, ты чем занимаешься? Готовишь. Да, привет, Лолошка. Представляешь, Лейла любезно разрешила мне пользоваться всем, что я найду на кухне. А я столько всего нашел. О-хо-хо. А еще, кстати, Лейла купила на рынке с утра морскую рыбу. Ни разу еще не пробовал рыбу прямо из воды. Хотя нет, пробовал, да. На Зеленом континенте пробовал. Знаешь, я знаю, что Хануф расстраивается, что нам предстоит все время проводить в бегах. Но, Лолошка, я уверен, мы привыкнем и найдем много плюсов в такой кочевой жизни. Я, правда, так и не видел моря толком до сих пор. Со вчерашнего дня кручусь здесь, на кухне. Но это еще и потому, что я хочу разделить это событие со своим близким другом. Тобой, Лолошка. Ой. Мне тут нужно кое-что сделать. Ты приходи через пару часов. Я буду свободен. И тогда мы вместе пойдем посмотрим на море. Окей. Ну я уже, честно говоря, насмотрелся. Так, погоди, стоп. Через пару часов, да? То есть, получается, мне сначала нужно будет к Сдерику, только потом к Абди, потому что Абди позвал меня вечером. Я хочу поговорить с вами наедине вечером. Все, запомнил. С кем-то могу еще поговорить. Кстати, где Лейла? Здесь кто-нибудь есть? О, Лейла. Здравствуйте. Привет. Прости, я не знаю твоего имени. У тебя все хорошо? Тебя все устраивает? Да. Могу ли я поговорить о записке, интересно? Давайте напишем для начала «да». Ну вот и хорошо. Если что-то будет нужно, ты обязательно обращайся. Что? Все? Погоди, без шуток? Это весь диалог! Кстати, если я нажимаю правой кнопкой мыши вот так вот шифтом, то не появляется никакая репутация. То есть с Лейлой репутации у меня нет. О чем-то это договорит, сами понимаете, да? Я, конечно, глупость, наверное, делаю, но что, если я попробую кинуть тебе эту записку? Ну-ка. Ничего не произойдет, да?
Ну тут написано Лейла, ты тоже Лейла. Надеюсь, это реально просто совпадение. Здравствуйте. А на втором этаже кто-нибудь есть? Леди Акетра, например. Нет. Привет. Нет. Что? Халима, стой. Халима, стой. О, нет, боги, только не это. Воу-воу-воу. Нет. О, ложка. Ложка, обними меня. Пожалуйста, ложка. Обнять. Ух ты. Ой-ой, ой-ой-ой. Господи. Спите, леди Акетра. Обняли и успокоили. Кошмар снится, видимо, какой-то. Короче, я вроде бы все осмотрел, со всеми поболтал, все увидел, но нету одного человека. Синбад. Опять он куда-то делся. Синбад! Может быть, я тебя где-то на втором этаже пропустил? Здесь вроде бы ничего. Здесь тоже. По-любому Синбад где-то должен быть, иначе это очень странно. Он же на Молотовом море. Мы это точно знаем. Здрасте. Представляете, говорят, фараон хочет обложить курорт новыми налогами. Ха. И до сюда рука фараона дошла. Ну что ж такое-то, а? Приветствую. О, привет. Под конец сезона цены на виллы падают, поэтому я наконец-то смогла позволить себе отдых. Ну, молодцы, молодцы. Что сказать? Вкусно вам? Да. Хорошо, что люди тут не толпятся круглый год. Еще скажи, что это пиковый сезон. Если это пиковый сезон, то как-то маловато. О! Леди Акетра, выспались, переоди... Сдерик, я выспалась и готова завтракать. Да, понял, леди Акетра. Сейчас Доброе будет. утро! Так, что это у вас тут? Бургеры? Вот ваш завтрак. Подожди, а нельзя было просто вот сюда поставить таким образом? Ой, я так хорошо поспала, не представляете. Сначала мне, конечно, снились кошмары, но потом в один момент стало очень тепло и хорошо. Ой, кстати, Сдерик, ты же все это время готовил и так и не видел моря, да? А ну-ка, быстро пойдем, прогуляемся. О, леди, я как раз предложил это Лулошке, но с вами будет даже веселее, это точно. Можно же пойти втроем, правда? Угу, да, конечно. Только не забудьте взять купальные костюмы. Да, ладно. О, Лулошка, море! О, ура! Так, нужно собраться. Отойди. Ладно, хорошо. А, так это твоя комната. Так, окей, купальный костюм. По-моему, он у меня здесь, в сюжетных предметах. Да, вот он. На всякий случай пока что возьмем. Не знаю, надевать не буду. Да, пока что просто оставлю. Так, и в итоге... Эй, Лолошка, подойди-ка. Вчера в кафе с Синбадом подслушал разговор за соседним столиком. Отдыхающие обсуждали каких-то людей в масках. Ты же понимаешь, это означает, что здесь действительно есть огонь. Ох. И Тейфетун уже о нем знает. Если наша теория про лук верна, нужно придумать, как раздобыть его. Ты умеешь надолго задерживать дыхание, а? Да вообще... Ладно, потом наверное, поговорим. О, будет. Сдерик. Да? О, это ты во что это решил нарядиться? Такая, вы что, леди? Мы же к морю идем. Я создаю морскую атмосферу. Быстрее, идемте! Скорее! Все это время просидел на кухне, реально. Ну, на самом деле, Синбад куда делся? Меня вот это... на это! О, ну ты посмотри на него. Такой смешной. Радуется, как щенок. Как щенок. Ну, Людей собрались в одном месте. какие слова вы подбираете, леди Акетра? Эй, ребята, вы чего стоите-то? Вы чего стоите? Никогда столько воды в одном месте не видел. Это же сколько там кастрюль супа! Сдерик, очень соленый суп у тебя получится, если использовать морскую воду. Да, кстати, это правда. Ну, Соленая ладно, вода, значит, ее нельзя без пить. супа. Морскую воду нельзя пить, запомните. Какая же все-таки красота! Да, это точно. Лолошка, ты садись рядом с нами. Окей, так, сейчас надеваем купальный костюмчик. Знаешь, Лолошка, я вот постоянно думаю о том, что теперь, когда братство знает, что мы тоже ищем огни, надо бы придумать место, где они, эти огни, будут в безопасности. Такое место, где никто и никогда не сможет до них добраться. Ну, кроме нас. Слушайте, леди, ну что-то вы... Во всем мире не существует такого места, это точно. А что если за его пределами? Ты показывал Сдерику? Показывал что?
Блин, вы когда так сидите, я не вижу ваших лиц. О чем идет речь, я вообще не понимаю. Блин, слушайте, а ведь и правда Прунус показывал только леди Акетре, получается, да? Леди Акетра, я не думаю, что Сдерику стоит знать об этом. О, Сдерик, я сам не понимаю, о чем говорит леди. Вообще не понимаю, нет. Нет, леди Акетра, он еще не знает, но думаю, что пора. Уф, давай. Да бога ради, о чем же вы говорите-то, а? Ну, понеслась. Сдерик, скажи вместе со мной. Прунус. А? Что? Это... Ложка, ты сейчас это видел? Куда она делась? Куда делась леди Акетра? Что такое? Что происходит? Черт, как она там сказала? Прунус? Кстати, очень странно то, что Прунус почему-то меня не телепортировал. Возможно, из-за того, что не было зрительного контакта. Ну ладно, в любом случае, Прунус. Боже, где это я? Кстати, Лолошка, совсем забыла тебе кое-что сказать. Я видела человека... нет, существо с крыльями. Оно очень похоже на бога фараона. И он был здесь. Он говорил о тебе. Боже, как я могла забыть рассказать об этом? Столько всего происходит, совсем из головы вылетело. Лолошка, у меня вопрос. Откуда ты знаешь бога фараона? Господи, как страшно-то. Что это вообще такое? Это кристаллы какие-то? Стоп, я же видел эти кристаллы. Ребят, слушайте, я понимаю, что для вас, видимо, это все нормально, ну, вообще все то, что здесь происходит, но Вы можете мне объяснить, что здесь происходит, черт возьми? О, Сдерик, сейчас объясню. Ты в карманном измерении Лолошки. Попал сюда с помощью особого слова. О, как же так-то? Как же так-то? То есть, подождите, вы хотите сказать, что мы сейчас не в Мисре? Нет, Сдерик. И, честно признаюсь, я даже не знаю, как тебе объяснить, где мы. Но ты не волнуйся, все будет хорошо. Так, ладно, я давайте, наверное, записку прочитаю, которую здесь подобрал. Давненько мы с тобой не виделись, Лолошка. Надо бы нам пересечься как-нибудь. Ты, наверное, соскучился? Джодах. Обалдеть. Ребят, я ни на что не намекаю, но мы вообще сюда вовремя... Так, вообще, на чем мы остановились? Ах, да. Откуда ты знаешь бога фараона, Лолошка? Так, бога ради, я о записке могу что-то сказать? Леди Акетра, его статуи по всему Мисру стоят. Кто ж его не знает-то, этого бога фараона? Леди Акетра, я не знаю бога фараона, но мне нужно обязательно его найти. О, то есть все-таки мой персонаж чувствует эту некую связь. Как вообще так вышло, что ты была в моем измерении без меня? Ладно, давайте лучше вот это. Мне нужно обязательно его найти. Ух ты, найти? Вообще, все жители Мисра могут увидеть бога фараона один раз в год. В Нарфонисе. Да, он выступает на балконе главного храма, а после чего идет раздача еды нуждающимся. Но нет, Лолошка, близко к нему никогда никого не подпускают. Да и вообще, я не ожидала его увидеть. Тем более здесь. Ребят, я прошу прощения, что перебиваю, простите. А может быть, мы уже вернемся назад? Пожалуйста. Мне что-то нехорошо. Так, ладно, надо тогда быстро. Лолошка, оставь здесь огни. Тут они будут в безопасности. Если только бог фараон не захочет ими воспользоваться. Но почему-то мне кажется это маловероятным. Черт. Малус! Это слово, да? Ладно. Малус. Вау, на самом деле это реально вау. Оставить здесь огни? Вы предлагаете мне сделать вот так вот, потом вот так вот, создать здесь сундучело и в него убрать какие-то вещи? Серьезно? Не, ну так-то я могу это сделать, давайте. Не знаю только, где этому. Давайте вот здесь, наверное, хорошее такое место. Так, уберем сюда клык Роноса. Я не могу убрать же его, точно. Я могу убрать только молот Монту, а клык не могу. Так, ладно, надеюсь, то, что за мной никто не подглядывал. Джодах, ты здесь? Джодаха здесь нет. Ну ладно, тогда мы пишем Малус. О, обалдеть. Просто взгляните на это, какая же красота. Да, согласна. Выглядит волшебно. Я читала про это в храме Хетентепа. Это особый светящийся планктон.
который живет в местах с мощным течением. Вон, смотрите. Видно, как эти всполохи уходят куда-то вглубь. Совсем как... Дорога! Да, дорога. Лунный луг. Лолошка, а что, если этот планктон указывает путь к артефакту, а? Эй, подождите, но там же глубоко. Как там дышать-то? Надо что-то придумать. Так, подожди, с чего вы вообще решили то, что туда куда-то нужно? Давайте для начала убедимся, что лунный луг действительно существует. И он здесь. Я слышал, что другие отдыхающие обсуждали какие-то подводные погружения. Леди, вы спрашивали, долго ли я могу дышать под водой? Да, очень долго. Я тренировался. Второе, как будто ни о чем. Третье, ну вот да, но в то же время сплавать-то я могу посмотреть. Мне это ничего не стоит, дай бог минуту. Поэтому, да, я долго тренировался, я могу. О, супер. А давайте сплаваем вместе. Посмотрим, куда эта дорога ведет. Не зря же я купальник брала. А ну-ка, быстро, купаться. Боже, бога ради, что вы делаете? Ладно. Там какая-то пещера. Смотрите, планктон ведет туда. Теперь я точно уверена, это не просто так. Так, а я что? Эй, Лолошка, там довольно глубоко. Ты уверен, что сможешь доплыть-то? Ну, конечно, он сможет. Нет ничего, с чем наша Лолошка бы не справился. Правда, Лолошка? В любом случае, мы будем ждать тебя на берегу. Если не получится, найдем другой вариант. Ну, конечно, Лолошка совсем справится. Блин, ну давай, окей. Так, что, получается, поплыли? А, реально, планктон ведет сюда, господи. Так. Плывем. А, подышать! Срочно, жить! Главное всегда находить способ подышать. Вот, я вижу, планктон ведет сюда. Такая маленькая светящаяся точка. Вот, дышать! Давай, черт возьми! Дышим. Хорошо. Простите, рыбы фугу, иглобрюхи, отстаньте! Так, куда здесь? Куда? Что? Кто? Кнефмтити? Ну, привет. Я знала, что ты первый сюда доберешься. А Монту мне не верил. Представляешь? Он, кстати, рад, что ты нашел его молот. Очень рад. И гордится тобой. А по мне так, они тебя все недооценивают. Нашли чем гордиться. Он же чуть ли не на видном месте его спрятал. По той же причине они говорят, что мне не стоит являться тебе и разговаривать с тобой. Хотя, на мой взгляд, это глупо. Ты и так уже знаешь, что я существую. Преследую свои цели и бла-бла-бла. Здравствуйте. Вы умеете становиться разного роста? Лунный лук Кнефмтити. Я знаете, что понял? Почему я так быстро нахожу все эти артефакты? Кнефмтити прям открыто мне говорит: Монту мне не верил, но он рад, что ты нашел его молот. Вы помните, когда мы только приплыли на Шахтерские острова, на нас наслали божественную кару? То вот эти вот львы, то у нас корабль потопило, то Зариф погиб. И, как вы понимаете, боги, они не настолько тупые, чтобы не наслать на кого-то кару, кто пытается найти их артефакты. А теперь вспомним то, как я пытаюсь найти эти огни. На меня ничего не насылается, и боги даже рады. Следовательно, да, я поэтому так легко все это и нахожу. Эй, а тебе говорили, насколько опасен мой поцелуй? Муа. Что? Теперь ты умрешь. Рано или поздно. Сейчас я в своем человеческом обличии, так что тебе ничего не грозит, не переживай. А вообще, я погляжу, ты пришел за моим луком, да? Да, Кнефмтити. А знаешь ли ты, что будет, если потревожить такой артефакт? Ты же видел, что произошло на Шахтерских островах? Что произошло на Гизире? Не боишься? Так.
Почему бы тебе самой тогда не рассказать мне, что произойдет? А я подумаю, забирать лук или нет. Что это за игры такие? Если ты все это время могла сюда явиться, почему ты не можешь просто рассказать, где находятся все огни? Так, ну все, хватит. Я чуть не умер, пока сюда добирался. А тут еще и богиня смерти собственной персоной. Я устал. Пойду сдамся на милость Амара. Ребят, давайте я выберу этот вариант, но я выберу его и выложу на свой Бусти. Сразу говорю то, что сливать с Бусти ролики можно, я разрешаю, но тем не менее я уже много раз говорил то, что если вы хотите поддержать нас материально, то мы взамен на это все равно готовы что-то дать. Если вы, ну, все-таки по какой-то причине не можете, не хотите, то можете найти слив на ютубе. Я, опять же, не запрещаю. Просто я правда был бы вам благодарен, если вы поддержите меня и всю команду материальной поддержкой. Так, ну а вообще, на полном серьезе, я, конечно, выберу вот это. Почему не можешь просто рассказать, где находятся все огни? Ну и какой же тогда в этом интерес? Нет, нет, нет. Да и на самом деле я все равно не знаю, где находятся чужие огни. Ты что, легенды не изучал? Мой лук? Вот он. Про второй мой артефакт тебе уже намекнул твой худощавый друг. Он знает, где он. Я бы правда хотела тебе помочь. Да вот только божественное вмешательство всегда ведет к разрушительным последствиям. Помогаю всякими мелкими действиями, которые влияют только опосредственно. Например, я сняла защитные чары со своего лука. Теперь своды этой пещеры не обрушатся, и Молотого моря не исчезнет. Здорово, правда? А вообще, знаешь ли, тебе стоило бы быть повежливее со мной. Я все-таки богиня. И богиня, которая пытается помочь тебе. Вот оно что. Ладно, я слишком долго пробыла в человеческом теле. Нужно возвращаться. Ты все делаешь правильно, Лолошка. Продолжай в том же духе. Охренеть. Вау. Да, вы заметили? Это буквально то, о чем я говорил только что. То есть я нахожу все эти артефакты только лишь потому, что сами боги благоволят мне. Я сняла защитные чары со своего лука, и теперь своды этой пещеры не обрушатся, и Молотого моря не исчезнет. Охренеть. То есть, получается, Молотого моря бы полностью испарилось? Вся эта вода? Так, в любом случае, давайте возьмем это. Опа. Все норм... и мне не нужно будет возвращаться? Так. Все нормально будет, все нормально. Я просто иду. Ничего не обрушится. Я что, так реально умею? Фига себе. Блин, прикольно. Но ничего не обрушается. Как минимум, нас бы уже, получается, затопило здесь, да? Я все жду какого-то подвоха. Я вот прям реально жду подвоха. То есть в моем кармане сейчас буквально 3-й огонь 3-го бога из 5. И все, мы здесь. Прикольно. Так, ребята, прежде чем я к вам подойду, надо почитать про лук. Способности. Лунные стрелы. Лук выпускает лучи лунного света, создавая их из ваших собственных жизненных сил. Все лучи преследуют ближайшие цели. Улучшение увеличивает количество выпускаемых лучей. Вау, это круто! Также есть глубинный рывок. Чувствуя себя как рыба в воде, вы устремляетесь вперед, нанося урон противникам на пути и парализуя их. Улучшение повышает длительность паралича и увеличивает скорость движения. Погоди, чего? То есть я буквально плаваю супер быстро? Как это работает? Смотри, ни хрена себе! Сюда! Охренеть, это реально божественный артефакт. Так, а теперь как это все-таки работает в плане стрел? Давайте проверим. Ребят, сори, я тут кое-что проверяю. Ну-ка, давай, медуза где-нибудь плавает, что-нибудь плавает. Вау! И оно реально убило. Еще раз, еще раз. Вау! Так, я не понимаю, убило, нет? Или вот это? Смотри. Вау. Вау. Она не может по рыбе попасть, потому что она поплыла. Так, короче, по более стоячим целям нужно стрелять. Так, у меня нет никаких артефактов богов. Нет, вы этого не видели? Это просто спецэффекты. Ребята, вот он. Ой, ну наконец-то, ты вернулся. Сухой. Получается, вышел сухим из воды, да? Нет, подожди. Не время шутить, Сдерик. Лолошка, ты нашел артефакт? Да. Вот он. Или мне что?
да? О, покажи. О, какая красота! А что он делает? Я ни в каких источниках не видела информации об этом. Как у тебя вообще прошло-то? Никаких проблем не было? Ничего такого, просто встретил Кнефмтити, поболтал с ней, она отдала мне лук и все. Это было невероятное приключение. Сначала я уворачивался от острых рыб, потом я встретил Кнефмтити, и она отдала мне лук, представляете? Да не, как бы все хорошо было. Давайте, наверное, вот это. Ничего такого, просто встретил Кнефмтити, поболтал с ней, она отдала мне лук и все. Ну, конечно, так все и было. Ой, ой. Ладно, ты лучше спрячь лук в своем измерении и приходи домой. Да, слушай, Лулошка, мы пойдем уже. Леди устала. Да и холодно здесь, на морском-то ветру. Ой, в любом случае, иди ко мне. Я очень рада, что ты в порядке. Правда. Сдерик, пойдем. Ладно. То есть, я могу даже не показывать, да, что лук делал? А я все равно покажу зрителям. Сюда! Блин, это так клево! Самое главное, звук такой приятный. Еще раз. И смотри, если я прям мало выпускаю, то звук такой микроскопический. Вот смотрите, если я мало натягиваю. А если я прям много натягиваю. Вау. Пока что это самый приятный артефакт из всех 3 найденных. Но, по правде говоря, все равно чаще всего, скорее всего, я буду пользоваться клыком Роноса, потому что он как-то явно поэффективнее. Купальный костюм снимаем, и, как завещала мне Акетра, пишем Прунус. Так, отлично. Тут ничего не пропало. Наверное, верстак я все-таки отсюда заберу. Он тут явно не пригодится. Так, а вот сундучело пополняется еще одним артефактом. Вообще, я так понимаю, то, что мы можем выйти на хорошую концовку благодаря тому, что будем прятать эти огни. А на этом я, наверное, буду постепенно заканчивать. Не тяжело догадаться, почему другие люди не нашли этот лук. Там и воды дофига, и Кнефмтити за этим следила. Не забывайте то, что на бусте я выберу другой вариант, в котором скажу, что да пошло оно все к черту, пойду сдамся Амару Фараона. Смотрим, оцениваем. И перед этим не забываем, пожалуйста, подписываться и ставить лайки, потому что это еще один огромнейший буст к мотивации. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и третий артефакт. Всем удачи, всем пока. Пока. Бурис, член Тоифетуна. Да, я готов шагнуть вниз, если вы сочтете, что я заслуживаю такой судьбы. Мне не нужна такая жизнь, если вы не захотите быть моим другом. Ох ты ж, бляха-муха. Пу-пу-пу. Третий огонь в виде лука есть. Сдерик узнал о моем личном измерении есть. А вот тоифетунцы, которые вот-вот найдут нас... знаете, что-то мне подсказывает, что тоже есть. Хоть мы еще и не знаем об этом. Тем не менее, всем привет, дорогие друзья. Я Лолошка. Пора валить. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы узнали про мир 13. Да-да, наконец-то Акетра удосужилась вспомнить и рассказать нам про все свои телепортации. И даже рассказать нам про то, что видела бога фараона в моем личном измерении. Измерении Прунус. Хе-хе, мои догадки с самой первой серии, что бог фараон является Джодахом, подтвердились! Уху! Но это еще не все. Самое сладкое это то, что мы косвенно узнали о Фарагонде и о Сан-Фране. Как же жалко то, что наш персонаж еще не догадывается, что именно наш Лолошка к этим двоим ближе, чем он думает. Лолошка, у тебя есть друзья в другом мире. Одумайся, вспомни это. Но, если так подумать, то Сан-Фран и Фарагонда тоже обо мне не помнят. Разве что, опять же, косвенно. Но, ладно, давайте не о грустном, давайте о том, что здесь и сейчас. Внимание, внимание! Найден лук Кнефмтити. Официально 3-й огонь. До этого был молот Монту, до этого был клык Роноса. И вот он, лук Кнефмтити. Это все, конечно, прикольно, но... Блин, знаете, ребят, я не то чтобы хочу нагнетать, просто хоть мы не особо-то собирались, я бы свалил с этого молотого моря. Ведь Тоифетун ищет нас, и вот-вот явно найдет. А еще это странное имя Лейла. Загадочное имя. Так, короче говоря... Что за звуки? What the fuck? Звуки такие, как будто либо кто-то что-то варит, либо кто-то просто пошел в туалет. Так, а ну-ка, кого убивают? Кому там яд вкалывают? А ну-ка!
Ну, почти догадался. Привет, Абди. Поливаешь цветочки, да? Молодец. Поболтаем. О, Лолошка, вы вчера не пришли вечером. Я хотел с вами поговорить, но вы очень поздно вернулись. Я понимаю, что я толком не объяснил, что хочу вам рассказать, поэтому не обижен. Ладно, на самом деле я немного обижен. Но я понимаю, что у вас были важные дела, честно. Сдерик сказал мне, что вы нашли лук Кнефмтити. Это правда? Да, Абди. Господи, тебе реально прям все так сразу рассказали? О, Кнефмтити. Лолошка, поздравляю. Видимо, богиня к вам благосклонна. Надеюсь, правда, что вы не скоро с ней встретитесь Эй, Абди, ты что такое говоришь? Нужно по-другому. Лолошка, надеюсь, ты никогда с ней не встретишься. А? Нет, Хануф, так не бывает. И что? Но это же не означает, что нужно человеку напоминать о его смертности. Ну ладно. В общем, Лолошка, я скоро пойду за покупками на рынок. Хочу заодно вам кое-что показать. Только закончу поливать здесь, хорошо? Окей. Так, только воду на пол не лей. Молодец. Хорошо. Так, Хануф, поговорим? Эй, Лолошка, Абди очень хороший человек, но с ним происходили ужасные вещи. Он мне ничего не рассказывал, но я по глазам вижу. Он прошел через многое. Не говоря уже о том, что обычный человек не смог бы в одиночку расправиться с группой наемных убийц. Эй, честно говоря, Хануф, шепчешь ты очень громко. Ой, прости, Абди. Так, ладно. Кто-нибудь дома еще... Ох ты ж. Леди, вы опять спите? Что ж такое-то? Не надо, нет. Опять? Остановитесь. Нет, только не О, скульптор. кошмар. Нет. Ложка. Ложка, где ты? Без проблем. Обнимем. Как и в прошлый раз. Ой. Лолошка? Я прошу прощения. Ты что себе позволяешь, Лолошка? Ты что, совсем с ума сошел, а? Если ты сейчас же не объяснишь свое поведение, немедленно покинешь мой дом навсегда. Что? Так я... Минус 15 репутации, господи, я столько фармил эту репутацию. За что? Я хотел вас разбудить к завтраку, но споткнулся и упал. Я прошу прощения, вы все не так поняли, леди Акетра. Но вы сами звали меня во сне, просили вас обнять, честно. Наверное, все-таки вот это нажму. Так, а это... Вы сказали, что вчера хорошо спали. Я подумал, что это вам помогает. Давайте вот это. Вы звали меня во сне, просили вас обнять. Я звала? Лолошка, ну ты же видел, что я сплю. А если бы я во сне попросила убить меня? Ты что, убил бы меня? Ой, ты даже не представляешь, как тебе сейчас повезло. Так, где это? После нападения на наш дом я не могу засыпать без ножа под подушкой. А если бы я... Значит так, в этот раз я решу, что ты очень глупый и просто не понимал, что делаешь. Но если ты еще хоть раз решишь полезть ко мне, когда я буду во сне или без сознания, Лолошка, я сдам тебя солдатам Амара, не моргнув и глазом. Ты понял? Надеюсь, это будет тебе уроком. А теперь выйди. Мне нужно прийти в себя и привести себя в порядок. Ладно, простите, я хотел сделать как лучше. Блин, минус 15, но это сильно. Ну, кстати, можем подглядывать. Так, погоди, ну-ка проверим. Где тут у нас леди Акетра? Вот, о боже, минус 15. Чтоб вы понимали, было где-то здесь. Или даже вот здесь. Так, окей, положительные подарки это книги. Книги у меня вроде бы даже были. Но книги не обычные, а именно что зачарованные. Так, а у меня нету зачарованных книг? Нет, есть дофигища. Все окей. Леди Акетра, я надеюсь, что репутация не снизится, если я сейчас зайду. Пожалуйста. Я вот так медленно открываю свой золотой рюкзак, сажусь к вам, беру, например, какой-то тягун и дарю. Лолошка, это приятно, но теперь выйди. Да, ладно, я понял по тону. До свидания. Короче, не будем никого терроризировать на втором этаже, потерроризируем на первом. Привет, Сдерик. О, здорово, Лолошка. Сегодня на завтрак я приготовил сэндвичи без мяса и яиц. Во славу Монту. А чтобы сделать их сытными, я добавил рыбу. Я выжму из нашего пребывания на побережье максимум. Надеюсь, леди Акетре понравится, когда она проснется.
Знаешь, она всегда так рано вставала, когда мы жили в Нарфанисе, а сейчас чего-то прям много спит. Надеюсь, она в порядке. Хотя, если так подумать, для нас с тобой ничего-то и не изменилось со внесением в список. Мы как были ее абдами, так ими и остаемся. А вот она... Да, ее можно понять. Она сейчас потеряла почти все. Свое положение в обществе, свое дело, дом. Теперь, черт, и когда я задумался об этом, я понял, что ей намного тяжелее, чем нам. Удивительно, как ей при этом удается сохранять такой бодрый настрой. Я постараюсь быть к ней внимательнее в этот раз. Надо ее поддерживать, Лолошка, это точно. Сделаю ей к завтраку фруктовый десерт. Ха. А помочь я могу как-нибудь? Нет? Просто сделаешь десерт? Окей, так, а Лейла, она здесь? О, Лейла? О, тут великая делаешь? гнев Мтити, даруй успокоение и... Ой, прости, не ожидала, что могу сейчас кому-то понадобиться. Лолошка, я молюсь гнев Мтити за успокоение души моего мужа. И за пришествие царствия бога фараона, конечно. Ты же из Нарфаниса, да? Ты как, видел его? Насколько он великолепен! Я слышала, что некоторые люди сходят с ума от его величия, даже просто посмотрев на него. Ладно, я понимаю, увидеть бога фараона это очень личное переживание. Прости, я не имела права о таком спрашивать. Слушай, если у тебя нет какого-то срочного ко мне вопроса, я бы все-таки хотела закончить ритуал. Я понял, сори. Да, без проблем. То есть она прям любит бога фараона, она обожает бога фараона. Вот какой вывод из этого можно сделать. Так, а Синдбад? А что, Синдбада опять нет? То есть вот он появился и исчез, да? Короче, вот что самое главное я запомнил. Абди сказал: в общем, я скоро пойду за покупками на рынок, хочу заодно вам кое-что показать. То есть мне, получается, нужно дождаться, пока он закончит поливать цветы. Но я слышу то, что он все еще поливает. На всякий случай проверим, конечно, мало ли это какой-то звуковой баг. Абди? Сколько можно поливать эти цветы? Боже, они уже настолько влажные, поверь мне. Я не знаю, вот тут цветы есть, кактус полей, папоротник, не знаю, красный тюльпан, морской огурец, бога ради, что-нибудь другое уже полей. То, что мы получили минус 15 с Леди Акетра, это, конечно, немножко обидно, но кто же знал, что так получится, да? То есть... Боже ж ты мой, слушай, ну ты же понимаешь, что если бы я цены не заломил, то я остался бы без товара. Да я-то уж понимаю тебя, но и ты меня пойми. Надо же делить людей на своих и чужих, разве нет? Я ж сосед твой. Ты знаешь, что у меня нет тутенов покупать твой товар за такие деньжища! Тише, тише. А если кто-то из отдыхающих увидит, что я тебе скидку сделал, я никогда им не объясню, что у тебя зарплата в 20 раз меньше, чем у них. Да ты сейчас мне это в одном предложении объяснил. В чем проблема, объяснить им, а? Я же сказал нет. Ты просто хочешь уничтожить мой бизнес. Я не... Да пошел ты. В 20 раз! Нифига себе! Я ничего не слышал. Кстати, поговорить об этом можем. Торговать. Матча-латте, сок из апельсина. Что? Погоди, такие дешевые цены, и тот чувак реально не вывозил? Он просил скидку. Вы понимаете? На вот это. Тут 2 утена стоимость. Не, я как бы понимаю то, что вот кусочек ролла за 1. Ну, какая там скидка может быть? Типа 2 кусочка ролла за 1 утен? Или 3 кусочка? Кстати, нектар с маракуйей 16 штуковин за 2 утена. Нифига себе, я даже куплю. Так, а может быть здесь кто-то еще что-то скажет? Здравствуйте. Ну вот я, короче, сегодня погрузиться под воду в этой штуке хотел. Как ее там, батискаф называют. Но торговец сказал мне, что кто-то забронировал все места. Чего? Кому это надо? Сейчас же конец сезона почти. Никого не осталось. И что будешь делать? Да вот, блин, сам не знаю, кому это надо. Но я вечером уже уезжаю, так что... Видимо, в другой раз. Это, кстати, очень хороший диалог. Я хотел сегодня погрузиться, но торговец сказал мне, что кто-то забронировал все места. А это может наводить только на одну мысль. Забронировали Тоев и Тунцы, чтобы найти огонь, лук Гнев Мтити. Ну, я, конечно, могу ошибаться, но такое ощущение, что подводка именно к этому. Эх, скоро уже нужно будет возвращаться в Нарфанис, а так не хочется. Да, согласен. Здесь и климат хороший, и цены приятные. Угу, и столько разнообразной рыбы. Я за всю жизнь столько не ел. Слушай, так надо будет купить домик здесь, наверное. Приезжать почаще и все такое. Пей свой кофе и пойдем уже. Я хочу искупаться. Ну, вот это отдыхающий диалог. Вот.
Это правда, туризм. Кстати, тут еще двое каких-то челов стоит. Слыхал? У меня виллу сняли вперед на целый месяц. Во как. Чё? Так сезон же заканчивается. Кому это надо? Не знаю, не знаю. Там странные люди какие-то. Заплатили кучу утенов и велели молчать об их личностях, прикинь. А кто? Кто снял-то? Поделишься? Не-не, даже не выпрашивай. Я не буду говорить. Мне жизнь дороже. О, па. Так, ребята, а нам ведь и правда лучше валить, разве нет? Как будто это уже настолько очевидно. То и Фетун ближе, чем даже я думаю. Так, на всякий случай проверим Абди. Я слышал то, что все еще поливает. Бога ради, сколько можно поливать? О, Лолошка, А, стоп. ты как? Готов идти? Погоди, ну я... Клянусь, я же нажимал. Короче, да. Хорошо, тогда за мной. О, знаете, Лолошка, я все еще очень-очень не хочу рассказывать, через что мне пришлось пройти. Мы сблизились с Хануф после смерти Халимы, да, но я вижу, что она все еще боится меня. Я ни в коем случае не виню ее, но сам я уже совсем разучился видеть ужас в том, на что способен. Знаете, это немного сложно объяснить. Я ненавижу убивать, всему моему существу от этого прям противно. Но это стало частью моей жизни, моей личности. Надеюсь, вы понимаете меня. В Нарфанисе очень много людей, которые ненавидят свою работу. От этого они не боятся и не презирают себя. Вот у меня примерно такое же отношение сформировалось к своим навыкам. С момента, как я ушел от Даны, и Бурис привез меня на Зеленый континент, я мог позволить себе не прибегать к насилию, избегать его всеми способами. Но я всегда знаю, кто я такой. Я всегда это знаю, Лолошка. Каждую секунду я помню, потому что Дана об этом позаботилась. Поэтому я удивляюсь, когда вижу страх в глазах Хануф. Я не хочу ее пугать, правда. Она очень хорошая. Она шила мне одежду. Я хочу, чтобы вы меня снова видели таким же, каким считали при знакомстве. Лолошка, вы первый человек за всю мою жизнь, кто смотрел на меня без страха. И я хочу, чтобы вы знали, я навсегда вам за это признателен. Да я знаю, Абди, я знаю. Ты добряк добрячный, ты не хочешь убивать, мы это уже поняли. Даже несмотря на то, что мы узнали, что ты у нас, оказывается, в прошлом серийный убийца не по своей воле, самое главное, что мы из этого выудили, не по своей воле. Подожди, Абди, а как же Бурис? Не похоже было, чтобы он тебя боялся. Кстати, да. О, вы ничего не знаете, да? Бурис очень старался делать такой вид. И я очень за это ему благодарен. Несмотря на то, что он все это время знал, кто я такой, он не боялся поворачиваться ко мне спиной. Так, Абди, а откуда Бурис знал, кто ты такой? Ой, я поклялся. Я же поклялся не говорить. Прошу, накажите меня. Я не должен был. Угу. Я, кажется, понял. Абди, ответь мне, пожалуйста. Бурис член той Фетуна? Да. Ой, черт. Поход на рынок придется отложить, Лолошка. Я все расскажу, только не здесь, пожалуйста. Так. На самом деле, я тоже до этого догадывался, я видел ваши комментарии. Лолошка, Бурис не просто рядовой в той Фетуне. Он соседняя голова Даны. Они самые непослушные участники братства. Всегда много спорили на собраниях, пререкались с остальными. И в отличие от остальных, Бурис и Дана преследуют свои цели, ставят их выше целей братства. Нет ничего удивительного, что они практически сразу открыли друг другу свои личности. У них завязался роман, и... Надо ли говорить, что отношения в братстве запрещены? Даже не знаю, они самые умные участники той Фетуна или самые глупые. Все это время они водят остальных за нос. Но при этом, Лолошка, если их поведение вскроется, их участи будут страшнее, чем сама смерть. Я лично приводил в исполнение такие приговоры для рядовых участников братства. Ох. Я не уверен, сможете ли вы понять меня или Буриса, но поверьте, он хороший человек. Он стремится к тому, чтобы люди в Мисре не страдали. Он видел, насколько я ненавижу то, во что Дана меня превращала. И именно он предложил мне спасение. Он сказал, что я смогу начать новую жизнь. Я смогу полностью забыть старую. Взамен я поклялся никому никогда не выдать его
и Дану. Бурис разбирается в людях. Это главный его талант, Лолошка. Я бы скорее умер, чем рассказал кому-нибудь про него или Дану. Но Бурис не мог предусмотреть, что я могу измениться. Предыдущий я не смог убить свою госпожу, хотя больше всего на свете этого хотел. Предыдущий я не рассказал бы о Гизире, Яде, своей истории. И предыдущий я не чувствовал бы, как разрывается сердце от предательства, на которое я пошел. Знаете, почему я привел вас именно сюда? Я знаю, насколько сильно подвел вас, Лолошка, скрывая все это время от вас информацию. И, знаете, я готов шагнуть вниз, если вы сочтете, что я заслуживаю такой судьбы. И я сейчас говорю это не как абт своему господину. Я говорю это как друг, который предал своего друга. У меня нет ничего дороже моей жизни, но мне не нужна такая жизнь, если вы не захотите быть моим другом. Ох ты ж, бляха-муха. Так, слушайте, изначально, когда я впервые увидел Дану и Буриса, я подумал о том, что вот эта золотая маска, это и есть Бурис. Уж больно хорошо у него скрыты руки, уж больно голос похож, а еще вот эта его любимая хара в начале предложения. Да, я сразу подумал, что неужели Бурис? Но тогда я решил промолчать, потому что сейчас могу какой-то, не знаю, ад в комментариях начать, мне этого не хотелось. По итогу вы сами этот ад начали, я это читал, я это видел. Спустя кучу времени становится понятно, почему Бурис все это скрывает, потому что он хоть и управляет тоефетунцами, но так как он против тоефетуна в целом, и он там скорее дезертир, ну понимаете, да, он ради своих личных целей не может никого использовать из тоефетуна. Потому что кто-то что-то может разболтать. Поэтому куда проще работать с теми, кто даже не знает о том, что он золотая маска. Ах, как же это все-таки сложно. Но давайте на чистоту, Абди. Я не хочу, чтобы ты умирал. Это слишком глупо. Друзья существуют для того, чтобы прощать. Я не могу до конца тебя понять, но я не готов тебя потерять. Эй, Абди, ты что, с ума сошел? Потерять такое ценное оружие в борьбе с тоефетуном? Ты мне нужен, останься. Отвратительный выбор. Дальше. То, что ты сейчас делаешь, Абди, это манипуляция. Ты ставишь передо мной намеренно радикальные варианты, зная, что я не позволю тебе умереть. Хороший выбор. А ведь это правда. Абди, друзья существуют для того, чтобы прощать. Я не могу до конца тебя понять, но я не готов тебя потерять. Прощать? Что? Лолошка? Я сейчас не был готов к тому, что вы меня простите. Я хотел, чтобы вы... Кстати, черная роза. Я же так и не показал вам, где ее искать, точно. Ой, сейчас. Вот, возьмите. Изучите это. Дана не хотела вызывать подозрений тоефетуна, так что здание даже не охраняется, но пока мы шли, я видел солдатов Амара на улице. Будьте осторожны. А теперь мне нужно на рынок за продуктами. Простите. Ладно, подожди-ка, а что? Чего? Почему тут резко появились солдаты? Вы что, издеваетесь? Я же даже одеться никак не могу, да? Так, вообще у меня есть пустынные ботинки, пустынный капюшон. Не знаю, насколько хорошая идея все это надевать. Что? Бляха, стойте! Нет, не надо, пожалуйста. Так, я не вижу по карте, куда мне надо. Я не вижу. Черт, маленькая карта. Отстаньте. Они бегут за мной. Тихо, молодые. Тут нет солдат, да? Все, я тогда в пустыню побежал. Отстань. Да они все еще бегут. Я, может... Видимо, мне их нужно одолеть, я понял. Ну давай иди сюда, получай, зараза. Долбаные солдаты Амара. Никто ничего не видел. Ладно. Посмотрим на карту. Значит, мы находимся... не написано, где мы находимся. В целом, у меня есть мини-карта, по которой я более-менее могу смотреть. Получается, вот это здание, это... Вот это здание. Если же мы пройдем чуть дальше вот сюда, то это как будто вот это здание, да. Как мне пройти? Ну-ка. Это не открывается. Я, кстати, вообще не совсем понимаю, мне правда сюда сейчас нужно или нет? Просто вполне себе вероятно, что... О, Абди. Что-то торгует, ладно. Так вот, просто вполне себе вероятно, что мне сейчас туда и не нужно. Ох, черт возьми, сколько солдат, а? Как пройти-то по пляжу? Да, наверное, так будет выгодно. Там еще один идет. Мы аккуратненько здесь проходим. Так, тихо. Ну, что говорить-то? Если начинать, то нужно, чтобы... А вот он, кстати. Привет. Лолошка, вот ты где. Где ты был все это время? Так,
гулял с Абди? Что-то случилось? Давайте сейчас не об этом. Мне нужно рассказать вам кое-что очень важное. Это, кстати, правда. Бурис — золотая маска. Не-не-не, Лолошка. Вряд ли это важнее того, что нам рассказал Синдбад. Именно, Лулошка. Слушай внимательно. Я считаю, что Бурис состоит в той Фетоне. Ну, подожди, ничего не говори. Сам подумай. Разве мог глава Тайного Братства просто забыть запереть дверь, а? К тому же леди Акетра сейчас рассказала, как Бурис очень удачно остался снаружи, когда вы спускались в подземный туннель и... Эй, стой, прости, Синдбад. Знаешь, я давно знаю Лолошку, и могу с полной уверенностью сказать, что его это вообще никак не поражает. Эй, что такое важное ты сейчас нам собирался рассказать? То же самое. Абди знал, что Бурис голова. Он рассказал мне об этом только что. Что? Батюшки. Подожди, знал? Реально? Абди все это время знал? Где он сейчас? На рынке. Я ему... Лолошка, ты что, серьезно? Отпустить его на рынок после того, что он тебе рассказал? Он так оплакивал Халиму, а ведь ее смерть и его вина в том числе. Мы потеряли скульптора из-за того, что Абди молчал о Дане. Мы потеряли Халиму из-за того, что Абди молчал о Бурисе. Эй, Сдерик, успокойся, пожалуйста. Я уверена, у Абди найдется тому пояснение. Лолошка, это ведь правда? Да, он мне объяснил. Я в целом цепочку логическую построил. Так, господи, да. Да, ребята, давайте просто помнить. Самое главное, Бурис помог нам сбежать на Гизире. И был одним из тех, кто помогал нам с динамитом на Шахтерских. Хотя сейчас я припоминаю, что изначально он был против этой задумки. Да, ведь и правда-то, ребята! Все это время он держался где-то поблизости, всегда был в курсе ваших действий. То есть, он просто использовал вас, ребята! Стой, Синдбад, ты тоже не кипятись. Не стоит забывать, что именно он остановил Дану от убийства. Ой, черт. Но я, честно говоря, сама ничего не понимаю. Так, ладно, давайте, вот, что мы знаем наверняка? Буриса сейчас здесь нет, так? Значит, у нас есть время в безопасности подумать, что с этим делать. Вот. Ну да, конечно. Относительной безопасности. Ты только что сам сказал, что по всему курорту ходят солдаты Амара. Эй, Сдерик, ты слишком жесток к своим близким. Это я-то жесток, это я? Скажите это тем, кого уже нет с нами. Я не понимаю, почему я единственный, кого это так тревожит-то, ё-моё. Почему все реагируют так, будто убийство это нормально? Черт! Неужели я единственный, кто понимает, что так быть не должно? Чего стоит каждый из нас, если их жизни забываются так легко, а? Эй, парень, замолчи немедленно. Замолчи, а не то что? Ну ладно, попробуем по-другому. Не то я отрежу кусок своей одежды и завяжу тебе рот. Как ты смеешь упрекать свою госпожу за то, что она недостаточно скорбит, Как ты смеешь решать за нас, насколько легко мы забываем чьи-то жизни, а? Я... Ну, стоило только взять и... Я, конечно. Задница ты, Ханзирья. Вы сами выбрали себе такую жизнь, Сдерик. Жизнь, в которой нет времени на передышку. Нет времени на проживание беды. С одной стороны, так действительно может быть проще. Можно попытаться убежать от себя, своих чувств. А с другой стороны, рано или поздно они все равно тебя догонят. Но одно я знаю точно, ребята. Срываться на своих близких не поможет. Это только оттолкнет вас всех. Кстати, ведь ты прав. Леди, простите меня, пожалуйста. Я не только позволил себе лишнего как Абд, но и не учел ваших чувств, как ваш близкий человек. Я ведь еще несколько часов назад обещал себе быть добрее и внимательнее к вам. Черт, а в итоге повел себя как полнейший идиот. О, Сдерик, мы все совершаем ошибки. Но если ты заслуживаешь моего прощения, то ты должен понимать, что его заслуживает и Абди. Понял. Эй, ребят, Абди также рассказал мне, где находится второй огонь Кнефмтити. Он все это время был здесь, неподалеку. Ну вот видишь, Сдерик, о чем я и говорю. Но... Нет, подождите. Я бы хотел сначала поговорить с Абди сам. Это может быть ловушка. Нет, я не думаю, что это ловушка.
Но сейчас все на эмоциях. Это, согласна, может быть опасно. Да, вот, и все порешали, молодцы. Всем просто нужно успокоиться. Да, Синдбад, я согласна. Мне сейчас нужно принять ванну и почитать что-нибудь расслабляющее. Джамиль сказал, что мы здесь в безопасности, и я верю ему. Той Фэтун, скорее всего, еще не знает, что лунный лук у нас. Пока что можем не переживать. Вот и порешали, вот славненько. Лолошка это, слушай, пойдем-ка подышим свежим воздухом, надо поговорить. Ладно, вы идите тогда. Мне нужно что-нибудь приготовить, чем-то занять себя. Ладно, Синдбад, что же ты хочешь мне сказать? Подожди, а там солдаты? Там солдаты Амара! Там солдаты Амара, алло! Вот они буквально друг в друга уткнулись и... Ладно. Эй, Лулушка, чё я точно и понимаю, так это то, что тебе не нужно позволять им ссориться. Какую бы охоту на огни ты ни вел, главный огонь всегда в семейном очаге, дружище. Проветри мозги, подумай, что ты будешь делать дальше, и только после этого делай. Ох. Никогда мне не вернуть Мусфиру. И ни дня не проходит, чтобы я об этом не жалел. Ладно, я приду к вам завтра. Чао, Лулошка. Чао. Чао, Синдбад. Блин, Синдбад каждый раз для меня раскрывается с какой-то новой стороны. Удивительный персонаж на самом деле. Стоп, что? Погоди, этого только что не было. Это Лейла! Это Лейла! Разговаривает с той Фэтунсами. Матерь божья, ты все-таки коза, а? Ну ты ж коза-то моя! Вот я как знал. А ну-ка, погоди. На всякий случай. Идрис, во что бы то ни стало, не дай добраться Акетре до лунного лука. Схвати ее раньше и приведи живой. Приведи живой! Черт, это очень важная фраза. Что ж, на этой детективной нотке, кто такая Лейла, мы, видимо, будем постепенно заканчивать. Что будет в следующей серии и как мы вообще смотаемся с Молотого моря и смотаемся ли мы вообще, узнаем, ну, опять же, в следующей серии. Ребят, я правда надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и подписываться. Это мега огромный буст мотивации. И сколько бы дней не прошло, сколько бы месяцев я не вел свой канал, становится всегда очевидным тот факт, что подписки, ваши нажатия на лайки, комментарии, положительные комментарии, комментарии с догадками, это всегда супер-мега-буст к мотивации. И с относительно недавнего времени, последние годы, эта мотивация не только для меня, но и для всей команды. Потому что я начал работать с командой. Еще раз благодарю. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Лейла Драная. Всем удачи, всем пока. Пока. Ну, я, пожалуй... Ты! Это же опять ты! Да как у тебя наглости хватает так заявляться сюда? Абди, убей его! О, черт возьми, да, ваши комментарии оказались правдой. Бурис — золотая маска. Вновь подтвержденная и официальная информация. Вот почему клетка с Синдбадом была не заперта. И вот почему той Фэтун можно победить. Потому что среди них есть наши. Да, я все равно доверяю Бурису и верю, что он наш. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы обязаны найти Буриса. Это точно. Представляете, я только к этому видео понял, что мы не видели Буриса уже более 6 серий. Это рекорд за весь сезон. И теперь, как бы зная, что он живет 2 жизни и как минимум пытается не спалиться в той Фэтуне, нам нужно как-то найти Буриса, не привлекая лишнего внимания. Но как это сделать, если за нами уже охота? Черт. Никак получается. О, и кстати, насчет охоты. Напомню, что в конце предыдущей серии Лейла, которая приютила нас, говорила с той Фэтунсами, черт возьми. Да, возможно, ее просто допрашивали, а возможно, она действительно та самая Лейла из записки, дающая указания даже серебрянолицым. То есть мы как минимум понимаем, что Лейла из записки является минимум золотой маской, иначе бы она не давала такие указания. Да, кстати, меня не палят, я в одежде Зарифа, все нормально. Пойдем проверим, Лейла все еще стоит? Лейла уже не стоит, хорошо. Так-то... Что? Так.
О май гад! Нет, нет, нет! Разыскивается Синдбад, разыскивается Сдерик. Так, подожди, если... О, черт. Да ладно. Я просто так смотрю на этот плакат, ребята. Я не он. Я не он, это точно. Так, погоди, а есть еще какие-нибудь? Вижу. Так, погоди, кто там? О боже, даже Акетра, вы тоже в шоке, ребята, да? Аж засосаться решили, ребят, давайте я помогу вам. Ну а домой-то мы можем зайти? Попробуем. Да, Привет. Не знаю, Сдерик. Я так волнуюсь. Просто я сердцем чувствую, что что-то случилось, понимаешь? Эй, тише, Хануф, успокойся. Все будет хорошо. Не переживай ты так. Ты же знаешь, на что наш Абди способен. Да разве даст он себя в обиду-то, а? Но ведь по всему курорту ходят солдаты Амара. Что, если он попался? Ну, что тогда? Тогда мы его спасем? Но, знаешь, Хануф, я сомневаюсь, что Абди понадобится наша помощь. Эй, Лолошка, что случилось с Абди? Ты последний его видел. Окей, нашли крайнего. Так, погоди, а чё было с Абди? Он мне рассказал про Буриса, и потом он пошел на рынок. Да, он же на рынок пошел. Ищем вариант про рынок. Хануф. Скорее всего, он попался страже. Против них он вряд ли смог бы долго выстоять. Надо срочно его спасать. Я боюсь, что он мог передумать и вернуться к Дане. Тогда в опасности не он, а мы. Хануф. Абди был довольно взволнован после нашего разговора. Может быть, он решил побыть один? Вот, точно, Лолошка. Он же, как и я, да? Он очень любит побыть один и все тут, просто когда сильно переживает. Вот помните, он после поездки на Шахтерские пару дней вообще из комнаты не выходил. Все будет Нет, Сдерик, перестань. Чего же он тогда в этот раз в комнате не заперся? Почему решил не возвращаться домой? Тем более, он должен был принести покупки. Блин. Ну, ладно, это действительно не похоже на него. Абди бы никогда просто так не ослушался приказа. Черт. Что же с ним случилось? Что? Слушайте, ребят, я уверен, с ним все нормально. Так, может быть, с кем-то можно еще поговорить? Сдерик? Нет. Хануф? Нет. Кстати, а проверим Лейлу. Лейла? О. Стоп. Так, а ты... А давай поговорим, кстати. Ой, сейчас, подожди. Привет. Знаешь, что-то ты так часто ко мне начинаешь заглядывать, что я начинаю думать, что ты втюрился в меня. Ты чего? Это ж просто шутка, не волнуйся. Я вчера видел вас в компании с людьми в масках. Не смешные у вас шуточки. Ой, простите, я просто действительно очарован вашей красотой. Я вчера видел вас в компании с людьми в масках. Что вы на это скажете? Чего? Эти белолицые, что ли? Поняла. Подруга сейчас сдает им свой дом. Она уехала в Нарфанис по делам. Так что я согласилась побыть домоправительницей. Вот так вот, Это очень хорошо, что у твоей госпожи есть такой ретивый раб, как Абди. У меня бы хара через кожу полезла, если бы мне пришлось сразу 2 дома убирать. Ой, блин, слушай, только не говори своей госпоже, что я такое сказала. Ладно. И, кстати, еще кое-что. Если встретишь Джамиля, передай ему, чтобы зашел ко мне, хорошо? Все-таки семья, столько времени не виделись. А сейчас я его не видела с момента, как вы приехали. Представляешь? Я им очень горжусь, знаешь ли. Устроился в Нарфанисе. Работает не кем-нибудь, а барменом. Это ого-го, какой ум надо иметь, чтобы общаться со всякими разными пьяными хандзирами. Так, ну ладно, что-то я заговорила. Все, иди. Если вопросов больше нет. О, есть, оказывается. Лейла, а где находится дом вашей подруги? А вы знаете, что это за белолицые поселились в доме вашей подруги? Хорошего дня, Лейла. Джамилю обязательно передам. Она стояла у дома, который был прямо на карте, да? Господи, ничего не видно? Господи, мне нужен свет, срочно. Факел убираем. Вот, смотрите, крестик, он находится посередине, и если вот так вот влево чуть-чуть посмотреть, то вот он, фиолетовый шатер. Может быть, она сдавала именно этот дом? Давайте как раз спросим. Лейла, а где находится дом вашей подруги? Так, господи, парень, чё ж ты так прицепился-то к ним, а? Не больные они ничем, я уточняла, не переживай. Ой, говорят, прибыли по какому-то там важному делу.
Да и вообще, мало ли причин людям не хотеть лицами светить, а? Ладно, парень, не знаю, зачем тебе это, но живут они в доме сразу за сувенирной лавкой. У него еще такой фонарь над входом висит. А теперь все, иди отсюда, не отвлекай. Ладно, спасибо. Слушайте, она рассказывает все так, как будто она реально, ну, никакая не золотая маска и вообще про туефетунцев слышит впервые. Слушай, Лейла, а то, что вот такие вот плакаты висят, тебя это никак не смущает? Ты не выходила из дома еще, да? Хе-хе. Кстати, а у меня вопрос. Абди разыскивается? Просто я сейчас увидел Синбада, я увидел Акетру, Сдерика, себя. А Абди? О, спасибо, Скоробей. Хоть один плакатик с Абди. Я хочу на это посмотреть. Пожалуйста. Так, может быть здесь? Нет. О, фонарь! Погоди, а как она сказала? О, господи, как она сказала? Сразу за сувенирной лавкой. Там еще фонарь висит. Сразу за сувенирной лавкой. Сувенирная лавка вполне реально это вот это. Продавец сувениров, да, здравствуйте. Глобус цвета сепии, коробочка, письмо в бутылке. Так, короче, где-то какой-то фонарь. Опа, разыскивается Акетра, Сдерик. Короче, Абди не разыскивается. И вполне реально то, что вот этот дом, да? Потому что он прям такой одиночный, с такой прикольной дверью, с таким фонарем. Ну-ка, попробуем зайти. Нет, не получается. Либо это все-таки не та дверь, либо потом по сюжету мы сможем зайти. Давайте, наверное, попробуем, кстати, кого-то еще найти. Например, Синдбада или Акетру. А еще Лейла сказала передать Джамилю, чтобы они увиделись. Джамиль! Давно тебя не видели, ты где? Ну или на крайняк хотя бы Акетра. Кто это? Что? Опять пришел трогать меня без спроса, да? Нет? Ох, как вспоминаю. Как тебе вообще могло такое в голову прийти, а? Я из-за этого всю ночь не спала. Волновалась, что ты можешь снова что-то учудить. Из-за этого, из-за того, что Абди так и не вернулся вчера с рынка. Лолошка, нам нужно пойти его искать. Только выйди, мне нужно переодеться. Ладно, понял. Что мне, просто подождать? Стоит. Что, мне прям выйти на первый этаж надо или как? Привет, ребят. Как у вас дела? Все так же? О! Слышу. О, Акетра переоделась. Вы сегодня восхитительно одеты. Так, девочки, мальчики, собрались. Все сюда. Сейчас, леди, сейчас. Да, леди Акетра? Да, леди. О, итак, ребята, поскольку Абди до сих пор не вернулся, вынуждена заключить, что он попал в беду. Я знаю, Сдерик, что ты злишься на него, и, возможно, даже считаешь предателем, но... Не-не-не, леди, вы чего? Я на самом деле много думал и понял, что тогда был слишком категоричен. Мы должны найти Абди, вы правы. О, вот и замечательно. Рада, что ты так думаешь, Сдерик, потому что я полностью с тобой согласна. Вот и все. Ну, наконец-то. Безопасность, закройся. О, привет, Синбад? ребята. Слушайте, у меня новости. Дана схватила Абди. Нет. Стоп, что? Дана? Она здесь, на курорте? Ну да, иначе как бы она схватила. Прибыла пару дней назад, как я понял. Причем, она действует очень скрытно. У меня даже создалось впечатление, что она, как бы... Ну же, Синбад, говорите. Не молчите, пожалуйста. Ну, так вот, ладно. У меня, короче, создалось впечатление, что она скрывает свое присутствие не только от нас. А, чего? О чем это ты говоришь, Синбад? Как ты вообще про Дану-то узнал? Не, вот это неловкая для меня история. Я не хочу об этом говорить. Синдбад, бога ради! Да, ну ладно, расскажу. Да, господи, ну как же вы это делаете-то? Опа. А, это когда мы с ним встретились? Еще в конце предыдущей серии, да? Или что? Да, это мы, короче, с ним встретились. В общем, вечером, после того, как я ушел от вас, я захотел немного прогуляться и предаться своими мыслями о... атмосфере. Синдбад, ты сейчас серьезно? Да, дамочка, не перебивайте, пожалуйста. Ну, короче, шел я, значит, любовался прекрасной луной и звездами. Настроение было романтическое. Как вдруг бам, поскользнулся на чем-то ужасно неприятном. Да, представляете, я поскользнулся на верблюжьей хоре. И не просто упал в нее. Я весь вымазался. Хорошая, добрая история. Так. Ну так вот, грязный и вонючий, я выглядел как выброшенный на улицу Абд. Я очень сильно ударился еще при этом, долго не мог встать. В конце концов решил, что все, так и умру прям там на улице.
Сидел, значит, вонючий, с больной задницей, проклинал за всю Мусфиру. А потом я почувствовал знакомый запах. Я этот запах смог различить даже сквозь вонь верблюжьего навоза. Уж я-то в этом спец, не сомневайтесь. Сено и яблоки. Да. Она не обратила на меня внимания, потому что... Да никто бы не обратил внимания на тот момент. Я, если что, не все слышал. Она говорила... Короче, я четко разобрал, что... Как там было? Я должна быть уверена, что никто из братства не знает, что я здесь. Вот так вот. Они не должны узнать о Розе. Вот. Я не видел человека, с которым она говорила, но он отчаянно кивал на каждую фразу. Видимо, это был какой-то там ее верный слуга или что-то типа того. Вот. Представляете, в какой-то момент мне даже показалось, что она меня заметила. Хотя я даже... Ребята, я даже старался дышать через раз, прикиньте. В общем, Дана отвлеклась на меня, потеряла бдительность, вышла на середину улицы. И в этот момент Абди ее увидел. Они примерно одновременно тогда заорали. Абди кричал что-то типа «Только не это, только не это!» А Дана кричала «Абди, Абди, стой на месте, паршивец, стой на месте!» Она в несколько прыжков оказалась рядом с ним, как настоящая хищница, ох. Я разве что моргнуть тогда успел, представьте. А потом она сказала слуге проверить вонючего нищего на другой стороне улицы. И я позорно уполз. Вот, пока была возможность. Я хотел ему помочь, да, я правда хотел ему помочь. Но что же я мог сделать-то в таком состоянии, сами подумайте. Я считаю, что верблюдам нужно запретить раскидывать свои дела где ни попадя. Вот что я решил. Ну ладно, понятно. Слушай, Синбад, скажи самое главное. Ты видел, куда Дана его увела? Да вы чё, серьезно, леди? Я себя спасал в тот момент. Мне там точно было не до этого. Не-не-не-не-не. Угу. И то есть ты пришел рассказать об этом только сейчас? Но как же вы себе представляете-то? Чтобы я заявился весь перемазанный и вонючий? Взгляните в мои честные сонные глаза. Всю ночь отмывался и стирал одежду. Потом, конечно, ненадолго прикорнул, там, ненадолго. И... Бога ради, Синбад! Ну, а что? А что, Синбад-то? Разве вы называете паршивцем того, кого собираетесь убить? Не думаю, что Дана собиралась его убить. Вот. Слушайте, ребят, извините, что встреваю. Вообще, если вспоминать все то, что Абди говорил, когда мы еще на Зеленом континенте жили, это именно то, чего Абди ждет. Он же постоянно говорил, что ему нельзя в Нар, потому что его там убьют. А ведь и правда. Теперь понятно, почему на самом деле Бурис высадил Абди, когда мы, помните, плыли на Гизиру. Ох. И где же нам теперь искать Абди-то, а? Так, может быть в доме, где хранится огонь, который с крестиком, нет? Так, разделимся и обыщем весь город. Абди рассказал мне, где Дана прячет черную розу. Наверняка они там. Я знаю, где прямо сейчас живут члены братства. Может быть, проверим там? Слушай, а у нас реально два пути. То есть, у нас есть Лейла, которая сдала, получается, виллу своей подруги Тойф и Тунсом. И в то же время есть какой-то домик с перекрестием. Черт! Блин, да это прям детектив какой-то, а я даже не знаю, что нажать. Ну, вообще, наверное, Дана это такой человек, который не будет жить с другими. Поэтому, наверное, она будет там, где черная роза. Давай все-таки я выберу вот это. Роза? Так а чего ж ты молчал-то все это время, Лолошка? Веди давай! Эй, стой, куда? Куда веди? Вы что, с ума сошли, что ли? Вы что, серьезно не видели, что по всему курорту висят наши портреты? Что? Нет? Да ты, блин. Ну, что я могу тогда вам сказать? Нас всех ищут! И идти такой толпой ни в коем случае нельзя. Я бы на вашем месте вообще готовился удочки сматывать отсюда. Во всяком случае... Я после появления здесь такого количества солдат Амара оставаться тут не планирую. О, вот оно как. И куда же ты направишься дальше, картограф? Да, не знаю. Может быть, на мыс Хэтентеп рвану, может быть, в Лазатеповый пролив. Я ж всегда так, иду туда, куда ветер дует. Поняла. То есть помогать нам вызволять Абди ты не планируешь, правильно? Так, че ж, в смысле нет? Я вот же пришел вам все это рассказать. Драться я не умею, местности этой толком не знаю, так как, лечился, вот, а не карты составлял. Но если наши пути снова пересекутся, я буду очень рад. Вот так вот. Что ж, ну иди.
И не путайся под ногами. У нас много дел. Да, ладно уж, Синдбад. Что я могу тебе сказать, раз ты уходишь? Удачи тебе! Да, Сдерик, да. Спасибо. Слушай, Лолошка, помни мои слова, дружище, которые ты слышал. Однажды забыв, можешь и не вспомнить. Что? Подожди, чего? О чем ты? Вот он и действительно ушел. Что ж, Лолошка, давай, веди нас к убежищу Даны. Так, ну вообще это не так уж и сложно, учитывая, что у меня крестик. Или подожди. Думаю, будет лучше, если мы пойдем с вами вдвоем, госпожа. Думаю, будет лучше, если мы пойдем со Сдериком вдвоем, госпожа. Думаю, будет лучше, если я пойду один, госпожа. Если мне на что-то намекал сюжет, то, честно говоря, я не понимаю, кого бы мне выбрать. Я один, наверное, могу сходить. Что? Ни в коем случае. Мы не можем отпустить тебя одного. Одно дело, когда ты ныряешь за луком под воду. Там-то мы точно ничем не могли помочь. Но если... Эй, госпожа, а чем мы можем помочь здесь? Госпожа, вы же понимаете, что Синдбад и Лолошка правы. И как бы мое сердце не волновалось за нашего Абди, я понимаю, что и вы, и Сдерик для Лолошки будете скорее... обузой. Пожалуйста, леди, помогите лучше мне собрать вещи здесь. У нас, конечно, мало что осталось, но мы должны быть готовы двинуться в путь, раз уж нас ищут. Ладно. Хорошо, Хануф. А ты, Сдерик, займись обедом. Ладно, сейчас. Ну ты славно. А ты, Лолошка, прошу тебя, просто будь осторожен. Идем, дорогая. Посмотрим, что у нас осталось. На самом деле, я думаю, что я правильно сделал, что пойду один. Потому что если я пойду со Сдериком, ну, чем он мне может помочь? Не знаю, курицу в рот запихает. А Кетра, конечно, крутая. У нее там всякие примочки в рукаве, типа кинжал, лезвие, она знает карате и так далее. Но как будто бы, раз уж у меня есть клык Роноса, и я в таком вот костюме, который не палится, как будто бы, да, я более чем неуязвим. Я сделаю все возможное, леди Кетра. Короче, давайте думать, догадать, куда бы нам бежать. Я так понимаю, то, что вот крестик находится с уровнем фиолетового шатра. То есть это вот здесь. Получается, нам нужно вот это место, но как я туда переберусь, непонятно. Сюда зайти я также не могу. Может быть, реально обойти и не париться? И тут можно обойти, кстати. Здрасте. Это было куда проще, чем я думал. Заброшенный дом. Ну-ка. Так. Ух ты ж, бляха. Это уже смахивает на какой-то хоррор. Броня какая-то. О, черт! О, черт! О, черт! Гребаные зыбучие пески! Черт возьми! Нет. Тихо. Долбаные ловушки, ты погляди, а! Но благо то, что это что-то внесюжетное, да? То есть я могу отсюда выбраться. Я же могу это поломать? Все. Бамбуковые шипы. С собой заберем, все будет нормально. О, надеюсь, меня никто не наругает за вот эти выломанные полы. Все, тогда обходим как-нибудь здесь. Супер, аккуратней. О, боже, бога ради, бляха! Тихо! Так, тут что это? Тут что-то как будто пройти можно. Это как раз-таки тут ловушка. Очень аккуратненько. У стрелы, кстати, стрелы можно подобрать. Отравление 2-го уровня. Тихо. Дана же получается здесь. Я правильно понимаю? Тут вообще кто-то есть? Ловушки тут как бы для кого расставлены? Я в итоге что? Абди ищу, Розу ищу или Дану ищу? Настолько все запутано стало. Но тут ничего нет. Так. Ну, я, пожалуй... Ты! Это же опять ты! Да как у тебя наглости хватает так заявляться сюда? Никогда бы не подумала, что Абд может быть таким бесстрашным. Кроме, конечно, тех, что служат мне. Абди, убей его! Нет, госпожа, умоляю, не надо. Что ты сейчас сказал? Я имел в виду, этот Абдон, он может вам еще пригодиться. Он же выкрал клык Роноса, ваш клык. Ну уж нет. От этого я хочу прикончить его еще сильнее. А клык, так и быть, я найду сама. Ладно уж, Абди, я поняла тебя. Крыса, займись им. О, нет. Что? Мать, что? Бляха! Тихо. Так, я понял. Ну, у меня вообще клык Роноса.
Ай, 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 понял, ладно, близко нельзя. Близко нельзя. Все нормально. Ай, ой, ой, а как ходить-то по этой зараженной территории? Так, давайте вот так вот аккуратненько. Ну давай. Давай. Понял, понял, через стены бьешь. Тогда я лучше к тебе. Лучше пусть он будет бегать за мной, потому что тогда он будет как-то, не знаю, замахиваться, и я смогу... Во, уворачиваться. Что это, господи, неужели гейзерский яд настолько жесткий? Это вообще что за меч у тебя? 300 хп, обалдеть. Нормально. Тихо, вот так отходим. Чё ж ты меня в спину-то не ударишь? Смотри, как она смотрит. Она с интересом наблюдает за мной. Она с жестким интересом наблюдает за этой битвой. Ей это прям в кайф. Черт возьми, как долго этот яд держится-то? А, еще эта долбаная выносливость постоянно тратится. Слушайте, а я сейчас умру. Так, постой там. У меня тут дискуссия, кушать или не кушать. Знаешь, я выбрал покушать. Вот. Подожди еще немножко сейчас. Черт, я из-за этой долбаной сытости, из-за этой... 3 минуты! Короче, я из-за этой долбаной сытости не могу нормально кушать, потому что голод тратится очень долго. Вперед! 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 Остается меньше половины. Все, мы не отравляемся. Сейчас обязательно кушаем, потому что сытость снова потратится. Как же клево то, что тут столько мини-боссов со своими эксклюзивными атаками. Но тем не менее, прощай. Не получилось. Что ж, я бы расправилась с тобой сама, но сейчас у меня нет времени этим заниматься. Вот это тебе никогда не достанется. Ты понял меня? Удачно вам тут сдохнуть, мальчики. Что? Эй, что происходит? Абди! Абди, бога ради! Абди! Абди, как? Что-нибудь! Абди! Что происходит? Ай! Мне уже больно. Черт! 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 Бляха-муха! Абди! Бога ради, нет! Неужели я никак не могу тебя поднять? Неужели ты... могу! Все, окей. Я думал, то, что ему суждено умереть здесь. Абди, 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 все будет хорошо, все будет хорошо. Выбегаем. Выбегаем. Как я Абди прям. Валим. Абди. Эй. Абди. Все хорошо. Так, давай его попробуем положить. О, все. Абди. Эй. Все, я больше не могу по нему нажимать. Пожалуйста! Проклятая Дана! Ложка, клянусь, я смогу. Я убью ее! Так, тихо, Абди, Абди, как ты себя чувствуешь? Что было в той шкатулке, которую Дана мне показывала? Это, видимо, та самая роза была, да? Перестань, Абди. Я видел, ты был готов напасть на меня по ее приказу. Кстати, я тоже это заметил. Я не нажму это, но я это заметил. Типа, Абди реально такой думал, что делать мне? В общем, он не решается убить Дану, но при этом он вполне себе, такое ощущение, мог на меня напасть, потому что Абди еще не до конца обладает своей волей. Фух, ладно. Что было в той шкатулке, которую Дана мне показывала? А вы так как думаете, Лолошка? Черная роза, конечно же. И нам лучше поскорее убраться отсюда, потому что очень скоро госпожа Дана поймет. Так. Потому что я у нее кое-что украл. Что? Это роза! Госпожа Дана много лет тренировала во мне устойчивость к разным ядам. Наверное, только поэтому я сейчас живой. Стоп. А как вам удалось выбраться? Да еще и меня вынести. Вы точно были избраны к Нефмтити, не иначе. О, ладно, я вроде бы в порядке. Может быть, давайте скорее домой? Да, окей. Подожди, ты выкрал! Что? Подожди, то есть, а как тогда там все в яде было? Она не активировала розу, она не могла активировать. Открыла открытую дверь, молодец. О, Лолошка, ты нашел его! Мы так волновались, Абди, как же я счастлива, что ты в порядке. Да что бы со мной случилось-то? Эй, расскажите нам, что там произошло? О, госпожа, я расскажу вам все в подробностях. Вы даже не представляете, как я счастлив быть дома. Только позвольте мне сначала поблагодарить Лолошку за спасение. Но наедине. Ладно. Смотри, все офигели, такие, чего? Что? Наедине? Отблагодарить меня в спальне? Что такое? Лолошка,
Простите, пожалуйста, что не смог убить госпожу Дану. Простите, простите. Простите, что я до сих пор называю ее госпожой. Мне очень сложно доказать вам свою верность, когда я до сих пор не избавился до конца от ее цепей. Прошу, просто пусть это останется между нами. Я выкрал у госпожи Даны розу, чтобы доказать вам, что я на вашей стороне. Я никогда вас не предам. Я никогда, клянусь. Спасибо, что спасли меня. Вот. Возьмите. Это ваше. Обалдеть, чел. Я как в самом начале сезона говорил, что ты охеренный персонаж, так ты все еще самый лучший персонаж. И все, начал что-то рассказывать, да? Так, получается, между нами то, что происходило там, но при этом я же как-то должен буду поведать о Черной Розе. Узнать о реликвии можно больше на столе исследователя. Офигеть, то есть она пока что без всего. То есть мне ее нужно изучить при помощи столика, который я взял. Благо я взял. Ну-ка, проверяем. Черная Роза Кнефмтити. Один из огней. Легендарных артефактов, разбросанных по всему Мисру. Созданный богиней смерти, этот цветок дарует своему владельцу власть над павшими. И у нас есть целых 3 способности, вау! Живая плоть, мертворождение. Звучит на самом деле... так себе. И костяной костер. Я, наверное, прямо сейчас не буду ничего из этого читать, потому что... ну, на это уйдет слишком много времени. Ну вот, и тогда она натравила на Лолошку крысу, своего верного слугу. Как отчаянно и храбро сражался Лолошка, вы бы видели. Ой, спасибо. Все так удивлены, О, ничего себе. Один с Дерек такой, ну да. Понятно. Короче говоря, да, про Черную Розу мы обязательно узнаем, мы все это почитаем. Но на этом я буду постепенно заканчивать. Это просто сногсшибательно. То есть Дана сбежала, но при всем при этом она уверена, то, что вытравив какой-то яд, видимо, у нее какая-то кнопка была в столу или что-то подобное, она нас убила. Но нас так просто не убить. Хе-хе-хе-хе. Я мироходец, на меня не действуют яды, практически. Что мы в итоге еще переживем на этом Молотовом море, опять же узнаем в следующих сериях, но я очень надеюсь, что вы уже поставили лайк этой серии. Ребят, правда, ваши подписки, ваши лайки, самый большой буст мотивации, напомню об этом уже... 1000-й раз как минимум, но это все еще правда, и скорее всего через день, через неделю, через месяц ничего не поменяется. Это все еще будет самый лучший буст к мотивации, а я и вся команда пытаемся эту мотивацию вкладывать в процесс разработки. Я думаю, вы и сами это замечаете. Спасибо за вас. Вот. А если вы здесь впервые, то вы можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, Спасенная Абди и Черная Роза Кнефмтити. Всем удачи, всем пока. Пока. Всю нашу жизнь у нас с женой был секрет успеха. Талисман, который, как мы верили, всегда приносил нам удачу в плаваниях. Рассказать тебе, где я спрятал нашей с женой сокровища? Что? Я знаю, что госпожа Дана мечтает найти способ использовать Черную Розу. Этот могущественный артефакт Кнефмтити содержит силу, которая способна воскресить мертвого. Что? О, черт. Ловушки, драки, отравление, встреча с Золотой Маской Даной, спасение Абди, спасение самого себя и, наконец, Черная Роза Кнефмтити. Фух, предыдущая серия богата на события, это точно. Правда, меня не покидает ощущение, что пора бы, наверное, валить отсюда. Да и вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка, добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка, добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы сразились с Золотой Маской по имени Дана. Ну, почти сразились. Если говорить точнее, то благодаря истории Синдбада о том, как он извозился в говне, мы узнали, куда пропал Абди. Далее сложили 2 плюс 2, поняли, куда идти, и бам, наткнулись и на Абди, и на ту, кто все еще официально им владеет. Ясен-красен, отдавать Абди и при этом оставлять живых свидетелей Дана не хотела, поэтому нам пришлось сразиться с ее, не побоюсь этого слова, достаточно мощным противником. Я в моменте даже чуть не проиграл. Короче, подрались, победили,
победили, Дана сбежала, пустила яд в комнате, ну а я, как мироходец, на которого яд особо не действует, спас и себя, и Абди. Вот только внимание, во всей этой истории Абди тоже не лыком шит. Пока никто не видел, он выкрал артефакт под названием Черная Роза Гнев Мтити. Да-да, это тот самый огонь богини, с которым так и не смогла совладать Дана. Об этом нам говорил Абди. Напомню, что когда мы только получили цветок, мы тоже не понимали, как он работает. Но стол исследователя все порешал и... та-да-да-дам, куча способностей. Например, живая плоть. Любое живое существо, убитое владельцем розы, имеет шанс воскреснуть в виде сгустка из плоти и костей, некой омерзительной насмешки над жизнью. Улучшение повышает шанс воскрешения. То есть мы можем из любого моба создать... что, костяного себе какого-то союзника? Причем не просто костяного, а еще и обвешанного плотью. Да, звучит так себе. Ладно, идем дальше. Мертворождение. Поднятые силой Черной Розы останки имеют волю к жизни. Каждый сгусток плоти имеет шанс продолжить существование, даже если был разорван на кусочки. Улучшение увеличивает размер сгустков, шанс деления, а также количество кусочков, которые могут выжить. Честно говоря, я это сейчас прочитал и ничего не понял. Ну ладно, далее костяной костер. Сила богини смерти позволяет владельцу розы поддерживать собственную жизнь, сжигая в неестественном пламени цветка кости мертвецов. Поместите кости во внутренний буфер цветка, и при получении урона кости будут сгорать. Улучшение увеличивает поглощаемый урон. То есть это такая защита. Погоди, а как мне, куда мне кости поместить? Как открыть? Что? Мне, наверное, нужно изучить, да? Костяной костер. Да-да-да, вижу, у меня нулевой уровень, и мне, получается, нужно прокачать... Йоу! А это ж дорого. Так, ну, допустим, я трачу 2 серебряных скоробея. Раз, 2, получаю 1 очко. И далее могу прокачаться, да? Мне еще 15 опыта надо. Подожди, у меня 0 уровней. Ладно, видимо, еще успеется. Роза, иди сюда. Проверим, как это работает. В любом случае, она работает тогда, когда просто находится в инвентаре. Заметил, кстати, то, что дома никого нет, кроме Сдерика. Привет, Сдерик. Что ты готовишь, да? Вкусненько пахнет, вкусненько. Поговорим, кстати, ну-ка. Да? Лолошка, я занят. Ну ладно. На втором этаже все так же никого. Так, погоди, а что если здесь? Нет. Акетра, Джамиль, Лейла. Вообще никого. Я не понимаю, почему просто все... Что? Что? Ребята, я сейчас немножко мысленно поперхнулся. Какого черта? Вилли? Почему тут Вилли? Так, стоп, блин, тут еще и мой плакат. Ты почему не в Нарфонесе? Эй! Батюшки, кто это передо мной, если не сам Лолошка? Да, привет. Вот уж кого я точно не ожидал встретить ранним утром на курорте, так это тебя, парень. Я то же самое про тебя могу сказать. Ну давай, рассказывай. Ты какими судьбами-то здесь, а? Может быть, прогуляемся чуть-чуть? Пойдем. Ладно, давай. Ох, Лолошка, представляешь, меня вот взяли на рыбацкую подработку. Очень уж Нинелька меня моя вдохновила. Конечно, теперь придется надолго оставлять семью, но мы общаемся, это точно. Пишем друг другу письма и... Что ты так на меня смотришь-то? Это мы сейчас бедные. Если ты помнишь, раньше мы были чуть ли не знатью. Конечно же, я умею писать и читать. И Нинелька моя умеет. Это все благодаря тебе, парень. Это все благодаря тебе. Ой. Знаешь, я все никак не мог побороть свою гордость. Принять, что мне больше не быть капитаном-то. Но благодаря тебе я понял. Я должен стараться как минимум ради детей. Я пропускаю очень многое в своей жизни только из-за своей долбанной глупой гордости. Так вот, и страдаю-то я от этого не один. Еще раз, спасибо тебе большое, Лолошка. Знаешь, Нинель сказала мне, что она рассказывала про наши с ней путешествия. Какие же все-таки прекрасные были времена-то, ох. Если бы я только мог вернуть свою лицензию. Знаешь, я ведь им не отдал свой корабль. Они требовали, чтобы я отдал. Но нет. Я его спрятал. И сказал, что моя команда его у меня украла. Откуда ж им было знать, что мы с Нинель управлялись почти все время вдвоем?
Никто бы никогда не поверил, что таким огромным кораблем можно управлять без команды. Вот и фараоновы прихвостни так думали. А, погоди, у тебя все еще есть корабль? А чё ж ты его не продал? Всю нашу жизнь у нас с женой был секрет успеха. Талисман, который, как мы верили, всегда приносил нам удачу в плаваниях. Он всегда висел на носу корабля, указывая нам путь. Ох, боюсь, пришло время признать, что былые времена не вернуть. Ты молодой, знаешь, ты бы мог продолжить наше дело. Или заняться чем-то другим. Но я уверен, парень, корабль бы тебе явно пригодился. Так что думаешь? Как тебе мой намек? Рассказать тебе, где я спрятал наше с женой сокровище? Ты очень много сделал для меня и моей семьи, парень. Я очень, прям очень хочу тебе отплатить. Так что даже не думай отказываться, понял? Все равно я теперь постоянно на рыбацкой лодке. Нинель все время в швейной или на рынке. Сын получает образование, знаешь, хочет быть врачом, кстати. Дочурка потрясающе готовит. И я уже даже взял богатый господин кухаркой. В общем, как ты уже понял, у меня не убудет. А тебе с госпожой будет проще от солдатов Амара убегать. Хе-хе-хе. Удивительно, что ты на улицу не боишься выходить. Твое ж лицо повсюду расклеено. Ай, ладно, что это я? Ладно, возьми. Вот тут, в Лазотеповом проливе, я свою красавицу-то и спрятал. Ты найдешь ее в корабельном гроте. Еще раз спасибо тебе за все. Ну, в общем-то, мне работать пора. Я пока еще тут, но буду рад, если еще пересечемся. Да-да. Чао. Что? Вы понимаете, я буквально ничего не сказал. Вот это тот самый момент, когда моя молчаливость максимально абсурдная. То есть она настолько огромная, что в этот раз я даже ничего не сказал, а мне тут корабль подарили. О, кстати, все, Вилли исчез. Карта Лазотеповый пролив. Открывает новые области на карте мореплавания. Вау. Так, погоди, то есть это надо использовать? Хотя давайте пока не будем использовать, оставим эту карту себе. Но самое главное, что нужно учитывать из всего текста Вилли, это его повторение про нос корабля. У нас с женой был секрет успеха. Талисман, который, как мы верили, всегда приносил нам удачу в плаваниях. Он всегда висел на носу корабля, указывая нам путь. Я думаю, не тяжело догадаться, что сюжет ярко намекает, что это какая-то очень важная штука, и... Я думаю, также не тяжело догадаться, что речь об огне. Они не знают то, что у них на носу корабля висел как минимум магический артефакт, а не просто какой-то там духовно богатый. Но все это не имеет никакого значения, потому что у нас ни Акетры, ни Сдерика, ни Абди, просто все вдруг резко пропали. А, хотя погоди, может быть теперь со Сдериком и надо поговорить? Эй, Сдерик, здорово. Народ, встаем! Да, она уехала! О, Лолошка, привет! Она уехала! Воу! Кто ты сказал? Что? Кто сказал Дана? Кто? Что-то срочное. Боже, что происходит? О, Синдбад, ты совсем сдурел, что ли? Кто так вообще делает? Ты же только что всех перепугал! Да, леди Акетра, если бы я был вашим врагом, знаете, я бы так громко о себе не заявлял, это точно. Да и к тому же, разве это не прекрасные новости, а? Для всех вас! Ну, господи, прекрасные. Только мне нужно переодеться. Ну ладно, пожалуйста. А я еще удивился, че это леди в таком странном платье? Да и- Господи, молодой человек. Но неужели вы не знаете, что в приличном обществе Что? нам... Прилично. Слушайте, дамочка, я этому приличному обществу вчера рассказывал, как поскользнулся об... Эй, Синдбад, прекращай. Да, ну ладно. Я уже... Короче, я уже не могу произвести впечатление хуже. Вот к чему я веду. А тут ты! Хара! Какая же невоспитанная молодежь сейчас пошла! Это просто отвратительно! Это уму непостижимо. Ну, Как же такие рождаются вообще? Не понимаю. Ну, ладно, знаете, хорошо, я признаю. Возможно, вся эта сцена того не стоила. Но я просто рад, что впервые спасают не меня, а Абди! Вчера атмосфера была слишком гнетущая, чтобы демонстрировать радость. А сейчас, по-моему, вышло самое то. А вы что думаете, а? Эй, Синдбад, пожалуйста, не торопись. Ты уверен, что госпожа Дана покинула курорт? Ты еще спрашиваешь, серьезно? Да я сам это видел. И как это ты так видел? О, ну, как бы тут рассказать-то? Возможно, мне просто повезло, а возможно, я всю ночь сидел и следил за ее домом.
видел, как она вышла из заднего входа через какое-то время после того, как вы зашли. Дальше натянула капюшон, убила проходящего мимо ни в чем не виноватого торговца. Что? Да-да-да, вот и я о том же. Села на его верблюда и поехала куда-то на восток. Я, знаете ли, некоторое время следил за ней, но когда она выехала за пределы курорта, я понял, мне за ней не угнаться. Нет. Ну, как бы, если она действительно держала в тайне от братства, что была здесь, то это все неудивительно. Она не хочет, чтобы братство заподозрило ее в чем-то. Ей и так особо-то не доверяют. Угу, то есть, Абдика, и чё же она тут тогда делала, а? И почему состоит в той фетуне, если не хочет их слушаться? О, все проще, чем ты думаешь. Госпожа никого не хочет слушаться. И не слушается. Тоефетун скорее находится с ней, знаете, во взаимовыгодном сотрудничестве. Они стараются держать систему, в которой все на равных. Достигается это за счет того, что никто не знает, кто скрывается за остальными масками. И за счет того, что все золотые маски считаются равными между собой. Но... Нет. Это, конечно, все хорошо звучит, но по факту совсем не соблюдается. Серебряные маски, или ноги, как их чаще называют, раскрывают свои личности, и каждая голова считает себя важнее других, и все время норовит узнать про остальных. Тоефетун — это могущественная тайная организация с сотней последователей, но за все эти годы своего существования она сильно, скажем, ослабла изнутри. Какие подробности. И как же они тогда продолжают держаться вместе, по твоему мнению? Почему до сих пор эта тайная организация не развалилась? Их держит общая цель, Синдбад. Опа! И какая же это цель? О, вот тут, прости, я сам понятия не имею. Они хотят найти все огни, а зачем и для чего они нужны, мне неизвестно. Я знаю, что госпожа Дана мечтает найти способ использовать черную розу. Она думает, что только Тоефетун может в этом помочь, поэтому и присоединилась к ним. О, сколько ж ты знаешь-то, а? Что такого может делать эта черная роза, а? По легенде, этот могущественный артефакт Кнефмтити содержит силу, которая способна воскресить мертвого. Считается, что когда-то давно боги жили среди людей, и Кнефмтити подарила эту розу своему возлюбленному, вдохнув в нее силу на спасение одной души от смерти. Но ее возлюбленный не знал об этом, отверг ее, а розу просто выбросил. Вот так вот. О, это какая история! История совсем как у меня с Мусфирой. Ой, ты погляди на него. Неправда, Синдбад. Та история, которую ты мне рассказывал, совершенно не похожа. Да, зачем же вы так... У нас тоже была любовь, а значит, похоже. Ладно. В общем, Дана, значит, поспешила отсюда убраться, да? Наверное, нам стоит последовать ее примеру. Мы нашли целых 2 огня. Тоефетун не знает, что лунный лук у нас. А это означает то, что... Это означает, что у нас есть преимущество. Простите. Ладно. Так, ребята, куда лучше всего нам сейчас отправиться? Как вы думаете? Вау, и именно я могу ответить? Так, мы можем отправиться в Лазотеповый пролив. Мне Вилли дал карту. Теперь, когда у нас есть клык Роноса и лунный лук, мы можем попробовать победить монстров в Дидинахвамдисе. Если честно, я считаю, что нам лучше сначала разобраться с тоефетунцами, которые сейчас здесь. Я думаю, что вот это пока что нет, ибо мы знаем как минимум местонахождение еще одного огня у Вилли. При этом это мы еще можем наверняка сказать. Мы по-любому об этом скажем. Я прям уверен, что по сюжету это само по себе как будто обязательная часть. Я считаю, что нам лучше сначала разобраться с тоефетунцами. Что? Знаете, да, я согласен. Это хорошая мысль. Так мы сможем не опасаться преследования. Но подождите, они ведь не знают, что мы уже нашли лук. Значит, продолжат его искать. Вам не кажется, что это слишком жестоко? Госпожа, вы уж простите меня, но это не жестокость. Жестокость — это то, что люди братства сделают с нами, если смогут нас поймать. То, что предлагает Лолошка, это способ снизить вероятность того, что жестокость случится. Что такое, Сдерик? Ты тоже так думаешь? Как бы сказать-то... Вы, если честно, Абди больше всех нас знает про братство, так? И меньше всех любит насилие. Если он считает, что стоит задержаться, чтобы обезопасить себя от преследования, то я с ним согласен.
Мальчики, но что будет с вами, если вы сами попадетесь? О, это я отвечу, это я. Вообще, ребят, сейчас они явно не ожидают атаки с нашей стороны. На месте Тои Фетуна я бы вообще никогда не ожидал атаки. Потому что это ж каким дураком нужно быть, чтобы нападать, типа... Ну, ладно. Я уже понял, мне стоит замолчать. Ну хорошо. Если вы считаете, что так лучше, то так и поступим. Однако действовать нужно быстро. Солдаты фараона здесь появились явно не просто так. Сдерик, мы с тобой тогда еще раз все изучим, что у нас есть по огням, и после определим, куда двигаться дальше. Эй, еще раз простите, а можно я вам помогу, а? Поможешь? Ну да, а что? Я же тоже кое-что знаю вообще-то. Нам уже давно пора объединить наши знания. Да, конечно, Синдбад. Если честно, я даже не сомневалась, что ты захочешь присоединиться. Ну что ж, ладно тогда. Лолошка, я схожу на разведку, а потом мы с вами придумаем план. Только скажите, пожалуйста, вы знаете, куда идти? О, папа, и смотри, какой у меня выбор. Дом с фонарем над входом, сразу за сувенирной лавкой. Это мы узнали благодаря Лейли, помните? Мы у нее спросили, где получается дом ее подруги, которая сдала Тои Фетунцам свой дом, опять же. И мы узнали, что это дом с фонарем над входом сразу за сувенирной лавкой. Либо можно, без понятия, надо спросить у Лейлы. Наверное. Я думал, ты у нас знаток по Тои Фетуну, Абди. Ну, короче, самое первое, самое крутое. Дом с фонарем над входом сразу за сувенирной лавкой. В общем, вы тогда подходите туда через пару часов. Только будьте осторожны. Я побежал. О, господи. И просто реально все разбрелись. Ладно. Хану все это послушала и подумала, ну, я повяжу, наверное. Кстати, поговорим. Лолошка, пожалуйста, позаботься об Абди. Я не переживу, если с ним тоже что-то случится. О себе тоже позаботься, конечно. Вы оба будьте осторожны. Люди в масках очень опасны. Хотя вы с ним это лучше меня знаете. Зачем же я это говорю? Надо. На самом деле, я понимаю то, что это, видимо, очень опасный квест. Если даже Хануф мне это сейчас сказала, то это означает, что, видимо, кого-то можно потерять по сюжету. Поэтому надо действовать реально предельно осторожно. Итак, что мы знаем? Мы знаем то, что наша Роза может воскресить кого-то. Эта штука воскрешает мертвого. Уж как-никак мы поняли, что это не какие-то сказки, ибо Кнеф Мтити буквально возродила Зарифа. Так что то, что у нас теперь появилась такая могущественная сила, это реально очень круто сыграет на сюжете. Ну-ка. Ой, сюда не могу зайти, кстати. А что там происходит? Кетра. Точно! Они же готовятся, они узнают, у них, видимо, книги. Ладно. Мне нужно через, как он там сказал, через пару часов прийти к тому самому дому с фонарем. Ну-ка, обходим. И во! Либо это вот этот дом с фонарем, либо, если мы посмотрим еще чуть дальше, то там тоже будет такой же фонарь, и это снова, ну, полноценная дверь. Возможно, кстати, где-то здесь можно будет зайти. Я просто не вижу конкретного фонаря, я вижу только вот такие огоньки. Это же не огонь. Что? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Кара, это ты? Прости. Кажется, я... не угадал. О, боже. Возьми это. Отправляйте с сыном в Нар. Что? Живите счастливо. Обалдеть. Это тот самый торговец? О, господи, это реально тот самый торговец, которого убила Дана и забрала его верблюда. Подожди, а что я... Я 156 утенов получил. О, господи, мне просто кажется, что сейчас вот эти 156 утенов, которые я получил, не стоят той эмоциональной бомбы, которую я... Ну, получается, ощутил. Покойся с миром. Спасибо за деньги. Так, в доме у нас тем временем ничего не меняется. Зайти я сюда могу... Ой. Привет. Что это ты делаешь? Поговорить, если что, я с ней не могу. Я не понимаю, что мне в итоге нужно сделать, чтобы я смог пойти. Мне реально нужно просто 2 часа подождать. Понятное дело, то, что 2 часа здесь, это не 2 часа реального игрового времени. Непонятно. Я понял, забейте. Мне уже сюда. Привет, Абди.
Лолошка, тихо. Они там. Внутри 5 белых и 1 серебряный. Остальные где-то на берегу, как я понял. Кажется, нам помогают боги, потому что часть из них затонула в каком-то батискафе. Не знаю, что это, но это и не важно. Нам это определенно на руку. Предлагаю такой план. Я устраню всех белолицых, а вам нужно будет победить Серебряного. После этого я останусь на входе сторожить, а вы попробуйте найти информацию. Вы как, готовы? Так, сейчас, прежде чем отвечу, вы поняли, да? О батискафе нам рассказывали 2 человека и говорили о том, что один из них хотел погрузиться в батискафе под воду, но не смог, потому что все туры были выкуплены. Вот кем они были выкуплены. То есть фетунцами. Так, ладно, в любом случае, да, я-то в целом готов, меч при мне, еда разве что. Да простит меня Кнев Мтити, да простит она мне мои прегрешения, да сопроводит она меня в бою. Фух. Вперед, Лолошка! За мной! Уф, какой решительный Абди. Ну давай! Что нам все... Ага, я понял. Какого черта происходит? Идите! О! Лолошка, идите быстрее! О, ни хрена, уже так быстро! Я помогу! А, я не могу помочь. Все, ладно. Ну давай! Меня Кнев Мтити. О май гад. Здравствуйте, серебрянолицый. Не думал я, что вам хватит наглости сюда заявиться. Солдаты Амара были правы, когда заявили, что вы здесь. Но вам никогда не добраться до лунного лука. Даже не мечтайте! Твоя госпожа, видимо, считает себя невероятно крутой и опасной. Ха. Но если бы кто-то спросил меня, я бы открыл им глаза, что она обычная, избалованная богатая девчонка, которой скоро укажут на ее место. Она думает, что нацепить на голову золотые кошачьи ушки — это мило и оригинально. Интересно, как она чувствует себя сейчас, когда ни одной из ее любимец не осталось. Ничего, ничего. Братство и не с такими справлялось. Вы для него просто пыль под ногами. Досадное недоразумение, которое скоро будет устранено. Больше не будет абдов, которые позволяют себе подавать голос без разрешения, и женщин, считающих, что им дозволено поклоняться Хетентепу. Мы искореним всю заразу из Мисра, даже не сомневайся. И начну я с тебя. Окей. Как ты медленно ходишь. Видимо, это мое преимущество должно быть, да? А лук-то у меня, кстати, бе-бе-бе-бе-бе. Получай, зараза. Получай. О, тихо! Тихо, прыгать надо, я понял, все, я уже догадался, что нужно прыгать. Думается мне, что это будет простой бой. Так, аккуратно бьем. Тихо, все. Слушайте, а уклоняться-то вообще 500 хп, ни хрена. Тихо, слушайте, 500 хп это сильно. И после каждого удара он что-то делает, да? Не, ну в целом он на меня накидывает замедление, я это замечаю. Но мне не так уж и страшно драться против него, потому что я буквально просто подхожу. И так как он не особо, быстрый, вы это сами видите, я могу без проблем с ним расправляться. Что ты встал? Тихо, понял. Сколько? Что? Ни хрена себе, сколько он сносит! Обалдеть, это всего лишь за гребаный 1 удар! Все, я понял, в чем его преимущество. Уклоняться надо супер быстро и супер жестко. Сейчас, погоди. У меня буквально 1 хп осталось, вы видели это? Тихо! Я не хочу проигрывать. А я еще думаю, да ладно, это будет простой бой. Тихо. Как же хорошо, что у меня есть еда, которая позволит отрегениться. Кстати, а у меня, по-моему, вино дает регенерацию, да? Да, смотри. Реген на 45 секунд. Все, сюда. Так, теперь аккуратненько. Отбегаем. Снова бьем. Половину хп мы уже снесли. Молот, видимо, у тебя очень огромный. Ой, в смысле, тяжелый. Добавлю то, что клык Роноса — это реально имбовая штука, которая позволяет и отравлять, и бить быстро, потому что скорость атаки высокая. Буквально 2 удара. Последний. Нет! Последний! Все! Черт. Знаешь, почему мы все равно сумеем победить? Потому что у нас есть цель. А вы даже не знаете, зачем вам нужны огни. Вы даже не знаете, где находится отправление. Ваша борьба бессмысленна. Что? Подожди, что ты сейчас сказал? Вы не знаете, где находится...
Отправление? Что это? Черт возьми! Это же что-то очень важное! А вы даже не знаете, зачем вам нужны огни. Вы не знаете, где находится отправление. С большой буквы даже написано. Так, хорошо. Сюжет нас продолжает удивлять, это факт. Но давайте посмотрим, что у нас здесь. Опа, нифига. Это даже не пустая... не пустая локация. Железный скоробей. Стоп, чего? Я могу взять скоробея? И я могу его типа использовать даже? Ну-ка. Вау, да ладно! И типа он мне даже засчитался, да? Сейчас у меня 16 скоробеев. И, допустим, я вот еще одного использую. Да, стало 17. Это первый раз, когда мы нашли скоробей в сундуке. Так, здесь у нас свиток мудрости. Дарует 1 очко пассивных умений. Чего? Чего? Я походу понял. В столе исследователя, да? Блин, а я стол исследователя оставил там. Так, еще. О, письмо. Мне доложили, что ты продолжаешь сохранять мои письма, хотя я четко дала понять, что их нужно сжигать. Я начинаю думать, что ты под меня копаешь. Ноги не должны себе такого позволять. Эл. Лейла. Да, и после этого она перестала себя подписывать как Лейла. Опа-на. Ну-ка. Надеюсь, что ты больше никогда не позволишь себе подать голос на собрании. Ты должен понимать, что род есть только у голов. Если это повторится, тебя больше не пропустят на общее собрание. Однако твоя помощь в обнаружении щита не прошла незамеченной. Ты будешь вознагражден. Но больше так не делай. Вау, вот это я тоже, пожалуй, возьму. Офигенная информация. Возьмем пока что куда-нибудь вот сюда положим. Опять же, это Лейла написала. Но я все больше начинаю понимать, что Лейла, которая сдала нам дом, ну точнее, дала нам пожить, и Лейла, которая в этих письмах, это разные Лейлы. Так, и тут у нас еще письмо. Какой-то энтузиаст предлагает испробовать свое изобретение по подводному погружению. Проверьте на обычных жителях и пробуйте сами тоже. Мы должны найти лук до того, как девчонка доберется до него. Нет, это Лейла, которая сдает нам дом. Потому что откуда она может знать, что какой-то энтузиаст предлагает испробовать свое изобретение по подводному погружению? Видимо, когда мы вернемся домой, что-то произойдет. Ладно, пока что мы сохраним эти письма, обязательно. Здесь поклоняются Роносу, это мы уже заметили. Так, а здесь? Ну-ка. Еще письмо, да господи. В ближайшее время бог-фараон объявит господство Монту над Роносом. Я уверен. Прекращайте свои поганые проповеди на курорте. Побойтесь божьей кары. Салман Муджалид. Ой, как давно я о нем не слышал, кстати. Так, ладно. Письмо с Салманом мы точно сохраняем. Железного скоробея берем, используем. В итоге, что такое, как он там назвал, отправление, пока что неизвестно. Но может быть об этом знает Абди, кстати. Ой, тут еще письмо. Как только добудете лук, немедленно возвращайтесь в Нарфанис. Курорт не должен пострадать. Лейла. Может быть, кстати, это и не Лейла. Может быть, я сам себе накрутил. Но, скорее всего, это она. Утены опять же берем. Флейта не надо. Ну-ка. Это было прекрасно. Положу-ка я, наверное, это к себе в золотой рюкзак, понадобится на будущее. Также здесь у нас 2 скоробея, мы их берем. Письмо, 3 скумбрии, 4 пучка зелени, 4 бутылки вина, виноград, свежие лепешки и рис. Так, ну... Ладно, возьмем. Капец, у меня сюжетный рюкзак уже полностью забился. И мне, самое главное, некуда даже одежду положить. Надо бы его расширить, это точно. Ничего из этого мне больше не пригодится, поэтому... Эй, Абди, как у тебя дела? О май гад. Упокой их души, Кнефмтити. Даруй им то счастье, что не смогли они найти в этом мире. Кнефмтити, прости за мои прегрешения и прими эти души как жертву, а не оскорбление. Прости меня, великая богиня, прости меня. Тебе что-то удалось узнать, Лолошка? Если что, я выяснил, что никто из них толком не умел драться. Я бы не хотел снова привыкать к дракам и крови. Меня пугает, насколько я в этом хорош. Очень пугает. Давайте просто уйдем отсюда поскорее. Тут пахнет смертью. Окей, слава богу, я все письма забрал. Как же хорошо. Ой, мы уже здесь. Все еще читаете? Дерек, смотри, вернулись. Ребята, все в порядке? Да, леди Акетра. Мы со всеми расправились. Все прошло хорошо. Подождите, подождите. О, Абди. Слава богу. Я так рада, что вы в порядке. Что ж, это правда хорошие новости, но... Ребята, мы со Сдериком ничего так и не нашли. Оу.
Это плохо. Да, ребят, это правда. Синдбад ушел совсем недавно, и должен признаться, я не ожидал, что он действительно будет скрупулезно вычитывать информацию с нами. Но он реально брал, сидел и читал. Угу, так все и было. Но единственное, что мы нашли интересного, это то, что на восточном побережье ходят слухи о каких-то странных происшествиях. Я вычитала это в странных странностях Мисра. Да уж, это та еще авантюра, но, видимо, выбора-то у нас больше нет. Видимо, да. Или, Лолошка, у тебя есть какие-то идеи? Так, у меня есть идеи, у меня про... Думаю, нам стоит попробовать попасть в Дидинахвамдис. Ребята, может быть, отправимся в Лазатеповый пролив? У меня есть все основания думать, что там может быть огонь. Вот оно! Это про корабль Вилли. Синдбад сказал, что Дана отправилась на восток. Надеюсь, это просто совпадение, и мы с ней больше никогда не пересечемся. Вообще вот, про Лазатеповый пролив, да. Что? Лазатеповый пролив? Так это же тоже на востоке, куда и отправилась Дана. Отлично. Так, ребята, тогда на рассвете отправляемся в Мемфисатон, а оттуда двинем в пролив. Чего? Мемфисатон? Не могу уже. От этого чтения глаза пересохли. Мы с Хану все вещи собрали еще вчера. Так что, ребята, можно спокойно ложиться спать хоть сейчас. Ладно, я согласен. Я тоже. Госпожа, спокойной ночи. А мне пожелать спокойной ночи. Почему тут госпоже-то? Мы тут с тобой дрались бок о бок. Так, получается, сейчас у нас есть куча писем, информация про некое отправление, про которое сболтнул Серебрянолицый. Также у нас есть информация про Дану и про Лазатеповый пролив, где, вероятнее всего, находится огонь, который висел на корабле Вилли. Давайте, кстати, на карту посмотрим. Да, вот оно. То есть, это будет, получается, песок, песок, песок и маленький островок. Понял? Ладно, все хорошо. Что ж, ребят, на такой ноте, я думаю, пора закончить. У нас очень много крутой информации. И самое главное, запертая дверь с Лейлой, на которой у меня слишком много подозрений. Все мы узнаем уже в следующих сериях, обязательно и бесповоротно. Что такое отправление, о котором сказал Серебрянолицый, мы тоже будем узнавать. Но вот что мы точно не можем знать заранее, поставите ли вы лайк на это видео. Ребят, я и команда очень сильно на это надеемся, и правда, если вам не лень, если вам нравится то, что вы смотрите, не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки. Это самая большущая мотивация для меня, для команды, для канала, для сезона. И самое важное, что это бесплатно. Да, еще раз большое спасибо. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Лазатеповый пролив. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Ой-ой-ой-ой-ой. Сильный ветер. Ложка, надо сделать укрытие, пока не поздно. Знаете, ребят, меня скорее тревожит, что нас может занести песком и дышать будет нечем. Вы даже не знаете, зачем вам нужны огни. Вы даже не знаете, где находится отправление. Да уж, фраза, которую произнес Серебрянолицый перед смертью, и правда заставляет задуматься. Неужели огонь это не только защита, но и ключ? Есть у меня одна мысль насчет этого, сейчас расскажу поподробнее. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка, добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка, добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы узнали про некое отправление. Данное слово «отправление» открылось нам перед смертью Серебрянолицего прямо в конце предыдущей серии, но уже за такой короткий срок успел задать кучу вопросов. Как я понял, отправление — это некое место, которое нельзя активировать или в которое нельзя попасть, не собрав все огни, то есть ключи. Возможно, это даже не место, а некое такое человеческое восприятие о чем-то. Но, перед съемкой я вспомнил предсказание красавицы. Он всем откроет нам, нисколько не таясь, пути к чужим мирам, сквозь артефактов связь. Не тяжело догадаться, что под артефактами подразумеваются огни. И раз уж огни собираются у меня, то получается вот эта вот первая строчка должна читаться как «Лололошка всем откроет нам». Если раньше мы до этого только догадывались, то сейчас это как будто мега очевидно. А что самое главное, даже спустя десятки серий мы понимаем, что это предсказание до сих пор не сбылось. То есть, нисколько не таясь,
откроет нам пути к чужим мирам. С помощью чего? Артефактов, да. Но где мы все это откроем? Насчет этого мы даже ни разу не задумывались. Мы явно не просто возьмем все эти артефакты, положим рядом друг с другом и такие: бабам, ура, новые миры, конец. Для этого, скорее всего, должно быть некое место. И вот это вот отправление, как будто идеально подходящее загадочное слово. Загадочное место. Короче, тяжелая информация, но по полочкам вроде более-менее разложили. А теперь перейдем к самому сладкому. Хе-хе-хе. У меня тут скоробеи есть. Раз, два, отлично. Как вы помните, на протяжении всех этих серий я копил скоробеев и ни разу не тратил. Именно поэтому сегодня, наконец-то, пора. Эй, здравствуйте, статуя бога фараона. Так, надо немного прокачаться. Напомню то, что я прокачиваюсь до египетской силы, а для этого нужен бой 40-го уровня. Сейчас у меня 28-й. Способности. Когда здоровье игрока опускается ниже 30% от максимального, накладывает на игрока поглощение, регенерацию, сопротивление и огнестойкость. Так, бой 28-й, раз, два, теперь 30-й. Но, блин, нужно еще 10 уровней. Получается, я покупаю, наверное, золотых скоробеев. Раз, два, три, 4, 5. Теперь прокачиваю бой. Становится 35-й. У меня появляется дополнительный урон, появляется дополнительное сопротивление урону. Про это не стоит забывать. И нам остается всего 5 уровней. Ой, боже, как долго эта прокачка идет-то, а? Эй, парень! Что? О, Вилли. О, привет, Лолошка. Привет. Рад видеть, что ты в порядке. Слушай, раз уж мы тут с тобой столкнулись, не составишь мне компанию? Я иду к гадалке, чтобы она помогла мне с домашним заданием сына. Вот. Ну, просто, понимаешь, я сам-то в школу не ходил никогда. Совершенно ничего не понимаю. И когда он ко мне приходит с вопросами этими, я вообще теряюсь. О, вот, ты сам-то послушай, какая задачка. Где-то она, вот-то. 5 каменщиков в начале рабочей недели получили равное количество кирпича. Когда 3 из них израсходовали по 331 кирпичу, то у них осталось столько кирпичей, сколько в начале получили другие 2 каменщика. Сколько всего кирпичей получили каменщики в начале недели. Вот такая вот задачка-то. Как тебя? Кажется, понимаю. Вот и я так же подумал. Было бы здорово сходить к гадалке. Она ж ясновидящая как-никак. Правда, вот один-то я стесняюсь. Никогда раньше такого не делал. Ну, пойдем посмотрим, что там эта гадалка тебе расскажет. Подожди, ну ответ же вроде 993, нет? Я просто уже в уме решил. Так. Окей. Давай сходим, посмотрим. Что привело вас ко мне сегодня, путники? Помогите мне решить математическую задачку сына, пожалуйста. Хорошо. Что она делает? Воу! Фига. Ответ, который ты ищешь, абрикос. Что? Абрикос? Ну и там задачка про строителей. Да, слушай, Вилли, пойдем-ка. Мне кажется, эта гадалка — это плохой вариант. Что, абрикос? Вы что, издеваетесь? Какой к черту абрикос? О, черт, что же мне теперь делать? Так, Вилли, тут и к гадалке не ходи. Проверь себя через умную камеру. Чего? Умная камера? Это что, тоже какая-то ясновидящая? О нет, Вилли, умная камера — это нечто большее, и она находится в приложении Яндекс Алиса. Через это приложение ты можешь проверять свои решения, находить ошибки и многое другое. Просто наведи умную камеру на уравнение, и приложение само подскажет тебе, как его решить. Удобно, правда? При помощи Яндекс Алисы ты можешь сканировать документы, переводить текста, находить информацию и, опять же, многое другое. Вилли, я тебе больше скажу, ты можешь не только помочь сыну задачку решить, но и, например, сказку на ночь придумать. Просто скажи: Алиса, давай придумаем. А затем опиши, о чем будет твоя история. И Алиса сама придумает целую историю на ночь. В общем, я думаю, ты разберешься. Ну, батюшки, ну дела. Ладно, Лолошка. Что ж, ты меня раньше-то с такой умной женщиной не познакомила? Спасибо тебе большое. Ладно, давай. Мне работать надо. Драпанул, нифига себе. Пока! Ну, хоть спасибо сказал.
А я домой. О, и, кстати, ссылка в описании. Да ё-моё, серьезно? Ребята, у меня сейчас дилемма. Я, оказывается, целых 2 минуты не записывал. И я, на самом деле, кое-что важное сделал. Я прокачал клык Роноса. Представляете, я только что потратил все железные скоробеи. У меня их было 6, стало 0. Прокачал клык Роноса с 0 до 2 уровня. И все полученные очки потратил на яд Роноса. Теперь у меня здесь не 0 из 5, а 2 из 5. Короче, длительность отравления теперь не 3 секунды, а 7. Дальность не 2 блока, а почти 3. И сила отравления не 1 уровня, а 3. То есть, чисто теоретически, я могу теперь один раз ударить и там, просто в смотреть, комнате. как кто-то Я умирает. знаю, что ты здесь. Я вхожу. Умирает. О, ну, доброе утро, незнакомец. Здравствуйте. А ведь действительно, я так и не узнала твоего имени. А уж бывает. Знаешь, Акетра в один из первых дней вашего пребывания, парень, спросила меня, что я знаю про всех этих людей в масках. И, кажется, она-то была удовлетворена моим ответом. Но вот ты же так и не перестал меня в чем-то подозревать, да? Тяжелую жизнь приходится тебе вести. Ох, тяжелую. Я не могу знать, через что вам пришлось с Акетрой уже пройти и что только предстоит. Но, парень, я знаю, что значит все время скрываться. Я знаю, что такое не знать, кому можно доверять. И я знаю, каково это, когда, доверяясь кому-то, доверяешь сразу всю свою жизнь. Я не хотела выходить замуж за отца Джамиля. Он был плохим человеком. Но меня вынудили. Обстоятельства, семья, преследование со стороны фараона. Это было ужасное для меня время. Все это время я должна была строить из себя примерную жену, счастливую в браке. Я боялась кому-то открыться, рассказать, насколько я на самом деле его ненавижу. Но ты, малыш, ты не должен всегда страдать. Поверь мне, Лейла знает, о чем говорит. Я нашла своих людей, нашла тех, с кем я могла просто расслабиться и быть собой. И я счастлива, что смогла и Джамилю показать, что ему не обязательно быть как его отец. Ха! Через какие бы битвы ты, малыш, не проходил внутри тебя или со всем миром, всегда, знай, всегда найдутся люди, которые будут разделять твое мнение, которые поддержат тебя, как бы плохо тебе ни было. Сынок, найди в этом жестоком мире этих людей, найди их, тех, кого тебе не придется подозревать. И никогда, слышишь, никогда не позволяй себе усомниться. Ой. Твоя госпожа очень похожа на человека, которому можно доверять. Держись за нее, парень. Не потеряй своего счастья. И никогда, опять же, слышишь, никогда не выходи замуж за ненавистного тебе мужчину. Ладно уж, беги. Твои друзья уже готовы двинуться дальше в путь. Если что, мои двери всегда открыты. Для всех отвергнутых, непринятых, непонятых, в том числе и для вашей необычной компании. В общем, чао. О. Так ты ничего не... Погоди, ты в итоге не та Лейла из записок? Или ты опять решила подозрение свести к минимуму? Какой противоречивый персонаж, да? То есть вот у нас есть Лейла, которая в записках. Во, письмо. Л, СМ, Л. И вот непонятно, кто это Лейла. Это какая-то другая, да? Короче, в любом случае, тут у нас уже все собираются. Привет. Чё, как он? Эй, Абди, хватит убираться. Побереги силы. Нам предстоит сегодня сложный путь. Ты лучше проверь, ничего ли ты не забыл. Не, Хануф, нет, мы так не можем. Мы должны показать хозяйке Лейли свою благодарность за приют. Вот. В этом весь Абди, в это веришь. Господи, бога ради. Абди, пожалуйста, не мети в мою сторону. Мне и так тяжело дышать. Ой. Да, леди Акетра, я уже ухожу. Спасибо, Абди. Блин, слушайте, ребята, кажется, я опять набрал слишком много еды. Даже не представляю, как мы это все повезем-то. О, насчет повезем. Куда запропастился Джамиль? Он же должен был заняться верблюдами.
Нет, госпожа. Джамиль заглядывал полчаса назад. Он сказал, что все в порядке. Он скоро придет, чтобы помочь с сумками. Ну ладно, хоть здесь хорошие новости. Ой, кстати, представляете, Итого, ребят, это мне мы походу надо забыли. будет заказать себе новые штаны в Мемфисатоне. Я надеюсь, мы там пробудем хотя бы пару дней. На водяной жирной рыбе я потолстел. Теперь еле-еле влезаю в эти штаны. Смотри, чтобы они на тебе не лопнули, когда будешь на верблюда лезть. Ты гений! Решено! Я буду идти пешком по пустыне. Я пойду пешком, пока штаны не станут мне как раз. А, что вы там... Сдерик, не ведись, пожалуйста, на провокации Хануф. Она же просто подшучивает над тобой. О, леди Акетра, а что если у меня действительно порвутся штаны? Я же как минимум не такой, как Синбад. Я не могу гордиться своей неловкостью. Значит, ты будешь ехать на верблюде сидя. Никто ничего не увидит, Сдерик. А Хануф, как заботливая помощница и служанка, зашьет тебе штаны, если это случится. О, ну ладно, тогда хорошо, спасибо. Я бы, честно, не хотел идти всю дорогу по раскаленному песку. О, господи. Иногда мне даже кажется, что я скучаю по работе с детьми. Но, пообщавшись с вами, понимаю, что мне просто так кажется. Ты-то, кстати, Лолошка, надеюсь, все собрал? Не переживай, что у тебя порвутся штанишки. Не хочешь подмести пол? Ладно, ты готов отправляться? Господи, на нервах, на нервах. Ладно, да, я готов, у меня все готово. Ну, слава богу. Я уже испугалась, что я единственный взрослый человек на этой вилле. О, как это мы заговорили. А как же я, дорогая леди? Простите, Лейла. Я не имела вас в виду и... Тихо, тихо ты, я шучу, Акетра. Выдохни, девочка. Ты отлично справляешься. Поверь мне, все будет хорошо. Ой, Хара, да ты напряженнее, чем я была, когда рожала своего первого. Вы можете... о, господи, вы... Ну вот, о чем я и говорю. Ладно, мои сладкие, хорошего вам пути. Да сохранит ваши души, Кнеф Мтити. О, хозяйка, большое вам спасибо за ваш теплый приют. Чего? Да мне ж даже для вас делать ничего не пришлось. Ты сам и за продуктами бегал, и уборку делал. Вы идеальные гости. Таким-то уж я всегда рада. Ну идите, идите ко мне. Давайте хоть на прощание обниму вас, что ли. О, как мило. Господи. Пока, Лейла. Надеюсь, что она реально добрячка-добрячная. Ну, я уже на самом деле понимаю, что это разная, другая, точнее, Лейла. Так что все окей. Все будет хорошо. Ну что ж, ребята, наше короткое пребывание на курорте подошло к концу. Как бы хотелось, чтобы мы действительно просто отдыхали все это время. За мной. Отправляемся в путь-дорогу. Так, в итоге у нас идет Абди, идет Хануф, идет Сдерик. Короче, все собрались. И нам, получается, прямо сейчас к верблюду надо. Господи, Сдерик. Я как-нибудь спасу тебя. Боже, я его немного толкнул, поэтому он застрял. Прости. Я помогу тебе. Все, иди. Это мы закрываем. Никто ничего не видел. Да что ж такое, Акетра? Ну что ж ты делаешь-то? А ну дай сюда. Не тащи сама. О, другое дело. За мной, ребята. Верблюду тут совсем рядом. Окей-доки. Значит, все-таки с верблюдами все будет окей, да? Ну что, я слышал, вы собираетесь куда-то на восток и... Да, Джамиль. И мы будем очень рады, если ты отправишься с нами. Эх, Акетра. Я бы очень хотел. Мне нравится приключения с вами. Да, Так, но... Но, как бы, я решил остаться на некоторое время с Лейлой. Я внезапно осознал, как давно я ее не видел. И как на самом деле соскучился по ней, понимаете? Простите. И вы, и ты... Да ладно. Я же, правда, надеюсь, вы понимаете меня? Ой, Джамиль, иди сюда. Оу, господи, Акетра. Ну, конечно же мы все понимаем. Да. Конечно, понимаем. Джамиль, знай, Лейла потрясающая женщина. Я с ней себя чувствовал как с мамой. Да. О, это она умеет, да уж. Друзья, спасибо вам. Пишите мне из Мемфисатона. Обязательно. Да знать бы, что такое Мемфисатон, я так понимаю, город...
Кстати, чуть не забыл. Масалама! И удачи! Фу. Ну что, ребята, в путь. В путь! В Мемфис от... Ух ты, как красиво! Ой, о боже, эти сцены, эти кат-сцены, эти переходы, каждый раз восхищаюсь. Так, получается, мы сейчас идем в некий Мемфисатон, который находится около Лазатепового пролива, да? Туда, в эту сторону пошла Дана, мы помним, это находится на востоке. И именно там находится спрятанная лодка Вилли. То есть, нам очень жестко везет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сильный ветер. Абзи, видимо, со мной хочет поговорить. Эй, ложка, буря усиливается. Нам лучше переждать. Ой, мы реально переждем. Что с Дерек? Что, мы строить что-то будем сейчас, реально? Ложка, надо сделать укрытие, пока не поздно. О, нифига, как это клево показывается. Вау! Блин, ну... Это еще одна чудо-катсцена, ребят. Подобных катсцен еще ни разу не показывали. Ай да красавчик, Дерек. В темноте построили огромный дом. Ну, может, не такой огромный, но дом. Так. Прикольно здесь. Ветер где-то завывает, а нам пофигу. Да уж, тесновато здесь. Сяду-ка я где-нибудь вот тут. Да уж, надеюсь, буря к утру утихнет. Знаете, ребят, меня скорее тревожит, что нас может занести песком и дышать будет нечем. Ты что такое говоришь, Абди? Ой, я просто в целом, если судить по размеру помещения, которое мы успели построить, то... если учитывать то, что тут нас 5, плюс все нервничают, а значит чаще дышат, то... Эй, Абди, тихо, пожалуйста, прекрати. Если мы почувствуем нехватку кислорода, то как-нибудь выберемся, окей? Да, ладно. Простите, госпожа. Я не хотел вас пугать, честно. О, а знаете, что я скажу? Я читал, что в пустынях лежат сотни трупов. Просто про них никто не знает. Дерек! Да, боже, да что? Что с Дерек-то сразу? Я просто пытаюсь беседу поддержать, не более. Ой, ну ты, конечно... Знаете, когда мы были с Халимой маленькими, мы часто оставались ночевать друг у друга. Мама Халимы была очень доброй женщиной. Если мне было страшно засыпать, она всегда спрашивала меня, где живет мой страх. Иногда у меня дрожали колени, и тогда она щекотала меня, чтобы прогнать страх оттуда. Иногда сосала под ложечкой, и тогда мы пили сладкую воду. Сейчас же у меня очень-очень колотится в груди. Как изгнать такой страх? О, кажется, я знаю. Нам нужно всем глубоко-глубоко подышать. Что? Но ты же сказал, что у нас тогда воздух закончится. О, не, Ханув, я был неправ, я неправ был. Дышь. Давай, Ханув, повторяй за мной. Вот, молодец. Уф. Да ладно, это реально всех успокоило. Как это мило. Ой. Эй, Лулушка, а ты чего не спишь? Знаешь, я так волнуюсь за наших верблюдов. Не стоило, наверное, их все-таки оставлять снаружи-то, да? Появление бога-фараона на публике состоится уже через месяц. Госпожа Акетра сказала мне, что ты хотел вроде как увидеть его. Он, знаешь, он, если что, выходит на балконе главного храма. Его там почти не видно. На площади перед храмом собирается огромная толпа. В давке каждый год погибает огромное количество людей. Его голос разносится над головами, как будто стремится куда-то далеко-далеко за пределы. Довольно, знаешь ли, красивое зрелище. Да, впечатляет, очень сильно впечатляет. Только вот сколько бы я ни пытался послушать его речь, я так и не мог понять ее смысла. Что бы он ни говорил, все слова привязаны создать какую-то красивую картинку, а не донести мысль. Да уж. Ой. Ты, кстати, заметил? Стало тихо, нет? Слушай. Эй, ребята. Давай, Лолошка, ты буди госпожу. Понял, окей. Госпожа? Леди? Как вас? Погладить. Что? Где мы? О, господи. Что про... Ой. Эй, тише, леди, успокойтесь. Буря закончилась. Мы можем выходить. Да, мы можем выходить. Ханув, ты-то встанешь, нет? Абди?
Чё ты на меня смотришь? Поговорить? Поговорить? Алло! Так, может быть, мне просто копать начать? Где? Вот здесь? О, ты погляди, сколько ж песка нанесло за это время, а? Надежда найти наших верблюдов становится все более... призрачными. Тише, Сдерик. Ничего. Главное, что мы выжили. Лолошка, продолжай копать. Так. Ох, как занесло-то, ребята, офигеть! То есть мы построили, значит, вот такую офигенную будочку, а песка тут на 3-4 блока вверх, а то и выше. Ладно, я попытаюсь. Ох. Обалдеть. Вот это нас занесло. Ну, верблюды, кстати, стоят. Давайте, давайте, выходим, все нормально. Господи, как же много песка, как же много песка-то, а? Ой-ой-ой, родимые, живые мои! Эй, Сдерик, ты что, не видишь? Их всего 2. Но, леди, да, но это же лучше, чем ничего. Справедливо. Абди молодец. Ага. Вот как. Что-то мне это уже не нравится. Почему мы идем пешком? На верблюда Да ну сядет? живо сказали! Какому богу поклоняетесь? Что? Простите, с каких пор этот вопрос задается на входе в город? Я спрашиваю еще раз. Какому богу поклоняетесь? Ладно. Хетентепу. Окей. Значит так, вы все должны определиться, на какой стороне будете жить в Мемфисатоне. Что значит на какой стороне? Слушай меня сюда, парень. В Мемфисатоне вы либо на стороне Монто, либо на стороне Роноса. Признаюсь честно, я бы на вашем месте выбирал Роноса. А я бы выбрал Монто. Эй, слышишь? Мы же уже обсуждали, что Ронос сильнее, поэтому на его стороне безопаснее.